людей ходят в спортзал, занимаются активно. Активный образ жизни сейчас поддерживается очень. Как говорится, результат налицо. Ведь ограничение доступности алкоголя, а то и полного запрета – это один из самых действенных механизмов во всем мире. Будем надеяться, что в скором времени возле образовательных учреждений запретят продажу спиртного. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Татинский Улус. Перед тем, как уйти на рекламу, хочется напомнить о подвиге якутских солдат на озере Ильмень в Новгородской области. 75 лет назад, 23 февраля 1943 года, лыжные бригады Северо-Западного фронта погибли под артиллерийским огнем немецких захватчиков. Якутяне сражались до конца. Рассказывает Айсена Бурнашова. В годы Великой Отечественной войны солдаты Северо-Западного фронта обороняли стратегически важную трассу Старая Русса-Шимск, ведущую прямо в Ленинград. Пройдя 30 километров вдоль Ильменя, бойцы-якуты должны были ее перерезать. Но марш-бросок закончился на озере. Немецкие войска обрушили артиллерийский огонь прямо на идущих по льду лыжников. В этой схватке выжили лишь немногие. На берегу Ильменя высится гранитный обелиск в виде якутской урасы, где на памятной плите высечены имена павших воинов якутян. И именно благодаря им и отснятому материалу петербургского филиала НВК «Саха» уроженка Сунтарского района Полина Никитична Федорова смогла найти своего без вести пропавшего отца Никиту Федорова, который в 1942 году отправился на фронт, воевал под Пермью и погиб на Ильменском сражении. Я, так долго искавшая его, дочь единственная, нашла своего отца. За это всем вам спасибо. На митинге у священного Ильменя также выступила и потомок без вести пропавшего солдата Константина Иванова. Семья и родственники проводили его на фронт с Нюрбинского военного комиссариата. Больше от него не было вестей. Мать говорила, что приходил земляк с нашего района, тоже служивший с ними, и говорил, что вот Константин шел со мной рядом, и во время бомбежки он как будто споткнулся и прямо под лед ушел. В составе 19-й и 3-й лыжных бригад было более 40% якутских солдат, и практически все они пали на поле боя. В этот день на митинге приняли участие жители Старорусского района, студенты, якутяне и представители власти республики. В память о 19-й и 3-й отдельно лыжной бригаде прошла минута молчания. Собравшиеся возложили венки и цветы к монументу. В целях увековечения памяти подвига воинов-якутян на новгородской земле и пропаганды здорового образа жизни с 2005 года в рамках поездки по местам боевой славы на берегу озера Ильмень проходит стрельба и лыжный десант. Две дистанции. Одна дистанция, по которой проходили сами воины, 10-14 километров. Это 10 человек, 3 девочки и 7 мальчиков. И была сделана дистанция 3,5 километров для массового забега. В забеге приняли участие более 70 человек. Это жители Новгородской области и якутяне. Сложно, конечно, представить, что чувствовали наши якутские стрелки. Тем более, что снега тогда не было, шли по голому льду. Но пробег удался. Я думаю, что именно память о том сражении, о героическом подвиге наших стрелков, она жива и по сей день. И примером этому является вот этот во многом молодежный пробег. После лыжного забега всем участникам торжественно-патриотических мероприятий на озере Ильмень предложили отведать полевую кухню с горячей ухой, гречкой и бутербродами. Чаю, пожалуйста, подходите. Первые места лыжного забега завоевали жители Старорусского района Новгородской области. Третье призовое место в пользу якутской сборной завоевал ученик 8 класса Петербургской школы Даниил Котиков. Мне приятно. Новгородский фронт внес достойный вклад в достижение общей победы над врагом. Солдаты Северо-Западного фронта шли трудными дорогами жизни, не думая о славе. И наша обязанность – помнить, чтить и гордиться. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Новгородская область, Старорусский район. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Якутское небо заполнит российские воздушные суда. Республика может получить 200 отечественных самолетов. Кто продвинул идею самолетизации крупнейшего региона страны?
Наблюдателей на выборах президента России прибавится. Кто будет следить за порядком, кроме представителей кандидатов в президенты? Лучшие боксеры со всей страны собрались в Якутске. Всероссийский турнир класса А стартовал в столице республики. Мы тебя в детской разместим. Нормально? На рыбалку пойдем. Ого, знаю я вашу рыбалку. А ты надолго, Витя? Когда домой? Да побуду немного у вас. Так ведь выборы. Я прямо тут у вас проголосую. Паспорт у меня с собой. А заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения я уже написал в МФЦ. Главное успеть подать его с 31 января по 12 марта. А так можно? Теперь можно. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Добро пожаловать на информационный портал «Наша Якутия». Виртуальная жалоба решит реальную проблему. Заявите на электронном портале, приложите фото или видеофайл, проследите за решением, контролируйте качество исполнения. Ваша заявка будет рассмотрена в государственных или муниципальных органах власти в течение 10 рабочих дней. Какие проблемы можно заявлять на портале «Наша Якутия»? Проблемы, связанные с ЖКХ, перебоями связи, получением электронных услуг. Также можно сообщать о нарушениях в сфере экологии, нарушениях правил торговли и предоставления услуг питания. Информационный портал «Наша Якутия» — это скорость. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Прозрачность. Отслеживайте весь процесс по интернету. Контроль. Контролируйте качество исполнения и прикрепляйте фото-видеодоказательства. Голосование. Поддержите заявки для обозначения важности той или иной проблемы. Оценка. Ставьте оценки решения проблем. Наша Якутия. Сделаем родную республику лучше. Это Якутия день за днем. Продолжаем говорить о главных событиях этой недели. Якутия получит 200 самолетов. Только представьте эту цифру. Для сравнения, общий авиапарк двух крупнейших республиканских перевозчиков полярных авиалиний и Якутии не дотягивает и до 80 воздушных судов. Заполнит небо ТВС-2 ДТС, новый отечественный самолет, долгожданная замена кукурузника Ан-2, производство которого было прекращено почти полвека назад. Собирать его будут в Бурятии на базе Улан-Удэнского авиазавода. Первые продажи ожидаются уже в конце следующего года. Якутия станет первым регионом страны, который получит новые самолеты. Соглашение было подписано в ходе Сочинского инвестфорума между Министерством транспорта, Минпромторгом страны, холдингом «Вертолеты России», Бурятии и Якутии. По словам Алексея Цыденова, главы Республики Бурятия, наибольшую инициативу проявил руководитель Якутии Егор Борисов. Данное соглашение стало возможным по инициативе Республики Саха-Якутия. Якутия подписалась о потенциальном заказе на 200 самолетов. Понятно, что это не только для полетов в пределах Якутии. То есть это в целом такая межрегиональная авиакомпания, может быть, которая бы обслуживала регионы Сибири, Дальнего Востока, вот именно в перевозках на не сильно развитые, так скажем, аэродромы и взлетно-посадочные полосы. И решение вопросов по широкому спектру, то есть авиалесоохрана, сельхозавиация, санитарная авиация и, безусловно, транспортная, пассажирская. Ожидается, что Минтранс поможет в сертификации самолета, а Минпромторг окажет поддержку при постановке ТВС-2 ДТС на производство. Интерес к российской разработке уже проявляют авиакомпании Монголии. В Якутии же эксплуатантом станут полярные авиалинии. Легкомоторный ТВС-2 ДТС не только сменит Ан-2. Всепогодный самолет способен заменить и швейцарский Пилатус, и американский Сесна. Импортозамещение в чистом виде. Кстати, один Пилатус летает по Якутии. Несмотря на то, что серийной сборкой самолета займутся в Бурятии, родиной сменщика Ан-2 является Новосибирская область. Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации смогли создать ТВС-2 ДТС. Именно в Новосибирске прошли первые полеты нового воздушного судна. И на связи с нашей студией Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации.
Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Объясните, что за непонятная для обывателей аббревиатура ТВС-2 ДТС? ТВС-2 ДТС – это турбовинтовой самолет, 2 члена экипажа. И ДТС – это демонстратор технологий серийный. А сколько лет ушло на создание нового самолета и почему решили заменить именно Ан-2? Работой нашего научно-исследовательского института основной являлось в меньшей степени проектирование этого самолета, а в большей степени исследование технологий, которые сегодня применяются в самолетостроении для малой авиации. И демонстрация как раз вот возможностей этих технологий. Начиная от аэродинамики, материалов и заканчивая возможностями современных систем отображения информации и индикации в кабине самолета. Поэтому в течение последних 3 или 4 лет вот мы равномерно двигались к созданию вот такого самолета-демонстратора. То есть основная задача – это демонстрация вот возможностей современных технологий. Почему был выбран самолет Ан-2? Ну, во-первых, потому что за 70 лет его так и не смогли заменить. Во-вторых, это самый массовый и самый рабочий самолет оказался для Российской Федерации, особенно за Уралом. А чем новый самолет лучше кукурузника Ан-2? Это цельнокомпозитный самолет. То есть вот результат работы данных технологий, да, что мы фактически сохраним бипланную схему, используя современные достижения аэродинамики и современные достижения в области материаловедения, создания материалов, фактически получили летательный аппарат, который по своим характеристикам в 3-5 раз превосходит старый самолет Ан-2. При этом он сохранил все основные преимущества, которые имелись у его предшественника. То есть он имеет дистанцию взлета и посадки, это самое основное, что было у самолета Ан-2, примерно такие же, вот, может быть даже чуть поменьше при аналогичных взлетных весах. Он имеет минимальную скорость полета, это очень важный показатель, который нам очень нужен в случае аварийных посадок, в случае ограниченных площадок, взлетов с них и посадок на них. Да. То есть это единственный такой уникальный аппарат Ан-2 и вот сегодняшний его преемник. В 2 раза у него превышает характеристики грузоподъемности коммерческой загрузки. У старого Ан-2 1,5 тонны, у этого самолета 3 тонны коммерческая загрузка. Он летит фактически в 2-3 раза дальше с полной коммерческой загрузкой. Ан-2 у нас с загрузкой 1500 килограмм мог выполнять полет на дальность 700-600 километров. Наш самолет летит на дальность 1500-1800 километров. Перегоночная дальность у старого Ан-2 составляла 1200-1300 километров. У этого самолета порядка 5000 километров, чуть больше. То есть вот технологически вот этот скачок, который произошел с 1947 года, он фактически позволил по крейсерской скорости мы в 2 раза увеличили характеристики, по загрузке в 2 раза, по дальности полета практически в 5 раз. Это все позволит использовать самолет Ан-2 не только на перевозках между населенными пунктами на небольшом удалении 150-300 километров, но и позволит доставлять, например, груз весом 2-3 тонны на дальность 1500-3000 километров. Вот для условий, конечно, севера, да, вот востока, это, на мой взгляд, очень важное обстоятельство. При этом он может прилететь на фактически неподготовленную площадку, произвести посадку, выгрузить груз, собрать людей и какой-то курс и вернуться обратно. В одном из интервью, описывая новый самолет, вы сказали, что он все-таки больше подходит для грузоперевозок. Ну, это вот основное преимущество. Сейчас мы видим интенсивный выход из эксплуатации. Я думаю, через 3-4 года у нас не будет самолетов Ан-26, Ан-24. Вот, в принципе, теоретически для решения транспортных задач
Як-40 то же самое, да, у нас фактически исчез. Вот грузоподъемность Як-40 была 3 тонны, грузоподъемность самолетов Ан-26 4,5-5 тонн. В принципе, самолет имеет сопоставимую с этими самолетами коммерческую загрузку. Понятно, что по объемам грузов, конечно, Ан-26 с Ан-2 не сравнить, но в части перевозки, например, продуктов, что наиболее, мой взгляд, должно быть востребовано. Вот. Этот самолет абсолютно, значит, может решать эти задачи. Вот. И, конечно, основная задача его все-таки будет не перелеты по коротким расстояниям. Основная задача — это как раз уйти на большое расстояние с грузом 1,5-2 тонны, особенно в условиях неразвитой наземной инфраструктуры, где нет у нас заправочных станций, да, где нет полос, где нет метеообеспечения. Вот как раз задача этого самолета — уйти далеко, доставить необходимый груз, оказать какую-то срочную помощь, или медицинскую, или в части чрезвычайных ситуаций, да, и вернуться на базу для дозаправки, либо на ближайший оборудованный средствами навигации аэродром. А сколько ТВС-2 ДТС может за один раз перевезти пассажиров? Ну, вот смотрите, по АП-23 это 9 человек, 9 пассажиров. Но всегда есть, в каждой стране есть свои внутренние правила. Ну, например, Cessna Grand Caravan 208, да, она вот в Европе сертифицирована под перевозку 14 пассажиров. То есть, если говорить по объему, по весу, то там можно разместить, ну, минимум там пассажиров там 20. Вот. Но реально, я думаю, что, значит, если грамотно отработать со своими внутренними правилами, порядка 14 пассажиров будет в самолете спокойно и просторно разместить. Кроме того, самолет, значит, вот минимальная скорость полета, которую сегодня он имеет, это порядка 45 км в час, она, соответственно, выполнение посадки обеспечивает высокую степень надежности и безопасности. Да, и исполнение самолета из композитных материалов, именно конструктивно, мы его проектировали таким образом, чтобы в кабине и пассажиры, и пилоты были защищены в случае каких-то вот нештатных посадок. Соответственно, одно дело приземление на скорости 150-180 км в час, и совсем другая история — это посадки на скорости 40-45 км в час. Вот Ан-2, он этим и отличался, например, очень высокая безопасность. Вот за всю историю самолетов Ан-2 нам известно о порядка там 300 катастроф. Это из 18 тысяч построенных самолетов. Если говорить самолеты, летающие сегодня у нас в России, вот двухдвигательные, вот это Twin Otter, это Л-410, Ан-28, их было построено порядка 2700. 2700. И несмотря на это, потеряно порядка 350-380 самолетов. То есть надежность самолета Ан-2, его безопасность, она на порядок выше, чем, значит, вот эта безопасность на выживаемость на двухдвигательных самолетах такого же класса. Поэтому вот это все вместе в комплексе, оно должно обеспечить очень высокую безопасность перевозки и пассажиров, и безопасность экипажа, выполняющих полеты. Первый полет на дальнее расстояние состоялся в прошлом году. Маршрут Новосибирск-Москва на Международный авиационно-космический салон. Как самолет повел себя? Да, мы перелетели после проведения серии испытательных полетов в Новосибирске. Мы 15 июля мы выполнили первый перелет на МАКС-2017 в Москву. Это был беспосадочный полет. Времени полета у нас составило 1 часов 40 минут. Значит, вылетали мы с остатком 3200 литров. При этом в Раменском после посадки у нас осталось еще порядка 800 литров заправки. Да, это где-то на 5-6 часов полета еще возможность. Самолет показался хорошо. Средняя скорость по маршруту у нас получилась порядка 280 км в час. Встречный ветерок был. Вот. Все системы работали нормально, хорошо. Все, что мы рассчитывали с точки зрения аэродинамики, мы все получили. Он показал очень высокие характеристики именно расхода топлива. Вот. Ну и, на мой взгляд, на сегодняшний день вот в этом классе вот этот самолет-демонстратор, мы не говорим про серийный самолет. Понятно, что в серии какие-то характеристики ухудшатся, какие-то улучшатся.
Вот. Но, тем не менее, даже уже на сегодняшний день можно говорить про него как про, значит, вот этот опытный экземпляр, равных которому на сегодняшний день в мире нет. Особенность самолета ведь не только в экономичных материалах, его можно собирать на небольших предприятиях. Именно так вы сказали в одном из интервью. Завод, где должны производиться эти самолеты, он должен иметь оборудование где-то на 200 миллионов долларов. Это на 200 миллионов рублей, я извиняюсь. Это автоклавы, это печи, это раскроечные столы, это системы контроля, изготовления, значит, конструкций. Вот. Площадей порядка 6 тысяч квадратных метров. То есть стоимость строительных работ с оборудованием этого завода должна составлять 500-600 миллионов рублей. И при этом на этом заводе, значит, личный состав численностью от 70 до 100 человек должны иметь возможность выпускать порядка 25-30 самолетов в год. То есть вот самолет вот этот наш был проектирован фактически в течение 11 месяцев, спроектирован и изготовлен. В строительстве самолета принимало участие порядка 120 человек у нас, при этом 80 человек у нас фактически был женский состав. Да. То есть вот такая идеология. 70-100 человек, 25 самолетов в год при соответствующем оборудовании. Завод такой можно разместить, в принципе, где угодно. Да. Но мы рассчитывали, что это все должно быть где-то за Уралом, да, как раз в тех местах, которые, значит, не имеют какой-то там трудовой занятости. Вот. Привозится в этот поселок припрыг, так называемый, это ткань, пропитанная связующим, да, и оттуда выкатывается самолет. Вот примерно идеология такая. Кукурузник Ан-2 зарекомендовал себя отличным самолетом. История во всем положительная. Будет ли у ТВС-2 ДТС такая же история, как вы думаете? Ну, знаете, вот основной смысл и идея была, да, в том, чтобы сохранить полностью преемственность с точки зрения работы экипажей в кабине. Я за свою жизнь достаточно много налетал на самолетах Ан-2, вот, поэтому мне очень хорошо знакомы преимущества, недостатки этого самолета с точки зрения именно нагрузки на экипаж. Поэтому, ну, например, на этом самолете я фактически без вывозных полетов готов допустить хорошего крепкого командира, который освоил самолет ТВС-2МС, это который Ан-2 с турбовинтовым двигателем. То есть фактически пилотируется, эксплуатируется он идентично. Поэтому вот эти все обстоятельства, я надеюсь, что они могут как раз позволить, ну, во-первых, занять, вернее, даже не занять нишу Ан-2, да, а, наверное, как бы занять новое направление, которое можно будет решать этим самолетом, и не как бы оставить те направления, которые занимал самолет Ан-2. Если это все произойдет, то, конечно, его судьба может быть не хуже, чем у нашего великого кукурузника. Владимир Евгеньевич, спасибо. На связи с нашей студией из Новосибирска был Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Говорили о новом отечественном самолете ТВС-2 ДТС. Общественная палата России планирует организовать тотальное наблюдение за выборами президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день уже более 70 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями на выборах от Общественной палаты России и региональных общественных палат. При этом Фадеев указал на принципиальное отличие общественных наблюдателей от наблюдателей, которых направят на участки партии и сами кандидаты в президенты. В стране 96 тысяч избирательных участков, и в принципе, конечно, задача ставится так, в принципе, повторяю, чтобы наблюдатели были на всех избирательных участках. Тотальное наблюдение. Это очень непростая задача, потому что наблюдателей желательно, чтобы было 2 человека на каждом участке. Это под 200 тысяч наблюдателей. Чем отличаются эти наблюдатели от того, что уже есть, если это выборы, например, в Государственную Думу, наблюдатели от партии, если это выборы президента, наблюдатели от кандидатов в президенты. Эти наблюдатели общественные не политизированы, они никак не встроены в политическую борьбу. И это очень важно. Их задача обеспечить как предельно чистые и легитимные выборы.
Сейчас короткая реклама и смотрите через 2 минуты. Триумф российских фигуристок Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане. Флаг России над спортивными трибунами Южной Кореи. Как алданские болельщики поддержали сборную и рассказали всему миру о своем городе. Ринг, гонг, бокс. Всероссийский турнир среди боксеров-любителей проходит в Якутске. Что получат победители, кроме медалей и кубков? Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Меня зовут Никита Кузнецов. Я финалист всероссийского музыкального проекта «Новая фабрика звезд». Родился я в Нерюнгри. Здесь научился делать музыку, писать текста. Мое творчество пронизано местами, где я вырос. Я люблю Якутию. Это Якутия день за днем, подводим итоги недели. Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане подходит к концу. Запомнится она не только спортивными баталиями и отстранением российской сборной, но и вспышкой норовируса. Кишечную инфекцию во время игр подхватили 275 человек. Дошло до того, что из-за вспышки отстранили 1200 охранников, их заменили солдаты. Заразились и 2 швейцарских лыжников, в том числе чемпион мира Фабиан Бош. Сегодня их уже выпустили из больницы. Швейцарцы стали первыми атлетами на играх, которые подхватили норовирусную инфекцию. Источник заразы неизвестен. Медики призвали туристов и спортсменов чаще мыть руки и избегать рукопожатий. Иностранные журналисты, спортивные чиновники, даже некоторые атлеты и без всякого норовируса пытались превратить россиян на играх в нерукопожатных. Не получилось. Напомню, что мы выступаем под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Запретили использовать флаг, так его на трибунах поднимали не только российские болельщики. Компанию им составили иностранцы. Обрубили сборную. Из 500 человек МОК пустил в Южную Корею лишь 169. При этом многие, но не все, топовые спортсмены не получили приглашения на Олимпиаду. Шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Никита Крюков. Первого общекомандного места не ждите, говорили наши оппоненты. Мы, зрители, и не ждали, просто верили и болели. Перед закрытием игр можно подвести предварительные итоги. Олимпийские атлеты из России на 15-м месте среди сборных. У нас 16 медалей, 9 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотая. О ней, кстати, поговорим отдельно, но чуть позже. Тройка лидеров на Олимпийских играх выглядит следующим образом. Первое место – Норвегия, следом идет Германия, на 3-м месте располагается Канада. Однако лидер может еще смениться. В последний день, 25 февраля, разыграют медали в бобслее, керлинге, лыжных гонках и хоккее. Букмекеры прогнозируют, кто соберет медали в последний день и кто вообще станет лидером общекомандного зачета. Где все было ясно и без прогнозов и предсказаний, так это в женском фигурном катании. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева поделят пьедестал почета. Говорили все. Спорили лишь в одном – кто выиграет золото. Сперва короткая программа,
На лед выходит Медведева и бьет свой же мировой рекорд – 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновляет рекорд – 82,92 балла. Сделала! Во второй половине! Мама дорогая, вы посмотрите, что она делает! И на следующий день произвольная программа «Драматизм» зашкаливал. Алина Загитова выходит на лед и зарабатывает 156,65 балла. Черед Евгении Медведевой. Судьи выставляют такой же счет. С отрывом в 1,5 балла победила Алина Загитова. Первое золото нам принесла 15-летняя девушка. Медведева завоевала серебро, но с золотым оттенком. Вот, смотрите, как они тепло поздравляют друг друга. У них прекрасные отношения. Как бы сложно сейчас ни было Евгении Медведевой, тем не менее она с достоинством принимает этот успех основной конкурентки. Браво, Алина, браво! Да. Ледовые баталии не закончились, лишь переместились из фигурного катания в хоккей. В олимпийском турнире российская команда стартовала неудачно. Проиграла Словакии со счетом 3-2, потом наверстала и вышла из группы. Добрались до полуфинала. Соперником стала сборная Чехии. Принципиальный оппонент, от которого камня на камне не оставили. Во втором периоде ворота чеха Павла Францауза распечатал Никита Гусев. Через 30 секунд шайбу забросил Владислав Гавриков. В третьем периоде Илья Ковальчук увеличил разрыв между Россией и Чехией. 3-0. Россия впервые за 20 лет поборется за олимпийское золото. Последний раз такая возможность была в 1998 году. В японском Нагано мы уступили Чехии со счетом 1-0. Время все расставило по местам. За золото Южнокорейской олимпиады российские хоккеисты будут бороться с Германией. Но, к сожалению, нельзя обойтись без ложки дегтя. Их даже две. Во-первых, российская бобслейская Надежда Сергеева подозревается в применении допинга. У нее положительная допинг-проба. Какое вещество обнаружено в организме, не сообщается. По некоторым данным, это триметазидин. Его применяют для профилактики приступов стенокардии. На Олимпиаде Сергеева заняла 12 место. Во-вторых, допинг-тест провалил керлингист Александр Крушельницкий. А в двух его пробах обнаружили давно всем известный мельдоний. Как препарат попал в организм, непонятно. Анализы показывают, мельдоний употребляли лишь один раз. Напомню, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в даблмиксте. Это первая олимпийская награда для российского керлинга была. Теперь ее забрали и предстоит долгое расследование. Мое главное желание – добиться правды, восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно. Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт, ведь я прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме. Особенно тяжело еще и потому, что я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. На кону наша с Настей будущая карьера и наша репутация. Буду до последнего бороться за правду, а правда в том, что мы чистые спортсмены. Просьба одна, просто по-человечески нас поддержать. Несмотря на скандалы, болеть за спортсменов не переставали. Тысячи российских болельщиков заполняли трибуны. Часто можно было увидеть якутян. В Пхенчхан поехала группа алданских фанатов. Они поехали поддержать российских атлетов, в частности, лыжную сборную России. Весь мир увидел название небольшого города в Якутии. Во время награждения российского лыжника Дениса Спицова нам удалось связаться с одним из алданских болельщиков. Конечно, все жители нашей республики видели этот якутский флаг, имеется в виду с большой надписью «Город Алдан». Это сделали мы, алданские болельщики. Наши лыжники, как говорится, рулят. Они показали, что даже не выступая основным составом, могут бороться за самые высокие места. Были в Пхенчхане и другие болельщики из Якутии, например, Афанасий Алексеев, местный предприниматель. В интервью нашему телеканалу он не только поделился впечатлениями, но и рассказал, в чем отличие нынешней Олимпиады от международных спортивных игр «Дети Азии». Чем лично для вас запомнится эта Олимпиада? Эта Олимпиада для меня запомнится тем, что, конечно, печально, то, что мы не услышим гимна нашей страны, не увидим, как поднимается наш флаг. И каждый раз, когда я вот это вижу, я испытываю гордость за свою родину, за наших спортсменов. И, конечно, очень печально то, что решение МОК, которое вышло 5 декабря, отстранить нашу сборную от Олимпийских игр и выступать под нейтральным флагом. И второе, это, конечно же,
встреча наших спортсменов мне понравилась в корейском аэропорту, когда вот простые вот жители Кореи пришли с российским флагом и встречали нашу сборную и пели гимн нашей страны. Это, конечно, мне останется на долгую память. Вы стали одним из инициаторов флешмоба «Герб и флаг России». Кто принял участие в акции, кто поддержал и вообще в чем суть ее заключалась? Призывали во время игр Олимпиады носить герб и флаг России, тем самым поддержать наших спортсменов. И наш лозунг был «Герб и флаг России в наших сердцах». И после вот нашей акции, да, вот непосредственно перед Олимпийскими играми по России тоже пошла вот подобная акция, да, «Россия в моем сердце». Но этой акцией мы хотели поддержать наших спортсменов. Много ли было болельщиков из Якутии, и вы ощущали особое отношение к российским болельщикам? Вообще вот атмосфера была очень теплая, гостеприимная. Корейцы такие очень доброжелательный народ. Присутствие вот на этой Олимпиаде, да, я вот увидел то, что действительно там очень весело, очень хорошо. А вот с якутянами, да, лично я не встретился, но вот постоянно идут эти с WhatsApp сообщения, в Инстаграме. Видно, что наши ребята есть, наши ребята там присутствуют, поддерживают наших ребят. И очень даже активно, вот даже наш земляк с бубном, да, он прославился буквально на всю Россию, да, он активно очень поддерживал фигуристок там, да. Ну, это, конечно, очень хорошо, то, что наши ребята есть. Какие площадки Олимпиады вам удалось посетить и насколько доступны для болельщиков были самые зрелищные виды соревнований? Да, я вот расскажу, да, сама вот эта Пхенчхан, да, вот эта маленькая провинция. Я вот ожидал приехать и увидеть какой-то город красивый, разукрашенный, там, с флагами. А на самом деле это маленькая провинция, там даже города нету. Даже сложно назвать населенным пунктом, там раньше была, и раньше и есть эта горнолыжная база, где вот корейцы сами ходят, там тренируются, катаются. И вот они вот подготовили под Олимпиаду ее, и она находится в трех местностях, да, которые расположены друг от друга в 15 и в 40 километрах. И я вот за день вот все вот эти населенные пункты проехал и лично вот посмотрел, как вот это все происходит. Было немало неожиданных ситуаций, которые некоторые называют провокацией или заговором. Как вы, к примеру, относитесь к дисквалификации кирлингиста Александра Кушельницкого и к перспективам возврата России в олимпийское движение, то есть снятию отстранения? Да, я вот за этой в керлинге, да, вот это, конечно, было очень отрадно, да, услышать то, что это была наша первая медаль на Олимпиаде, да, и вот за эту семейную пару мы тоже всей семьей очень болели, да, когда вот они выиграли вот эту бронзовую медаль, да, вот Александр, Анастасия, да, и вот то, что вот разразился после этого допинговый скандал, это, ну, тоже не очень понятно. Потому что вот Александр, да, вот на начало Олимпиады и во время Олимпиады всегда вот они сдавали тесты на допинг, и все эти тесты были отрицательные, а вот после того, как выиграли награду, уже вот разразился вот такой скандал, то, что он употреблял допинг. И, ну, как я болельщик, да, вот этот вид спорта, да, керлинг, да, он не подразумевает. Если вот была бы борьба, бег, там действительно нужен допинг, чтобы человеку дополнительная энергия. А керлинг, он не подразумевает там большую затрату энергии, там это больше такая тактическая игра. И вот употребление, я сомневаюсь, что такое есть вообще. А вот насчет перспектив возврата России в олимпийское движение, то есть снятия отстранения, что мы полноценно уже вернемся? Не, мы должны вернуться, конечно, так не должно продолжаться, чтобы постоянно вот вокруг нашей сборной вот шли вот такие вот допинговые скандалы. Но я надеюсь, что это зависит, конечно, и от руководства нашей страны, и от нашего Российского олимпийского комитета, чтобы они ставили задачи, чтобы побыстрее вернуть нашу сборную обратно в состав. Вы сказали, что особо интересовались инфраструктурой олимпийских объектов. Что вас поразило, что удивило? Мне вообще вот организация соревнований, вообще очень все так доступно, очень так легко, нету никаких пробок, нету. Мы ездили вот на машине наемной, да, и машину не допускали там рядом, прямо к объектам невозможно было подъехать, это мы останавливались далеко, и оттуда уже курсировали на автобусах. Организация действительно там на очень высшем уровне, все очень доступно, хорошо для обычного вот болельщика прийти, там где-то, чтобы в очередях таких больших стоять, такого нету.
Везде волонтеры помогают, там показывают, подсказывают. Ну, вообще очень так на высшем уровне все было. И вообще это моя первая Олимпиада, которую я посетил в жизни, да. И я вот хочу сравнить с нашими играми Дети Азии, да. И хочу сказать то, что вот наши дети игры Азии, да, они ничуть не хуже по организации, по накалу страстей, да. А до старта зимней Олимпиады уже начали говорить даже о летних играх. Они, напомню, состоятся через 2 года в Токио. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация может пересмотреть вопрос включения бокса в программу летней Олимпиады. Причина – проблемы в управлении и финансах в Международной ассоциации любительского бокса. Хотя эта дисциплина входит в программу игр больше века. Якутяне не на шутку разволновались, тем более, когда в октябре в Якутске состоится чемпионат страны. Не будет Олимпиады, годы потрачены на взращивание спортсменов, создание инфраструктуры коту под хвост. Кстати, в рамках подготовки к чемпионату страны в Якутске продолжается всероссийский турнир класса А. За поединками наблюдала Саргалана Захарова. 3 раунда по 3 минуты. За это время бойцы должны показать все, на что они способны. На кону звание сильнейшего боксера. Выкладываются по полной, не обходится и без травм. Спортсмен из Москвы Иван Блында заканчивает бой с рассеченной бровью, но с победой. Ну, победа далась нелегко, но просто чуть не настроился, видимо, еще где-то заминался. В принципе, все шло нормально. Вот. Я просто парень хороший такой, тоже мастер спорта он. Вот, ну, поработали, на славу, все хорошо. Двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира и участника Олимпиады якутянина Василия Егорова зал встречает овациями. Соперник тоже не из робкого десятка. Мастер спорта России, победитель чемпионата Дальнего Востока прошлого года Евгений Осинцев из Хабаровска. Василий вышел на ринг впервые после 6 месяцев перерыва и перехода в другую весовую категорию. Но, несмотря на это, он еще раз подтвердил свое лидерство. Переход в другую весовую категорию, он и психологически, и психологически очень больной вопрос. Вот этот переход, он как спортсмен должен перенести устойчиво. Другой самый ожидаемый поединок – встреча чемпиона мира по боксу среди студентов Дармана Кутубекова, представителя Якутии, и мастера спорта России, якутянина Семена Степанова, выступающего за Новосибирск. Семен вышел на ринг впервые после 3-летнего перерыва. Раньше он выступал в весе 52 килограмма, однако после череды травм на руке выбыл из соревнований. Тренировался 1,5 месяца, но все равно не в той форме, которая была 3 года назад. В весовой категории в 56 килограммов чувствую себя хорошо, добавил спортсмен. Несмотря на долгий перерыв, он смог одолеть своего противника. В прошлом году турниру был присвоен статус класса А, значит, он открывает новые возможности перед участниками. Победители этого турнира получают не только честь и почет, но и, конечно же, медали, кубки, но и получают возможность выполнить нормативы мастера спорта. Также каждый регион для себя берет на карандаш своих сильнейших бойцов, которые смогут уже в скором будущем представлять свой регион на чемпионате России. Он пройдет в Якутске этой осенью. Для представителей регионов турнир – хороший шанс заранее ознакомиться с местом проведения ключевых схваток года. Привезли команду с Хабаровска, чтобы опробовать, посмотреть, почувствовать атмосферу города Якутска. А якутская сторона уже готова по итогам турнира начать формировать свою сборную для участия в чемпионате. Чемпионат России, как проводятся организации, мы проводим, выставляем одну команду. И плюс к этому, думаем, 5-6 боксеров, которые должны выиграть путевку чемпионата России. Ставки высоки, напряжение тоже. Боксеров приходят поддержать друзья и просто любители спорта. Пришел, в общем, посмотреть, как боксируют молодые спортсмены. Очень интересно. Тем более приехало немало боксеров из других регионов страны. Ребята молодцы, хорошо ведут бой.
Примечательно еще и то, что возглавляет судейский состав турнира супервайзер Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бертник. Вы знаете, я так думаю, по количеству участников, по желающим боксерам, которые хотят выполнить мастера спорта на этом турнире, я думаю, то схватки будут довольно такие приличные и захватывающие поединки. Кто станет лучшим спортсменом по версии АИБа, станет известно уже в воскресенье. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги уходящей недели. Наши корреспонденты продолжают следить за главными событиями день за днем. Всего доброго и до встречи. Дом-интернат для престарелых и инвалидов поселка Ленинский – самый маленький в Алданском районе. Он рассчитан всего на 55 мест. Кроме интерната общего вида, в районе действуют 2 специализированных учреждения. В отдаленном поселке Илмах проживают бывшие заключенные. В Тамоте открыт психоневрологический интернат. Все дома презрения имеют статус республиканских. Они принимают престарелых и инвалидов со всей Якутии. Однако большинство проживающих – уроженцы Алданского района. По состоянию на 1 января 2018 года в районе закрыты вопросы в связи с устройством, то есть как таковой очередности в дома общего вида у нас нет. Но буквально за истекший период 2018 года у нас уже поступили заявки, это порядка 4 человек. Может ли быть счастливой семья, образовавшаяся волей судьбы? Может, если сложились обязательные для всех законы сосуществования, говорят проживающие Алданского межрайонного дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. А что я ни с кем не ссорюсь? А что мне? Разговаривать, ну же, пожалуйста. Песню даже поем. Да. Галина Кулешова – признанная в интернате певица. В доме престарелых проживает давно. Дочь умерла, у других родственников нет возможности обеспечить пожилой женщине должный уровень ухода. Законы комфортного сосуществования Галина Дмитриевна освоила быстро. Все они просты и строятся на едином принципе – уважение к окружающим. Интересов в новой жизни Галина Дмитриевна обнаружила много. Мечта остается единственной. Самое желательное желание, а чтоб дети приехали. У меня дети есть. Ну,
не нужна никому. С примерами жестокости и равнодушия детей по отношению к престарелым родителям сотрудники интерната сталкиваются часто. Интернат образовался в 2010 году. Ранее это было отделение временного пребывания, в котором многие пациенты проживали постоянно. А получалось так, что договор родственники заключали на полгода, да, ну, чтобы там куда-то уезжали, кто-то в больницу, кто-то что-то, кто-то в отпуск. И получалось так, что люди у нас оставались до самого конца своей жизни. Даже некоторые перешли уже в Межелустный Алданский дом-интернат. Валентина Смирнова была переведена в интернат из отделения временного пребывания. Помощь и уход Валентине Александровне необходимы. Женщина ничего не видит. Об обидах не говорит, да и обид, по большому счету, ни на кого не держит. Почему оказалась в интернате, Валентина Александровна в подробности не вдается. Тоже здесь тоже из-за квартиры, и с печкой, и печка стала дымить у меня с печкой, квартира, и вот так вот. И после дочери я потом, у дочери маленькая квартира, сюда поступила вначале временная, там была больница, интерната временная, а потом уже управление сюда переделали на интернат, контора была. Ну вот сюда поступила потом, в 2010 году. Соседка Валентины по палате, Александра Коренева, сама попросилась в интернат 4 года назад. Не хотела быть близким в тягость. В доме престарелых бабушку регулярно навещают внук и правнуки. Честно, отношения хорошие. Что администрация, что обслуга. Нас никто не обижает, помогает всем. Как и Валентина, Александра ничего не видит. Плотная завеса закрыла свет не сразу, слепота прогрессировала постепенно. 7 лет назад свет полностью померк. Ну, кто знает. Я считаю, что последняя операция ошибка врачей, но не знаю, в общем. Сколько было страху, до всего нервов пережито, ничего. Видимо, так угодно, что ли. Закону притяжения, что ли, не знаю. Перестав видеть, Александра Яковлевна открыла для себя аудиомир литературы. Поняла она и еще одну важную вещь. Необходимо уметь наслаждаться каждым мгновением, ведь жизнь продолжается. Разумеется, продолжается. Нормально. Он соседи у меня очень хороший, Валечка, тоже он не видит. Самое, тут вот новенькая, тоже Валя. У нас тут Валь полным-полно. Валентина Полицыкина в комнате новенькая. В интернат она приехала осенью. В ветхом неблагоустроенном доме стало невозможно жить. С детьми и внуками созванивается. Но пока к ней в гости близкие не приходили. Пока что нет, звонят. Звонят, но это позволим. Все. На родных Валентина Прокопьевна не обижается. Они заняты, у всех много дел. В доме для престарелых и инвалидов женщине, конечно, комфортнее, нежели было дома. Однако настроение подавленное и тревожное. Особенно сильно душа болит о кошках. Их у Валентины Прокопьевны 3. Можно жить. Нормально. Все. Только вот все равно душа болит. Что дома там у меня остались кошки еще. Все переживаю, жалко. Замерзнут или... Ой, тяжко, конечно, тяжко, не могу. Оставленные детьми матери и отцы продолжают беззаветно любить сыновей и дочерей. Эта любовь дарует моральные силы, чтобы пережить предательство. Ни одного худого слова о своих детях пожилые родители не говорят. Чаще они об этом молчат. То есть у нас здесь как бы люди обиженные, неудовлетворенные жизнью, иногда поступают и обозленные. Вот мы стараемся как бы найти к ним общий язык, но чаще о своих детях и о своей жизни они молчат. Утрата родственных связей бесспорно трагична, однако социальные работники не торопятся давать однозначные оценки. Порой одинокая старость есть не что иное, как закономерный итог. Если, допустим, человек в свое время там в молодости, допустим, ну, по различным причинам, да, может быть, как-то не занимался семьей, да, либо там менялись семьи, да, то есть как бы, тоже такое бывает. Соответственно, и в старшем как бы возрасте уже и получается так, что как бы неким заниматься. В интернате общего вида проживают не только одинокие престарелые, но и люди довольно моложавого возраста, ставшие глубокими инвалидами.
Многим требуется не только медицинская помощь и последующая реабилитация. Перед сотрудниками порой стоит проблема легализации человека. Сергей Пермяков поступил в хоспис несколько лет назад. Как гражданина Сергея Александровича словно и не существовало. Где потерял документы, мужчина не помнил. Я в больнице лежал, у меня было там сотрясение чуть. И это, я не знаю, то ли в больнице потерял, то ли это оставил. Жена, дочери и внуки Сергея давно уехали на Украину. Изредка мужчину навещают брат и сестра. На восстановление документов у администрации ушел не один месяц. А наша администрация помогла мне сделать документы. Был без паспорта. Не могли мне прийти документы из Тюмени, где я работал. Если многоступенчатая процедура восстановления документов успехом увенчалась, то после длительного комплексного лечения здоровье вернулось лишь частично. Но, несмотря на инвалидность, Сергей по мере сил помогает рабочим интерната. Ведь человек счастлив, когда он кому-нибудь нужен. Проживающие у нас разные, каждый человек, он по-разному. Бывает, у него настроения нету, бывает, что-то там настроение у него поднимается. Он хочет и пообщаться, и поразговаривать, они все разные, одинаковых нету. Конечно, интернат не собственная квартира. Быт и распорядок здесь один на всех. Сотрудники, однако, внимательны к пожеланиям проживающих и стремятся делать все возможное, чтобы уклад общежития стал максимально похож на домашний. Стараешься, кто что попросит, стараешься сделать там или сварить, или ту же рыбу посолить. Безграничное сопереживание и огромное терпение. Сотрудникам интерната эти черты необходимы. Буфетчица Галина Михайлова работает в интернате 7 лет. Пенсионная жизнь стала для нее тяжелой. Слишком болезненным было одиночество. Так случилось по обстоятельствам, что я уже и внуки выросли, и половину семьи своей перехоронила, и дома не хочу сидеть. Вот пошла на работу. На работе Галина Ивановна обрела не только общение. Одиночества и пустоты больше нет и дома. Женщина оформила опеку над одним из проживающих. А он вообще человек нелюдимый. Тамакин Игорь Дмитриевич. Ему нравится дома, где-то в огороде копаться, несмотря на то, что он инвалид. Подопечному Галины Игорю в этом году исполняется 55 лет. Сейчас он находится в Якутске на перепротезировании. С Галиной созванивается каждый день и ждет не дождется, когда окажется дома. У него, конечно, сейчас есть какие-то обязанности. Он считает, что надо где-то там дров подзаготовить, где-то баню он может протопить, сам помыться, сам себе обслуживать. Где-то, конечно, стирка и все это магазины на мне. Мне кажется, он такой немножко стал почаще улыбаться. Создание приемных семей – это новая форма заботы об одиноких престарелых людях. Галина стала одной из первых в Алданском районе, кто отворил двери своего дома нуждающемуся человеку. И также здесь есть и неплохая материальная составляющая, я считаю. Человек, устраивающий к себе в приемную семью пожилого человека, получает вознаграждение в размере 21 358 рублей ежемесячно, и плюс он может рассчитывать на 75% от дохода этого человека, то есть пенсии, различные выплаты. В Якутии механизм создания приемных семей для пожилых был запущен в прошлом году. В 2017-м в республике 180 семей приняли обездоленных стариков. В 2018-м их станет в 1,5 раза больше. 2018 год у нас такой амбициозный проект уже по республике. Это открытие 250 приемных семей. В том числе и Алданский район здесь не стоит в стороне. То есть у нас создано по состоянию на 1 января 3 приемные семьи. Одна в Алдане, в Ленинском и в селе Кутана. Еще одна форма работы с одинокими престарелыми и инвалидами предполагает открытие домов-интернатов на основе государственно-частного партнерства. Данный вид деятельности приемлем как для предпринимателей, так и для некоммерческих объединений.
В принципе, любой частное лицо, там, некоммерческая организация, то есть могут открыть свой дом-интернат, где они будут оказывать тот же перечень услуг для гражданина. Ну, соответственно, данные дома-интернаты будут финансироваться частично возмещение в зависимости от набора услуг, да, которые будет получать человек. Они будут получать по линии Министерства труда и соцразвития, и в том числе так же, как и государственные дома-интернаты, претендовать на 75% от доходов, то есть пенсии и других выплат этого человека. Частных интернатов в Алдане пока нет. Одна из общественных организаций готова взять на себя социальное сопровождение и обслуживание на дому одиноких стариков. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве труда и социального развития республики. В Якутии проживают порядка 1500 одиноких и потерявших родство с близкими граждан. Проявить заботу, согреть теплотой скованную холодом душу и окружить нуждающегося любовью возможностей много. Как говорится, было бы желание. Я родился, учился, крестился в Якутске. Я очень люблю Якутск. Этот город, который дает мне силу. Этот город, который сделал меня тем, кем я являюсь. Я заслуженный артист Республики Саха-Якутия, и этим горжусь. Я люблю Якутию. Я россиянин. И я пойду голосовать за своего президента. Вы идете на выборы? Обязательно. И мой, и любого из нас. Очень важен. Конечно, сделать свой выбор обязательно. Сделать выбор самим. Ну, я считаю, что каждый человек должен ответственно к этому относиться. Ну, чтобы выбор народа был, как народ захочет, того и выберет. Вы идете на выборы? Обязательно. Как думаете, важен ли ваш голос? Каждый голос, по-моему, важен. Голосовать иду, выборы считаю, обязаны люди все голосовать. Какими бы ни были обстоятельства, каждый выбирает сам, быть пассивным или действовать. Травма не стала для меня препятствием, чтобы продолжить занятия спортом и представлять Россию на международной арене. Мне нравится самому решать, как жить, а не полагаться на судьбу. Совсем скоро нам предстоит сделать выбор, кто будет президентом России и какой будет наша страна в ближайшее время. У меня напряженный ритм жизни, но я не могу пропустить такое событие. Надеюсь, что и вы не останетесь в стороне. Приходите на выборы 18 марта. Это наш выбор. Действуйте. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то честно быть не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой для нас с тобой. Служба и ночи. Те же яйца, только круче. Якутская птицефабрика. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города.
газовый центр Якутии, колыбель Хамуса, землю аномальных явлений и якутских пустынь. В общем, Вилюйский район ждет нас. Загадочный и туманный Вилюйск не так прост, как кажется на первый взгляд. Люди сюда едут за ягоды, рыбой и дичью, не подозревая, что это настоящий рай для туристов. Огромнейшие поля, волшебные озера и даже своя собственная пустыня. А может, здесь и находится знаменитая якутская? Наш путь к долине смерти я начала с Вилюйска. Отмечу сразу, что Вилюйск – это город, не село или поселок городского типа, а город с историей, давно переваливший за 300 лет. Как только ступаешь на эту землю, поражаешься огромным просторным улицам и все еще сохранившимся старым постройкам и памятникам. Здесь их огромное множество. Ведь Вилюйск называют городом-памятником. Архитектурные изваяния стоят чуть ли не на каждом углу. Вот один, второй, третий, четвертый. Думаю, вы поняли. Знакомьтесь, это священный Вилюй. Он символизирует великую реку Вилюй, на правом притоке которой и построен город. А основали его казаки в 1634 году. Правда, при правлении Екатерины II его называли Оленск. Но в то время была вообще большая чехарда с названиями. Но уже в 1783 году Вилюйск получил статус города. И после этого понеслось. В 19 веке сюда частенько ссылали неверных взглядом государства. Сам Чернышевский провел здесь 11 лет. Только представьте, 11 лет и 7 месяцев. Здесь родились первый якутский композитор Марк Жирков. Тот, кто боролся за автономность Якутии, Степан Ржаков. Сохранил памятник Ленину. А еще здесь зафиксировано больше сотни матерей-героинь. Это уже без комментариев. Самой необычной страницей истории района является приезд в Вилюйск в 19 веке английской сестры милосердия Кэт Марсден. Она прибыла сюда специально, чтобы найти поселение прокаженных и помочь им. В XIX веке люди считали проказу не только заразным заболеванием, но и проклятием. Заболевшие навсегда изгонялись в лесную глушь, где влачили жалкое существование. Кэт решила найти якутских прокаженных и помочь им. На путь из Москвы до Вилюйска у нее ушло полгода. У меня в голове не укладывается, как вообще эта хрупкая женщина, говорящая только на французском языке, смогла добраться до этих земель и не просто помочь, а открыть в 1892 году колонию для прокаженных на месте нынешней деревни Сосновка. Здесь до сих пор стоит памятник смелой и решительной Кэт Марсден. А газовым сердцем Якутии называют поселок Кысыл-Сыр. Здесь установлен памятник этому важному для нашего региона полезному ископаемому. Вилюйский газ сегодня практически в каждом доме. Он обслуживает весь регион. Но и это не все. Вилюйский район называют колыбелью Хамуса. Родина известных мастеров-хамусистов, село Хампа. Но я решила насладиться виртуозной игрой вилюйчан в самом городе. Местные не только сохранили старинные традиции игры на хамусе, но и разработали технологию изготовления этого музыкального инструмента холодной ковкой, а также возродили двухязычковый хамус. Если вы хотите узнать о районе еще больше, то обязательно забегите в Краеведческий музей. Здесь собрали все под одной крышей. Keep it together, 'cause it's getting better.
Сейчас гуляю по Вилюйску, и ни молодежи, ни мужчин. А знаете почему? Потому что сенокос. Я впервые на массовом сенокосе, и для меня это целое открытие. Кстати, сенокошение было известно местному населению задолго до прихода русских. По описанию Серошевского, косцы размахивали косой над головой, затем, нагибаясь, концом железа подрезали полукругом траву перед собой. Они ее просто срубали, а не косили. Сейчас все решает техника. И что? Вот, нажимаете. Ой, у меня... Здесь? Оба. Фу, все. Я ничего не сломала, я никому не должна денег. Все живы, ноги целы. Значит, сенокос прошел удачно. Как мне объяснили, скошенную траву оставляют лежать на поляне, чтобы она подсохла в течение дня или даже больше. Дальше граблями ее собирают в небольшие копны. Так, я даже не представляю, как вообще целый день, а? Поднимай, опускай, кучки создавай. Важно правильно утрамбовать траву, чтобы она потом не рассыпалась, когда мы будем ее насаживать на виллу. Еще одна нелегкая задача. Молочка бы парного. Остатки сена собирает трактор. Главное оставить после себя чистейшее поле. Тогда работа выполнена. Это самая легкая работа на сенокосе. Едешь, никакой машкары. Поднимай, опускай. Наслаждайся жизнью. Осталось наше заготовленное сено отвезти на сушку, подальше от коров и лошадей. И можно зимовать. Я заглянула в люксовый гостевой домик семьи Пахомовых. Место знаменитое хотя бы потому, что здесь останавливались российские космонавты и личный глава Якутии. За 2 с лишним тысячи мне достался VIP-номер с личным душем и огромной кроватью. Ни комаров, ни шума, ни дыма, еще и завтрак с ужином. Ну чем не рай? День, конечно, был интересный, насыщенный, но я устала. Не знаю, вообще смогу ли заснуть после этих рассказов. Попытаюсь. Ночью мне приснилось много-много рыбы, щеки, окунь, ельцы. Надо с ней познакомиться поближе. Где ловить рыбу, как ни на одном из богатейших озер Вилюйска? Чтобы добраться до такого места, мне нужен настоящий железный конь. Вот этот малыш подходит. Вездеход на шинах сверхнизкого давления может не только ехать, но даже плыть. В запасе у моего трекала мощная электролебедка, автоматизированная система подкачки колес и даже подогрев сидений. Теперь мне и море по колено, и горы по плечу. А направляемся мы к непростому месту – озеру Сарданох, или по-русски Щучьему озеру. Оно славится своей волшебной водой, способной вылечить любые кожные заболевания. У меня был случай, когда вот это сын мой, уже больше года было, он не ходил, действительно большой был. Мы с женой так, как сказать, до 2-3 часов я смотрел, ухаживал за сыном, потом на работу же мне надо было, а потом после жена. Это дети там, сколько там таблеток, уколов там не помогало. Ну, вот это. Пришли сюда, набрали воду на тракторе туда, не такая дорога была, привезли воду где-то в бидончике, где-то 30 чем-то копейки. Ага. И через неделю начал ходить, и пропало, и белым стал. Жители ближайших деревень не любят распространяться об озере туристам, чтобы не испортили место. Поэтому найти его очень сложно. Не каждому везет выехать к верной дороге. Повезет ли мне?
Степан Романович, далеко ли? Котлован, нет, вот в таком местности она была. Вот такой, как раз. Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Еще один туманный морозный день в городе Якутске. Сегодня около минус 40-42 градусов. И сегодня у нас разговор пойдет о новинке российского автопрома, автомобиле Lada Vesta. Сегодня мы его испытаем прямо вот так вот в суровых климатических условиях нашей якутской зимы. Я сейчас двигаюсь на своем таком к зиме подготовленном автомобиле. Здесь у меня стоит, конечно же, картонка, стоит автоодеяло. Здесь установлено второе лобовое стекло. Также на передних стеклах установлена пленка PET, двойная пленка, которая позволяет сохранить максимально тепло в салоне автомобиля. Ну и, соответственно, забор воздуха идет изнутри салона. Ну, я не знаю, вот по крайней мере в такие температурные условия это для меня такой оптимальный вариант. Сегодня мы будем мерить температуру не просто по прогнозу погоды в телефоне, а мерить именно реальную температуру, которая сейчас вот именно в данный момент времени в окружающей среде. В этом нам поможет вот такой вот термометр. Сейчас на заднем сиденье лежит сам элемент, который меряет температуру и показывает, что в машине 14 градусов. Запомним эти данные и продолжим наш тест-драйв уже непосредственно в салоне автомобиля Lada Vesta.
Вот такая фишка интересная. Открывается вручную, но если ставите на сигналку, на закрытие дверей, то уже не открывается. Побежал. Вот так, друзья. Думаю, интересный знак. Так, ну что, впечатление об автомобиле. На скорости идет хорошо, достаточно комфортно управляется. Даже на скоростях больше 100 км в час, даже как-то он становится более собранным, что ли. Ну, не сказать, что прям это гоночный автомобиль, да. Это, во-первых, это универсал, можно сказать, семейная тачка. Вот, но машина очень даже ничего. Ну что, поедем дальше. Сегодня даже, видите, косулю увидели. Хотелось бы отметить, что тест-драйвов данного автомобиля уже очень много, но наша задача сейчас выяснить, насколько этот автомобиль подготовлен к зиме, да, то есть здесь, в отличие от моего личного автомобиля, нету второго лобового стекла, соответственно, нет вторых боковых стекол и так далее, то есть такой, достаточно серьезный момент для утепления автомобиля. Вот, но, тем не менее, сейчас мы проехали около 40 километров по трассе, и, как видите, стекла как бы даже и не затянуло. Было вот здесь, с этой стороны, немножко, сейчас видно, еще осталось вот небольшая такая наледь, но это вот, тем не менее, на улице минус 40, и я еще даже не включал вот этот момент, обогрев переднего лобового стекла. Сейчас мы его включим, пусть он поработает, и посмотрим, уйдет это наледь или нет. Так, ну еще одно испытание салонное, да, салонное. В салоне у нас есть сегодня такой замечательный термометр. Вот его термодатчик. И показывает он сейчас комфортные 20 градусов. Ну, даже сейчас поднял руку, получается, температура растет. То есть, понятно, что там, где выше, там теплее, ниже, прохладнее. Вот. И сейчас посмотрим, сколько на улице все-таки реальная температура. Такой вот у нас красивый лось. Так, температура пока падает. Что очень долго температуру меряет. Я уже замерзаю. Ну все, опытным путем мы определили, что сегодня минус 41 градус. Давайте же мы сейчас узнаем, сколько нам выдает печка. Поставим наш термометр внутрь и
Посмотрим. Ну что, 60 градусов выдает нам печка Лады Веста, когда на улице минус 41. Это же целых 100 градусов перепада. Вполне себе нормально. Вот, ну, вот как видите, комфортно я себя ощущаю в кепочке, в кофте, находясь в салоне автомобиля. Я как человек, не избалованный вот этими вещами типа круиз-контроля, обе машины у меня не имеют такой функции. Вот прям кайфую, еду, да, вот сейчас 61. Хочешь разогнаться, нажимаешь на кнопочку на руле, педаль отпущена. Давайте до 70 разгонимся. Вот 71. 70. Все. Машина идет. Нас обгоняет Toyota Voxy. Красота, красота. Слушайте, ну для самых дальних вот путешествий, да, я как бы увлекаюсь автопутешествиями. Мне кажется, очень хорошая опция иметь такую опцию на отечественном автомобиле. Заслуживает всяческих похвал. Также хотелось бы отметить, что эта функция круиз-контроля, она в этом автомобиле также с функцией ограничения скорости. Вы можете поставить ограничение скорости, например, 60, 80, 90 км в час, и быстрее заданной скорости автомобиль у вас не поедет. Друзья, следующая интересная функция, с которой хотелось бы познакомить, это функция помощи старта при подъеме. Мы сейчас находимся на горке, на горе. Вот здесь такая расчищенная площадка на обочине. И сейчас я покажу, как это работает. У меня зажато сцепление, зажат тормоз. Я включаю первую скорость, первую передачу и затем отпускаю тормоз, чтобы нажать на газ, соответственно. В этот момент, если нет этой функции, ваша машина просто откатывается назад, и нужно обычно те, кто ездит на механике, еще там помогают ручником, да, в этот момент. Здесь с помощью функции помощи старта при подъеме этого делать не обязательно, ну, совсем и не нужно. Вот сейчас несколько секунд машина будет удерживаться в том положении, в котором она находится на горке. Давайте посмотрим. Туман. Вот такими словами можно закончить наш тест-драйв, друзья. Но немножко с такой жалко немного отдавать обратно этот автомобиль. Очень мне он понравился, особенно подогрев сиденья. Вот, но хотелось бы отметить, поставить большую пятерку, не знаю, от меня, вот нашему отечественному автопрому. Лада Веста прям порадовала. Знаете, уже как не сел вот в автомобиль нашего производства, да, и такой думаешь, где-то здесь подвох, да, в чем-то есть, наверное, что-то где-то, наверное, не работает. Проверил, все работает. Комфортный салон, удобно сидеть, просторный. Ну а комплектация, которая представлена в этом тестовом автомобиле, прям, ну, такая очень-очень даже неплохо. Если так пробежаться, то есть что может быть в вашем автомобиле отечественного производства? Может быть круиз-контроль, мультимедийный руль, мультимедийная система с камерой заднего хода, функция помощи при старте на подъеме, подогрев сиденья, о котором я уже говорил, обогрев лобового стекла и многое-многое другое. Ну и, конечно же, не говорю о системах безопасности в виде подушек безопасности.
Живя в городе, сложно представить масштабы республики. 5 лет назад я увлекся внедорожным спортом. Бескрайние просторы, неповторимые пейзажи, которые не встретишь нигде. Я люблю Якутию. В Намском районе прошел улусный форум-семинар «Инклюзивное образование Намского улуса. Вместе ради будущего. Вместе с детьми». Организаторами форума выступило Управление образования Намского улуса, благотворительный фонд «Лебедь», Намская начальная общеобразовательная школа и детский центр Тюэльбе. Основной целью форума-семинара организаторы выделяют создание условий для получения образования детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для максимальной адаптации и полной интеграции в общество. Нашей основной целью является проведение этого форума, то, что усилить внимание на инклюзивное образование, да, на состояние инклюзивного образования в Улусе, да, в каком она сейчас, как продвигается введение ФУГОС. И еще интеграция детей с особыми потребностями, со здоровыми детьми. Объединить и педагогов, и родителей, и общественность в одно целое, и работать по этой проблеме, принять какие-то дальнейшие шаги. Форум-семинар работал по 3 площадкам, на которых обсуждалось понятие инвалидности, проводились мастер-классы и презентация проектной деятельности «Понять, принять, любить», где участники имели возможность защитить свои проекты, выставленные на конкурс грантов Управления образования и благотворительного фонда «Лебедь». Мне очень все понравилось, особенно интервью с Антоном и с Димой. Они очень интересные люди, очень многое знают, делятся своим опытом. С ними очень классно общаться. Присматривала Инстаграм про Антона, как он делает добрые дела, и впечатлялась. И у меня такой шанс был увидеть его, и я очень рада. Узнала я, что есть фонд Харасхал. Дима Потапова тоже я впечатлена. Он такой, как все, не отстает во всем. И он успешен во всем, и у него очень много возможностей. Он может быть он хочет стать и певцом, режиссером, актером. Это очень многое значит для нас и для него. И у него есть очень много мечты, и он их обязательно исполнит. По окончанию форума все выступающие получили сертификаты, а на торжественном закрытии были оглашены имена победителей, выигравших конкурс грантов. Очень радует, что теме инклюзивного образования с каждым годом уделяют все больше внимания. Они говорят, ее принимают и воплощают в жизнь. Данный форум еще раз доказывает, что все дети равны и должны учиться вместе. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе.
Как мы знаем, 2016 год был ознаменован в России годом кино. За прошедший период кинопроизводители по всей стране удивляли зрителей яркими и захватывающими кинокартинами, в том числе и в Якутске. И, как водится, в конце уходящего года принято подводить итоги. Так, окружная администрация совместно с кинотеатром «Центральный» огласили свои итоги кино. На торжественной церемонии были награждены юные мультипликаторы, активные участники Республиканского мультипликационного фестиваля «Чудеса кино», который ежегодно проводит благотворительный фонд «Харасхал». Ребят и их руководителей поздравил лично директор кинотеатра «Центральный» Александр Данилов и главный специалист управления культуры окружной администрации города Якутска Василина Кривошапкина. Хочу сказать, что наши юные участники проявили действительно чудеса и волшебство своих рук, своих взглядов необыкновенных. И сегодня мы просто с огромной радостью отметили, что у нас дети очень талантливые. И невозможно даже вот вам передать, насколько эти работы удивительны, потому что делать анимационный фильм, или как дети наши называют мультфильмы, это невероятно сложно. И здесь надо проявить, конечно, волшебство действительно. Юные мультипликаторы были награждены дипломами за активное участие и получили сладкие призы, а самые-самые удостоились специальных призов. С каким мультфильмом ты сегодня выиграла вот номинацию специально? «Сам слепи свое счастье». В чем это мультфильм? Ну, про то, что Бог слепил человека из глины, а потом, человек хотел себе счастье слепить, а Бог сказал, что сам слепи свое счастье. Что, ты планируешь еще? Да, я планирую про дельфинов снять мультфильм, рисованный. У приглашенных была уникальная возможность посмотреть фильм «Цветок тундры». Первая художественная кинокартина, полностью снятая школьниками Якутска. Ну а мы желаем нашим юным мультипликаторам не останавливаться на достигнутом, воплощать свои идеи в жизнь. Может, в скором времени мы увидим работы наших ребят на большом экране. У детей есть свои особенности. Находясь вместе в инклюзивном детском саду или школе, дети учатся принимать и развивать способности друг друга. И если учитель помогает им в этом, то особенности становятся преимуществами. Дети должны учиться вместе. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru. Благотворительный фонд «Харасхал» запустил новый проект в рамках школы родителей созидания «Очумелые субботники». Суть проекта – организовать полезные встречи для родителей и их детей, на которых они смогут делиться друг с другом своими творческими умениями. Так, на одной из последних встреч родители вместе со своими детишками познавали искусство оригами. Какую цель мы преследуем вот этими мероприятиями? То, что мы привлекаем родителей к выходу из домов, к тому, что родители с детьми вместе какое-то творчество делают. Это еще и реабилитация, но еще и самое главное – это социализация детей. Да? То, что мы создаем такие условия, чтобы родители выходили из домов, не сидели дома и показываем доступную среду. Вообще самое главное то, что мы делаем, для чего это делаем, да, для того, чтобы собираться, поговорить, обменяться опытом, научить тому, что мы сами умеем. И самое главное то, чтобы дети видели и учились тому, что мы можем вместе что-то сделать, творить красоту и при этом помогать и таким общественным местам, да,
да, не просто пришли в гости, да, а еще мы приносим еще какую-то полезность. Вот. Вообще идея этих очумелых субботников то, что проводят сами родители. У каждого родителя есть что-то такое, которое он умеет лучше всего. И вот именно какое-то творчество, ручное творчество, то, что он умеет, он в виде мастер-класса проводит в рамках нашего фонда «Харасхал» в офисе. Или мы вот сейчас уже вышли за пределы уже офиса, да, и мы уже начинаем ходить по организациям. Мое увлечение – это оригами. Я люблю делать поделки всякие, с клеем и без клея. Я умею делать сердечко, пианино, цветок и журавля. Старались, все молодцы, все получилось. Ну, и журавлик получился красивый. Нам очень понравилось, да, научились делать журавликов. И очень позитивно все происходит. И ребенок, Лиза такая молодец, научила, ну, да, то есть даже получилось. Так все доступно, и очень понравилось, очень на позитивной ноте, и как-то тепло, и уютно. Мне нравятся субботники, как делать журавлики. Новые знакомства, да? С другими детьми познакомилась? Да, другими детьми. Очень нравится вообще вот общение между, мы здесь собрались в компании, у которых общие проблемы. Отвлечься от этого всего, прийти заняться чем-то, показать то, что мы умеем, посмотреть и научиться чему-то. Проводила я мастер-класс по бумажным цветам. Это было как раз перед 8 марта. Мы все хотели научиться делать букеты из конфет. Вообще очень интересно, конечно, чем-то заниматься. На самом деле мало кто хочет что-то делать сейчас. И поэтому, когда приходишь и показываешь людям, которым это надо и которым это нравится, это самое интересно. Буквально за час семьи сделали несколько десятков разноцветных бумажных журавликов. В каждый из них вложено тепло и старание каждого участника. Кстати, вскоре вы сможете оценить плоды творчества. Журавлики украсят один из залов кафе «Вафли и кофе». Еще большей горечью произнес малыш, потому что действительно у него что показалось вдруг ему, потому что малыш произнес горечью больше еще не знаю. Мама сказала, тебя увидеть, малыш дорогой. Коля, ты меня слышишь? Повтори, что я сказала. Ничего не было. Коля, ничего страшного. Успокойся. Ты молодец. Те же яйца, только круче. Якутская птицефабрика.
Не установлено детское кресло. Следственный комитет сообщил причину гибели двухлетнего ребенка в ДТП в Горном районе. В столице прошла бизнес-игра «Начинающий фермер». Ученики ведущих агрошкол представили свои проекты. Бурятский Новый год в Алекминске. Воспитанники детского сада познакомились с традициями праздника Белого месяца. Здравствуйте, в эфире «Якутия-24», в студии Василий Раченко и главным новостям этого часа. Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде 2018. Спортсмены Александр Большунов и Андрей Ларьков принесли в копилку сборной России 15-ю и 16-ю медали Олимпиады в Южной Корее в гонке на 50 километров. Большунов отстал всего на 18 секунд от лидера гонки финна Иво Нисканена и добыл серебряную олимпийскую медаль. Бронзовую медаль на этой дистанции принес в копилку Андрей Ларьков. Сейчас у России 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. В общем зачете 16 медалей. Следователи проводят проверку по ДТП в Горном районе, где погибли 3 человек, в том числе двухлетний ребенок. 3 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Напомню, что вчера на 143-м километре федеральной трассы Вилюй произошло столкновение автомашин Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace. Как сообщили в интервью нашему телеканалу, причиной гибели двухлетнего пассажира такси стало отсутствие детского кресла. Вчерашнее ДТП, таксист был полностью легальным перевозчиком. У него были путевой лист с отметками медика, механика. Но сопутствующие нарушения, минус там, не было автокресла. Как нам сообщили, в центральной районной больнице Горного Улуса один из пострадавших в ДТП впал в кому. К нему в районную больницу направлен нейрохирург из Якутска. Сейчас пациенту делают операцию. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате пожара в Якутске погибли мать и ее ребенок. Сегодня утром в СОТе 40 лет Победы сгорел частный двухэтажный дом. После тушения были обнаружены тела 7-летнего ребенка и его матери 1985 года рождения. Дом был уничтожен огнем полностью. Возгорание началось с 1-го этажа здания. Там располагался гараж, где предположительно произошли неполадки с электропроводкой. Сообщение о возгорании дома, расположенного на территории СОТ 40 лет Победы, поступило в следственные органы около 5 часов 30 минут 24 февраля текущего года. При тушении пожара на месте происшествия были обнаружены тела женщины и ее 7-летнего сына. В медучреждение также доставлен супруг погибшей женщины. На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр, опрошенные очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки функционирования электропроводки. В рамках проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. И еще один пожар произошел сегодня в столице республики, в частном доме по улице Лонгинова. В двухквартирном доме проживали 2 человека, и оба были эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания выясняются. И к другим темам. Для экспорта нерюнгринского угля будет построен новый порт в Хабаровском крае. Минвостокразвития сообщает, что в 2019-м угледобывающая компания «Колмар» завершит строительство специализированного терминала для перевала угля. По словам Сергея Цивилева, генерального директора компании, сегодня приходится использовать морские терминалы Приморского края. Но с конца 2019 года доставка будет идти исключительно через собственный терминал компании, который находится в порту Ванино в Хабаровском крае. В 2016-м «Колмар» возобновила поставки угля в Японию. Качество продукции, скорость и бесперебойность доставки, а также возможность обслуживать заказы от 10 в условиях маловодья предприятие выполнило поставленные в 2017 году задачи. Они не только снабдили все подразделения компании необходимыми ресурсами, но и сэкономили средства на доставке грузов. Подробнее в сюжете Марии Урцевой. 2017 год для снабженцев не стал неожиданностью. Как и в предыдущие годы, свои капризы показала. 2012 года, все вы знаете, это уже традиция, ну, в общем, не то чтобы традиция, но сложившийся факт, что с 2012 года проходит достаточно сложный навигационный добывающие компании. Были отработаны схемы поставки через станцию Томот Нижний Бестях. Это якутское направление у нас мы выполняли. Это, естественно, организация перевалки груза с мелкосидящего флота на более глубоко сидящий флот в районе Мандринского плеса. Это ниже Киринска.
Там работала... Флот не простаивал в ожидании поставок. Навигация у нас планово рассчитывалась с 10 мая, однако погодные условия позволили начать ее раньше на 10 дней, с 1 мая, и поэтому... Ну и, во-вторых, обеспечить завоз грузов для нужд акционерной компании. В наступившем году в управлении материально-технического снабжения готовится доставить для нужд компании «Алроса» 270... Доверенными лицами приняли участие 110 доверенных лиц из 30 районов и городов республики. В ходе обсуждения приоритетных направлений работы положительно оценили темпы жилищного строительства. С докладом выступил и первый заместитель председателя правительства республики Михаил Осипов. Он отметил, что большое внимание уделено вопросам качественного профессионального образования, охране здоровья, улучшению жилищных условий населения и развитию местного производства. Доверенные лица договорились и дальше. В районе Нерюнгринском, но и в целом по республике Саха. Наш район за эти 4,5 года стал территорией опережающего развития, и очень многое было сделано благодаря вот именно руководству. Республики. Молодые люди развивают навыки бизнес-планирования, вырабатывают управленческие решения. Каждая команда представила свои бизнес-идеи. Это создание свинофермы, рынка. Мы разработали бизнес-план о кролиководстве. В первый год собираемся купить 185 кроликов, 300 самок и 5 самцов и 145 молодняка. За 5 лет примерная сумма, которую мы должны в прибыли, 10 миллионов рублей. Якутяне выступили на пресс-конференции ежегодного международного кинофестиваля «Берлинале». 68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля в Германии. Жюри возглавляет немецкий режиссер Том Тыквер. Фильм «Ага» болгарского режиссера Милка Лазарова, где главные роли исполняют якутские артисты, закрыл программу международного фестиваля. Фильм был снят в феврале-апреле прошлого года в Якутии. По словам продюсера Сарданы Савиной, этот фильм был в списке самых ожидаемых, но не попал в основную часть конкурса. Но в любом случае здесь, на таком крупном фестивале, неважно конкурировать или не конкурировать. Уже то, что этот фильм закрывает конкурсную программу, можно считать успехом, заявила Савинова. В Алекминске отметили праздник белого месяца – Бурятский Новый год. Выставка «Яркие костюмы», знакомство с традициями и обычаями Бурятии. Воспитанников детского сада «Звездочка» посетили наши корреспонденты. Национальное бурятское блюдо – бузы. Кушается вот так. Берется вот с уголка, вкус делается и внутри сок. Белого месяца, организованного Алекминским землячеством бурятов, проживающих в Алекминском районе. Наш самый прекрасный, почитаемый среди бурят Сагалов. Встреча Нового года. На празднике знакомили с культурой, обрядами и традициями народа. Надо отметить, что для большей части Алекминск давно стал настоящей родиной. Я как-то уезжала лет на 10 к себе на родину, там в Иркутской области пожила, в Устюрдынском округе. Мне захотелось обратно, я сказала, я хочу домой, поэтому я вернулась обратно сюда же на родину. По словам участников, часто собираются вместе. Это и в национальные праздники, и, конечно, по семейным поводам. На выставке можно было увидеть традиционные изделия из шерсти, которые являются очень важным материалом для бурятов. И если здесь это мини-модель всего района, в нем воспитываются дети многих национальностей. Здесь учат не толерантности, но уважению друг к другу. Даже наше дошкольное учреждение посещают дети 13-15 национальностей. И мы поставили такую вот цель, действительно, чтобы познакомить детей. Дети должны знать, с кем мы живем рядом, и воспитывать вот такие вот добрососедские взаимоотношения. Напомним, это не первое знакомство ребятишек с культурами народов.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, 19:15. И несмотря на то, что сегодня предпраздничный день, в эфире республиканского телевидения программа «Народный контроль», которую веду я, Дмитрий Аргунов. Я не понаслышке знаю, что сейчас за каждую новостройку, за жильцов буквально, за их души идет такая нещадная борьба, война, можно сказать, временами переходящая в горячие такие столкновения. Не секрет, что рынок коммунальных услуг, он как магнит притягивает, возможно, тех, которые, ну, скажем так, не слишком чистоплотно и готовы ставить на кон интересы конечных потребителей, интересы населения во имя собственных, скажем так, финансовых, возможно, интересов. Как выбрать правильную управляющую компанию и не ошибиться? Об этом мы поговорим сегодня в выпуске программы «Народный контроль». Начинаем. Дорогие коллеги, давайте установка, которая была озвучена, все во имя интересов конечного пользователя, все во имя интересов населения. Да? Как же тем людям, не секрет, что многие, допустим, те, которые получают в новостройках квартиры, они переезжают из сельской местности. Не секрет, что для многих это, возможно, первый опыт, скажем так, получения жилья в многоквартирных домах. И опыта, скажем так, каких-либо знаний определенных у них просто нет. Вот как этим людям, как вообще населению, даже если оно подковано, правильно выбрать управляющую компанию? Какие критерии? Кто начнет? Ну, наверное, начну я. Да. Во-первых, в 2015 году было введено лицензирование управляющих компаний. Для чего оно было введено? До этой даты, возможно, был хаос, да? Мы не могли разобрать, где управляющая организация, где обслуживающая организация, да? И не были определены критерии. И с появлением норм, которые ввели лицензирование, у нас действительно каждая управляющая компания, которая управляет домом, должна получить прежде всего лицензию. На сегодняшний день у нас 242 лицензии в республике выдано. Из них 85 управляющих компаний на сегодняшний день не имеют домов в управлении. Просто фигурируют? Да. Вот. И получается так, если по городу Якутску взять, то там у нас 104 лицензированных управляющих компаний, и, соответственно, к ним, в отношении них проводится только лицензионный контроль. Это определенный порядок и штрафные санкции в отношении, если они нарушат, да, то очень высокие, от 250 до 300 тысяч рублей. Ответственность высокая у управляющих компаний. Хорошо. А еще раз, критерии все-таки, ну вот, ладно, запросило общее собрание у той управляющей компании, которая явилась претендентом на название того, чтобы стать именно нашей управляющей. Вот запросила лицензию, лицензия вроде бы есть. Но есть же другие, скажем так, подводные камни, которые, возможно, уже в недалеком уже будущем, возможно, ну, негативно сыграют на тех же платежах. Вот какие могут быть подводные камни вот в таких моментах? Лицензировано вроде бы, все нормально, но что-то есть. Да. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Значит, мне бы что хотелось отметить. Ну, в первую очередь, как коллега правильно сказала, это, конечно, наличие лицензии. Но критерий, в первую очередь, мне кажется, не в первую, а вообще самое важное это должен быть, это насколько финансово устойчивая эта компания, управляющая. Очень неплохо было бы, допустим, сделать запросы в ресурсоснабжающие организации. Можно еще сделать проще, зайти на сайты ресурсоснабжающих организаций. Я не знаю, как у коллег, но думаю, точно так же. Мы, например, как водоканал, мы выставляем список недобросовестных управляющих компаний. Если жильцы выберут такую управляющую компанию, в конечном итоге можно будет с достоверностью сказать, что либо этот жилой фонд в конечном итоге будет брошен, либо будут негативные последствия для самих жильцов из-за того, что эта ресурсоснабжающая организация, скажем так, очень плохо выполняет свои обязательства перед РСУ и так далее. Вот этот критерий, мне кажется, он очень важный на самом деле. Прям финаудит проводить, да? То есть 7 пядей во лбу надо быть жильцам домов, или их инициативная группа должна быть настолько подкована в тонкостях, скажем так, коммунальных наук, да, что прямо это... От зубов должно отскакивать и все прочее. Вот все-таки, ладно, сайты и так далее. Да, вот сегодня буквально
спасибо за промо, кстати, Жилнадзору и торгово-промышленной палате, что нашу программу скромную так широко разрекламировала. Видимо, вопрос все-таки назревший, наболевший и очень актуальный. Да? Это такой объемный показатель, когда управляющая компания, в частности, да, о чем мы сейчас ведем речь, получает прибыль. И для управляющей компании это, как правило, это такая платформа есть, это должен быть в штате обязательно программист, должны иметь диспетчерскую службу круглосуточную, должны иметь в наличии транспорт, технику. Если управляющая компания имеет до 10 домов, понятно, что ей ничего не остается, чтобы получить прибыль, перестать платить ресурсоснабжающим организациям. Каким-то образом, кушать как-то надо. Когда это количество домов примерно, это, конечно, в первую очередь количество домов управления, чем крупнее, тем устойчивее финансово, в том числе. Второе – это наличие круглосуточной диспетчерской, это квалифицированные кадры. Ну вот основные такие 3 критерия, потому что какой основной источник доходов у управления? Замечательное, там 12, допустим, этажей. Есть общее собрание жильцов, которое... Согласитесь, что явление такое часто виртуальное, да? Виртуальное такое общее собрание жильцов. И тут появляется, вернее, дом стоит на обслуживании, допустим, управляющей компании А, которая там по 50 объектам разбросана, и вступает, скажем так, на поле зрения появляется другая управляющая компания, у которой там 15 домов, да, и которая говорит, а мы снизим ваши платежи по квартплате. Насколько разница вот эта ощутима для конечного пользователя? Вот чем они жертвуют во имя скольки? Это вот недобросовестное, конечно, снижая либо за счет качества, либо за счет того, что воруют у ресурсоснабжающей организации. Другого нет. Либо не выполняешь те требования, которые прописаны в стандартах управления, либо пользуешься чужими деньгами, переставая их перечислять. Тем более, что уставной капитал практически у всех управляющих компаний это 10 тысяч рублей у таких недобросовестных, и имущества у них нет. Очень минимальные. Наличие регистрации на территории Российской Федерации, наличие квалификации руководителя, отсутствие судимости и все. На самом деле сегодня вот такие требования. Поэтому действительно собственник для того, чтобы выбрать управляющую компанию, он должен посмотреть, как работает эта управляющая компания. Зайти действительно на сайты ресурсоснабжающих организаций, не должник ли он, да? Есть ли у него вообще какой-то техника в наличии, штат и так далее. Ну, конечно, нужно обращаться, как Любовь Иннокентьевна правильно сказала, к крупным. Отдавать предпочтение крупным управляющим компаниям. Опыт работы, конечно, сказывается в первую очередь. Смотреть нужно на то, как работают управляющие компании, спрашивая то же самое у других домов, соседей, друзья, родственники, никто этого не отменял. То есть сарафанное радио, которое работает в городе достаточно, так скажем, эффективно, и такие недобросовестные управляющие компании, товарищества собственников жилья, которые на слуху регулярно, да, и те, кто добросовестно выполняет свои обязательства, в том числе и перед поставщиками. Ну, на мой взгляд, опыт работы это тоже достаточно. Я просто не стал бы созывать вот этот вечер, да, не станя свидетелем такого. То есть буквально, я не знаю, может, нанимаются или нет. То есть есть WhatsApp-группы, да, собственников жилья, там, допустим, довольно с большим количеством. И там время от времени, а давайте сменим управляющую компанию. Вот механизм смены управляющей компании, насколько он, скажем так, реальный, насколько он возможный. Еще раз говорю, в свете того, что общее собрание, это, ну, я серьезно говорю, это вещь такая виртуальная. Люди же, да, идут за каким-то лидером. Вот сейчас очень модно слово такое троллинг. То есть управляющая компания выбирает человека, который за деньги, ну, это стоимость общеизвестная, 100-150 тысяч, начинает, ищут собственника очень недовольного, начинает в тех же соцсетях предлагать, вот в группах сейчас же очень модно заводить на каждый дом WhatsApp-группу и начинает предлагать товарищи, вот нам предлагают низкие тарифы, нам предлагают такие преференции, энергосервисные контракты и так далее. Мы будем получать экономию по теплу до 1 миллиона, хотя
все прекрасно В общем, понимают, в наших условиях это практически невозможно на нашем жилом фонде, может быть, на новостройке, да, действительно. А такие дома, как КПДшки, они все, ну, максимум 300 тысяч при всех мероприятиях энергосбережения. И, естественно, люди ведутся. Сейчас сложное такое время, когда не у всех позволяют доходы ну, широко шагать, начинают на это ведутся, просто вот не слыша никаких разумных доводов. И эта технология уже отработана. То есть они сами пришли, сами согласились? Сами в массовом порядке начинают будоражить дом, а потом бегом, сейчас же, возможно, очно-заочное совещание провели, там 10 человек телефонный собрали. звонок на линии первый за сегодняшний эфир. Говорите в эфире. Алло. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вопрос скорее к госпоже Чусовской. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вопрос скорее к госпоже Чусовской. Скажите, пожалуйста, у нас... Алло, меня слышно? Да, слышно. Слышно. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько законно заниматься обслуживанием многоквартирных домов людям, которые имеют судимость? Вот нас обслуживает компания «Сфера комфорта». Ее хозяин, ну, генеральный инспектор, пастор миссии евангельских христиан спасения. Это нормально вообще, да? Это вот как бы нормальная практика? Так можно? Вы же только что сказали, наличие судимости является основанием для аннулирования квалификационного аттестата, да? Но при этом, значит, если судимость погашена, то уже считается человек несудимый. А там нет градации статей, там политическая, уголовная, экономическая и так далее? Ну, там экономические тяжелой степени, ну, градации есть. Градации есть. Но в любом случае, если погашена судимость, человек действительно был судим, но погашена, то это считается человек несудимый. Я, конечно, не специалист в такой... Но в любом случае, если у вас есть данный факт о том, что он действительно судимость не погашена, просим подать заявление в наш орган. Мы разберемся. А тот факт того, что вот человек-то говорит, что там еще какие-то религиозные такие дела, там... Но вы знаете, это не запрещено, не запрещено. Да, я с вами согласен. И еще раз... Коллеги, я бы хотел еще вернуться к признакам компаний, которые у нас попадают под критерии нехороших, скажем так, да. Как бы все игроки рынка ЖКХ, да, собственники и управляющие компании, они подчиняются жилищному кодексу. Тут как бы все расставлено на свои места. Есть минимальный перечень услуг, приказом утвержденным 290, который должен исполняться. Но, одно бы но, если мы вернемся к рейтингу, да, к рейтингу, который производит жилищный контроль, из года в год у нас первые топовые 3 строчки занимают что? Это начисление платежей за ЖГУ, это некачественная, плохая организация, неэффективное управление многоквартирными домами и неудовлетворительное состояние МКД. Чего хочет собственник? Собственник в этом плане хочет видеть, за что он тратит деньги. Вот этого сейчас видеть практически невозможно. Этого нигде нет. Многие компании вообще отчет не предоставляют о своей деятельности или предоставляют в таком формальном виде, где мы видим только общую сумму. И непонятно, что из чего она сложилась и за что было заплачено, за какой объем и за какие услуги. Так, например, в нашем городе были такие случаи, когда управляющие компании расходную статью делали как содержание газонов. 12 месяцев в году. Ну, конечно, можно пофантазировать, там, подогрев газона, может быть, был, конечно же. 12 месяцев они его делали, стригли, обслуживали. Но самое интересное, что газона-то вообще никакого не было. Понимаете? И тут вот рынок компаний сейчас, вот как мы говорили уже, он мне вообще напоминает наш китайский рынок. Их очень много, они все легально работают там, но стоимость услуг и товара очень низкая, соответственно, такое же качество. Поэтому здесь и потребителю, конечно же, надо подходить и смотреть не на стоимость низкую. Мы же понимаем, что дом 70-го года, да, и 2017-го есть же разница. И за муниципальный тариф не каждый сможет обслуживать 70-го года дом. Это сможет позволить себе только или крупная компания, которая будет туда вкладываться. Но законодательство сейчас так повернуто, что компании многие, они как временщики. То есть они приходят с маленьким фондом, с маленьким уставным капиталом, просто взять деньги и уйти, обанкротиться. То есть это уже первый признак. Если компания копит деньги, то что-то здесь не так. Какой у нее путь вперед может быть? У нее путь может быть только на банкротство. Навряд ли она когда-то расплатится с долгами. А какой интерес, допустим, ну, процветающей, вроде бы управляющей компании, связываться с проблемным фондом? Да, вот здесь, со старым.
Да, здесь, конечно, проблема. Тут или альтруисты, можно сказать, да, или социально ответственные управляющие компании. Поэтому здесь вот стоит проблема вообще, я вижу, не только двора, дома, там, это проблема города, может быть, республики. То есть нужно формировать такую политику, чтобы были на рынке именно честные игроки. Нужно отсеивать котлеты от мух отдельно. И когда честные игроки войдут на рынок, и можно им будет доверить этот фонд, который они будут тянуть за собой. Но если управляющая компания берется за старый фонд, это автоматом означает, что она жулики или что? Ну, не всегда. Не всегда. Дело в том, что некоторые компании, как бы изначально, имея большую историю, они этот фонд не могут в одночасье. Во-первых, законодательно не позволяет бросить и уйти, да, потому что вот мы расхотели обслуживать. А во-вторых, все-таки социальная ответственность, если управляющая компания в бизнесе давно, и она хотела бы поддержать, ну, свой имидж, поэтому, конечно, приходится, и люди приходят в такие управляющие компании с просьбой взять на управление. Тут проблема в чем? Если бы муниципалитет дифференцировал нашу плату в зависимости от года постройки, было бы намного эффективнее работать на этих домах. Однозначно там цена вопроса должна быть больше, потому что все-таки все изношено, и вкладывать, конечно, надо больше. Но, к сожалению, наши собственники тоже имеют такую особенность. Они не очень понимают и не очень вдумываются в эту проблему. Им неинтересно платить больше. Может быть, стоило со стороны муниципалитета какие-то субсидии давать тем компаниям, которые берут вот такое жилье на обслуживание. Все-таки оно тоже заслуживает хорошего и качественного отношения со стороны управляющих организаций. Им, наверное, надо... Есть же у нас субсидирование ресурса, но почему не может быть субсидии в части жилищных отношений? Ну, это как вариант, да? Либо вот воспитывать собственников таким образом, чтобы они понимали, что дешево не бывает качественно. Представителям вот снабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций. Сегодня, ближе к вечеру, вот всплыл антирейтинг Якутскэнерго, да? Хорошо, к этому мы вернемся чуть попозже, да? А если, давайте, все-таки... Какова она пятерка управляющей компании города Якутска, которая заслуживает доверия? Вот к этой части. Потом к вам вернемся, хорошо? Пятерка управляющей компании, которая заслуживает доверия. Есть рейтинг, он размещен на сайте МинЖКХ. И ежегодно на основе данных, которые управление Госстройжилнадзора вот передает, этот рейтинг формируется. Но, насколько я помню, в лидерах это нерингринские компании, топ, значит, ну, по республике. По городу это управляющие компании «Солидарность», по-моему, впереди, да? Губинский, «Прометей» и какие-то две вот небольшие. Хорошо, вы назвали три. И вообще к рейтингу и прочим остальным градациям мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НВК. Самый интересный момент, как всегда, реклама. Вернемся. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Все мои награды, все мои медали – это часть меня. Каждая моя победа – это знак благодарности моим родителям, моему тренеру, моей родине, Якутии. Я люблю Якутию, и я голосую. Каждый гражданин, наверное, я считаю, обязан сходить на выборы, проголосовать за своего избирателя. Гражданин Российской Федерации обязательно должен идти на выборы. Будущее свое, грубо говоря. Обязан идти, да. Гражданский долг. Ну, мы ходим каждый год на выборы. За мир, чтобы был у нас в стране. Гражданское самосознание.
Надо. Будущее страны на 5 лет вперед. Гражданский долг. Дальнейшую лучшую жизнь выбирай. Владислав Третьяк – легенда мирового хоккея, трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира. Вратарь, способный отразить любые угрозы, кумир миллионов болельщиков и пример для будущих чемпионов. Третьяк уверен, только игра слаженной команды во главе с уважаемым всеми капитаном приводит к победе. 17 марта приглашаем на выборы президента страны. Давайте выберем достойного капитана. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. И мы продолжаем нашу дискуссию о том, как правильно выбрать управляющую компанию, будь это новостройка или жилой фонд в возрасте, скажем так. И мы передаем слово ресурсоснабжающим организациям. И прежде всего хотелось бы выяснить один такой момент. Да? Вот мы говорим о том, что есть механизмы, допустим, ограничения недобросовестных управляющих компаний в плане поставки энергоресурсов. Да? Но страдает, опять же, конечный пользователь. Но Якутскэнерго в этом отношении, скажем, проводит довольно жесткую политику. Это, я так понимаю, с людьми, которые перешли на прямые договоры. Да? То есть про парней с пассатижами мы наслышаны. Про мальчиков и девочек с задвижками мы пока, с газовыми ключами, мы пока не слышали. Пока не слышали. Но поочередно то водоканал, то газовики, они регулярно грозятся, скажем так, вот этими вот мерами. Да? Хорошо, давайте вот, что означает прямые договора, да, и договор, скажем так, с управляющей компанией? Ну, вообще, как бы стоит отметить, да, то, что про парней с пассатижами, да, это, опять же, одна из действенных мер воздействия на должника. То есть она предусмотрена законодательством, введение режима ограничения при условии неоплаты обязательств перед поставщиком по поставке ресурсов, в том числе электрической энергии, ведет за собой вот такую процедуру введения режима ограничения. В отношении управляющей компании? В отношении потребителя, который имеет заключенный договор с Якутскэнерго напрямую. Если мы говорим про квартиры, либо частные дома, да. Есть жилой фонд, который находится под управляющими компаниями. Здесь, конечно, Якутскэнерго не может вводить режим ограничения в целом настроения, если тем самым он ухудшит положение кого-то из граждан, кто проживает и оплачивает свои услуги регулярно. Вот хочется отметить о том, что, например, по состоянию на 1 февраля 2018 года, да, задолженность вот в соответствии с нашим тоже антирейтингом, который у нас есть на нашем сайте компании, составляет порядка 729 миллионов рублей. То есть из них, конечно, львиную долю занимает это задолженность за тепловую энергию, это порядка 500 миллионов, и оставшиеся это у нас порядка 200 миллионов, это электрическая энергия и горячее водоснабжение. Давайте примем телефонный звонок и вернемся сразу, опять же. Говорите в эфире. Добрый вечер. Можно ли проверить управляющую компанию на предмет целевого использования денежных средств жильцов? Вот у нас сомнения, как бы, да, в нашем доме вот, директор управляющей компании «Сфера комфорта» является пастором церкви, и мы вот как бы боимся, что наши деньги уходят на содержание церкви и его прихода. Это жилец дом по улице Кузьмина, 21. И второй вопрос. У меня дочь проживает по улице Дзержинского, 70/3. Там, значит, является управляющая компания ЖКХ «Промышленная», которая вообще никак не реагирует на вызовы, на обращения. Как вот можно воздействовать? Спасибо. Жилнадзор. По второму вопросу коротко отвечу, что если управляющая компания бездействует, не реагирует на ваши заявки, обращения, вы, конечно, обращаетесь в управление Госстройжилнадзора, Амосова 8. Либо направляете электронное обращение, но только зарегистрированное через ЕСИА, да, то есть прошедшую через авторизацию. Вот. Мы отреагируем, проверку проведем, при выявлении нарушения предписания и
административное воздействие. Есть же модуль обращения еще на портале, правительственном портале. Народный контроль, да, в течение 10 дней. Но тут надо иметь в виду, что все-таки мы проводим проверки, да, юридические лица ИП у нас защищены 294 федеральным законом. То есть у нас сначала предварительная проверка, да, потом уже, если действительно факты подтверждаются, тогда мы проверку проводим. Я вот человек, который задал вопрос, хотел посоветовать одно. Ни в коем случае не заниматься самодеятельностью, не начинать самим какие-то оперативно-розыскные мероприятия, они просто чреваты, это запрещено. В части первого вопроса о том, что как проверить целевое и нецелевое, да, использование собранных средств, во-первых, вы должны, то есть управляющая компания обязана в течение первого квартала провести общее собрание и подвести итоги за предыдущий период. Вот это обязанность. Если оно не выполняет, также это получается, нарушает законодательство. Можете также обратиться к нам. Более того, значит, требования с 1 января этого года вступили в силу обязанность и ответственность за неразмещение в ГИС информации о своей деятельности. Если управляющая компания не размещает информацию, а это очень большая сведения, которые должна управлять обо всем, должна разместить. Да, если не делать, то, конечно, опять же обращаться к нам, и есть административные штрафы за невыполнение этих условий. Возвращаемся к Якутскэнерго. Вот звонили перед эфиром буквально герои вашего антирейтинга, да, и задают вполне резонный вопрос. Почему в этом рейтинге есть, допустим, мы, я не буду называть фамилию, да, но нет, допустим, того же Арсенала, Арсенал Плюс и так далее. Объяснение. Ну, в антирейтинге участвуют те управляющие компании, исполнители коммунальных услуг, у которого есть договорные отношения, то есть заключенные договоры на поставку ресурса, в рамках которого договора должен исполнитель коммунальных услуг исполнять свои обязательства. То есть кто-то исполняет должным образом, не имея задолженности, да, либо имея задолженность, там, не более 2-3 периодов. Там, бывает это от сезонности, опять же, в зимнее время бывает такое, то, что накапливаются долги, в летние периоды они более меньшим образом копятся, потом, за счет, опять же, той же самой тепловой энергии. А с Арсеналом вышла история такая, то, что ввиду отсутствия договорных отношений с Якутскэнерго, компания приняла решение по принятию потребителей, то есть конечных потребителей, на прямые договоры. То есть мы начали заключать договора непосредственно с каждым потребителем и поставлять ресурс каждому отдельно, то есть начислять в счет-квитанциях. Пошли навстречу. Да, пошли навстречу. Но опять же проблема, которая осталась, это работа с внутридомовыми инженерными сетями. То есть у нас есть определенные зоны ответственности, да, то есть по стене дома мы поставку ресурса до туда ведем, а уже внутренние домовые инженерные сети все равно обслуживает та организация, которая взимает плату за, опять же, вот как сказали, за обслуживание внутренних сетей и так далее, на которые установлен тариф. Вернемся к пассатижам и газовым ключам. Да? У вас есть иные механизмы, судебные там, и так далее, и так далее. По истории вот этих судебных обращений, давайте, товарищи поставщики. У нас, значит, в отличие от коллег, если цифрам сказать, да, по энергетике, у нас, конечно, цифры скромные, тем не менее, из 124 управляющих компаний и ТСЖ, с которыми у нас имеются договорные отношения по поставке газа, у нас, значит, задолженность составляет 37 миллионов. Цифра, конечно, очень мизерная по сравнению с коллегами, но тем не менее. Мы, конечно, в основном используем, будем говорить, не ключи газовые, хотя мы тоже этот метод широко сейчас будем, наверное, внедрять в каждую квартиру, каждому потребителю. Да? Мы больше используем способ правовой, будем говорить, судебный. Мы очень системно проводим процедурную работу, по этапам, уведомительную вначале с определенными сроками оплаты, потом мы проводим претензионную работу, и после этого уже начинается у нас судебная работа. Кто у вас, у газовиков, рекордсмен по судебным вот этим тяжбам? У нас управляющая компания, это жилищный стандарт, конечно, самая такая проблемная компания. Это известный микрорайон Борисовка-1, где 60
корпусов сегодня отапливаются. Вот. И, кстати сказать, один из корпусов сейчас уже ведет работу выхода из этой управляющей компании. Они обратились к нам с заявлением, мы заявление их приняли, и они находятся на процедуре оформления протокола своего. Вот. Если это все в рамках нормативного правового поля, поэтому если все эта процедура будет соблюдена в соответствии, мы с ними заключим отдельный договор, и они перейдут с нами на прямой договор 8 квартир, которые в этом корпусе проживают. Выйдут с этой компании. Я думаю, такому, вот, чем грозит такому примеру последуют и следующие корпуса. Они же все живут в одном микрорайоне. Они проблемы действительно испытывают, потому что добросовестные плательщики, они оплачивают управляющие компании, а управляющая компания не всегда рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией в полной мере всей суммы. Хотя не скажу, что она совсем не рассчитывается. Компания рассчитывается, ведет работу с нами на очень постоянном контроле. Мы постоянно с ними работаем. Они к нам обращаются, мы с ними работаем. Не скажу, что они уклоняются, нет. Есть вот старые долги, и вот в новом формате, особенно, они сейчас приняли несколько новых домов и по программе переселения жилья и так далее. Здесь работа намного лучше у этой компании, нежели вот микрорайон Борисовка-1. Ну вот мы в основном проводим такую работу процедурную, судебную. Практически со всеми управляющими компаниями, с которыми у нас имеется задолженность, у нас у всех имеется судебное решение. Но эти судебные решения ведь надо, полученные исполнительные листы же ввести в действие. Вот. Но есть способ, мы используем практически только два направления. Мы берем исполнительные листы сами, не предъявляем службу судебных приставов, мы предъявляем их на расчетный счет. Но мы знаем только один расчетный счет, который указывается в договоре, в нашем договоре. А что делает управляющая компания? Получив исполнительный лист на расчетный счет, видя через некоторое время, что с них поступившие деньги все списываются по исполнительному листу, они тут же прекращают работать по этому расчетному счету, открывают в других банках, и, соответственно, наши листы остаются неисполненными. Найти другие банки, сегодня мы такой информацией не обладаем. Это может быть только служба судебных приставов, которая имеет на это все правовые основания. Приходится, значит, извлекать эти исполнительные листы из банков и предъявлять службу. Там процедура длительная, значительно дольше. Поэтому мы идем на договорные отношения. Да, мы работаем по рассрочке, идем на переговоры, работаем по рассрочке. И вот особенно в последние 2-3 года компании, управляющие, в принципе, на этот механизм идут уже, платежи более-менее, по крайней мере, они сдвинулись. И те большие долги, которые были, длительные долги, которые были в предыдущие годы, вот последние годы как-то вот они повернулись лицом к ресурсоснабжающей и начали, в принципе, оплачивать. Ну, к примеру, скажу, такая компания, как индивидуальный предприниматель, который управляет, он закрыл свою предыдущую, там был достаточно приличная сумма долгов. Создав новую ООО, управляющую компанию, он принял свои долги, когда он был предпринимателем, и погасил все полностью. А таких оборотней много, да? То есть сейчас у нас получается такая же ситуация со штрафами. То есть вот жительница звонила, сделается проверка, будет выставлен счет, штраф, и все зависнет. То есть такие компании, получается, могут копить эти штрафы и играть дальше на рынке? Я получаю, да, Эдуард. Да, я что хотел сказать. У нас аналогичная ситуация, конечно, по работе с должниками, как вот у коллег, естественно, да, по смежным отраслям. Но у нас очень серьезная есть проблема. Проблема в том, что вода, с точки зрения закона, у нас считается жизненно важным ресурсом. И мы ни в коем случае не вправе ее ограничить или тем более отключить для граждан. А что, электричество можно, что ли? Электричество можно, да. Это не жизненно важный ресурс. Отопление нельзя. Тепловая энергия, холодное водоснабжение – это нельзя. Поэтому у нас ситуация настолько затруднительна с этой точки зрения, потому что мы не можем использовать этот механизм, допустим, перекрыть ресурс. Это нереально, только в случае аварии. Все, четко регламентировано. Поэтому занимаемся, естественно, и судебными тяжбами, и аналогичная ситуация, как вот коллега из газовиков сказали, да? У нас на сегодняшний день долг управляющих компаний перед нами 340 миллионов. 340 миллионов. То есть это для нас очень серьезная сумма. 340 у вас? 37. 37, да? 37 у вас? 730. 730. Миллиард с лишним. Да. Миллиард с лишним – это ресурсы, поставщикам ресурсов задолжали управляющие компании. И заметьте, антирейтинг, как вы его называете, он ведь
У нас вот с Якутскэнерго, допустим, одинаковые по управляющим компаниям. Поэтому те же фигуранты, да? Те же фигуранты. Поэтому в самом начале передачи, когда мы говорили про рейтинг компаний, я и делал упор на то, что вот когда начинают копить долг перед ресурсоснабжающими организациями, управляющие компании, это уже очень тревожный маячок. На него надо обращать внимание сразу же. Скажем, у поставщиков сколько компаний в таком вот черном списке? Из тех 84, которые действуют в Якутске, да, сколько ваших списков? 104. Ну, например, у нас из 104. 98 управляющих компаний, которые у нас должниками являются, да, ну, самый-самый злостный, это у нас где-то порядка 10. Порядка самый 10. Да, самый злостный. Вот эти списки можно найти у вас на сайте, да? То же самое. То же самое. Где-то так же. Где-то так же. То есть в городе Якутске, скажем так, оперирует деньгами жильцов многоквартирных домов, можно сказать, примерно 10 недобросовестных, 10-12 недобросовестных компаний, которые, вход в зоны которых можно считать определенным риском для населения нашей столицы. Да? И есть еще риск возникновения новых, скажем так, компаний-однодневок, которые первичной своей целью ставят, вот, как вы говорите, там, маслица на хлеб намазать. Да, а не рассчитаться там с поставщиками, и не тем более учесть интересы, получается, вот тех самых жильцов, которые им доверились. В завершение, давайте вот подытаживающий такое еще раз совет. Вот люди, будьте бдительны в чем? Давайте вот каждый по одному и очень коротко. Так. Какие моменты могут вызвать подозрение? Ну, первое, конечно, это задолженность, да? Это наличие круглосуточной диспетчерской базы материальной, это большое количество домов, ну, во всяком случае, больше 20, ну, должно как-то вызвать доверие у людей. Сейчас хорошая платформа ГИС ЖКХ, где обязанность есть у управляющих компаний выкладывать все показатели своей финансовой деятельности, выкладывать отчеты о том, что они выполняют. Хорошо было бы, чтобы собственники зарегистрировались на этом сайте через портал госуслуг. В личном кабинете там можно и оплатить. Есть там, должны быть квитанции выложены добросовестными управляющими компаниями. К сожалению, не все это делают, но обязанность такая уже есть. Уже с 1 января есть и ответственность за то, что информация либо не в полном объеме, либо вообще не выкладывается. То есть, в принципе, у собственника есть достаточно рычагов, где можно посмотреть вот сайт МинЖКХ, где есть рейтинг ежегодный, да, там много показателей. На сайте Управления Госстройжилнадзора и в системе ГИС ЖКХ также выкладывается информация, сколько штрафов у управляющей компании, сколько жалоб было. В принципе, через этот портал и жалобы можно подать в Управление Госстройжилнадзора. Ну, если человек умеет пользоваться компьютером, ну и ориентируется более-менее в законодательстве, то ему будет несложно эту информацию всю собрать. Сайты у всех открыты. Я вот сегодня специально проверяла, ресурсоснабжающие организации все выкладывают свой антирейтинг и положительный рейтинг. То есть это все время информация есть. Она в открытом доступе. Управление Госстройжилнадзора тоже эту информацию всю, перечень домов, лицензионные требования, там все есть. Сайт хороший, удобный, все можно посмотреть. Вот. Любовь Иннокентьевна за всех, да? Любовь Иннокентьевна все правильно сказала, но здесь же речь идет о том, что на что вот прямо жильцу обратить внимание. Договор, в первую очередь. Мы как ресурсники, я думаю, выражу мнение всех коллег, если управляющая компания настаивает на платежи с ресурсоснабжающими организациями через нее, это уже плохой знак, я считаю. Позвольте мне свои 5 копеек ставить. Да, буквально 10 секунд. Как представитель жителей, как инженер, в первую очередь, и житель, я бы обратил на техническое состояние дома. Зашел в дом, и там все сразу станет понятно и видно. Потому что основная статья расходов – это содержание дома. Это санитарно-гигиеническое и техническое состояние. Если под домом видно, в каком состоянии сваи, коридоры и все остальное, то тут сразу понятно, что управляющий компания ничего не делает. И хотелось бы в завершении буквально свои 5 секунд. Дорогие жильцы многоквартирных домов, будьте предельно бдительны при выборе управляющей компании. Ваши деньги могут быть направлены не туда, куда нужно. В первую очередь это, конечно же, рассчитаться с поставщиками услуг, которые все сегодня представлены. Спасибо представителям Госжилнадзора и ассоциации за участие в нашей сегодняшней программе. Увидимся ровно через неделю.
зовут Аркадий Егорович Едукин. Мне 52 года. Всю жизнь я проработал в медицине. Я рад тому, что моя деятельность направлена на благо земляков. Я люблю Якутию. Якутия. Далекий и снежный край России. Она занимает бескрайние просторы в сотни тысяч квадратных километров в северо-восточной части страны. От границ Амурской области до берегов Ледовитого океана. Богатство ее недр и суровые природные условия, казалось бы, раз и навсегда создали образ серой и унылой окраины. Но почему она оставляет неизгладимый след в душе путешественника? Почему, затаив дыхание, с грустью в глазах он прощается с ней с единственным желанием вернуться сюда вновь? Что его манит к ней, к такой далекой и холодной, суровой и неопузданной? Высота и непроходимость гор или бескрайние просторы тундры, бросающие вызов отчаянным экстремалам зима или неусыпное солнечное око летнего дня, сакральность исконных верований или таинство древних ритуалов, скромный блеск серебра или ослепительное сияние бриллиантов, прекрасное звучание чарующего хомуса или вой ветра, прошлое и настоящее, сила и хрупкость, скорость и выдержка, воля и победа. Это Якутия.
Вы смотрите еженедельную итоговую программу «Якутия день за днем». В материалах наших корреспондентов расскажем о главных событиях в Якутии и за ее пределами. В студии Александр Лысак, и смотрите сегодня. Документы не спасли. В Горном районе произошла жуткая автомобильная авария. Зарегистрированное такси врезалось в большой груз. Есть жертвы. Правила жестче, зеленый змей ближе. В школах Якутии недовольный соседством с алкогольными магазинами. Какие есть меры и где в регионе полностью запретили продавать алкоголь? Небо в самолетах. Якутия готовится принять через 2 года ТВС-2 ДТС, новую отечественную авиаразработку. Что скрывается за сложным названием? Контроль будет жестким и беспристрастным. На выборах президента России появятся новые наблюдатели, на этот раз общественные. Олимпиада в Южной Корее подходит к концу. Подведем краткие итоги. Победы, скандалы, якутские болельщики. Чем запомнились 23-й Олимпийские игры? Жуткая авария произошла в Горном районе. На 143-м километре федеральной трассы Вилюй столкнулись Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace. 3 пассажира Hiace, в том числе 2-летний ребенок, погибли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что 23 февраля текущего года около 20 часов 30 минут в районе 143-го километра федеральной автомобильной дороги Вилюй произошло столкновение автомашин Mitsubishi Fuso, а также Toyota Hiace. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры микроавтобуса 2 мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также 2-летний мальчик, который находился в салоне автомобиля со своим отцом. Также в ДТП пострадали 4 человека. Их доставили в центральную районную больницу Горного. На данный момент состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. Вчера, 23 февраля, с места ДТП было доставлено в горную ЦРБ 3 больных. 2 из них на данный момент находятся в средней степени тяжести, и 1 больной находится в отделении ПИТ. Его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. И как стало известно, один из пострадавших в ДТП впал в кому. В районную больницу Горного направлен нейрохирург из Якутска. Оказалось, что водитель «Тойоты» был легальным таксистом. Машина зарегистрирована, при себе был полный пакет документов, не оказалось лишь детского кресла. Снижается ли статистика по нелегальным такси? Кто должен следить за перевозчиками, кроме дорожных полицейских? Об этом мы поговорили с Георгием Васильевым, государственным инспектором технического надзора Управления ГИБДД Министерства внутренних дел региона. Георгий Дмитриевич, с октября прошлого года усилили контроль за работой нелегальных таксистов на территории республики. Статистика улучшилась или ухудшилась за это время? Конкретно по нелегальным перевозчикам руководство МВД нацелили работу, и днем и ночью наши сотрудники выявляют и конкретно работают в этом направлении, но статистика показывает в том, что не улучшилась. За неделю в любом случае 10 и 15 случаев нелегальных перевозчиков мы выявляем. Чтобы считаться легальным таксистом, что должно быть? Не просто же нужно открыть ИП. Если это легковое такси, они получают разрешение на перевозку пассажиров в управлении Гостехнадзора. Если заказным видом деятельности занимаются, они получают уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Северо-Восточном управлении Госавтодорнадзора. Обязательное соблюдение транспортного законодательства, то есть они должны проходить предрейсовые медицинские осмотры, предрейсовые технические осмотры, иметь путевой лист. Если категория D, транспорт должен оборудоваться тахографом. И если есть, допустим, в нашем случае в республике очень много заказным видом деятельности занимаются, они переоборудуют транспортные средства, то есть ставят дополнительные багажники, лестницы. Есть случаи, даже наши перевозчики ставят дополнительные сиденья без разрешения госавтоинспекции, то есть это же конкретное нарушение. Они фактически транспортное средство перевозит только 8 пассажиров, да? Они ставят дополнительные сиденья, и в погоне за прибылью число пассажиров достигает до 15 человек. Если вспомнить Миногагалское ДТП прошлогоднее, в декабре месяце, там в одном ДТП
погибли 9 человек. Это уже говорит о том, что вот эти перевозки, они очень опасны. Вот как раз вы вспомнили так называемую Татинскую трагедию, как раз, вы говорите, 9 человек погибло. При этом таксист, он ведь не был по факту таксистом, он был просто индивидуальным предпринимателем. И сейчас авария, которая произошла накануне в Горном районе, там наоборот таксист имел все документы, путевые листы, весь набор документов, но при этом произошла также авария, также есть человеческие жертвы. Так где пробел в работе? Что у нас все равно опасно ездить и с нелегальными таксистами, и с легальными, получается? Никто не застрахован от этих случаев. То есть вчерашнее ДТП, таксист был полностью легальным перевозчиком. У него были путевой лист с отметками медика, механика. Но сопутствующие нарушения, минус там, не было автокресла. И вспомнить январские ДТП, где в Мирнинском районе тоже подобный случай. Хайс столкнулся с большегрузом, но в том случае ребенок сидел в удерживающем устройстве, сидел в кресле. То есть вот этот ряд соблюдений транспортного законодательства, безопасности дорожного движения, то есть это говорит о том, что надо соблюдать весь цикл вот этот безопасности дорожного движения, то есть скоростной режим, режим труда и отдыха. Ну, в общем, надо соблюдать транспортное законодательство. А как его соблюдать? Как заставить таксистов, чтобы они соблюдали это транспортное законодательство? Вы же не можете, ну, вот сотрудники госавтоинспекции, бегать по федеральным трассам с жезлом и всех останавливать, проверять? Ну да, в этом направлении надо вообще комплексное воздействие на этих наших перевозчиков, на таксистов, да. Допустим, по законодательству у нас есть 3 вида перевозок пассажиров именно автомобильным транспортом. Первое у нас легковое такси, второе у нас заказное такси, вот межгород у нас идет, и третье внутригородские перевозки. Если взять внутригородские перевозки, то в этом направлении работают управления Госавтодорнадзора, они непосредственно выдают лицензии, и по этим выданным лицензиям они проводят плановые, внеплановые проверочки. И со стороны госавтоинспекции тоже мы совместно выезжаем на эти, у нас есть совместные графики рейдовых мероприятий, мы с ними совместно работаем. Плюс еще работает мэрия в этом направлении и есть единый диспетчерский центр. То есть 4 структуры проверяют, контролируют вот это направление. То есть в этом направлении у нас более-менее порядок стоит. А вот по легковому такси и по заказным видам деятельности у нас стоит пробел. Одними силами госавтоинспекции вот это вот в это направление невозможно, ну, не контролируется. Мы в этом направлении, допустим, работаем с Госавтодорнадзором тоже, с управлением Гостехнадзора работаем, но все равно принимаемые меры, они, как говорится, с нашей стороны работа ведется, но дорожно-транспортные происшествия не прекращаются. В этом направлении еще должны, на мой взгляд, работать на местах муниципалитеты со своими вот перевозчиками. Надо комплексно воздействовать на этих перевозчиков. Георгий Дмитриевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пока решаем, как справиться с аварийностью среди межрайонных такси, появилась и другая проблема. Алкогольные магазины становятся все ближе к школам. Например, в Покровске Хангаласского района решили отменить регламент, который запрещал продажу горячительных напитков в радиусе 300 метров от социально значимых объектов. Вместо него введен новый норматив. Он сокращает прежнее расстояние до 130 метров. Вышел из школы и уперся в алкомаркет. Родители недовольны, и нашему корреспонденту Евгении Андросовой удалось узнать, что и в Якутске страдают от ненужного соседства.
Саха-политехнический лицей города Якутска – одна из лучших школ республики. Выпускники поступают в лучшие вузы страны. Педколлектив проводит колоссальную воспитательную работу, поэтому проблемных детей в этой школе нет. Однако здание учебного заведения окружают целых 3 точки продажи алкоголя. С утра до вечера рядом ходят пьяные взрослые, что создает опасный момент. А учителям и родителям приходится постоянно беспокоиться за своих детей. Очень печально, что вокруг нашей школы находится очень много винных магазинов. Это, считаю, очень опасно. И дети сами, честно говоря, боятся. Поэтому хотелось бы, чтобы вблизи, рядом со школой, вообще не было винных магазинов. Дочка Кристины Теряновой учится во 2 классе. Она каждый день идет в школу по дороге, где стоит магазин, торгующий алкоголем. Недавно маме пришлось потратить целый день на поиски телефона ребенка. Потеряла телефон. Нашли, к сожалению, плохие люди. И тут же затолкали за водку, телефон. Бывает, мы вечером не выходим из дома из-за того, что у нас кучу алкашей. Как мы видим, все-таки законные 60-150 метров от школы – это считается шаговой доступностью. Кроме того, создает ряд сопутствующих проблем. И где продается алкоголь, там преступность, там угроза детей, родители беспокоятся, постоянно нам жалуются. Родители предлагают увеличить расстояние. Это вопросы к администрации города Якутска. Его можно увеличить 2 способами. Или расстояние увеличить, или способ измерения поменять. К слову, депутаты республиканского парламента приняли проекты законов о полном запрете продажи алкоголя в 8 населенных пунктах. Это Мандагай, Хатылы, Алагар в Чурапчинском Алусе, Сосыльский наслег Тампонского Луса, Самарсун-Амгинского Луса, Алазейский наслег Среднеколымского Луса, Баруласский наслег Верхоянского района и село Черкёх-Татинского Луса. К слову, в Октябрьском наслеге проживает более 1000 человек. Работает 24 организации. Население относится очень положительно к такому решению. И каких-то явных проблем не ощущается. В разных спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях активность населения и молодежи повысилась. Глава Октябрьского наслега Михаил Аржаков также отметил, что по статистике уровень преступности существенно снизился. Одним словом, население только радуется, и жить стало действительно лучше. Закрылись магазины, которые продавали алкогольные напитки. После этого у нас в селе идет здоровый образ жизни. Очень много молодых людей ходят в спортзал, занимаются активно. Активный образ жизни сейчас поддерживается очень. Как говорится, результат налицо. Ведь ограничение доступности алкоголя, а то и полного запрета – это один из самых действенных механизмов во всем мире. Будем надеяться, что в скором времени возле образовательных учреждений запретят продажу спиртного. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Татинский Улус. Перед тем, как уйти на рекламу, хочется напомнить о подвиге якутских солдат на озере Ильмень в Новгородской области. 75 лет назад, 23 февраля 1943 года, лыжные бригады Северо-Западного фронта погибли под артиллерийским огнем немецких захватчиков. Якутяне сражались до конца. Рассказывает Айсена Бурнашова. В годы Великой Отечественной войны солдаты Северо-Западного фронта обороняли стратегическую важную трассу Старая Русса-Шимск, ведущую прямо в Ленинград. Пройдя 30 километров вдоль Ильменя, бойцы-якуты должны были ее перерезать. Но марш-бросок закончился на озере. Немецкие войска обрушили артиллерийский огонь прямо на идущих по льду лыжников. В этой схватке выжили лишь немногие. На берегу Ильменя высится гранитный обелиск в виде якутской урасы, где на памятной плите высечены имена павших воинов якутян. И именно благодаря им и отснятому материалу петербургского филиала НВК «Саха» уроженка Сунтарского района Полина Никитична Федорова смогла найти своего без вести пропавшего отца Никиту Федорова, который в 1942 году отправился на фронт, воевал под Пермью и погиб на Ильменском сражении. Я так долго искавшая его, дочь единственная, нашла своего отца. За это всем вам спасибо. На митинге у священного Ильменя также выступила и потомок без вести пропавшего солдата Константина Иванова. Семья и родственники проводили его на фронт с Нюрбинского военного комиссариата. Больше от него не было вестей. Мать говорила, что приходил земляк с нашего района, тоже служивший с ними, и говорил, что вот Константин шел со мной рядом и
во время бомбежки он как будто споткнулся и прямо под лед ушел. В составе 19-й и 3-й лыжных бригад было более 40% якутских солдат. И практически все они пали на поле боя. В этот день на митинге приняли участие жители Старорусского района, студенты, якутяне и представители власти республики. В память о 19-й и 3-й отдельно лыжной бригаде прошла минута молчания. Собравшиеся возложили венки и цветы к монументу. В целях увековечения памяти подвига воинов-якутян на новгородской земле и пропаганды здорового образа жизни с 2005 года в рамках поездки по местам боевой славы на берегу озера Ильмень проходят стрельба и лыжный десант. Две дистанции. Одна дистанция, по которой проходили сами воины, 10-14 километров. Это 10 человек, 3 девочки и 7 мальчиков. И была сделана дистанция 3,5 километров для массового забега. В забеге приняли участие более 70 человек. Это жители Новгородской области и якутяне. Сложно, конечно, представить, что чувствовали наши якутские стрелки. Тем более, что снега тогда не было, шли по голому льду. Но пробег удался. Я думаю, что именно память о том сражении, о героическом подвиге наших стрелков, она жива и по сей день. И примером этому является вот этот во многом молодежный пробег. После лыжного забега всем участникам торжественно-патриотических мероприятий на озере Ильмень предложили отведать полевую кухню с горячей ухой, гречкой и бутербродами. Чаю, пожалуйста, подходите. Первые места лыжного забега завоевали жители Старорусского района Новгородской области. Третье призовое место в пользу якутской сборной завоевал ученик 8 класса петербургской школы Даниил Котиков. Мне приятно. Новгородский фронт внес достойный вклад в достижение общей победы над врагом. Солдаты Северо-Западного фронта шли трудными дорогами жизни, не думая о славе. И наша обязанность – помнить, чтить и гордиться. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Новгородская область, Старорусский район. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Якутское небо заполнит российские воздушные суда. Республика может получить 200 отечественных самолетов. Кто продвинул идею самолетизации крупнейшего региона страны? Наблюдателей на выборах президента России прибавится. Кто будет следить за порядком, кроме представителей кандидатов в президенты? Лучшие боксеры со всей страны собрались в Якутске. Всероссийский турнир класса А стартовал в столице республики. Мы тебя в детской разместим. Нормально? На рыбалку пойдем. Ого, знаю я вашу рыбалку. А ты надолго, Витя? Когда домой? Да побуду немного у вас. Так ведь выборы. Я прямо тут у вас проголосую. Паспорт у меня с собой. А заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения я уже написал в МФЦ. Главное успеть подать его с 31 января по 12 марта. А так можно? Теперь можно. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Добро пожаловать на информационный портал «Наша Якутия». Виртуальная жалоба решит реальную проблему. Заявите на электронном портале. Приложите фото или видеофайл. Проследите за решением. Контролируйте качество исполнения. Ваша заявка будет рассмотрена в государственных или муниципальных органах власти в течение 10 рабочих дней. Какие проблемы можно заявлять на портале «Наша Якутия»? Проблемы, связанные с ЖКХ, перебоями связи, получением электронных услуг. Также можно сообщать о нарушениях в сфере экологии, нарушениях правил торговли и предоставления услуг питания. Информационный портал «Наша Якутия» — это скорость. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Прозрачность. Отслеживайте весь процесс по интернету. Контроль. Контролируйте качество исполнения и прикрепляйте фото-видеодоказательства. Голосование. Поддержите заявки для обозначения важности той или иной проблемы. Оценка. Ставьте оценки решения проблем. Наша Якутия. Сделаем родную республику лучше.
Это Якутия день за днем. Продолжаем говорить о главных событиях этой недели. Якутия получит 200 самолетов. Только представьте эту цифру. Для сравнения, общий авиапарк двух крупнейших республиканских перевозчиков полярных авиалиний и Якутии не дотягивает и до 80 воздушных судов. Заполнит небо ТВС-2 ДТС, новый отечественный самолет, долгожданная замена кукурузника Ан-2, производство которого было прекращено почти полвека назад. Собирать его будут в Бурятии на базе Улан-Удэнского авиазавода. Первые продажи ожидаются уже в конце следующего года. Якутия станет первым регионом страны, который получит новые самолеты. Соглашение было подписано в ходе Сочинского инвестфорума между Министерством транспорта, Минпромторгом страны, холдингом «Вертолеты России», Бурятии и Якутии. По словам Алексея Цыденова, главы Республики Бурятия, наибольшую инициативу проявил руководитель Якутии Егор Борисов. Данное соглашение стало возможным по инициативе Республики Саха-Якутия. Якутия подписалась о потенциальном заказе на 200 самолетов. Понятно, что это не только для полетов в пределах Якутии. То есть это в целом такая межрегиональная авиакомпания может быть, которая бы обслуживала регионы Сибири, Дальнего Востока, вот именно в перевозках на не сильно развитые, так скажем, аэродромы и взлетно-посадочные полосы. И решение вопросов по широкому спектру, повторюсь, авиалесоохрана, сельхозавиация, санитарная авиация и, безусловно, транспортная, пассажирская. Ожидается, что Минтранс поможет в сертификации самолета, а Минпромторг окажет поддержку при постановке ТВС-2 ДТС на производство. Интерес к российской разработке уже проявляют авиакомпании Монголии. В Якутии же эксплуатантом станут полярные авиалинии. Легкомоторный ТВС-2 ДТС не только сменит Ан-2. Всепогодный самолет способен заменить и швейцарский Пилатус, и американский Сесна. Импортозамещение в чистом виде. Кстати, один Пилатус летает по Якутии. Несмотря на то, что серийной сборкой самолета займутся в Бурятии, родиной сменщика Ан-2 является Новосибирская область. Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации смогли создать ТВС-2 ДТС. Именно в Новосибирске прошли первые полеты нового воздушного судна. И на связи с нашей студией Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Объясните, что за непонятная для обывателей аббревиатура ТВС-2 ДТС? ТВС-2 ДТС – это турбовинтовой самолет, 2 члена экипажа. И ДТС – это демонстратор технологий серийный. А сколько лет ушло на создание нового самолета и почему решили заменить именно Ан-2? Работой нашего научно-исследовательского института основной являлось в меньшей степени проектирование этого самолета, а в большей степени исследование технологий, которые сегодня применяются в самолетостроении для малой авиации. И демонстрация как раз возможности этих технологий. Начиная от аэродинамики, материалов и заканчивая возможностями современных систем отображения информации и индикации в кабине самолета. Поэтому в течение последних 3 или 4 лет мы равномерно двигались к созданию такого самолета-демонстратора. То есть основная задача – это демонстрация возможностей современных технологий. Почему был выбран самолет Ан-2? Во-первых, потому что за 70 лет его так и не смогли заменить. Во-вторых, это самый массовый и самый рабочий самолет оказался для Российской Федерации, особенно за Уралом. А чем новый самолет лучше кукурузника Ан-2? Это цельнокомпозитный самолет. То есть результат работы данных технологий, что мы фактически сохраним бипланную схему, используя современные достижения аэродинамики и современные достижения в области материаловедения, создания материалов, фактически получили летательный аппарат, который по своим характеристикам в 3-5 раз превосходит старый самолет Ан-2. При этом он сохранил все основные преимущества, которые имелись у его предшественника. То есть он имеет дистанцию взлета и посадки, это самое основное, что было у самолета Ан-2, примерно такие же.
вот, может быть даже чуть поменьше при аналогичных взлетных весах. Он имеет минимальную скорость полета, это очень важный показатель, который нам очень нужен в случае аварийных посадок, в случае ограниченных площадок, взлетов с них и посадок на них. Да. То есть это единственный такой уникальный аппарат Ан-2 и вот сегодняшний его преемник. В 2 раза у него превышает характеристики грузоподъемности коммерческой загрузки. У старого Ан-2 1,5 тонны, у этого самолета 3 тонны коммерческая загрузка. Он летит фактически в 2-3 раза дальше с полной коммерческой загрузкой. Ан-2 у нас с загрузкой 1500 килограмм мог выполнять полет на дальность 700-600 километров. Наш самолет летит на дальность 1500-1800 километров. Перегоночная дальность у старого Ан-2 составляла 1200-1300 километров. У этого самолета порядка 5000 километров, чуть больше. То есть вот технологически вот этот скачок, который произошел с 1947 года, он фактически позволил по крейсерской скорости мы в 2 раза увеличили характеристики, по загрузке в 2 раза, по дальности полета практически в 5 раз. Это все позволит использовать самолет Ан-2 не только на перевозках между населенными пунктами на небольшом удалении 150-300 километров, но и позволит доставлять, например, груз весом 2-3 тонны на дальность 1500-3000 километров. Вот для условий, конечно, севера, да, вот востока, это, на мой взгляд, очень важное обстоятельство. При этом он может прилететь на фактически неподготовленную площадку, произвести посадку, выгрузить груз, собрать людей и какой-то груз и вернуться обратно. В одном из интервью, описывая новый самолет, вы сказали, что он все-таки больше подходит для грузоперевозок. Ну, это вот основное преимущество. Сейчас мы видим интенсивный выход из эксплуатации. Я думаю, через 3-4 года у нас не будет самолетов Ан-26, Ан-24. Вот, в принципе, теоретически для решения транспортных задач Як-40 то же самое, да, у нас фактически исчез. Вот грузоподъемность Як-40 была 3 тонны, грузоподъемность самолетов Ан-26 4,5-5 тонн. В принципе, самолет имеет сопоставимую с этими самолетами коммерческую загрузку. Понятно, что по объемам грузов, конечно, Ан-26 с Ан-2 не сравнить, но в части перевозки, например, продуктов, что наиболее, мой взгляд, должно быть востребовано. Вот этот самолет абсолютно, значит, может решать эти задачи. Вот. И, конечно, основная задача его все-таки будет не перелеты по коротким расстояниям. Основная задача это как раз уйти на большое расстояние с грузом 1,5-2 тонны, особенно в условиях неразвитой наземной инфраструктуры, где нет у нас заправочных станций, да, где нет полос, где нет метеообеспечения. Вот как раз задача этого самолета уйти далеко, доставить необходимый груз, оказать какую-то срочную помощь, или медицинскую, или в части чрезвычайных ситуаций, да, и вернуться на базу для дозаправки, либо на ближайший оборудованный средствами навигации аэродром. А сколько ТВС-2 ДТС может за один раз перевезти пассажиров? Ну, вот смотрите, по АП-23 это 9 человек, 9 пассажиров. Но всегда есть, в каждой стране есть свои внутренние правила. Ну, например, Cessna Grand Caravan 208, да, она вот в Европе сертифицирована под перевозку 14 пассажиров. То есть, если говорить по объему, по весу, то там можно разместить, ну, минимум там, пассажиров там, 20. Вот. Но реально, я думаю, что значит, если грамотно отработать со своими внутренними правилами, порядка 14 пассажиров будет в самолете спокойно и просторно разместить. Кроме того, самолет, значит, вот минимальная скорость полета, которую сегодня он имеет, это порядка 45 км в час, она, соответственно, при выполнении посадки обеспечивает высокую степень надежности, безопасности. Да, и исполнение самолета из композитных материалов, именно конструктивно, мы его проектировали таким образом, чтобы в кабине и пассажиры, и пилоты были защищены в случае каких-то вот нештатных посадок. Соответственно, одно дело приземление на скорости 150-180 км в час, и совсем другая история – это посадки на
скорости 40-45 км в час. Вот Ан-2, он этим и отличался, например, очень высокая безопасность. Вот за всю историю самолетов Ан-2 нам известно о порядка там 300 катастроф. Это из 18 тысяч построенных самолетов. Если говорить самолеты, летающие сегодня у нас в России, вот двухдвигательные, вот это Twin Otter, это Л-410, Ан-28, их было построено порядка 2700. 2700. И несмотря на это, потеряно порядка 350-380 самолетов. То есть надежность самолета Ан-2, его безопасность, она на порядок выше, чем вот эта безопасность на выживаемость на двухдвигательных самолетах такого же класса. Поэтому вот это все вместе в комплексе, оно должно обеспечить очень высокую безопасность перевозки и пассажиров, и безопасность экипажа, выполняющих полеты. Первый полет на дальнее расстояние состоялся в прошлом году. Маршрут Новосибирск-Москва на Международный авиационно-космический салон. Как самолет повел себя? Да, мы перелетели после проведения серии испытательных полетов в Новосибирске. Мы 15 июля мы выполнили первый перелет на МАКС-2017 в Москву. Это был беспосадочный полет. Времени полета у нас составило 1 часов 40 минут. Вылетали мы с остатком 3200 литров. При этом в Раменском после посадки у нас осталось еще порядка 800 литров заправки. Да, это где-то на 5-6 часов полета еще возможность. Самолет показался хорошо. Средняя скорость по маршруту у нас получилась порядка 280 км в час. Встречный ветерок был. Вот. Все системы работали нормально, хорошо. Все, что мы рассчитывали с точки зрения аэродинамики, мы все получили. Он показал очень высокие характеристики именно расхода топлива. Вот. Ну и, на мой взгляд, на сегодняшний день вот в этом классе вот этот самолет-демонстратор, мы не говорим про серийный самолет. Понятно, что в серии какие-то характеристики ухудшатся, какие-то улучшатся. Вот. Но, тем не менее, даже уже на сегодняшний день можно говорить про него как про вот этот опытный экземпляр, равных которому на сегодняшний день в мире нет. Особенность самолета ведь не только в экономичных материалах, его можно собирать на небольших предприятиях. Именно так вы сказали в одном из интервью. Завод, где должны производиться эти самолеты, он должен иметь оборудование где-то на 200 миллионов долларов. Это на 200 миллионов рублей, я извиняюсь. Это автоклавы, это печи, это раскроечные столы, это системы контроля, изготовления конструкций. Вот. Площадей порядка 6 тысяч квадратных метров. То есть стоимость строительных работ с оборудованием этого завода должна составлять 500-600 миллионов рублей. И при этом на этом заводе личный состав численностью от 70 до 100 человек должны иметь возможность выпускать порядка 25-30 самолетов в год. То есть вот самолет вот этот наш был проектирован фактически в течение 11 месяцев, спроектирован и изготовлен. В строительстве самолета принимало участие порядка 120 человек у нас, при этом 80 человек у нас фактически был женский состав. Да. То есть вот такая идеология. 70-100 человек, 25 самолетов в год при соответствующем оборудовании. Завод такой можно разместить, в принципе, где угодно. Да. Но мы рассчитывали, что это все должно быть где-то за Уралом, да, как раз в тех местах, которые не имеют какой-то там трудовой занятости. Вот. Привозится в этот поселок припрыг, так называемый, это ткань, пропитанная связующим, да, и оттуда выкатывается самолет. Вот примерно идеология такая. Кукурузник Ан-2 зарекомендовал себя отличным самолетом. История во всем положительная. Будет ли у ТВС-2 ДТС такая же история, как вы думаете? Ну, знаете, вот основной смысл и идея была, да, в том, чтобы сохранить полностью преемственность с точки зрения работы экипажей в кабине. Я за свою жизнь достаточно много налетал на самолетах Ан-2, вот, поэтому мне очень хорошо знакомы преимущества, недостатки этого самолета с точки зрения именно нагрузки на экипаж.
Поэтому, ну, например, на этом самолете я фактически без вывозных полетов готов допустить хорошего крепкого командира, который освоил самолет ТВС-2МС, это который Ан-2 с турбовинтовым двигателем. То есть фактически пилотируется, эксплуатируется он идентично. Поэтому вот эти все обстоятельства, я надеюсь, что они могут как раз позволить, ну, во-первых, занять, вернее, даже не занять нишу Ан-2, да, а, наверное, как бы занять новые направления, которые можно будет решать этим самолетом, и не как бы оставить те направления, которые занимал самолет Ан-2. Если это все произойдет, то, конечно, его судьба может быть не хуже, чем у нашего великого кукурузника. Владимир Евгеньевич, спасибо. На связи с нашей студией из Новосибирска был Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Говорили о новом отечественном самолете ТВС-2 ДТС. Общественная палата России планирует организовать тотальное наблюдение за выборами президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день уже более 70 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями на выборах от Общественной палаты России и региональных общественных палат. При этом Фадеев указал на принципиальное отличие общественных наблюдателей от наблюдателей, которых направят на участки партии и сами кандидаты в президенты. В стране 96 тысяч избирательных участков, и в принципе, конечно, задача ставится так, в принципе, повторяю, чтобы наблюдатели были на всех избирательных участках. Тотальное наблюдение. Это очень непростая задача, потому что наблюдателей желательно, чтобы было 2 человека на каждом участке. Это под 200 тысяч наблюдателей. Чем отличаются эти наблюдатели от того, что уже есть, если это выборы, например, в Государственную Думу, наблюдатели от партии, если это выборы президента, наблюдатели от кандидатов в президенты. Эти наблюдатели общественные не политизированы, они никак не встроены в политическую борьбу. И это очень важно. Их задача обеспечить как предельно чистые и легитимные выборы. Сейчас короткая реклама и смотрите через 2 минуты. Триумф российских фигуристок Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане. Флаг России над спортивными трибунами Южной Кореи. Как алданские болельщики поддержали сборную и рассказали всему миру о своем городе. Ринг, гонг, бокс. Всероссийский турнир среди боксеров-любителей проходит в Якутске. Что получат победители, кроме медалей и кубков? Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, снимите факт на видео и отправьте в модуль «Наша Якутия» по адресу nashayakutia.saha.gov.ru. При составлении уведомления, заявки укажите место нарушения, категорию нарушения, ваши контактные данные. Отправить заявку вы можете сразу после съемки или в удобное для вас время в течение 5 суток с момента фиксации нарушения. После отправки ваша заявка будет рассмотрена модератором и направлена в управление ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Вы сможете следить за ходом рассмотрения и узнать о принятом решении в отношении нарушителя. Важно! Не используйте телефон во время управления транспортным средством. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города.
Это Якутия день за днем, подводим итоги недели. Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане подходит к концу. Запомнится она не только спортивными баталиями и отстранением российской сборной, но и вспышкой норовируса. Кишечную инфекцию во время игр подхватили 275 человек. Дошло до того, что из-за вспышки отстранили 1200 охранников, их заменили солдаты. Заразились и двое швейцарских лыжников, в том числе чемпион мира Фабиан Бош. Сегодня их уже выпустили из больницы. Швейцарцы стали первыми атлетами на играх, которые подхватили норовирусную инфекцию. Источник заразы неизвестен. Медики призвали туристов и спортсменов чаще мыть руки и избегать рукопожатий. Иностранные журналисты, спортивные чиновники, даже некоторые атлеты и без всякого норовируса пытались превратить россиян на играх в нерукопожатных. Не получилось. Напомню, что мы выступаем под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Запретили использовать флаг, так его на трибунах поднимали не только российские болельщики. Компанию им составили иностранцы. Обрубили сборную, из 500 человек МОК пустил в Южную Корею лишь 169. При этом многие, но не все, топовые спортсмены не получили приглашения на Олимпиаду. Шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Никита Крюков. Первого общекомандного места не ждите, говорили наши оппоненты. Мы, зрители, и не ждали, просто верили и болели. Перед закрытием игр можно подвести предварительные итоги. Олимпийские атлеты из России на 15-м месте среди сборных. У нас 16 медалей, 9 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотая. О ней, кстати, поговорим отдельно, но чуть позже. Тройка лидеров на Олимпийских играх выглядит следующим образом. Первое место – Норвегия, следом идет Германия, на 3-м месте располагается Канада. Однако лидер может еще смениться. В последний день, 25 февраля, разыграют медали в бобслее, керлинге, лыжных гонках и хоккее. Букмекеры прогнозируют, кто соберет медали в последний день и кто вообще станет лидером общекомандного зачета. Где все было ясно и без прогнозов и предсказаний, так это в женском фигурном катании. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева поделят пьедестал почета. Говорили все. Спорили лишь в одном – кто выиграет золото. Сперва короткая программа. На лед выходит Медведева и бьет свой же мировой рекорд – 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновляет рекорд – 82,92 балла. Сделала! Во второй половине! Мама дорогая, вы посмотрите, что она делает! И на следующий день произвольная программа. Драматизм зашкаливал. Алина Загитова выходит на лед и зарабатывает 156,65 балла. Черед Евгении Медведевой. Судьи выставляют такой же счет. С отрывом в 1,5 балла победила Алина Загитова. Первое золото нам принесла 15-летняя девушка. Медведева завоевала серебро, но с золотым оттенком. Вот, смотрите, как они тепло поздравляют друг друга. У них прекрасные отношения. Как бы сложно сейчас ни было Евгении Медведевой, тем не менее она с достоинством принимает этот успех основной конкурентки. Браво, Алина, браво! Да. Ледовые баталии не закончились, лишь переместились из фигурного катания в хоккей. В олимпийском турнире российская команда стартовала неудачно. Проиграла Словакии со счетом 3-2, потом наверстала и вышла из группы. Добрались до полуфинала. Соперником стала сборная Чехии. Принципиальный оппонент, от которого камня на камне не оставили. Во втором периоде ворота чеха Павла Францеуза распечатал Никита Гусев. Через 30 секунд шайбу забросил Владислав Гавриков. В третьем периоде Илья Ковальчук увеличил разрыв между Россией и Чехией. 3-0. Россия впервые за 20 лет поборется за олимпийское золото. Последний раз такая возможность была в 1998 году в японском Нагано. Мы уступили Чехии со счетом 1-0. Время все расставило по местам. За золото Южнокорейской Олимпиады российские хоккеисты будут бороться с Германией. Но, к сожалению, нельзя обойтись без ложки дегтя. Их даже две. Во-первых, российская бобслеистская Надежда Сергеева подозревается в применении допинга. У нее положительная допинг-проба. Какое вещество обнаружено в организме, не сообщается. По некоторым данным, это триметазидин. Его применяют для профилактики приступов стенокардии. На Олимпиаде Сергеева заняла 12 место. Во-вторых, допинг-тест провалил керлингист Александр Крушельницкий. А в двух его пробах обнаружили давно всем известный мельдоний. Как препарат попал в организм, непонятно. Анализы показывают, мельдоний употребляли лишь один раз. Напомню, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в даблмиксте. Это первая олимпийская награда для российского керлинга.
была. Теперь ее забрали и предстоит долгое расследование. Мое главное желание — добиться правды, восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно. Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт, ведь я прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме. Особенно тяжело еще и потому, что я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. На кону наша с Настей будущая карьера и наша репутация. Буду до последнего бороться за правду, а правда в том, что мы чистые спортсмены. Просьба одна — просто по-человечески нас поддержать. Несмотря на скандалы, болеть за спортсменов не переставали. Тысячи российских болельщиков заполняли трибуны. Часто можно было увидеть якутян. В Пхенчхан поехала группа алданских фанатов. Они поехали поддержать российских атлетов, в частности, лыжную сборную России. Весь мир увидел название небольшого города в Якутии. Во время награждения российского лыжника Дениса Спицова нам удалось связаться с одним из алданских болельщиков. Конечно, все жители нашей республики видели этот якутский флаг, имеется в виду с большой надписью «Город Алдан». Это сделали мы, алданские болельщики. Наши лыжники, как говорится, рулят. Они показали, что даже не выступая основным составом, могут бороться за самые высокие места. Были в Пхенчхане и другие болельщики из Якутии, например, Афанасий Алексеев, местный предприниматель. В интервью нашему телеканалу он не только поделился впечатлениями, но и рассказал, в чем отличие нынешней Олимпиады от международных спортивных игр «Дети Азии». Чем лично для вас запомнится эта Олимпиада? Эта Олимпиада для меня запомнится тем, что, конечно, печально, то, что мы не услышим гимна нашей страны, не увидим, как поднимается наш флаг. И каждый раз, когда я вот это вижу, я испытываю гордость за свою родину, за наших спортсменов. И, конечно, очень печально то, что решение МОК, которое вышло 5 декабря, отстранить нашу сборную от Олимпийских игр и выступать под нейтральным флагом. И второе, это, конечно же, встреча наших спортсменов мне понравилась в корейском аэропорту, когда вот простые вот жители Кореи пришли с российским флагом и встречали нашу сборную и пели гимн нашей страны. Это, конечно, мне останется на долгую память. Вы стали одним из инициаторов флешмоба «Герб и флаг России». Кто принял участие в акции, кто поддержал и вообще в чем суть ее заключалась? Призывали во время игр Олимпиады носить герб и флаг России, тем самым поддержать наших спортсменов. И наш лозунг был «Герб и флаг России в наших сердцах». И после вот нашей акции, да, вот непосредственно перед Олимпийскими играми по России тоже пошла вот подобная акция, да, «Россия в моем сердце». Но этой акцией мы хотели поддержать наших спортсменов. Много ли было болельщиков из Якутии, и вы ощущали особое отношение к российским болельщикам? Вообще вот атмосфера была очень теплая, гостеприимная. Корейцы такие очень доброжелательный народ. Присутствие вот на этой Олимпиаде, да, я вот увидел то, что действительно там очень весело, очень хорошо. А вот с якутянами, да, лично я не встретился, но вот постоянно идут эти с WhatsApp сообщения в Инстаграме. Видно, что наши ребята есть, наши ребята там присутствуют, поддерживают наших ребят. И очень даже активно, вот даже наш земляк с бубном, да, он прославился буквально на всю Россию, да, он активно очень поддерживал фигуристок там, да. Ну, это, конечно, очень хорошо, то, что наши ребята есть. Какие площадки Олимпиады вам удалось посетить и насколько доступны для болельщиков были самые зрелищные виды соревнований? Да, я вот расскажу, да, сама вот эта Пхенчхан, да, вот эта маленькая провинция. Я вот ожидал приехать и увидеть какой-то город красивый, разукрашенный, там, с флагами, а на самом деле это маленькая провинция, там даже города нету. Даже сложно назвать населенным пунктом, там раньше была, и раньше и есть эта горнолыжная база, где вот корейцы сами ходят, там тренируются, катаются, и вот они вот подготовили под Олимпиаду ее, и она находится в трех местностях, да, которые расположены друг от друга в 15 и в 40 километрах. И я вот за день вот все вот эти населенные пункты проехал и лично вот посмотрел, как вот это все происходит. Было немало неожиданных ситуаций, которые некоторые называют провокацией или заговором. Как вы, к примеру, относитесь к дисквалификации кирлингиста Александра Кушельницкого и к перспективам возврата России в олимпийское движение?
То есть снятию отстранения. Да, я вот за этой в керлинге, да, вот это, конечно, было очень отрадно, да, услышать то, что это была наша первая медаль на Олимпиаде, да, и вот за эту семейную пару мы тоже всей семьей очень болели, да, когда вот они выиграли вот эту бронзовую медаль, да, вот Александр, Анастасия, да, и вот то, что вот разразился после этого допинговый скандал, это, ну, тоже не очень понятно. Потому что вот Александр, да, вот на начало Олимпиады и во время Олимпиады всегда вот они сдавали тесты на допинг, и все эти тесты были отрицательные, а вот после того, как выиграли награду, уже вот разразился вот такой скандал, то, что он употреблял допинг. И, ну, как я болельщик, да, вот, этот вид спорта, да, керлинг, да, он не подразумевает. Если вот была бы борьба, бег, там действительно нужен допинг, чтобы человеку дополнительная энергия. А керлинг, он не подразумевает там большую затрату энергии, там это больше такая тактическая игра. И вот употребление, я сомневаюсь, что такое есть вообще. А вот насчет перспектив возврата России в олимпийское движение, то есть снятия отстранения, что мы полноценно уже вернемся? Не, мы должны вернуться, конечно, так не должно продолжаться, чтобы постоянно вот вокруг нашей сборной вот шли вот такие вот допинговые скандалы. Но я надеюсь, что это зависит, конечно, и от руководства нашей страны, и это от нашего Российского олимпийского комитета, чтобы они ставили задачи, чтобы побыстрее вернуть нашу сборную обратно в состав. Вы сказали, что особо интересовались инфраструктурой олимпийских объектов. Что вас поразило, что удивило? Мне вообще вот организация соревнований, вообще очень все так доступно, очень так легко, нету никаких пробок, нету. Мы ездили вот на машине наемной, да, и машину не допускали там рядом, прямо к объектам невозможно было подъехать, это мы останавливались далеко, и оттуда уже курсировали на автобусах. Организация действительно там на очень высшем уровне, все очень доступно, хорошо для обычного вот болельщика прийти, там где-то, чтобы в очередях таких больших стоять, такого нету. Везде волонтеры помогают, там показывают, подсказывают, ну вообще очень так на высшем уровне все было. И вообще вот это моя первая Олимпиада, которую я посетил в жизни, да, и я вот хочу сравнить с нашими играми Дети Азии, да, и хочу сказать то, что вот наши дети игры Азии, да, они ничуть не хуже по организации, по накалу страстей, да. А до старта зимней Олимпиады уже начали говорить даже о летних играх. Они, напомню, состоятся через 2 года в Токио. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация может пересмотреть вопрос включения бокса в программу летней Олимпиады. Причина – проблемы в управлении и финансах в Международной ассоциации любительского бокса. Хотя эта дисциплина входит в программу игр больше века. Якутяне не на шутку разволновались, тем более, когда в октябре в Якутске состоится чемпионат страны. Не будет Олимпиады, годы потрачены на взращивание спортсменов, создание инфраструктуры коту под хвост. Кстати, в рамках подготовки к чемпионату страны в Якутске продолжается всероссийский турнир класса А. За поединками наблюдала Саргалана Захарова. 3 раунда по 3 минуты. За это время бойцы должны показать все, на что они способны. На кону звание сильнейшего боксера. Выкладываются по полной, не обходится и без травм спортсменов. Шло нормально. Вот. Я просто парень хороший такой, тоже мастер спорта он. Вот, ну, поработали, на славу, все хорошо. Двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира и участника Олимпиады якутянина Василия Егорова зал встречает овациями. Соперник тоже не из робкого десятка. Мастер спорта России, победитель чемпионата Дальнего Востока прошлого года Евгений Осинцев из Хабаровска. Василий вышел на ринг впервые после 6 месяцев перерыва и перехода в другую весовую категорию. Но несмотря на это, он еще раз подтвердил свое лидерство. Переход в другую весовую категорию, он и психологически, и психологически очень больной вопрос. Вот этот переход, он как спортсмен должен перенести устойчиво. Другой самый ожидаемый поединок – встреча чемпиона мира по боксу среди студентов Дармана Кутубекова, представителя Якутии, и мастера спорта России, якутянина Семена Степанова, выступающего за Новосибирск.
Семен вышел на ринг впервые после 3-летнего перерыва. Раньше он выступал в весе 52 килограмма, однако после череды травм на руке выбыл из соревнований. Тренировался 1,5 месяца, но все равно не в той форме, которая была 3 года назад. В весовой категории в 56 килограммов чувствую себя хорошо, добавил спортсмен. Несмотря на долгий перерыв, он смог одолеть своего противника. В прошлом году турниру был присвоен статус класса А, значит, он открывает новые возможности перед участниками. Победители этого турнира получают не только честь и почет, но и, конечно же, медали, кубки, но и получают возможность выполнить нормативы мастера спорта. Также каждый регион для себя берет на карандаш своих сильнейших бойцов, которые смогут уже в скором будущем представлять свой регион на чемпионате России. Он пройдет в Якутске этой осенью. Для представителей регионов турнир – хороший шанс заранее ознакомиться с местом проведения ключевых схваток года. Привезли команду с Хабаровска, чтобы опробовать, посмотреть, почувствовать атмосферу города Якутска. А якутская сторона уже готова по итогам турнира начать формировать свою сборную для участия в чемпионате. Чемпионат России, как проводятся организации, мы проводим, выставляем одну команду. И плюс к этому, думаем, 5-6 боксеров, которые должны выиграть путевку чемпионата России. Ставки высоки, напряжение тоже. Боксеров приходят поддержать друзья и просто любители спорта. Пришел, в общем, посмотреть, как боксируют молодые спортсмены. Очень интересно. Тем более приехало немало боксеров из других регионов страны. Ребята молодцы, хорошо ведут бой. Примечательно еще и то, что возглавляет судейский состав турнира супервайзер Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бертник. Вы знаете, я так думаю, по количеству участников, по желающим боксерам, которые хотят выполнить мастера спорта на этом турнире, я думаю, то схватки будут довольно такие приличные и захватывающие поединки. Кто станет лучшим спортсменом по версии АИБа, станет известно уже в воскресенье. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги уходящей недели. Наши корреспонденты продолжают следить за главными событиями день за днем. Всего доброго и до встречи. Я родился, учился, крестился в Якутске. Я очень люблю Якутск. Этот город, который дает мне силу. Этот город, который сделал меня тем, кем я являюсь. Я заслуженный артист Республики Саха-Якутия, и этим горжусь. Я люблю Якутию. Я россиянин. И я пойду голосовать за своего президента. Вы идете на выборы? Обязательно. И мой, и любого из нас. Очень важно. Конечно, сделать свой выбор обязательно. Сделать выбор самим. Ну, я считаю, что каждый человек должен ответственно к этому относиться. Ну, чтобы выбор народа был, как народ захочет, того и выберет. Вы идете на выборы? Обязательно. Как думаете, важен ли ваш голос? Каждый голос, по-моему, важен. Голосовать иду, выборы считаю, обязаны люди все голосовать. Мы строим дома и спасаем жизни. Мы проектируем корабли и защищаем Родину. Принимаем решения. А для этого мы делаем свой выбор. 18 марта – выборы президента Российской Федерации. Не установлено детское кресло. Следственный комитет сообщил причину гибели 2-летнего ребенка в ДТП в Горном районе.
столице прошла бизнес-игра «Начинающий фермер». Ученики ведущих агрошкол представили свои проекты. Бурятский Новый год в Алекминске. Воспитанники детского сада познакомились с традициями праздника Белого месяца. Здравствуйте, в эфире «Якутия-24», в студии Василий Раченко и главным новостям этого часа. Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде 2018. Спортсмены Александр Большунов и Андрей Ларьков принесли в копилку сборной России 15-ю и 16-ю медали Олимпиады в Южной Корее в гонке на 50 километров. Большунов отстал всего на 18 секунд от лидера гонки финна Иво Нисканена и добыл серебряную олимпийскую медаль. Бронзовую медаль на этой дистанции принес в копилку Андрей Ларьков. Сейчас у России 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. В общем зачете 16 медалей. Следователи проводят проверку по ДТП в Горном районе, где погибли 3 человек, в том числе 2-летний ребенок. 3 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Напомню, что вчера на 143-м километре федеральной трассы Вилюй произошло столкновение автомашин Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace. Как сообщили в интервью нашему телеканалу, причиной гибели 2-летнего пассажира такси стало отсутствие детского кресла. Вчерашнее ДТП, таксист был полностью легальным перевозчиком. У него были путевой лист с отметками медика, механика. Но сопутствующие нарушения, минус там, не было автокресла. Как нам сообщили, в Центральной районной больнице Горного Улуса один из пострадавших в ДТП впал в кому. К нему в районную больницу направлен нейрохирург из Якутска. Сейчас пациенту делают операцию. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате пожара в Якутске погибли мать и ее ребенок. Сегодня утром в СОТе 40 лет Победы сгорел частный двухэтажный дом. После тушения были обнаружены тела 7-летнего ребенка и его матери 1985 года рождения. Дом был уничтожен огнем полностью. Возгорание началось с 1-го этажа здания. Там располагался гараж, где предположительно произошли неполадки с электропроводкой. Сообщение о возгорании дома, расположенного на территории СОТ 40 лет Победы, поступило в следственные органы около 5 часов 30 минут 24 февраля текущего года. При тушении пожара на месте происшествия были обнаружены тела женщины и ее 7-летнего сына. В медучреждение также доставлен супруг погибшей женщины. На месте происшествия сотрудниками следственной оперативной группы произведен осмотр, опрошены очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки функционирования электропроводки. В рамках проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. И еще один пожар произошел сегодня в столице республики. В частном доме по улице Лонгинова. В двухквартирном доме проживали 2 человека, и оба были эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины сгорания выясняются. И к другим темам. Для экспорта нерюнгринского угля будет построен новый порт в Хабаровском крае. Минвостокразвития сообщает, что в 2019-м угледобывающая компания «Колмар» завершит строительство специализированного терминала для перевала угля. По словам Сергея Цивилева, генерального директора компании, сегодня приходится использовать морские терминалы Приморского края. Но с конца 2019 года доставка будет идти исключительно через собственный терминал компании, который находится в порту Ванино в Хабаровском крае. В 2016-м «Колмар» возобновила поставки угля в Японию. Качество продукции, скорость и бесперебойность доставки, а также возможность обслуживать заказы от 10 тысяч тонн является ключевым преимущественным южно-якутским поставщиком угля, пояснил Цивилев. Тонного завоза отработали положительно. Об этом сообщил директор управления материально-технического снабжения компании «Алроса». В условиях маловодья предприятие выполнило поставленные в 2017 году задачи. Они не только снабдили все подразделения компании необходимыми ресурсами, но и сэкономили средства на доставки грузов. Подробнее в сюжете Марии Урцевой. 2017 год для снабженцев не стал неожиданностью. Как и в предыдущие годы, свои капризы показала маловодная река. Именно по лени за лето доставляется большая часть грузов на площадке «Алроса». Тем не менее, на хозяйственном активе с работниками УМТС руководство отметило – было сложно, но с задачами справились. Завоз материально-технических ресурсов навигации 2017 года, все вы знаете, это уже традиция, ну, в общем, не то чтобы традиция, но сложившийся факт, что с 2012 года проходит в достаточно сложных навигационных условиях.
гидрологических сложных условиях. И, соответственно, навигация 2017 года исключением из правил не стала. Не сорвать план по завозу помогли заранее просчитанные схемы доставки. Вопросы на особом контроле находились у руководства алмазодобывающей компании. Были отработаны схемы поставки через станцию Томот Нижний Бестях. Это якутское направление. У нас грузы доставлялись по железной дороге до Нижнего Бестяха. Там происходила перевалка на автотранспорт. Транспортная перегрузка шла на суда. И таким образом было в этом году переработано и доставлено 22 тысячи тонн. Второе мероприятие, которое мы выполняли, это, естественно, организация перевалки груза с мелкосидящего флота на более глубоко сидящий флот в районе Мандринского плеса. Это ниже Киринска. Там работала бригада Ленского отделения УМТС. Отработали, я также считаю, достойно. Помогла выполнить план и проделанная заранее работа. Перед началом навигации снабженцы подготовили 120 тысяч тонн груза в Усть-Куте. Поэтому флот не простаивал в ожидании поставок. Навигация у нас планово рассчитывалась с 10 мая, однако погодные условия позволили начать ее раньше на 10 дней, с 1 мая. И поэтому к моменту, плановому моменту у нас было обеспечено накопление 120 тысяч тонн груза в Усть-Куте. Это и сухогруз, и налив. Соответственно, вот это мероприятие позволило, во-первых, сэкономить на доставке груза, ну и, во-вторых, обеспечить завоз грузов для нужд акционерной компании. В наступившем году в управлении материально-технического снабжения готовится доставить для нужд компании «Алроса» 278 тысяч тонн груза. Работать будут по отработанным схемам. Поэтому снабженцы уверяют – отработаем стабильно. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Руководитель региона Егор Борисов встретился с доверенными лицами. Приняли участие 110 доверенных лиц из 30 районов и городов республики. В ходе обсуждения приоритетных направлений работы положительно оценили темпы жилищного строительства. С докладом выступил и первый заместитель председателя правительства республики Михаил Осипов. Он отметил, что большое внимание уделено вопросам качественного профессионального образования, охране здоровья, улучшению жилищных условий населения и развитию местного производства. Доверенные лица договорились и дальше совместно работать для социально-экономического развития республики. За эти 4 года мы уже 5-й раз здесь собираемся. За эти 4 года было сделано очень много. Не только я хочу сказать о своем районе Нерюнгринском, но и в целом по республике Саха. Наш район за эти 4,5 года стал территорией опережающего развития, и очень многое было сделано благодаря вот именно руководству нашей республики и правительству республики. Якутские школьники сыграли в интеллектуальную игру «Начинающий фермер». В столице прошел региональный этап всероссийских интеллектуальных соревнований. В них состязались ученики агрошкол. Всего 18 команд из разных районов республики. Молодые люди развивают навыки бизнес-планирования, вырабатывают управленческие решения. Каждая команда представила свои бизнес-идеи. Это создание свинофермы, разведение кроликов, производство козьего сыра, получение экологически чистого меда и другое. Победившая команда представит республику во всероссийском этапе конкурса. Кроме презентации бизнес-идей, прошли дуэли в области бизнес-планирования и менеджмента. Мы разработали бизнес-план о кролиководстве. В первый год собираемся купить 185 кроликов, 300 самок и 5 самцов и 145 молодняка. За 5 лет примерная сумма, которую мы должны в прибыли, 10 миллионов рублей. Якутяне выступили на пресс-конференции ежегодного международного кинофестиваля «Берлинале». 68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля в Германии. Жюри возглавляет немецкий режиссер Том Тыквер. Фильм «Ага» болгарского режиссера Милка Лазарова, где главные роли исполняют якутские артисты, закрыл программу международного фестиваля. Фильм был снят в феврале-апреле прошлого года в Якутии. По словам продюсера Сарданы Савиной, этот фильм был в списке самых ожидаемых, но не попал в основную часть конкурса. Но в любом случае здесь, на таком крупном фестивале, неважно конкурировать или не конкурировать. Уже то, что этот фильм закрывает конкурсную программу, можно считать успехом, заявила Савинова.
В Алекминске отметили праздник белого месяца – Бурятский Новый год. Выставка, яркие костюмы, знакомство с традициями и обычаями Бурятии. Воспитанников детского сада «Звездочка» посетили наши корреспонденты. Национальное бурятское блюдо – бузы. Кушается вот так. Берется вот с уголка, вкус делается и внутри сок. Сок выпивается и кушается. Все. Вот такие бузы. Национальное блюдо бурятской кухни, как и многие другие, широко представлены на празднике Белого месяца, организованного Алекминским землячеством бурятов, проживающих в Алекминском районе. Наш самый прекрасный, почитаемый среди бурят Сагалов. Встреча Нового года. На празднике знакомили с культурой, обрядами и традициями народа. Надо отметить, что для большей части Алекминск давно стал настоящей родиной. Я как-то уезжала лет на 10 к себе на родину, там в Иркутской области пожила, в Устюрдынском округе. Мне захотелось обратно, я сказала, я хочу домой. Поэтому я вернулась обратно сюда же на родину. Я считаю, что Алекма моя родина. Там родина и тут родина. Я Алекму очень обожаю нашей природой, с нашим народом. В самом городе это порядка 15 семей. Кроме этого, проживают и по селам. По словам участников, часто собираются вместе. Это и в национальные праздники, и, конечно, по семейным поводам. На выставке можно было увидеть традиционные изделия из шерсти, которые являются очень важным материалом для бурятов. И если здесь это игрушки, то ранее именно из белого войлока делали свое жилье – юрту. В детском саду «Звездочка» открыт центр духовно-нравственного развития. Мы разные, но мы вместе. В рамках программы знакомства с культурой Бурятии прошло и там. Можно отметить, что сад как мини-модель всего района, в нем воспитываются дети многих национальностей. Здесь учат не толерантности, но уважению друг к другу. Даже наше дошкольное учреждение посещают дети 13-15 национальностей. И мы поставили такую вот цель, действительно, чтобы познакомить детей. Дети должны знать, с кем мы живем рядом, и воспитывать вот такие вот добрососедские взаимоотношения. Напомним, это не первое знакомство ребятишек с культурами народов, проживающих в районе, и, уверены, не последнее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Это были новости на Якутия-24. Спасибо вам за внимание и всего доброго. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Досуг – это время, которое человек проводит вне своей занятости. Это одна из основных частей повседневной жизни человека. И повседневная жизнь человека, как было отмечено, делится на, если мы грубо говорим, делится на две части. Это рутина
занятость, и вторая часть – это досуг, то есть то, что, как отдыхает человек. И почему мы рассматриваем историки досуг, и это является одной из интересных сторон, интересных аспектов жизни, оно помогает нам ответить на самый главный вопрос, кто же есть человек и какой он есть характер, например, да, вот какие-то увлечения, хобби и тому подобные вещи. В начале 20 века, если сравнивать с 21 веком, город Якутск, он был не такой большой в плане численности и как городской среды. Население доходило максимум до 12 тысяч человек, 11 тысяч человек в определенные периоды. Количество населения иногда было сезонным, то есть в летнее время было чуть больше людей, и численность горожан увеличилась в период ярмарки, то есть это где-то в ноябре, в декабре и весной. Почему так? Потому что город Якутск это был центром, где сосредотачивались все торговые пути, которые находились в Якутии. То есть это торговля с севером, Западная Якутия, Центральная Якутия, и город Якутск, он накапливал какие-то ресурсы и отправлял дальше. В основном, если пример брать, это бодайбинские прииски. То есть все продукты, материалы какие-то, они отправлялись в бодайбинские прииски, и бодайбинские прииски, они вот, ну, платили золотом за еду там, в определенный момент. Естественно, в этот период у нас становится очень такой интересное явление, то, что как отдыхали горожане Якутска. Опять же, все делилось в сословном понятии. Может быть, в каком-то ракурсе это неправильно, потому что сословие не является есть суть, например, как касты, да, то есть четкий регламент. Но все-таки, если мы говорим о чиновниках, если мы говорим о купцах, досуг у них был, в принципе, одинаковый, потому что одинаковый уровень доходов, но тут маленькие нюансы, то, что купцы, они копировали какие-то вот элементы отдыха чиновников высшего света, дворян, то есть они там выставки, музеи, театры и тому подобные вещи. Если мы говорим о мещанах, то мещане, как отмечают этнографы, путешественники, они любили ходить в гости друг к другу. Ну, это можно понять, вот рекламной информации, о том, что вот продукты, шоколад, например, рекламировали, какие-то нюансы. Был даже такой эпизод, то, что было объявление о том, что над озером Сайсар в определенный день пролетит аэроплан. И всех горожан приглашали на это зрелище. Получается то, что горожане любили какие-то вот яркие события, они любили массовые мероприятия. Ну, площади у нас, да, вот, например, они были направлены не только на как центр торговли или общения, но там у нас отдыхали, гуляли и проводили свое свободное время. Если говорить о досуге, то организации досуга, то у нас в Якутске очень популярны были первые кинотеатры, можно так отметить, да? Их было в начале 20 века сначала 2, и уже, считайте, уже конкуренция между двумя маленькими кинотеатрами. Ну, там не кинозал, там, чтобы там 100 человек сидело. Ориентировочно это было где-то 10-15 человек, и сеансы были короткометражки. Это заря кинотеатров. И до сих пор, по-моему, кинотеатры они не теряют своей популярности в городе Якутске. Самая главная отличительная черта современного Якутска от остальных городов России то, что в кинотеатр попасть в Якутске в праздничное время затруднительно. В других городах ты можешь спокойно прийти, купить билет, а в Якутске у нас вот с этим появляются какие-то нюансы, проблемы. И такая ситуация у нас существовала еще 100 лет назад буквально. То есть маленькие кинозалы, они вот конкурировали. Следующий вид досуга это были у нас клубы. Самый известный клуб это у нас клуб приказчиков. Туда ходили все сословия, которые существовали в городе Якутске в начале 20 века. Это могли быть чиновники, купцы, мещане, учащиеся, ну, то есть все люди, которые непосредственно жили в городе Якутске. Отличительной чертой было то, что в этих клубах, этот клуб приказчиков, там можно было выпить рюмку коньяка, покурить сигару, поговорить о политике, почитать газеты. И получается такая картина, что
иногда ставили какие-то театральные представления. И об этих каких-то мероприятиях, крупных театральных представлениях, каких-то балах, вечеринках писали газеты, местные, областные якутские газеты. И в этих мероприятиях, например, отмечалось то, что кто, какой горожанин, писалась фамилия, отчество, например, Астраханцев А.С. в целях благотворительности отдал столько-то рублей. И эти рубли начинали, эта сумма начиналась от нескольких рублей и заканчивалась до где-то, Астраханцев, например, один раз заплатил где-то около 100 рублей. То есть хорошие деньги по тем временам. И это, естественно, благотворительность шла на дело приютов, которые тоже существовали в Якутске. И они шли на содержание вот таких моментов. Досуг — это, конечно, это еще выход на природу. Горожане любили выходить на природу. Это река Лена. И в сторону сопки, коренного берега, они выходили на какие-то вот современным языком выражаясь, на маевки, на пикник на природу. Это было вот любимым занятием горожан, видом отдыха. Следующий отдых — это уже отличается такой некой темной стороной города, потому что оно касается нелегальных видов отдыха. Это питейные заведения. И как мы говорим о том, что город Якутск является купеческим городом, торговым городом, то есть там вертелись хорошие деньги, большие деньги, и отличительная черта Сибири, сибирских городов и вообще в России — это у нас наличие каких-то питейных заведений. И Якутская городская дума с этим боролась, какие-то вот полицейские, тоже вот полицейского права она тоже занималась тем, что пыталась ограничить как-то. И это вылилось в чем? В том, что вот эти заведения, они стояли в пригороде. То есть не в центре города вот прямо стояли, да, а вот в пригороде они стояли, и когда человек выезжал, он уже определенно знал, какие кварталы, в каких кварталах, каких вот окраине города стоят такие питейные заведения. Досуг. У нас в Якутске существовала библиотека, как я сказал, еще газеты. Газеты были очень разнообразные. Первая часть газет, было несколько газет, но они все были, скажем так, одного характера. Первая часть газеты состояла из новостей касательно из Российской империи, то есть все российские новости. Вторая страница, она касалась губернской каких-то событий. И третья страница, она конкретно города Якутска или Якутской области. И последняя страница, она там шла вот определенная реклама определенных товаров. Товары были очень различные, рекламируемые, начиная от зубных порошков, заканчивая порохом, свинцом, винтовкой. Как отмечаем то, что если сравнивать, опять же, наше время и город Якутск столетней давности, то в плане отдыха было несколько ограничений. Да, вот то, что вот увеселительных заведений было практически мало. Попасть было туда достаточно... Не всегда можно было попасть в это заведение. И мы говорим о том, что досуг, естественно, он занимался тем, что климат какой-то имел влияние. То есть не было таких длинных моционов по тротуарам, например. Якутская ярмарка, она начиналась в ноября месяце и работала где-то до января. Что продавали? Продавали мамонтовую кость, мясо, какие-то промышленные, фабричные товары, которые были привезены из Центральной России, и торговали местную продукцию, булочники, например, или какие-то скобяные изделия, кузнецы, например, продавали. И плюс еще на месте современного Кружала, центре города Якутска, были маленькие вот мастера, которые занимались там ремонтом обуви, починкой каких-то вот бытовых предметов. То есть это было очень такое интересное место, где люди собирались и обменивались какими-то информациями, слухами,
Там ходил, например, полицейский, надзиратель, он смотрел за порядком. Бегали дети. Если мы посмотрим фотографии начала 20 века, сделанные в период ярмарки, то там очень оживление. То есть центр города — это был местом, где вот люди не только работали, но и отдыхали там, праздно проводили свое время. Следующее место, где они отдыхали, это помимо вот центра города и пригородов, это была набережная. Набережная в начале 20 века, она была не такая, как сейчас в данный момент, да, то есть там не было таких каменных мостовых. У нас был берег пологий, и люди приезжали смотреть на пауски. Что такое пауски? Пауски — это такие баркасы, речные такие большие лодки. Иногда были с парусом, но чаще всего были двигались с помощью весла и течения. Если мы смотрим на человека через призму, как он отдыхает, его досуга, то мы тоже приходим к выводу о том, что наши с вами предки 100 лет назад в городе Якутске, они с нами, с вами ничем не отличались от нас с вами. То есть они отдыхали, тоже любили ходить в клубы, в театры, читали газеты, ходили друг к другу в гости, устраивали какие-то семейные торжества. Также еще были, человек мог найти статью отдых по своему уровню образованности, по достатку и по своим интересам. То есть начиная от карточных игр и заканчивая какими-то театральными постановками. И при том, что человек мог участвовать сам в этих театральных постановках. И плюс еще мы говорим о том, что современный вид отдыха — это кино. Якутия. Далекий и снежный край России. Она занимает бескрайние просторы в сотни тысяч квадратных километров в северо-восточной части страны. От границ Амурской области до берегов Ледовитого океана. Богатство ее недр и суровые природные условия, казалось бы, раз и навсегда создали образ серой и унылой окраины. Но почему она оставляет неизгладимый след в душе путешественника? Почему, затаив дыхание, с грустью в глазах он прощается с ней с единственным желанием вернуться сюда вновь? Что его манит к такой далекой и холодной, суровой и неопузданной? Высота и непроходимость гор или бескрайние просторы тундры, бросающие вызов отчаянным экстремалам зима или неусыпное солнечное око летнего дня, сакральность исконных верований или таинство древних ритуалов, скромный блеск серебра или ослепительное сияние бриллиантов, прекрасное звучание чарующего хомуса или вой ветра, прошлое и настоящее, сила и хрупкость, скорость и выдержка, воля и победа. Это Якутия. Хирурга, она что на гражданке, что, так скажем, в военном госпитале, она одинаково. Оперировать и спасать жизни людей. Я не жалею о своем выборе. Я майор медицинской службы. Погоны, они накладывают на себя определенные обязательства. Но для врача важно не в каких-то погонах, важно, какой ты врач. Мы служим немножко для другого.
Тут у нас, в принципе, в Балтийске-то так или иначе все связаны с флотом. Госпиталь-то и работает фактически на весь город. Когда ты делаешь свою работу так, что тебе потом за нее не стыдно, идешь по городу, все узнают, работаем, что можем. Как день сурка начинается, у ребенка мы ему говорим: у нас началась рабочая неделя, и у тебя началась рабочая неделя. Такой день, когда всегда что-то происходит. Не планируем мы никогда место, где проходит большая часть жизни. Не, но все равно надо решать вопрос о КТ и о пункции, если транзиторно-ишемическая. Самочувствие, спасибо девочкам, докторам. Речь восстановилась, чувствую, могу уже стоять на ногах. И в руках. Там реноме создано, тогда вот и, в принципе, работать легко, и мы никогда не будем пустовать. На любом отделении начальника отделения военный, мы все моложе, чем наши. Оптимизма и опыта и пессимизма. И вот получается такая, скажем, золотая середина, когда удачно люди выздоравливают, как я говорю. Пусть Серов сейчас делает спинномозговую анестезию. Если его брать сейчас надо в операционную, но ему больно, смотри. Ты ему сейчас нормально не рассанируешь. Я не рассанирую, но его готовить надо. Давай на среду возьмем. Вон он прет. Что, больно так? Что поменять? Тогда давайте удалять пластину. Алексеевич практически 20 с лишним лет был главным травматологом флота. Вот, он заслуженный врач России и с колоссальным опытом человек. Когда за спиной стоит, вот они стоят, пусть у врача хорошее настроение, да, и тогда они поправляются, веселее, ими они чувствуют такую поддержку. Мы прекрасно знаем, у кого какая динамика, но лишний раз посмотреть в глаза и сказать, что у вас все хорошо, скоро вы пойдете домой, это для пациента не менее важно, чем его сделать красивую операцию и грамотно его лечить. У нас докторов очень долго, 7 лет учат в академии. Потом, естественно, это отдать 2 или 3 года, а может быть чуть-чуть побольше службы в войсках, да. Я еще, скажем, зеленый пацан пришел в морскую пехоту, у меня где-то там не было опыта этой полевой жизни. Есть такая немножко ностальгия, конечно, всегда с ностальгией возвращаешься туда, где когда-то служили. В принципе, сюда мы регулярно приезжаем, не только в силу того, что служили. Посмотрим, как ведется документация, как она грамотно ведется, да, окажем какую-то методическую помощь. А снимки делали? Снимки делали, да. Там небольшой народ. В госпитале он был? Или был перелом когда-то? Нет, не был вообще. Пойдем посмотрим перевязочные. В принципе, все более-менее чистенько. Только закончились у них учения. И матросы возвращаются с полигонов живыми и здоровыми. Да, это их очень большая заслуга. И они, как говорится, молодцы. У нас была немножко другая планировка. К сожалению, моего кабинета даже не сохранилось. Эти картины, да, мы привозили и вешали. Я никогда не жалею, что отдал 3 года в морской пехоте и службе в ней. Я тогда был старшим лейтенантом, потом капитаном. И там очень много друзей ордена мужества. Мы до сих пор понимаем друг друга с полуслова. В морской пехоте, в принципе, мало чем отличается от офицера морской пехоты. Мы также поднимались на необорудованном побережье. Рукопашным боем нас щадили, потому что доктора все-таки руки нам надо беречь. А все остальное в полный рост для нас было независимо. Доктор, не доктор. Я еще зеленый пацан пришел в морскую пехоту. Я пришел напичканный знаниями, но не было опыта этой полевой жизни. Да, там было жестко, но еще, наверное, за счет вот этого и формируется. Хотел быть первым. Даже в первый класс, когда его отдали, ему важно было сдать контрольную работу первым. Женя у нас кончил школу с золотой медалью, чтобы он был хирург. Я, честно говоря, хотела, потому что я тоже медик. У нас семья поделена. У нас 2 медика и 2 инженер-механика.
Муж и старший сын, они ходят в море. Старший сын тоже плавает. Она тоже местная. Мы с ним познакомились, тоже в Балтийске. Да. Он там служил в военной части. Я почему женился уже в достаточно осознанном возрасте. Любовь, да, там все красиво. Распределение в Сибирь, да. Не каждая девочка от мамы соберет чемоданы и поедет. У нас такой у военных, наверное, кочевой образ жизни. Поступила команда, собрали манатки и вперед. Нам легче. Женам ждать на берегу иногда просто бесит. Обычно у нас самые напряженные дни операционные – это вторник, среда, когда не протолкнуться в операционной. И матросы, и гражданские люди, и все мирно уживаются. Всегда входим с волнением в операционную. Можем спокойно мыться. Стандартная процедура для всех хирургов. Любой поход в операционную начинается раковина. Ну, у всех свои суеверия. Я только вот, допустим, моюсь в левой раковине. Почему-то так сложилось. Вот. Перчатки всегда надеваю только с правой руки. Тоже свои суеверия. У каждого хирурга они есть. Это уже из года в год. Столы эти операционные видели ни одного пациента. Столы, проверенные в боях. Хотелось бы, конечно, поновее. Но работаем тем, что есть. И справляемся, удачно справляемся. В операционной у нас подобрался сейчас коллектив. Тоже сплав молодости и сплав опыта. 2 мягких пинцетика. Дай там вот утопим, Борисович. Мы сейчас потом, вот мышцы, мы сейчас здесь подтопим это все. Давай сейчас канатики посмотрим все. Хирурги, они решительные люди, особенно когда надо сделать в экстренной ситуации. Все это делается очень быстро, и уже каждое движение отработано. И каждое движение ты уже знаешь, что вот надо делать так, так, так. А решительность, она завязана на свои знания. То есть, если ты знаешь, как это все делать, то ты делаешь это быстро и решительно. Олег Борисович один из немногих, кто вообще самостоятельно сделал на подводной лодке аппендицит, считает это своей работой. Они передают нам свой опыт, свои знания. Хирургия начинается с наставника, который немножечко тебя подталкивает и вводит в жизнь. И ставит тебе руки. Должна быть гармония между тем, что ты умеешь делать руками, да, и что сидит у тебя в голове. Нужно быть суперумным человеком, но не дано вязать узлы, не дано работать руками. А можно быть, не знать, но руки блестящие. Будешь ассистентом блестящим, вязать узлы блестящие, да, там, держать крючки блестящие. Но и когда ты самостоятельно не сможешь оперировать, потому что не хватает где-то, может, знаний, где-то там решительности. И когда находится эта золотая середина, тогда, в принципе, хирург-то и становится хорошим хирургом. Честно скажу, большую часть жизни своей был атеист, но когда началась большая хирургия, все-таки я поверил в это, и я крестился достаточно поздно, уже с четким настроем, в то, что я действительно верю. Традиция – это то, что объединяет поколения, делает семью крепкой и дружной. Традиция ходить на выборы всей семьей – то, что придает семье уверенность в будущем. Выборы – хорошая семейная традиция. 18 марта. Выборы президента России. Приходите на выборы всей семьей. Чай будешь? Чай, да. Я заварила чай. Режь пироги, наливай чай. Вообще я человек хлебосольный. Мама Наташа любит нас удивлять всякими кулинарными изысками. И внуки у нее любят поесть и днем, и ночью. В свое время мы росли без бабушек, без дедушек. И, конечно, только родители у нас были. И то застали те времена, когда фактически мать только одна с нами была.
потому что отец ходил в море. Он вначале плавал в рыбаках, потом плавал много лет от Академии наук. Вот такие судна. Академик Страхов, академик Петров ходил. Сейчас вот они плавают, торговый флот, да. Ну, там было такое, что вот полгода, на 3 недели домой и опять на полгода. Были такие вот, да. Но все равно работу не бросала. Поэтому, может быть, они так вот видели, что никто не бездельничает. Ну, мы с братом, мама на работе, и меня брат в садик отводил, потом вот в школу, сам шел. И, ну, потом повезло некоторое время, что мы с братом в одной школе учились. Он заканчивал, я пошел в школу. И... Между 7 лет разница у них. И вот я, конечно, благодарна своему мужу. Вот он уходил в море на полгода. Вот праздник там, или у меня день рождения, или 8 марта. Вот он оставлял им 5 рублей. И говорил, вот маме купите цветы. Они никогда вот не потратят ничего. Они мне купят цветы к этому. Поэтому вот... Хотя соблазн был. Соблазн был, конечно. Но вот, понимаете, они этого не делали. Они, конечно, вложили в нас с братом, но от себя, во многом себя, наверное, ограничивали, чтобы... Нет, не ограничивали, просто мы, ну... Понимали свое, ну как сказать, предназначение. Если родили, мы должны детей растить. Родители, что с одной стороны, что с другой стороны стараются помочь. Где-то лишний раз детей взять. Мы одна семья, вот мы собираемся, нас много собирается. Вот мы там во дворе построили беседку, потому что тут мы все не вмещаемся. Мы летом там, вот, потому что нас много стало, вот. И сейчас, да, Женя, я понимаю, ей тяжело, да, там с 2 детьми. Моя самореализация, так скажем, не страдает. Она выходила за меня замуж, когда был старшим лейтенантом, с зарплатой в 7 тысяч рублей. Когда, в принципе, ну, я мало чего мог себе позволить. Я работала в тот момент, ну, когда училась в университете. Ну, она работала, она... Ну, прямо скажем... У меня была зарплата, ну, в разы больше, чем у него. Ну, не в разы, в 4 раза больше. У меня была зарплата 35 тысяч рублей, а у него была 7. Но он говорил, что ты знала, что я перспективная, поэтому рвалась там замуж. Не рвалась, любила просто. Она поддерживала и поддерживает меня во всех, в принципе, начинаниях. Вот. И я знаю, что с детьми тоже я могу быть спокоен за вот... составляющую семейную там вот где-то, и тогда, в принципе, ну, так же, как и у отца, да, можно спокойно куда-то уехать в командировку, там, уйти в море, когда ты знаешь, что дома все будет и с детьми, и со всеми нормально, и все будет хорошо, и тебя кто-то ждет дома. Все-таки военные люди, мы носим так же форму, как и все другие офицеры, да, и на нас это возлагает определенные обязанности военной службы, несмотря на наши обязанности еще медицинские. Всегда приятно приходить, конечно, с проверкой, да, согласно директиве командующего, да, раз в месяц мы должны подчиненные воинской части выезжать, помогать, где-то что-то забирать больных, где-то консультировать. Мы сейчас посмотрим и проверим. Вот книга записи больных. Такого большого экипажа маленькое количество матросов госпитализировано. И госпитализировано, в принципе, с заболеваниями не очень страшными. Да, это говорит о том, что командование корабля, видимо, делает все, чтобы матросы были в комфортных условиях, располагались и меньше болели. Подыши глубоко, пожалуйста. Медблок на любом корабле – это такое святое место, куда можно не только зайти за таблетками, но и поговорить. Доктора любят поговорить, да, всегда успокоят, если у кого-то что-то происходит. Просто психологически, особенно для людей, которые первый раз в море выходят, им становится легче на душе. На корабле, несмотря что мы хирурги, мы вспоминаем и терапию, и все тому, что нас раньше учили. Банально надо уметь лечить и ОРЗ, и ангину, и если необходимо удалить зуб, да. Помещение как хорошая двухкомнатная квартира, поэтому здесь, наверное, с удовольствием работать доктору, если уж придется оперировать, хорошие комфортные условия. Любой выход в море, ты не знаешь, чего ждать, и должен быть просто готов.
Последний вот в 2012 году был. До этого были не такие большие выходы. Самый большой последний, это вот 5 месяцев мы были в Средиземном море на СКР «Неустрашимые». Что ты дергаешься? Я боюсь, понимаете, мне страшно. Никогда не делал операцию, ничего. Ну, все же бывает первый раз. Анестезия местная, да, будет? Тебе больно не будет. Я тебе сейчас сделаю еще укол, не переживай. Когда у нас проходят молодые доктора, лейтенанты с кораблей, мы стараемся показывать им операции под местной анестезией, потому что в море анестезиолога рядом не будет, надо рассчитывать на свои силы. В 2012 году находились в море изолированно это все. Пришел к нам матрос, сказал, что у него очень болит живот. Подумали, посмотрели, таким шестым чувством у нас было, что все-таки это перфоративная язва. Конечно, долго взвешивали, оперировать, не оперировать. Не было наркозной аппаратуры, у нас сложная была обстановка на море, да, мы не могли зайти куда-то где-то попросить помощи. Здесь либо пан, либо пропал. Сделать операцию под местной анестезией, это достаточно сложно, и все-таки мы это сделали, да, к этому надо быть готовым просто. Если ты готов, то матрос, к счастью, остается жив. Всякое бывает у нас, то есть никто никогда не загадывает. Мы всегда к этому готовы. Свисток и вперед. Главное жене оставить ключи от машины и доверенность на право управления всеми делами. Находились в море, сопровождали корабли Северного флота. Все началось банально. Поступила с корабля, с БТК Северного флота матрос острый аппендицит. Командир похода вызвал к себе, сказал: надо спасать жизнь. Я говорю: надо, значит надо. Матрос был на другом корабле. Самое безопасное было вертолетом переправить к нам матроса на корабль. Достаточно высокая скорость ордера была, и немножко было волнение на море. Матросы переправили. Надо было подготовить наших лейтенантов. Правда, лейтенанты начинающие были доктора. Для них этот поход был первым, и операция в море была первой. И матроса надо было подготовить, потому что после перелета на вертолете у него уже все перестало болеть. Здесь все совершенно стандартно прошло, и матрос был спасен. Да, потом после этого пошел еще один аппендицит. Все в море. Вынуждены были оперировать, развернуть целый лазарет, да, чтобы они находились у нас на лечении под нашим присмотром. Наверное, самый незащищенный доктор, да, на корабле. Но это наша карма такая, поэтому с докторами, кстати, ничего никогда не случается на кораблях. Доктора, они на самом деле они святые люди, и к ним отношение это такое на флоте всегда, особенно если выход в море и надолго, да, стараются найти лучшую каюту, да, создать комфортные условия для докторов. Но все-таки стараемся следить за своим здоровьем, поэтому мы надеемся, что с доктором ничего не случится, но если случится, то кинем клич. Где-то все равно в зоне досягаемости кораблей с другого флота, наверное, они помогут. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Ты был на перевязке? Давай на перевязку. Матросы – это такие у нас категория больных, которых надо подгонять. Они любят полежать, где-нибудь посидеть. Скажите Юле, чтобы, как она после перевязок, я посмотрю процедуру его в перевязочной. Такая вот пачка, да, неотъемлемая работа врачей. Это не только работать скальпелем, зажимами и ножницами, это еще и заниматься писаниной. Не все это любят. Сейчас, конечно, с появлением компьютеров все стало намного проще и лучше. График такой немножечко напряженный у нас, и приходится все равно стараться упрощать свою жизнь в плане хотя бы документации. Можно писать и от руки, да, но компьютер, вот в моем понимании, он прежде всего для того, чтобы хранить базу именно пациентов. Я завел уже давно такое правило, что все пациенты, кто находился у меня на лечении, все, что было про них написано и переведено на бумагу, оно все хранится в компьютере.
Я вообще считаю, что доктор, взявшись один раз лечить больного, он должен не то что пожизненно отвечать, он не вправе от него отказываться. Может быть, там будет заболевание не по его профилю, но он должен дать человеку направление, куда ему двигаться дальше и где лечиться. Одновременно пойдем, а те, получается... Так, подожди. Завтра уже 4 операции, пациенты все уже готовы. Параллельно пойдет на лапароскопической. Да, все. Заслуга медсестер не только в том, чтобы помогать нам на операциях, но и в том, как сестра относится и выходит к больному. Пациенты всегда к ним приходят и с цветами по выписке и признаются тут в любви. Медсестры, работающие в военных госпиталях, не самые лучшие. В субботу мы ее прооперировали. Сегодня мы сделаем ей контрольный УЗИ. Жидкости в брюшной полости у нее нету. Самые важные на сегодня новости мы получили. Моя любимая операция – это удаление желчного пузыря, лапароскопически. С развитием современных всех технологий очень прогрессивно развиваются все виды лечения. Это развитие эндовидеохирургических методик. В простонародье лапароскопия, как говорят. Мы стремимся сейчас и у военнослужащих выполнять эти операции, потому что реабилитационный потенциал после таких операций намного выше. В городе мы в этом монополисты, так скажем, да, и все гражданские пациенты приходят оперироваться лапароскопически к нам. На данном этапе у меня амбиции развивать то, что есть в госпитале, как госпиталь. Да? В принципе, здесь коллектив позволяет развиваться. Надо немножко дать толчок в виде оборудования, в виде небольшого переоснащения, и тогда, в принципе, развитие это пойдет в нужном направлении. Все мы хотим развиваться и идти дальше. У нас же тоже страна хочет развиваться и идти дальше. Если мы достигли вот определенного уровня и встали на нем, дальше пойдет регресс. Потому что успокаиваться, ничего успокаиваться. Медицина-то сама не стоит на месте, она двигается вперед. Меня зовут Аркадий Егорович Едукин. Мне 52 года. Всю жизнь я проработал в медицине. Я рад тому, что моя деятельность направлена на благо земляков. Я люблю Якутию.
В Южной Якутии завершился региональный этап 6-го чемпионата «Молодые профессионалы» по стандарту WorldSkills. Традиционные соревнования по автоспорту «Ледовая битва». Как проводили Масленицу в Нерюнгри. Здравствуйте! В эфире новости Южной Якутии. Мои коллеги и я, Сергей Козюра, расскажем о главных темах на минувшей неделе, о событиях в Нерюнгринском районе. В Южной Якутии завершился региональный этап 6-го чемпионата «Молодые профессионалы» по стандарту WorldSkills. Чемпионат прошел одновременно в нескольких городах республики. О победителях и итогах конкурсных площадок на базе Южно-Якутского технологического колледжа в городе Нерюнгри в следующем сюжете. Отборочный этап конкурса профмастерства в Нерюнгри на этот раз собрал 14 экспертов и 10 участников. Конкурсы проходили по 2 компетенциям – веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса. Высокий уровень организации позволил полностью оборудовать конкурсные площадки, отвечающие всем требованиям. Чемпионат дал возможность студентам и молодым специалистам возрастной категории 16-22 года соревноваться в равных условиях. Это, наверное, вот у меня первый регион, где преподаватели колледжа в рамках одного чемпионата, оставаясь после проверки, то есть после трудного дня, уставшие, они еще остаются и перерабатывают рабочие программы. Вот пока я здесь, вы помогите вот здесь, мы будем делать вот это. То есть это, конечно, очень ценно, очень здорово. Ну и понравились ваши студенты. Глазки горят. Видимо, значит, вот большинству из них это будет интересно, это будет нужно. Но я надеюсь, что вот этот чемпионат станет для них, наверное, первым звоночком к тому, что нужно развиваться не только вот отсидеть свои 3-4 пары в колледже, а нужно развиваться еще больше, выше, дальше. Именно в профессиональной направленности. Подобные конкурсы являются сильным мотивирующим фактором молодежи к конкуренции в своей профессиональной деятельности, самореализации и освоению международных стандартов. Победителями в обеих компетенциях стали студенты Якутского колледжа связи и энергетики Артем Чагалысов и Капитон Фокин. Парни не новички в движении молодые профессионалы по стандарту WorldSkills. Они уже имеют хороший опыт от участия и понятие того, как к нему лучше готовиться, чтобы добиться своей цели. На отборочном этапе студенты доказали. Получится, конечно. Помимо конкурсов, на чемпионате была проведена насыщенная деловая программа, сессия и обсуждения. Состоялась большая профориентационная работа. Около 500 человек пришли на площадки посмотреть профессионалов. Ведь одна из главных целей чемпионата – показать конкурсантам на практике свои знания, получить хороший опыт и зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Работодатели после таких конкурсов принимают участников на работу с большим удовольствием. И стартовые позиции у такого молодого специалиста на производстве значительно выше. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Аяла Мосов, Нерюнгри. В минувшие выходные на территории водохранилища Нерюнгринской ГРЭС в поселке Серебряный Бор состоялись уже ставшие традиционными соревнования по автоспорту «Ледовая битва». Заезды проводились на кубок главы Нерюнгринского района. Организатором зрелищных соревнований стал внедорожный клуб «Эгден 4×4» город Нерюнгри. Подробнее далее. На ледовой битве в этом году заявлено более 50 участников на различных автомобилях в разных категориях. В условиях мороза и экстрима обязательно, да. И вот на одну у нас увеличили, это в классе Анлим. Это у нас получается спортивный шип. Ограничений по маркам автомобилей и мощности не было. Приглашались все желающие. Поэтому и автоледи не упустили возможность принять участие в общем зачете соревнований. Просто захотелось, наверное, адреналина, потому что в прошлом году мы были зрителями на ледовых гонках, а в этом году как-то решили сами попробовать тоже. Трасса сложная, тем более это лед, это совершенно другое, чем простая дорога. Трасса кольцевая, протяженность 1400 метров, изобилует большим количеством поворотов и шпилей, которые профессионалы проходят в дрифте, то есть управляемом заносе. Участникам соревнований необходимо было пройти все сложные элементы на трассе и не получить штрафных баллов. Специальные участки повышенной сложности были интересны для мастеров автомобильных гонок. Конфигурацию трассы в этом году организаторы изменили. Она стала чуть-чуть интересней, поскоростнее стала трасса. Эмоций и увидеть зрелищное автошоу. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и призами. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.
16 февраля на станции скорой медицинской помощи Нерюнгринской центральной районной больницы глава города Нерюнгри Леонид Олейник торжественно передал ключи от современного автомобиля скорой помощи главному врачу Нюргуну Степанову. В последний раз автопарк Нерюнгринской центральной районной больницы обновлялся в 2016 году по линии Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. На сегодня автопарк насчитывает 10 автомобилей. Автомобиль был получен в рамках программы развития Нерюнгри как моногорода. Эта программа, защита которой состоялась в минувшем году в Москве на самом высоком уровне. Каждому моногороду России был выделен один автомобиль скорой помощи, который должен быть оборудован всем необходимым инвентарем. И я уверен, что эта программа будет несомненно работать, и правительство республики в этом участвует, и администрация города Нерюнгри, ну и, несомненно, фонд развития моногородов. Наличие этого автомобиля в автопарке больницы позволит значительно повысить качество медицинской помощи для горожан. Автомобиль обладает достаточно высокой проходимостью, что особенно актуально при госпитализации пациентов из отдельных поселений и в период весенней распутицы. И есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, следящая аппаратура, различные укладки, современные носилки очень удобные, да? Спинальный щит для пострадавших с травмой позвоночника. Да? В этой машине даже есть родовая укладка. Глава города Леонид Олейник поблагодарил главного врача Нерюнгринской центральной районной больницы Нюргуна Степанова за активное участие в разработке программы развития Нерюнгри как моногорода и озвучивание тех важных моментов, которые были в нее включены. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. Глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский провел очередное заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждались два вопроса: о принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов района в преддверии выборов 18 марта и о профилактике и противодействии экстремизма в молодежной среде. Участие в обсуждении данных тем приняли представители ФСБ, отдела МВД, вневедомственной охраны и линейной полиции. К разговору были приглашены также главы поселений, представители НГРЭС, водоканала, аэропорта Нерюнгри, Саха-Телекома, учреждений образования и культуры. Виктор Станиловский сообщил, что в настоящее время проводятся проверки промышленных объектов, социальных учреждений и избирательных участков на предмет антитеррористической защищенности. Представители силовых структур еще раз напомнили участникам совещания о требованиях антитеррористической защищенности объектов. В Нерюнгринском линейном отделе полиции свою службу несут более 70 сотрудников. Традиционно они сопровождают поезда по маршруту Нерюнгри-Тында, Нерюнгри-Алдан-Тамот. За годы осуществления их деятельности на обслуживаемой территории не допущено преступлений против личности, грабежей. Наградили почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Хочу отметить, что успешно, работает группа уголовного розыска, где на 15% выявлено и поставлено учет преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Это высоколатентные гуляния во время большой развлекательной программы. Провожать Масленицу народ собрался сразу в нескольких точках столицы Южной Якутии. Но одним из особенных мест стал недавно появившийся на карте горячий чай, вкуснейшие блины и другая выпечка. Самый организованный двор нашего города – дом по улице Дружбы народов 16/1, жильцы которого 17 февраля провели Масленицу всем двором. Своим дружным и творческим составом соседи этого дома уже второй год собираются на праздники и устраивают традиционный прием с развлекательной программой. В числе приглашенных были и наши коллеги. Улицы Дружбы народов 16/1 традиционно организовали Масленицу, на которой они разыгрывали всякие конкурсы, призы, и традиционным блюдом которого являются блины. Сегодня мы их попробуем. Можно? Так, растягиваем. Так, ребят. Прямо во дворе жильцы накрыли праздничный стол. Он буквально ломился от рукотворных шедевров хозяек. Рядом кипел настоящий самовар, угощая всех горячим чаем. Мы зажигаем елочку перед Новым годом. У нас дерево одно наряжено гирляндой. И вот уже второй год тоже зажигаем. Дед Мороз приходит к нам. Теплая атмосфера, улыбки на лицах, музыка, танцы, хоровод, эстафеты и горячий чай с блинами не дали замерзнуть никому. Жители дома говорят, что провожают Масленицу большой и дружной компанией не первый год.
В прошлом году здесь были вообще все дворы собрались, как бы очень весело, очень нам все нравится. Ну, знаете, мы пришли просто с женой, чтобы как-то в такой праздничный день получить удовольствие, настроение. Дети с таким азартом принимали участие в конкурсе, что снег словно плавился от их горящих радостью глаз. Впрочем, и взрослые не отставали от детворы, с удовольствием танцуя в хороводе и играя. Я бы хотел, чтобы им было всегда тепло, чтобы для них всегда светило солнце, им каждый день были подарки. Я бы хотел, чтобы им напекли много блинов. Конечно, радостно, что в Нерюнгри есть такие дома, где живут не просто соседи, а практически родные люди, которые способны организовать большой праздник и для себя, и для других. Этот дом стал примером замечательной дружбы соседей во имя общего дела. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. И вот нас снова порадовал зимний фестиваль «Выходи гулять», который прошел на катке во дворе улицы Карла Маркса. Целью зимнего фестиваля является привлечение детей к здоровому образу жизни и занятию спортом. В игровую программу ведущие включили эстафеты на коньках, танцы под зажигательную музыку, раздавали флажки с эмблемой фестиваля. Был организован специальный автобус, в котором дети переобувались, грелись горячим чаем с конфетами и знакомились друг с другом. Рядом дежурила машина скорой помощи. Фельдшер готовый оказать первую помощь. Но, к счастью, все обошлось без последствий. Горожане весело и с пользой для здоровья провели время. Это мероприятие, которое мы проводим для того, чтобы жители нашего города могли приобщиться к здоровому образу жизни. Для того, чтобы у них создалось такое сообщество, чтобы взрослые дети вместе праздновали, проводили время на открытом воздухе, с пользой для себя. Вот поэтому мы будем такие мероприятия проводить чаще. Вот это фестиваль «Городская среда» называется. Вот у нас есть точка приложения «Каток». Вот. Ну, будут еще и другие объекты, где взрослые и дети смогут вместе провести время, занимаясь спортом, занимаясь физической культурой, знакомясь, общаясь друг с другом. Ну, а 17 февраля театр «Актера и куклы» представил зрителям новую премьеру – драматический спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. Постановка режиссера Петра Скрябина была актуальна и современна. Мои коллеги побывали на спектакле. История эта в скрябинской интерпретации выглядит предельно символично. Любовный треугольник в комнате с 3 углами, 3 человека, помноженные на 3 временные отрезка, блокадный 42-й, победный 46-й и 59-й на пороге новых перемен. Практически классика нашей советской драматургии, это раз, и во-вторых, она направлена не только на взрослого зрителя, но еще и на зрителя подросткового возраста. Образ Лики актрисе Евдокии Куприяновой удалось раскрыть полностью. И если в начале пьесы перед нами предстает 16-летняя девушка, то в финале спектакля повзрослевшая Лидия не менее убедительна. И кто бы ты думал? Лёлечка твоя из 6-й квартиры. Великолепная игра актеров, гармоничное звуковое оформление и сам спектакль, трогательный, жизненный, заставляющий сопереживать молодым героям Лике, Марату и Леонидику, понравился, запал в душу зрителей разных поколений. Во-первых, сразу же понравилось начало перед спектаклем, сразу настроила на этот лад. И потом прошли же все эти события, в общем-то, ком в горле. Спектакли очень хорошие, играют хорошо, проникновенно. Все понравился Маратик, потому что он смешной, активный, забавный. Мне понравилась больше Лика. Она как бы всего боится, все хорошо у нее получается. Лика моя ровесница, и я на ее месте бы ревела бы, наверное, постоянно. Я растерялась бы во всех ситуациях. Маленько печально все-таки, что наши деды, бабушки прошли это тяжелое время, и смотришь, и маленечко, конечно, слезы наворачиваются, что им так было тяжело. «Мой бедный Марат» – это такой спектакль, что лишает зрителя покоя, задевает не только чувства и сердца зрителей, но и самые глубинные струны человеческой души. Тамара Игнатьева, Аяла Мосов, Нерюнгри. В городе Нерюнгри в спортивно-оздоровительном комплексе «Горняк» с аншлагом прошло выступление певца и композитора российской эстрады Григория Лепса. Концерт был посвящен Дню защитника Отечества и преподнесен в качестве подарка всем жителям столицы Южной Якутии компании «Колмар». Подробности далее.
Перед началом концерта генеральный директор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев поздравил сотрудников компании и всех нерингринцев с предстоящим праздником и поблагодарил их за работу. Он ответил, что «Колмар» в кратчайшие сроки заканчивает строительство современной, полностью автоматизированной обогатительной фабрики «Денисовская» и уже приступает к пусконаладочным работам. Активно ведутся работы по строительству 12-миллионной обогатительной фабрики на Инаглинском ГОКе, порта в бухте Мучка Хабаровского края. Идет строительство ремонтно-производственной базы в поселке Чульман, на базе которой будет создан сервисный центр таких крупных компаний, как Джой, Сандвик, Камацу. Наша задача сделать так, чтобы как можно больше пришло компаний в Южную Якутию, как можно больше создавалось рабочих мест, чтобы здесь, в нашем городе Нерингре, было удобно жить, было удобно работать. Послушать вживую Григория Лепса под сводом стадиона «Горняк» собралось около 3000 нерингринцев. Громогласными аккордами на сцене появился Лепс. Тут стоит отметить, что российский певец и композитор привез с собой группу музыкантов и бэк-вокалистов. Отдаем должное, концерт проходил вживую. Артист исполнил композиции из нового альбома, а также в этот вечер со сцены «Горняка» прозвучали песни нашумевшей группы «Ленинград» в интерпретации Лепса. Не обошел стороной певец и горячо любимые хиты. Так что на поле стадиона царило праздничное настроение. Супер! Просто очень супер! Праздником всех! Гриша лучше! Праздничный вечер на концерте заслуженного артиста России не омрачили ни коллапс служб такси, которые просто не справлялись, ни единственная, наверное, за всю историю города автомобильная пробка по улице Чурапчинская. Ну и даже фейк о якобы двойнике Лепса, волной прокатившийся по соцсетям. Благодарим компанию «Колмар» за подарок горожанам. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В Нерингре состоялись общественные слушания в рамках реализации приоритетной федеральной программы формирования современной городской среды. В ходе слушаний большинством голосов был принят проект строительства и обустройства городского парка имени Черяева. Стоит отметить, что данный проект включает в себя множество совершенно новых зон, которые в будущем появятся на территории парка. Сумма денежных средств, выделяемых на реализацию данной программы, весьма существенная, что в свою очередь и позволило проектировщикам учесть практически все пожелания нерингринцев. 18 марта будет окончательный выбор рейтингового голосования. Будет избрана одна из территорий, у нас таких территорий 4. И уже по итогам этого голосования будет подготовлен рабочий проект и осуществлено строительство задуманного. Конкурс-фестиваль в рамках одноименного международного проекта «На крыльях таланта» проводится во многих крупнейших городах России. И в нем пробуют свои силы десятки тысяч участников. Воспитанники детской школы искусств из города Нерингри показали свои таланты на конкурсе в Улан-Удэ и стали там лауреатами первой степени. Об этом подробнее далее. Преподаватель детской школы искусств города Нерингри Марина Болоткова уже 12 лет учит детей вокалу. Сейчас у нее 2 коллектива – ансамбль первого класса, Happy Girls и 15 сольных исполнителей. Ученики Марины Владимировны являются лауреатами и дипломантами вокальных конкурсов различного уровня – от городских до международных. И в этом году уже успели стать лауреатами международного конкурса. Приезжаем показать себя, посмотреть других, испытать выдержку, испытать свою дисциплинированность, да, посмотреть другие города, это всегда интересно. Перед началом занятия обязательно распевка для выработки вокальных навыков, точной интонации и развития диапазона. Полина занимается вокалом с 3 лет. Скучать девочке не приходится, нагрузка большая. Учеба в 2 школах одновременно, общеобразовательной и музыкальной. Это выработало у Полины дисциплинированность и самостоятельность. На конкурсе в этом году Полина Прудкая выступила с 2 сольными номерами. По моей номинации было очень много участников, даже иной раз казалось, что все, я сейчас не выиграю, все, проиграю, все. Основными целями конкурса фестиваля является популяризация творчества юных талантов, сохранение и развитие национальных культур, формирование потенциала подрастающего поколения и многое другое. Каждый участник испытывает прилив сил, душевный подъем от подобных фестивалей, особенно возвращаясь домой с победой. Первое место, которое я заняла. Вот. И мне очень понравилось. Отель красивый, номера очень красивые, шведский стол, было все, очень много всего. Вот. Потом очень было красиво, правда, в городе. Мне очень понравилось, очень.
Участников фестиваля оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли академики, профессора ведущих вузов России, заслуженные работники и эксперты в области культуры. На гала-концерте прошла церемония награждения, и победители выступили со своими лучшими номерами. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерингри. Это были итоги недели, у которых свои герои и свои события, какими их увидели репортеры из Нерингри. Операторы и режиссеры по монтажу Вадим Барашков, Аяла Мосов, Сергей Козюра. Редакторы Тамара Игнатьева, Игорь Акимов, Екатерина Павлова, Александра Цивикова. Подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм Неру ТВ и будьте в курсе всех событий. А все выпуски новостей смотрите на нашем YouTube-канале НВК Саха Нерингри. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Всего доброго и удачи! С самого детства все мальчики и девочки мечтают кем-то стать. Кто-то хочет быть космонавтом, президентом, учителем, ну а кто-то просто хочет быть похож на своих маму и папу. Как часто мы берем пример со своих родителей, хотим быть похожими на них во всем. Наш герой, будучи маленьким мальчиком, хотел быть во всем, как его папа, и благодаря этому открыл в себе множество талантов в экстремальных видах спорта. Игорь Горлов с самого детства наблюдал за своим отцом, и пока все дети играли в песочнице, он делал первые шаги в хоккее с шайбой. 4 года отец меня отдал на секцию хоккея. Я начал заниматься. Ну, не совсем мое, наверное, занимался я до 11 лет хоккеем. Параллельно с хоккеем я занимался карате, настольный теннис, волейбол. Ну вот и для себя начал уже, когда становился более взрослым, для себя уже отбирал те виды спорта, которые мне подходят больше по характеру и по стилю жизни. То есть такие активные, как волейбол. С 9 класса я уже начал, 9, 10, 11, с 11 класса, можно сказать, начал заниматься профессионально, то есть играл за сборную уже. Ну и потом лет с 15 начал узнавать про экстремальные виды спорта, то есть это велики, сноуборды, скейты, мотокросс, автоспорт. Вот зацепили меня экстремальные виды спорта. В парусный спорт наш герой пришел в 9 лет, начиная с малых яхт, со временем переходя на более габаритные и тяжелые в управлении судна. Сейчас Игорь с уверенностью отдает предпочтение самой быстрой яхте, потому что, по его мнению, именно на ней можно почувствовать себя единым с водой и погодой вокруг. Ну, яхты — это, я считаю, благородный вид спорта. То есть тут нет никаких моторов, масел, бензина. Здесь только ветер, парус и твои навыки. Что меня и привлекло в яхтах. То есть это умение, это нужно большое умение, чтобы ходить на яхте. Знать все ветра, знать полностью экипировки яхты. Покорив волны и ветер, наш герой решил не останавливаться на достигнутом, и уже в 8 классе Игорь пришел в команду по волейболу. Маленький, но очень целеустремленный мальчик с большой скоростью начал приобретать навыки игры, которые в дальнейшем помогли ему заслужить уважение своих товарищей. Уже через год после начала его первых шагов в волейболе он играл за сборную своей школы, а еще через 2 попал в юношескую сборную города Нерингри. Закончив школу и поступив в университет, Игорь не бросил заниматься этим видом спорта, и, приложив определенные усилия, он добился места в сборной команде города Нерингри, где практически сразу же стал частью так называемой семьи. Есть такие игроки, с которыми мы играем уже более 10 лет, то есть с 9, с 8 класса. Ездим вместе на выезды, на соревнования, занимаем места. Помимо площадки, то есть тренировок, мы встречаемся, общаемся, проводим вместе время. То есть для меня это, можно сказать, семья.
15 лет большинство подростков проводят время сидя за компьютером, а Игоря это никогда не привлекало. В этот период своей жизни он уже покорял новые высоты. Такими для нашего героя в тот период его жизни стали горы, а спортом, который особо привлек его внимание, стал сноубординг. К такому модному экстремальному увлечению его подтолкнул друг, подаривший ему на день рождения экипировку и сам сноуборд. Такой необычный подарок был выбран благодаря деятельности товарища, ведь он сам был чемпионом Дальнего Востока и призером России в этом виде спорта. Долго ждать не шлось. Уже через год у Игоря начали получаться первые трюки и прыжки с трамплина. А сейчас он сам является двукратным чемпионом республики по сноубордингу, и в коллекции его медалей красуется только золото. Такой вид экстрима привлекает не только юношей, есть и представительницы прекрасного пола. С своей будущей супругой Игорь познакомился, так сказать, на спуске. Общее увлечение – это не единственное, что их сегодня объединяет. С Игорем мы познакомились в 2013 году в социальных сетях. Он мне написал, потом предложил встретиться, и так закрутилось. Ну, изначально он мне написал, потому что я начала заниматься сноубордом. Он предложил мне помощь как предлог. И вот на фоне общих интересов, таких как сноуборд, потом оказалось, что мы играем оба в волейбол, мы начали общаться. Ведь Игорь любит на всем, будь то велосипед, яхта, доска или даже машина, но больше всего он все-таки предпочитает мотоцикл. Более 17 лет он мечтал о своем собственном железном коне и, наконец, накопив денег, все-таки приобрел его. С первого же дня после покупки мотоцикла Игорь решил покорить трамплин, и хоть попытка была неудачной, его заметил тренер по мотокроссу. Родители выбор данного спорта не поддержали, ведь мотокросс – спорт травмоопасный, но молодого и полного сил парня очень тяжело удержать на месте. Когда он катается на мотоцикле, мне очень тревожно. Очень тревожно, потому что я-то знаю, что он не просто катается. Он его поднимает на заднее колесо, он там прыгает на трамплинах. И мне тревожно. И вот я знаю, если он поехал на гору, мне тоже тревожно, потому что были травмы. С самого детства мальчики играют с машинками. Они мечтают вырасти и купить себе большую версию своей любимой игрушки. Такой мечтой для Игоря была иномарка марки Subaru. Первая машина у меня была «семерка». На ней покатался и взял себе вот Короллу. Мне позвонили ребята, спросили, не хочешь выступить на соревнованиях на ледовой гонке. Я говорю, почему бы и нет. Ну и вот была моя первая победа в автоспорте. И друзья удивились, и для меня тоже открытие было, что у меня так все неплохо получается. И вот в прошлом году я взял вот этот великолепный автомобиль, на котором выступал в ледовой битве, занял призовое место. Был очень доволен своим результатом. Люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, не боятся практически ничего. Каждый день они бросают вызов своему разуму и телу, смотрят страху в глаза. Эти люди не могут сидеть на месте, им нужно движение, риск и опасность. Именно ради этого они живут. Так что же такое экстрим? Определение, которое подбирает для этого слова интернет, звучит лаконично. Это новые нетрадиционные виды спорта, предполагающие не столько достижение определенных результатов, сколько остроту ощущений. Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Радио Т-Тим. Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программы «Якутск сегодня». Мы также в прямом эфире выходим на телеканале Саха-24. В студии режиссеры Мария Новгородова, Ольга Степанова, у микрофона Любовь Петрова. Представляю гостей студии. Это Алла Эдуардовна Павлова, руководитель экспертного состава Главного бюро Медико-Асад 1166. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте интересующие вас вопросы. Тема нашего разговора – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалидов. Как его разрабатывают, эту программу, и что для этого нужно. Вот в результате тяжелой болезни или травмы человеку предстоит оформить инвалидность. Вот с чего нужно начать? Отбором пациентов на медико-социальную экспертизу эта функция возложена на врачебной комиссии медицинских организаций. Поэтому пациент, служба и орган социальной защиты населения, получив данное направление с документом, удостоверяющим личность, гражданин обращается в нашу службу. У нас работает единая регистратура. И там подает заявление, оформляет его, есть специальный бланк. Это является основанием и датой начала предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы и подает заявление для проведения экспертизы. А вот где вот вы находитесь?
Наша служба находится по адресу улица Чернышевского, 8/2. Мы занимаем 2,5 этажа этого здания. Единая регистратура расположена на первом этаже. Работает она с 8:30 до 6 часов вечера, 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. И телефоны, пожалуйста, скажите. Телефон регистратуры 450508, телефон приемный 450181. Можете обращаться, конечно. Ну, в результате вот этой медико-социальной экспертизы для человека разрабатывают индивидуальную программу реабилитации же, да? В случае установления инвалидности 100% всем гражданам разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации. Она разрабатывается всем, независимо от группы инвалидности, либо от категории ребенок-инвалид. Но вы знаете, что детям до 18 лет группа инвалидности не устанавливается, устанавливается один статус – категория ребенок-инвалид. Данная программа реабилитации или абилитации содержит несколько разделов: социальный раздел, медицинский раздел, раздел профессиональной реабилитации и абилитации, раздел технических средств реабилитации и физкультурно-оздоровительные мероприятия. И в зависимости от той патологии, которая имеется у гражданина, разрабатываются те или иные разделы, соответственно, в определенном объеме. А вот для чего нужна эта программа? Вы знаете, что основной функцией медико-социальной экспертизы является установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности, которых выделяют 7 основных категорий. Ограничение способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Ну вот в прошлом году у нас тоже был эфир. Вот какие-то изменения произошли вот с тех пор в разработке индивидуальной программы реабилитации? Да, у нас в прошлом году вступил в силу приказ Минтруда России номер 486, он вступил в силу в августе 2017 года. Данный приказ регламентирует порядок разработки программы реабилитации или абилитации и порядок ее. Акцент дается на рекомендации психолога и медико-педагогической комиссии при разработке психолого-педагогического раздела программы реабилитации для детей-инвалидов. То есть при рекомендации данного вида реабилитационных мероприятий нам необходимо заключение специалистов в этой области. Также данный документ определил сроки, на которые разрабатывается программа реабилитации. Если ранее программа реабилитации разрабатывалась на 1-2 года, либо бессрочно, либо до 18 лет, то сейчас срок реализации программы реабилитации или абилитации привязан к сроку инвалидности. То есть у нас срок инвалидности есть и на 5 лет. У детей-инвалидов возможно установление в случае наличия онкопатологии. Этот момент тоже отражен в данном документе. И ранее, то сейчас выписки из программы реабилитации, вот кратко называется документы, направляются по каналам межведомственного взаимодействия, по защищенным каналам, при нажатии кнопки в режиме онлайн, то есть это упрощает и ускоряет процесс работы. Как наши службы, да, электронное взаимодействие, да, полностью у нас реализовано. Также по... да? Пройдемся индивидуальной программой реабилитации. Да, можно, конечно. В этом году у нас также произошли изменения. В федеральный перечень технических средств реабилитации и услуг включили дополнительные еще одно средство. Это средство для инвалидов с патологией зрения и слуха, брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа. Данного средства реабилитации ранее у нас не было. Технические средства, которым обеспечиваются граждане за счет средств нашего региона, Министерства труда Республики Саха-Якутия. Но федеральный перечень тоже также расширился и тоже оказывает помощь таким гражданам. По техническим средствам реабилитации на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции, да, в общество детей-инвалидов путем компенсации затрат. Да. И вот в январе этого года, да, в связи с изменением, да, в правилах признания гражданина инвалидом, да, утвержденное постановлением правительства, да, возможно, вносятся вот эти вот рекомендации о товарах и услугах, которые относятся к медицинским изделиям, да, то есть законный представитель, да, или уполномоченный представитель представляет в бюро выданную медицинскую организацию справку, содержащую информацию об основном диагнозе, да, осложнениях и сопутствующем диагнозе, да, и решение о нуждаемости в приобретении товаров и услуг, да, которые относятся к медицинским изделиям. Вот, например, что это может быть? Ну, это может быть, например, у нас перечень – это вспомогательные средства для перемещения, да,
средства для позиционирования курсора выбора нужного пункта, да, на дисплее компьютера у детей, да. Вспомогательные средства обучения, да, повседневной персональной деятельности, да, они все утверждены, да, и дисплеи компьютерные, клавиатуры. Есть еще такие средства, как кресла для ванны, но они, в принципе, входят уже в соцсписок, региональный список, да, кресла функциональные есть, кровати, лестничные, подъемные устройства и вот другие. Нужно будет в соответствии с федеральным законом, да, об основе охраны здоровья граждан Российской Федерации. Там они все эти медицинские изделия нужно будет смотреть. Ну, одно дело вот это прописано, а в реальности как получается? Ну, вопросами реализации раздела технические средства и услуги занимается у нас в регионе несколько структур. По федеральному перечню у нас работает Фонд социального страхования, по региональному перечню работает Минтруд РСЯ, и по средств, выделяемым за счет материнского капитала, это Пенсионный фонд Российской Федерации, да, в нашем регионе, соответственно, да. Граждане, получившие программу реабилитации на руки, обращаются в эти органы исполнительной власти, подав заявление на обеспечение, потому что реализация права, ну, конечно, понятие такой заявительный характер. То есть не будет заявления, соответственно, обеспечением не занимаются структуры. Ну и согласно очередности обеспечиваются граждане. Ну а вот если это уже прописано, это все, но человек не получает? Ну, видимо, я так понимаю, что граждане должны обеспечиваться. Это уже вопрос, к сожалению, к нашу структуру, потому что вопросами обеспечения мы не занимаемся. Мы определяем показания к потребности, да, с учетом медицинского состояния здоровья и ограничений жизнедеятельности. Ну, это просто я из практики знаю, поэтому такой вопрос у меня возник. Ну, и дальше какие разделы по программе реабилитации? Ну, у нас основной раздел медицинский раздел, потому что, конечно, к инвалидности приводят это стойкие нарушения функций вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий различных, да. В медицинском разделе основной раздел – это медицинская реабилитация, туда входит восстановительное лечение, лечебная физкультура и так далее, да. И этим разделом занимаются, конечно, органы здравоохранения. Мы направляем свои выписки Минздрав Республики Саха-Якутия, которые затем перенаправляют их непосредственно на места. И на местах уже гражданам разрабатывается перечень тех мероприятий, которые показаны с учетом патологии и ограничений жизнедеятельности. Также в этом разделе есть такой немаловажный раздел для граждан, как раздел санаторно-курортного лечения. Данный раздел мы рекомендуем с учетом заключения ВК, потому что тоже функцией ВК является и определение показаний и отсутствие противопоказаний у граждан. Есть определенные заболевания при санаторно-курортном лечении, которые ожидается какое-то восстановление, улучшение самочувствия. А есть такие заболевания, при которых не показано санаторно-курортное лечение. Также там есть раздел протезирования. А вот по санаторно-курортному лечению, вот санаторно-курортное лечение предусматривается вот только внутри республики или с выездом за пределы республики в Россию? Реализация раздела санаторно-курортного лечения у нас занимается Фонд социального страхования. Они занимаются обеспечением... 2 минуты мы вернемся и продолжим наш прямой эфир. Все мои награды, все мои медали – это часть меня. Каждая моя победа – это знак благодарности моим родителям, моему тренеру, моей родине, Якутии. Я люблю Якутию, и я голосую. Каждый гражданин, наверное, я считаю, обязан сходить на выборы, проголосовать за своего избирателя. Как гражданин Российской Федерации обязательно должен идти на выборы. Будущее свое, грубо говоря. Обязан идти, да. Гражданский долг. Мы ходим каждый год на выборы. За мир, чтобы был у нас в стране. Гражданское самосознание. Надо. Будущее страны на 5 лет вперед. Гражданский долг. Дальнейшую лучшую жизнь выбирай.
женщины. Они такие разные. Добрые и нежные, смелые и целеустремленные, хрупкие, но в то же время сильные и уверенные, непостижимые в своих контрастах. Женщины. Они объединяют и ведут за собой. 18 марта выборы президента России. Приходите всей семьей. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня» в прямом эфире. Мы также в прямом эфире выходим и на телевидении, на канале Саха-24. В студии режиссеры Мария Новгородова, Ольга Степанова, у микрофона Любовь Петрова. И сегодня тема нашего разговора – индивидуальная программа реабилитации инвалидов. И у нас в гостях специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. Это Алла Эдуардовна Павлова, руководитель экспертного состава, и Евдокия Гаврилевна Наумова, врач по медико-социальной экспертизе. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Дорогие друзья, пожалуйста, звоните и задавайте интересующие вас вопросы вот по заданной теме нашего разговора. По поводу сочетания инвалидности. Если у человека, например, он инвалид по общему заболеванию, например, и еще присоединяется еще другая инвалидность, например, по опорно-двигательной, например, предположим, там у него проблемы с конечностями. Вот тут как быть? Инвалидность у нас может быть у гражданина только одна, та или иная группа. При проведении медико-социальной экспертизы специалисты, вносящие экспертное решение, их как минимум 3 в комиссии по нормативной базе с участием одного врача по медико-социальной экспертизе, определяют наличие стойких нарушений функций. Затем при процессе проведения экспертизы определяется степень этих стойких нарушений функций. Затем определяются те функции, которые в настоящий момент доминируют, максимально выраженные. После этого мы оцениваем, оказывает ли влияние другие нарушения функций на максимально выраженные. Затем уже приходим к выводу, что да, имеются такие-то нарушения функций, например, статодинамические, выраженной степени. Нашим нормативным документом приказа Минтруда России номер 1024-Н от 17 декабря 2015 года регламентированы виды нарушения функций, которые мы оцениваем, и их выражение в процентном соотношении от 10 до 100. И в зависимости от того, какое нарушение функции у гражданина есть, определяется та или иная группа инвалидности. При нарушении процентов от 40 до 60 определяется 3-я группа инвалидности, от 70 до 80 – 2-я группа инвалидности, от 90 до 100 – 1-я группа инвалидности. Но обязательным условием должно быть не только стойкое нарушение функции той или иной степени, а также сочетание и одной из категорий ограничений жизнедеятельности, либо их сочетание, и потребность в мерах социальной защиты, включая реабилитацию или абилитацию, в зависимости от того, кто у нас является пациентом, ребенок или взрослый, какая у него патология. Поэтому, если у гражданина имеется одно заболевание и присоединилось другое, которое самостоятельно привело к инвалидности, мы оцениваем, что доминирует на сегодняшний момент. Если доминирует новое заболевание, соответственно, у него изменяется группа инвалидности, оно может быть повышено в сторону повышения. Если же та патология, что у него не имелась, и та, что у него вновь возникла, она соответствует одинаковой группе инвалидности, но та же группа инвалидности остается. Но он лечение будет получать и по тому, и по другому, да? Да, потому что если у него несколько патологий, и они самостоятельно приводят к ограничению жизнедеятельности, соответственно, он имеет право на получение всего спектра реабилитационных мероприятий с учетом 2 инвалидизирующих заболеваний. А если вот инвалид, например, заболел, обычное заболевание есть, то имеет право тоже он на бесплатное лечение, или это уже не относится к инвалидности? Индивидуальная программа реабилитации и реабилитации, она, как я уже ранее говорила, направлена на устранение или уменьшение ограничений жизнедеятельности. Соответственно, она направлена для того, чтобы устранить стойкие нарушения функций. Если у пациента, например, возникло какое-то заболевание остро протекающее на сегодняшний момент, то он получает лечение как обычный пациент, у которого нет инвалидности. Тогда он, значит, сам лекарства тогда он уже сам покупает, да? Соответственно, те лекарственные средства, которые ему показаны для лечения острого заболевания, он приобретает самостоятельно. А вот иногда бывают у вас такие моменты, что люди оспаривают инвалидность?
Да, у нас при проведении медико-социальной экспертизы каждый специалист бюро ознакомливает гражданина с порядком проведения освидетельствования, в который включается и порядок обжалования решения бюро. Порядок обжалования у нас следующий. Решения бюро могут быть обжалованы в главное бюро в месячный срок, причем заявление гражданин может подать как в самом бюро, так и непосредственно в главном бюро. Но у нас обычно это проходит в регистратуре. Решения главного бюро могут быть обжалованы на нескольких уровнях. Гражданин может подать заявление на имя главного эксперта на рассмотрение другим составом специалистов. Специалист может обжаловать данное решение в Федеральное бюро МС, это город Москва, улица Ивана Сусанина, 3. Причем он может подать заявление как непосредственно в Федеральное бюро, так у нас также может подать через портал МС. Есть несколько вариантов, да. И есть такой порядок обжалования, как судебный. То есть независимо от того, когда прошла экспертиза, он имеет право его обжаловать на любом уровне в судебном порядке. Оказывается, можно, да, оспаривать? Конечно. Мы граждан знакомим, они у нас на стенд данная информация размещена на нашем сайте учреждения, она в широком доступе. А вот по поводу трудоспособности, да, вот человек, у него вторая или первая группа, ну, может быть, не трудоспособная группа инвалидности, но он, например, дома может работать дистанционно, например, сидя за компьютером. Вот, а в ВИПРА у него сказано, что он не нуждается в трудоустройстве. А человек хочет, может работать. Граждане, у которых инвалидность установлена бессрочно, либо с каким-то сроком, состояние здоровья изменилось его, у него произошло улучшение, он может обратиться к нам в службу с целью разработки ИПРА, в том числе и раздела профессиональной реабилитации или абилитации. Причем трудовые рекомендации или данный раздел, о котором я только что сказала, да, он разрабатывается независимо от группы инвалидности, а в зависимости от степени ограничения способности трудовой деятельности. То есть у нас гражданин может иметь первую группу инвалидности, но ограничение способности трудовой деятельности второй степени и работать в специально созданных условиях. Например, инвалиды по зрению у нас. Да? Способность трудовой деятельности делится у нас на 3 степени. То есть первая степень, чаще всего это инвалиды, ну не чаще всего, да, инвалиды третьей группы инвалидности, они могут работать в обычных производственных условиях с уменьшением объема работы, снижением квалификации. Либо гражданин утратил свою основную профессию и может работать по другой профессии. Ограничение способности трудовой деятельности – это более высокая степень ограничения к труду. Она подразумевает возможность работать гражданина в специально созданных условиях. Что это такое? Это работа на дому, это работа на специальных рабочих местах, это работа с дополнительными частыми перерывами. Это работа с соблюдением санитарных норм выработки и так далее. Это различные варианты могут быть, да? Специальные рабочие места у нас создаются для инвалидов по зрению, инвалидов, которые передвигаются на колесах-колясках, для инвалидов по слуху. То есть все эти варианты мы при проведении МС оцениваем и рекомендуем соответственно. Вот абилитация. Вот программа называется «Индивидуальная программа реабилитации и абилитация». В чем разница между реабилитацией и абилитацией? Ну, термин «абилитация» в экспертизе стал применяться с вступлением в силу приказа 528-Н, приказ, который регламентировал порядок разработки ИПРА с 1 января 2016 года. Абилитация – это формирование отсутствующих неприобретенных еще функций у детей, которые родились с какой-то врожденной патологией, вот такими заболеваниями. А реабилитация – это восстановление. То есть у гражданина были какие-то функции, были какие-то возможности, но вследствие заболевания, травмы или увечья они были утрачены. В этом и разница. Ну, у нас еще есть время вот по детям-инвалидам. Вот что можете сказать? В вузах на 1 января текущего года 1678 детей. У нас в республике ежегодно проходит МС дети около 7 тысяч и признаются инвалидами. Мы принимаем документы на МС детей, начиная от рождения, заканчивая 18-летним возрастом. Тот период как раз относится к категории детей. Вот, как я уже ранее говорила, ему устанавливается категория ребенок-инвалид. Она не делится на группы инвалидности, у них один социальный статус. Категория ребенок-инвалид может быть установлена на разный период, в зависимости от патологии. На год, на 2 года, абилитация или абилитация, как мы раньше говорили.
У детей есть раздел психолого-педагогической реабилитации, который формируется на основании заключения психолога медико-педагогической комиссии. Поэтому наша служба стала очень тесно работать с Министерством образования. У нас еженедельно или раз в 2 недели заседает комиссия. Если к нам дети приезжают, например, с районов, да, и им сложно это данное заключение получить, потому что многие районы республики не имеют своей комиссии, то мы их приглашаем к себе и упрощаем этот механизм. По типу единого окна формируется, да, приходит на МСЭ, проходит по МПК, приходит на МСЭ, получает данное заключение, что необходимо им в дальнейшем при получении образования, и они у нас растут. То есть мы, например, рекомендуем им подгузники определенного размера. Дети растут, размеры меняются. Если раньше, до вступления в силу 528 приказа, который регламентировал ИПРА, они проходили повторный МСЭ, то сейчас можно подойти родителям с заявлением для изменения именно этого раздела, и дети получают документ без повторной медико-социальной экспертизы. Ну и также у них льготы есть, и санаторно-курортное лечение, вот весь спектр. Да, весь пакет услуг, который показан по состоянию здоровья, конечно, мы все это вносим в документацию. Ну, время наше подошло к концу. Я благодарю вас за информацию. Сегодня у нас в прямом эфире приняли участие специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. Это руководитель экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия Алла Эдуардовна Павлова и Евдокия Гаврилевна Наумова, врач по медико-социальной экспертизе. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Программу провели режиссер Ольга Степанова, Мария Новгородова, редактор Любовь Петрова. Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Радио Т-Тим на волне 107,1. ТВ-канал Саха-24. Южной Якутии мои коллеги и я, Сергей Козюра, расскажем о главных темах на минувшей неделе, о событиях в Ниренгринском районе. В Южной Якутии завершился региональный этап 6-го чемпионата «Молодые профессионалы» по стандарту WorldSkills.
Чемпионат прошел одновременно в нескольких городах республики. О победителях и итогах конкурсных площадок на базе Южно-Якутского технологического колледжа в городе Нерюнгри в следующем сюжете. Отборочный этап конкурса профмастерства в Нерюнгри на этот раз собрал 14 экспертов и 10 участников. Конкурсы проходили по двум компетенциям – веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса. Высокий уровень организации позволил полностью оборудовать конкурсные площадки, отвечающие всем требованиям. Чемпионат дал возможность студентам и молодым специалистам возрастной категории 16-22 года соревноваться в равных условиях. Это, наверное, вот у меня первый регион, где преподаватели колледжа в рамках одного чемпионата, оставаясь после проверки, то есть после трудного дня, уставшие, они еще остаются и перерабатывают рабочие программы. Вот пока я здесь, вы помогите здесь, вы помогите вот здесь, мы будем делать вот это. То есть это, конечно, очень ценно, очень здорово. Ну и понравились ваши студенты. Глазки горят. Видимо, значит, вот большинству из них это будет интересно, это будет нужно. Но я надеюсь, что вот этот чемпионат станет для них, наверное, первым звоночком к тому, что нужно развиваться не только вот отсидеть свои 3-4 пары в колледже, а нужно развиваться еще больше, выше, дальше. Именно в профессиональном. И капитан Фокин. Парни не новички в движении, молодые профессионалы по стандарту WorldSkills. Они уже имеют хороший опыт от участия и понятие того, как к нему лучше готовиться, чтобы добиться своей цели. На отборочном этапе студенты доказали свое мастерство, взяв первые места. Теперь ребята продолжат участие уже в республиканском этапе конкурса. Задание, если честно, сложное. Это если тренироваться каждый день, каждый божий день. Что получится, конечно. Помимо конкурсов, на чемпионате была проведена насыщенная деловая программа, сессия и обсуждения. Состоялась большая профориентационная работа. Около 500 человек пришли на площадке посмотреть профессионалов. Ведь одна из главных целей чемпионата – показать конкурсантам на практике свои знания, получить хороший опыт и зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Работодатели после таких конкурсов принимают участников на работу с большим удовольствием. И стартовые позиции у такого молодого специалиста на производстве значительно выше. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Аяла Мосов, Нерюнгри. В минувшие выходные на территории водохранилища Нерюнгринской ГРЭС в поселке Серебряный Бор состоялись уже ставшие традиционными соревнования по автоспорту «Ледовая битва». Заезды проводились на кубок главы Нерюнгринского района. Организатором зрелищных соревнований стал внедорожный клуб «Эгден 4×4» город Нерюнгри. Подробнее далее. На ледовой битве в этом году заявлено более 50 участников на различных автомобилях в разных категориях. В условиях мороза и экстрима автогонки стали вдвойне интересным развлечением для любителей этого вида спорта. На соревнования в Нерюнгри приехали автолюбители из Якутска, Тынды, Алданского района. Ну и, конечно, были сами хозяева льда. Основных 4 класса – это передний, задний, полный привод. Обязательно. Да. И вот на одну у нас увеличили, это в классе Анлим. Это у нас получается спортивный шип. Ограничений по маркам автомобилей и мощности не было. Приглашались все желающие. Поэтому и автоледи не упустили возможность принять участие в общем зачете соревнований. Просто захотелось, наверное, адреналина, потому что в прошлом году мы были зрителями на ледовых гонках, а в этом году как-то решили сами попробовать тоже. Трасса сложная, тем более это лед, это совершенно другое, чем простая дорога. Трасса кольцевая, протяженность 1400 метров, изобилует большим количеством поворотов и шпилей, которые профессионалы проходят в дрифте, то есть управляемом заносе. Участникам соревнований необходимо было пройти все сложные элементы на трассе и не получить штрафных баллов. Специальные участки повышенной сложности были интересны для мастеров автомобильных гонок. Конфигурацию трассы в этом году организаторы изменили. Она стала чуть-чуть интересней, поскоростнее стала трасса, и виражи стали очень крутые и очень раскатанные. Но лед интересный, можно ездить. Огромная площадка для просмотра трассы позволила зрителям получить массу ярких эмоций и увидеть зрелищное автошоу. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и призами. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. 16 февраля на станции скорой медицинской помощи Нерюнгринской центральной районной больницы глава города Нерюнгри Леонид Олейник торжественно передал ключи от современного автомобиля скорой помощи главному врачу Нюргуну Степанову.
В последний раз автопарк Нерюнгринской центральной районной больницы обновлялся в 2016 году по линии Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. На сегодня автопарк насчитывает 10 автомобилей. Автомобиль был получен в рамках программы развития Нерюнгри как моногорода. Это программа, защита которой состоялась в минувшем году в Москве на самом высоком уровне. Каждому моногороду России был выделен один автомобиль скорой помощи, который должен быть оборудован всем необходимым инвентарем. И я уверен, что эта программа будет, несомненно, работать. И правительство республики в этом участвует, и администрация города Нерюнгри, ну и, несомненно, фонд развития моногородов. Наличие этого автомобиля в автопарке больницы позволит значительно повысить качество медицинской помощи для горожан. Автомобиль обладает достаточно высокой проходимостью, что особенно актуально при госпитализации пациентов из отдельных поселений и в период весенней распутицы. Есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, следящая аппаратура, различные укладки, современные носилки очень удобные, да? Спинальный щит для пострадавших с травмой позвоночника. Да? В этой машине даже есть родовая укладка. Глава города Леонид Олейник поблагодарил главного врача Нерюнгринской центральной районной больницы Нюргуна Степанова за активное участие в разработке программы развития Нерюнгри как моногорода и озвучивание тех важных моментов, которые были в нее включены. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. Глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский провел очередное заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждались два вопроса: о принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов района в преддверии выборов 18 марта и о профилактике и противодействии экстремизма в молодежной среде. Участие в обсуждении данных тем приняли представители ФСБ, отдела МВД, вневедомственной охраны и линейной полиции. К разговору были приглашены также главы поселений, представители НГРЭС, водоканала, аэропорта Нерюнгри, Саха-Телекома, учреждения образования и культуры. Виктор Станиловский сообщил, что в настоящее время проводятся проверки промышленных объектов, социальных учреждений и избирательных участков на предмет антитеррористической защищенности. Представители силовых структур еще раз напомнили участникам совещания о требованиях антитеррористической защищенности объектов и о личной ответственности руководителей предприятий и учреждений за выполнение этих требований. 18 февраля в России отметили День транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД России, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте. В Нерюнгринском линейном отделе полиции свою службу несут более 70 сотрудников. Традиционно они сопровождают поезда по маршруту Нерюнгри-Тында, Нерюнгри-Алдан-Тамот. За годы осуществления их деятельности на обслуживаемой территории не допущено преступлений против личности, грабежей, разбоев и убийств. Те преступления, которые совершаются на объектах транспорта в Южной Якутии, раскрываются по горячим следам. На праздничном концерте, посвященному Дню транспортной полиции, сотрудников ведомства поздравили власти района и высшие чины МВД, а особо отличившихся наградили почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Хочу отметить, что успешно, работает группа уголовного розыска, где на 15% выявлено и поставлено учет преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Это высоколатентное преступление. Несмотря на это, наш небольшой коллектив, группа уголовного розыска успешно выполняет поставленные задачи. Жителей и гостей Нерюнгри в последний день масленичной недели традиционно ожидали широкие гуляния во время большой развлекательной программы. Провожать Масленицу народ собрался сразу в нескольких точках столицы Южной Якутии. Но одним из особенных мест стал недавно появившийся на карте города сквер матери и ребенка, расположенный совсем недалеко от центральной площади города, за Дворцом культуры и духовности. Традиционно всех, кто пришел в этот день проводить весну, ожидали разнообразные конкурсы, множество песен и плясок, горячий чай, вкуснейшие блины и другая выпечка. Самый организованный двор нашего города – дом по улице Дружбы народов 16/1, жильцы которого 17 февраля провели Масленицу всем двором. Своим дружным и творческим составом соседи этого дома уже второй год собираются на праздники и устраивают традиционный прием с развлекательной программой. В числе приглашенных были и наши коллеги. Улицы Дружбы народов 16/1 традиционно организовали Масленицу, на которой они разыгрывали всякие конкурсы, призы, и традиционным блюдом которого являются блины. Сегодня мы их попробуем. Можно?
Так, растягиваем, растягиваем. Так, ребят. Прямо во дворе жильцы накрыли праздничный стол. Он буквально ломился от рукотворных шедевров хозяек. Рядом кипел настоящий самовар, угощая всех горячим чаем. Мы зажигаем елочку перед Новым годом. Значит, у нас дерево одно наряжено гирляндой. И вот уже как бы второй год тоже зажигаем. Дед Мороз приходит к нам. Теплая атмосфера, улыбки на лицах, музыка, танцы, хоровод, эстафеты и горячий чай с блинами не дали замерзнуть никому. Жители дома говорят, что провожают Масленицу большой и дружной компанией не первый год. В прошлом году здесь были вообще все дворы собрались, как бы очень весело, очень нам все нравится. Ну, знаете, мы пришли просто с женой, чтобы как-то в такой праздничный день получить удовольствие, настроение. Дети с таким азартом принимали участие в конкурсе, что снег словно плавился от их горящих радостью глаз. Впрочем, и взрослые не отставали от детворы, с удовольствием танцуя в хороводе и играя. Я бы хотел, чтобы им было всегда тепло, чтобы для них всегда светило солнце, им каждый день были подарки. Я бы хотела, чтобы им напекли много блинов. Конечно, радостно, что в Нерюнгри есть такие дома, где живут не просто соседи, а практически родные люди, которые способны организовать большой праздник и для себя, и для других. Этот дом стал примером замечательной дружбы соседей во имя общего дела. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. И вот нас снова порадовал зимний фестиваль «Выходи гулять», который прошел на катке во дворе улицы Карла Маркса. Целью зимнего фестиваля является привлечение детей к здоровому образу жизни и занятию спортом. В игровую программу ведущие включили эстафеты на коньках, танцы под зажигательную музыку, раздавали флажки с эмблемой фестиваля. Был организован специальный автобус, в котором дети переобувались, грелись горячим чаем с конфетами и знакомились друг с другом. Рядом дежурила машина скорой помощи, фельдшер готовый оказать первую помощь. Но, к счастью, все обошлось без последствий. Горожане весело и с пользой для здоровья провели время. Это мероприятие, которое мы проводим для того, чтобы жители нашего города могли приобщиться к здоровому образу жизни. Для того, чтобы у них создалось такое сообщество, чтобы взрослые дети вместе праздновали, проводили время на открытом воздухе, польза для себя. Вот поэтому мы будем такие мероприятия проводить чаще. Вот это фестиваль «Городская среда» называется. Вот у нас есть точка приложения «Каток». Вот. Ну, будут еще и другие объекты, где взрослые и дети смогут вместе провести время, занимаясь спортом, занимаясь физической культурой, знакомясь, общаясь друг с другом. Ну а 17 февраля театр «Актера и куклы» представил зрителям новую премьеру – драматический спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. Постановка режиссера Петра Скрябина была актуальна и современна. Мои коллеги побывали на спектакле. История эта в скрябинской интерпретации выглядит предельно символично. Любовный треугольник в комнате с 3 углами, 3 человека, помноженные на 3 временные отрезка, блокадный 42-й, победный 46-й и 59-й на пороге новых перемен. Практически классика нашей советской драматургии, это раз, и во-вторых, она направлена не только на взрослого зрителя, но еще и на зрителя подросткового возраста. Образ Лики актрисе Евдокии Куприяновой удалось раскрыть полностью. И если в начале пьесы перед нами предстает 16-летняя девушка, то в финале спектакля повзрослевшая Лидия не менее убедительна. И кто бы ты думал? Лёлечка твоя из 6-й квартиры. Великолепная игра актеров, гармоничное звуковое оформление и сам спектакль, трогательный, жизненный, заставляющий сопереживать молодым героям Лике, Марату и Леонидику, понравился, запал в душу зрителей разных поколений. Во-первых, сразу же понравилось начало перед спектаклем, сразу настроила на этот лад. И потом прошли же все эти события, в общем-то, ком в горле. В спектакле очень хорошие, играют хорошо, проникновенно. Все понравился Маратик, потому что он смешной, активный, забавный. Мне понравилась больше Лика. Она как бы всего боится, все хорошо у нее получается. Лика моя ровесница, и я на ее месте бы ревела бы, наверное, постоянно. Я растерялась бы во всех ситуациях. Маленько печально все-таки, что наши деды
бабушки прошли это тяжелое время, и смотришь, ну и маленечко, конечно, слезы наворачиваются, что им так было тяжело. «Мой бедный Марат» – это такой спектакль, что лишает зрителя покоя, задевает не только чувства и сердца зрителей, но и самые глубинные струны человеческой души. Тамара Игнатьева, Аяла Мосов, Нерингри. В городе Нерингри в спортивно-оздоровительном комплексе «Горняк» с аншлагом прошло выступление певца и композитора российской эстрады Григория Лепса. Концерт был посвящен Дню защитника Отечества и преподнесен в качестве подарка всем жителям столицы Южной Якутии компании «Колмар». Подробности далее. Перед началом концерта генеральный директор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев поздравил сотрудников компании и всех нерингринцев с предстоящим праздником и поблагодарил их за работу. Он ответил, что «Колмар» в кратчайшие сроки заканчивает строительство современной, полностью автоматизированной обогатительной фабрики «Денисовская» и уже приступает к пусконаладочным работам. Активно ведутся работы по строительству 12-миллионной обогатительной фабрики на Инаглинском ГОКе, порта в бухте Мучка Хабаровского края. Идет строительство ремонтно-производственной базы в поселке Чульман, на базе которой будет создан сервисный центр таких крупных компаний, как Джой, Сандвик, Камацу. Наша задача сделать так, чтобы как можно больше пришло компаний в Южную Якутию, как можно больше создавалось рабочих мест, чтобы здесь, в нашем городе Нерингри, было удобно жить, было удобно работать. Послушать вживую Григория Лепса под сводом стадиона «Горняк» собралось около 3000 нерингринцев. Громогласными аккордами на сцене появился Лепс. Тут стоит отметить, что российский певец и композитор привез с собой группу музыкантов и бэк-вокалистов. Отдаем должное, концерт проходил вживую. Артист исполнил композиции из нового альбома, а также в этот вечер со сцены «Горняка» прозвучали песни нашумевшей группы «Ленинград» в интерпретации Лепса. Не обошел стороной певец и горячо любимые хиты. Так что на поле стадиона царило праздничное настроение. Супер! Просто супер! Праздником всех! Гриша лучше! Праздничный вечер на концерте заслуженного артиста России не омрачили ни коллапс служб такси, которые просто не справлялись, ни единственная, наверное, за всю историю города автомобильная пробка по улице Чурапчинская. Ну и даже фейк о якобы двойнике Лепса, волной прокатившийся по соцсетям. Благодарим компанию «Колмар» за подарок горожанам. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В Нерингри состоялись общественные слушания в рамках реализации приоритетной федеральной программы формирования современной городской среды. В ходе слушаний большинством голосов был принят проект строительства и обустройства городского парка имени Черяева. Стоит отметить, что данный проект включает в себя множество совершенно новых зон, которые в будущем появятся на территории парка. Сумма денежных средств, выделяемых на реализацию данной программы, весьма существенная, что в свою очередь и позволило проектировщикам учесть практически все пожелания нерингринцев. 18 марта будет окончательный выбор рейтингового голосования. Будет избрана одна из территорий, у нас таких территорий 4. И уже по итогам этого голосования будет подготовлен рабочий проект и осуществлено строительство задуманного. Конкурс-фестиваль в рамках одноименного международного проекта «На крыльях таланта» проводится во многих крупнейших городах России. И в нем пробуют свои силы десятки тысяч участников. Воспитанники детской школы искусств из города Нерингри показали свои таланты на конкурсе в Улан-Удэ и стали там лауреатами первой степени. Об этом подробнее далее. Преподаватель детской школы искусств города Нерингри Марина Болоткова уже 12 лет учит детей вокалу. Сейчас у нее 2 коллектива – ансамбль первого класса, Happy Girls и 15 сольных исполнителей. Ученики Марины Владимировны являются лауреатами и дипломантами вокальных конкурсов различного уровня – от городских до международных. И в этом году уже успели стать лауреатами международного конкурса. Приезжаем показать себя, посмотреть других, испытать выдержку, испытать свою дисциплинированность, да, посмотреть другие города, это всегда интересно. Перед началом занятия обязательно распевка для выработки вокальных навыков, точной интонации и развития диапазона сольными номерами.
По моей номинации было очень много участников, даже иной раз казалось, что все, я сейчас не выиграю, все, проиграю, все. Основными целями конкурса фестиваля являются популяризация творчества юных талантов, сохранение и развитие национальных культур, формирование потенциала подрастающего поколения и многое другое. Каждый участник испытывает прилив сил, душевный подъем от подобных фестивалей, особенно возвращаясь домой с победой. Первое место, которое я заняла. Вот. И мне очень понравилось. Отель красивый, номера очень красивые, шведский стол, было все, очень много всего. Вот. Потом очень было красиво, правда, в городе. Мне очень понравилось, очень. Участников фестиваля оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли академики, профессора ведущих вузов России, заслуженные работники и эксперты в области культуры. Операторы и режиссеры по монтажу Вадим Барашков, Аяла Мосов, Сергей Козюра. Редакторы Тамара Игнатьева, Игорь Акимов, Екатерина Павлова, Александра Цивикова. Подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм Неру ТВ и будьте в курсе всех событий. А все выпуски новостей смотрите на нашем YouTube-канале НВК Саха Нерюнгри. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Всего доброго и удачи! Хотим быть похожими на них во всем. Наш герой, будучи маленьким мальчиком, хотел быть во всем, как его папа, и благодаря этому открыл в себе множество талантов в экстремальных видах спорта. Игорь Горлов с самого детства наблюдал за своим отцом, и пока все дети играли в песочнице, он делал первые шаги в хоккее с шайбой. 4 года отец меня отдал на секцию хоккея, начал заниматься. Не совсем мое, наверное, занимался я до 11 лет хоккеем. Параллельно с хоккеем я занимался карате, настольный теннис, волейбол. И для себя начал уже, когда становился более взрослым, для себя уже отбирал те виды спорта, которые мне подходят больше по характеру и по стилю жизни. То есть такие активные, как волейбол. С 9 класса я уже начал, 9, 10, 11, с 11 класса, можно сказать, начал. Зацепили меня экстремальные виды спорта. В парусный спорт наш герой пришел в 9 лет, начиная с малых яхт, со временем переходя на более габаритные и тяжелые в управлении судна. Сейчас Игорь с уверенностью отдает предпочтение самой быстрой яхте, потому что, по его мнению, именно на ней можно почувствовать себя единым с водой и погодой вокруг. Яхты – это, я считаю, благородный вид спорта. То есть тут нет никаких моторов, масел, бензина. Здесь только ветер, парус и твои навыки. Что меня и привлекло в яхтах. То есть это умение, это нужно большое умение, чтобы... Покорив волны и ветер, наш герой решил не останавливаться на достигнутом, и уже в 8 классе Игорь пришел в команду по волейболу. Маленький, но очень целеустремленный мальчик с большой скоростью начал приобретать навыки игры, которые в дальнейшем помогли ему заслужить уважение своих товарищей. Уже через год после начала его первых шагов в волейболе он играл за сборную своей школы, а еще через 2 попал в юношескую сборную города Нерюнгри. Закончив школу и поступив в университет, Игорь не бросил заниматься этим видом спорта, и, приложив определенные усилия, он добился места в сборной команде города Нерюнгри, где практически сразу же стал частью так называемой семьи. Есть такие игроки, с которыми мы играем уже более 10 лет, то есть с 9, с 8 класса. Ездим вместе на выезды, на соревнования, занимаем места. Помимо площадки, то есть тренировок, мы встречаемся, общаемся, проводим вместе время. То есть для меня это, можно сказать, семья. 15 лет большинство подростков проводят время сидя за компьютером, а Игоря это никогда не привлекало. В этот период своей жизни он уже покорял новые высоты. Такими для нашего героя в тот период его жизни стали горы, а спортом, который особо привлек его внимание, стал сноубординг. К такому модному экстремальному увлечению его подтолкнул друг, подаривший ему на день рождения экипировку и сам сноуборд. Такой необычный подарок был выбран благодаря деятельности товарища, ведь он сам был чемпионом Дальнего Востока и призером России в этом виде спорта. Долго ждать не пришлось. Уже через год у Игоря начали
начали получаться первые трюки и прыжки с трамплина. А сейчас он сам является двукратным чемпионом республики по сноубордингу, и в коллекции его медалей красуется только золото. Такой вид экстрима привлекает не только юношей, есть и представительницы прекрасного пола. С своей будущей супругой Игорь познакомился, так сказать, на спуске. Общее увлечение – это не единственное, что их сегодня объединяет. С Игорем мы познакомились в 2013 году в социальных сетях. Он мне написал, потом предложил встретиться, и так закрутилось. Ну, изначально он мне написал, потому что я начала заниматься сноубордом. Он предложил мне помощь как предлог. И вот на фоне общих интересов, таких как сноуборд, потом оказалось, что мы играем оба в волейбол, мы начали общаться. Бегать Игорь любит на всем, будь то велосипед, яхта, доска или даже машина, но больше всего он все-таки предпочитает мотоцикл. Более 17 лет он мечтал о своем собственном железном коне и, наконец, накопив денег, все-таки приобрел его. С первого же дня после покупки мотоцикла Игорь решил покорить трамплин, и хоть попытка была неудачной, его заметил тренер по мотокроссу. Родители выбор данного спорта не поддержали, ведь мотокросс – спорт травмоопасный, но молодого и полного сил парня очень тяжело удержать на месте. Когда он катается на мотоцикле, мне очень тревожно, потому что я-то знаю, что он не просто катается, он его поднимает на заднее колесо, он там прыгает на трамплинах, и мне тревожно. И вот я знаю, если он поехал на гору, мне тоже тревожно, потому что были травмы. С самого детства мальчики играют с машинками. Они мечтают вырасти и купить себе большую версию своей любимой игрушки. Такой мечтой для Игоря была иномарка марки Subaru. Первая машина у меня была «семерка». На ней покатался и взял себе вот Короллу. Мне позвонили ребята, спросили, не хочешь выступить на соревнованиях на ледовой гонке. Я говорю, почему бы и нет. Ну и вот была моя первая победа в автоспорте, где и друзья удивились, и для меня тоже открытие было, что у меня так все неплохо получается. И вот в прошлом году я взял вот этот великолепный автомобиль, на котором выступал в ледовой битве, занял призовое место. Был очень доволен своим результатом. Люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, не боятся практически ничего. Каждый день они бросают вызов своему разуму и телу, смотрят страху в глаза. Эти люди не могут сидеть на месте, им нужно движение, риск и опасность. Именно ради этого они живут. Так что же такое экстрим? Определение, которое подбирает для этого слова интернет, звучит лаконично. Это новые нетрадиционные виды спорта, предполагающие не столько достижение определенных результатов, сколько остроту ощущений. Государственное собрание Эльтумен в рамках правительственного часа поговорили о ходе реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» в рамках государственной программы республики «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы». Открывая работу правительственного часа, заместитель председателя Постоянного комитета парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Садовников сообщил, что рассматриваемая подпрограмма реализуется в регионе с 2012 года в целях поддержки семей в строительстве своего индивидуального жилья. По словам заместителя председателя правительства республики Игоря Никифорова, мероприятия данной подпрограммы в 2017 году реализовывались по 3 направлениям. Это обустройство зон индивидуальной жилой застройки, предоставление льготных беспроцентных займов сроком до 10 лет на строительство индивидуального жилья и возмещение транспортных расходов на доставку строительных материалов в северные и арктические районы республики. Так, по состоянию на 1 января 2018 года в республике проживает около 27 тысяч семей, имеющих 3 и более детей. Из них более 21 тысячи семей подали заявки на получение земельных участков. На 1 декабря 2017 года земельные участки получили 8086 семей.
Народный депутат Петр Аммосов заострил внимание на проблеме оформления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Он отметил, что люди тратят много времени и средств на переоформление и предложил выделить на территории населенных пунктов конкретные места под строительство частного жилья, где, получая земельный участок, собственник не ломал бы голову над тем, как переоформить садово-огороднический участок под индивидуальное строительство. Заместитель председателя постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Садовников обратил внимание участников правительственного часа на процедуру оформления земельных участков. Во многих населенных пунктах, особенно в северных районах, в самом центре поселка, есть много заброшенных дворов, которые находятся в собственности, но там никто не живет многие годы. Районная администрация не может их переоформить и выдает участки семьям за чертой населенного пункта, говорит депутат. Садовников предложил более детально рассмотреть данную проблему. Подводя итоги парламентского часа, парламентарии отметили, что необходимо менять подходы в решении вопроса с обеспечением инфраструктурой всех участков, выделенных по подпрограмме «Индивидуальное жилищное строительство». Иначе это станет невыполнимой задачей в ближайшие годы. Вопросы дорожной карты по промышленному освоению тамторского месторождения редкоземельных металлов, экологической безопасности и ряд других тем были рассмотрены на расширенном заседании Постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Восток Инжиниринг» Сергей Сергиенко представил проект маршрута транспортировки руды, которую будут добывать и вывозить с тамторского месторождения. Новый зимник свяжет Оленёкский и Эвенкийский национальный район с Красноярским краем и портом Хатанга. Пользоваться зимником смогут и местные жители. Особый интерес депутатов вызвала экологическая составляющая вопроса. Они отметили, что несмотря на все меры безопасности, принятые недропользователем, остается открытым вопрос первичной обработки руды. Кроме того, парламентарии напомнили об особых свойствах редкоземельного металла, который следует транспортировать в специальных условиях. Также были подняты темы рекультивации земель, строительства очистных сооружений, заключения соглашения недропользователя с администрацией Оленёкского района. Отвечая на вопросы, Сергиенко подчеркнул, что компания «Восток Инжиниринг» является ответственным недропользователем, который реализует проект по освоению тамторского месторождения в строгом соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством в сфере недропользования. Глава Оленёкского и Эвенкийского национального района Александр Иванов проинформировал о том, что в 2016 году силами работников Северо-Восточного федерального университета было проведено комплексное обследование здоровья жителей района. Он сообщил, что следующее обследование планируется провести в 2019 году. Таким образом, будет осуществляться регулярный контроль за влиянием деятельности «Восток Инжиниринг» и других промышленных предприятий, действующих на территории муниципалитета, на здоровье населения. Также глава района попросил депутатов поддержать инициативу общественности района, которая предлагает акционировать ООО «Восток Инжиниринг». По словам Александра Иванова, это позволит в будущем регулировать не только экономические отношения муниципалитета с недропользователем, но и вести экологическую и социальную политику. Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Вячеслав Шадрин предложил организовать этнологическую экспертизу, поскольку строительство нового автозимника будет пролегать через территорию обитания диких оленей. Подводя итоги работы, Владимир Прокопьев отметил, что профильный комитет Ильтумена будет мониторить и держать на особом контроле вопросы экологической безопасности при разработке тамторского месторождения. Состоялось очередное заседание научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Саха-Якутия по теме развития избирательного законодательства в контексте практики деятельности органов конституционной юстиции по защите прав и свобод граждан в сфере реализации народовластия. Выступающие отметили позитивную роль органов конституционной юстиции в развитии избирательного законодательства, а также обратили внимание на актуальные проблемы проведения избирательных кампаний, в том числе на бюрократизацию избирательного процесса, минимальный порог явки избирателей на голосование, равенство кандидатов в осуществлении предвыборной агитации.
Председатель постоянного комитета Ильтумена по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев принял участие в совещании Федерального агентства лесного хозяйства, на котором были обсуждены вопросы эффективного исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектам Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, а также итоги 2017 года и задачи на 2018 год. Мероприятие провел заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов. Открывая совещание, он отметил, что последние годы правительство России систематически и регулярно обращается к проблематике в лесном хозяйстве. Благодаря этому ситуация в этой сфере кардинально изменилась. Наблюдаются перемены и в общественном сознании. Люди проявляют все больше интереса к тому, что происходит в лесном фонде. Заместитель руководителя Рослесхоза сообщил, что объем субвенций, который получит в 2018 году Якутия из федерального бюджета на тушение лесных пожаров и мониторинг, будет увеличен на 254 миллиона рублей и составит 620 миллионов рублей. В продолжение актуальной темы субвенций председатель профильного комитета парламента Владимир Прокопьев высказал мнение, что должен быть применен совершенно иной, особый подход при определении финансирования на содержание лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный и лесной надзор на севере и Дальнем Востоке, учитывающий особенности этой территории. Нас волнуют вопросы, касающиеся финансирования из федерального бюджета на содержание наших лесохозяйственных организаций, проведение профилактических иных мероприятий и так далее. Поскольку вот эта методика не учитывает особенности Дальнего Востока, особенности Севера и Арктики Российской Федерации. Вот поэтому настойчиво ставим и, наверное, будем ставить вопросы, касающиеся внесения изменений в федеральную методику распределения субвенций на исполнение переданных полномочий. Как вы понимаете, значит, вопросы управления, распоряжения лесным фондом, участками земель лесного фонда и вообще управление области лесного хозяйства являются федеральными полномочиями, но они переданы субъектам, в том числе нашему субъекту. Мы считаем, что раз полномочия передаются, они должны передаваться соответствующим нормальным финансированием. Вот о чем шла речь и на этом заседании. Ну и еще один вопрос, конечно же, который волнует нас, особенно всех северян, не только Якутию, но и всех северян. Вопрос, касающийся, значит, так называемых сельхозпалов, то есть выжигание сухой травы на сельскохозяйственных угодьях. Вы помните о том, что парламент в 2013 году вносил поправки и принимал закон о сельскохозяйственных палах на территории Республики Саха-Якутия, где мы вопросы в принципе решили, уполномочили муниципальное образование по согласованию с органами лесного хозяйства организовывать и проводить сельхозпалы. Но в связи с принятием постановления правительства Российской Федерации в 2016 году, в 2015 году наш закон перестал действовать в соответствии с иерархией законодательства. Но проблема сохранилась. Сегодня по требованию данного постановления получается, что выжигать вообще нельзя. Мы считаем это неправильным. Об этом мы обозначили и при обсуждении в стенах Совета Федерации в декабре месяце. Мы считаем, что необходимо в обязательном порядке проводить контролируемое выжигание в определенный период с учетом необходимости и возможности обеспечения безопасности земель лесного фонда. И это мы считаем возможно, поскольку наши предки издревле занимались этим делом без нанесения ущерба лесному хозяйству, животному миру и так далее. Но страна-то у нас большая, вот, ситуация существенно разница, это у нас не Московская область, вот, поэтому и было мною также озвучено прежде не только мною, но и моими коллегами Петром Николаевичем Алексеевым, зампредом, остальными коллегами
озвучена, значит, вот эта тема и просьба понять и, значит, согласиться с предложением Республики Саха-Якутия. Народные депутаты приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов в честь 120-летия видного государственного и политического деятеля, выдающегося сына якутского народа Исидора Никифоровича Барахова. Во время церемонии было отмечено, что имя Исидора Барахова стоит наряду с именами Максима Аммосова, Платона Юнского и других выдающихся сынов якутского народа, что оно стало символом общенациональной гордости, единения и дружбы. Земля, которая рождает таких сыновей, как Исидор Никифорович Барахов, заслуживает счастливой жизни. Счастливой жизни для всех. Так и будет. Со 120-летием, со дня рождения великого сына, большевика Исидора Никифоровича Барахова, и будем достойны его памяти своими делами на службу нашей Родины, нашей родной многонациональной республики. Людмила Барахова от имени всех родственников выразила огромную благодарность руководству города и республики за поддержку и призвала молодое поколение уважать историю, следовать заветам предков, которые строили государственность республики. Меня зовут Егоров Игнатий Владимирович. Я в жизни нигде не работал на постоянной работе. Как скучно становится же. Да просто сидишь все время с утра до вечера на работе. Хочется что-нибудь делать, рисовать. В соревнованиях по трофи, по ралли тоже участвую. В основном в ралли. У нас проходит уже 5-й год. В Якутии проходил чемпионат республики ралли, якутская Никон. Ну, всю жизнь мне нравилось что-нибудь делать. Всякое изобретение. Емкость для воды я делал свою, для дождевой воды. Мангал сделал. Вот, считаю, на мангал у меня ползимы ушло. Ну, почти вся зима. С декабря, где-то с ноября потихоньку делал. Ну, это интересно просто. Под охотой. Занимался тайквондо профессионально. Подводной охотой начал заниматься лет 5 назад. Ну, там знакомый знакомого услышал, что здесь занимается. Мне тоже раньше нравилось под водой плавать, но я сам так не занимался сильно. Потом заинтересовался, купил себе ружье, первоначальный комплект номер 1. Маска, трубка, ласты. Первым летом понырял лет 5-6 назад. Очень сильно понравилось, потом начал заниматься этим, ну, старался профессионально заниматься. Купил себе гидрокостюм, ружья разных накупал. На море выезжал, на соревнованиях метров, а средний ныряет 15-20 метров. Ну, как я средний, можно сказать. Ну, для Якутии это большая глубина, 20 метров на задержке дыхания, а для моря это средний, можно сказать. Спуститься вниз на задержке дыхания на 20 метров, на 30 метров, это далеко не каждый сможет. И там нужно пробыть, у человека должна задержка дыхания быть где-то около 5 минут в статике. Чтобы до этого добиться, нужно постоянно тренироваться, нужно постоянно быть в форме, чтобы призовое место занять. Соответственно, в Кубках России, там, подводные охотники, это не мастера спорта, профессионалы, они там все по 7-8 минут задерживают дыхание, там, на 30 метров ныряют и плавают 2 минуты. У них-то, конечно, фора есть, да? Намного больше рыб стреляет. Но я последнее место не занимал, конечно, я посередине где-то был. Увлечений много на самом деле. Так ощущаю, что я живу. Что-то изобретать. Ну, оставить за собой след, чтобы мои там внуки гордились ним. Потому что человека же помнят не потому, что как он жил, а по его поступкам, что он сделал. Либо хороший, либо плохой. Либо очень хороший, либо очень плохой.
Здравствуйте, меня зовут Тимур Шадаид, но я учусь в корейской школе 7 класса, а сам родом из Украины, из города Луганска. Приехал 3 года назад. Ну, я как-то, когда был на Украине, вообще не думал про Россию, там Москву только максимум. Мне папа раньше здесь работал когда-то давно, ну, лет 20 назад. И он рассказал, что здесь много деревянных зданий там, и очень холодно. Но когда приехал, я удивился, даже мой папа тоже удивился, что много каменных зданий уже, даже такие, ну, не небоскребы, как сказать, ну, высокие здания. Очень приветливые люди так. Мы сначала приехали в Москву, ну, с Луганска приехали в Старобельск, это пригород. Потом оттуда на автобусе уже в Москву. Но, к сожалению, мы всей семьей не смогли уехать, там бабушка осталась. Она не решила покидать родной дом. Но сейчас мы связь, ну, она пропала, поэтому ее не можем найти. Мы как только собираемся поехать, то там обстрел начинается. У нас как мой населенный пункт, мой дом стоит недалеко от именно границы. Ну, там есть такой поселок Счастье, его часто обстреливают, он от нас недалеко расположен. Также возле нашего дома, буквально метрах 200 есть гора. Ну, мы на нее часто ходили там грибы собирать или просто погулять. Сейчас там заминировано все, очень опасно. И вот недавно были случаи, что автобус ехал, ну, люди возвращались и также взорвали, поэтому еще боимся. И также это очень затратно. Ну, это очень такое плохое чувство, когда ты сидишь на вокзале и не знаешь, куда идти тебе. Была безысходность. Мы стояли на вокзале и не думали, куда ехать. Либо в Ленинград, ну, в Санкт-Петербург, либо уже в Якутск. Ну, папа вспомнил, что у нее есть старый друг. Мы пошли в якутское посольство в Москве и с ним связались. Ну, нам помог же папин друг. У него была квартира, ну, какое время не жил. Он там сначала дал ее нам. Потом, когда я проходил медкомиссию на поступление, мы познакомились с одной женщиной. Но она тоже раньше на Украине жила, и сейчас уже тут освоилась. И она нам сдает квартиру. Когда я приехал в Россию, ну, у меня, конечно, был и акцент, еще сохранялись те. Я даже некоторые слова путал. Даже иногда так не понимали друг друга. Но когда клятву принимал, для меня это было, ну, довольно сильный шаг. Воспринял ее спокойно. И его соблюдаю до сих пор. Патриотическое воспитание – это же основное сейчас, особенно в наше время. Но когда я был на Украине, там же были очень сильные боевые действия. Я увидел, как люди гибнут, там умирают. То, что некоторые даже не могут защитить свои семьи. Ну, многие лишают своих кормильцев. Я когда приехал в Россию, решил, что лучше стану военным, чтобы потом защищать свою родину. Но мы там живем с понедельника по субботу. И у нас, ну, уборка территории, потом мы уходим домой. Также у нас распорядок дня, вот это 6:30 подъем, утренняя зарядка, бег и отбой в 10. Ну, все чисто по распорядку. Очень точно. Школа много куда посылает. Вот буквально в том году ездил в Вологду, тоже научно-практическая конференция. У нас очень хорошая база, поэтому если ты хорошо там по спорту или в науке, ты можешь куда-то съездить. Но тем летом я ездил на Олимпиаду по истории Севера в Сосновый Бор. Ну, международная. Наука мне ближе всего. Ну, там физика, химия, математика. Самое легче всего мне дается. Также много в корейской школе других секций. Ну, там в Рязани по дереву я тоже занимаюсь. Патриотическое воспитание мне, конечно, много дало. Во-первых, это то, что, ну, чувствовать родину, к ней любовь. Я, конечно, сохранил себе любовь, ну, к своей малой родине. Но также приобрел любовь к России. Я вот в дальнейшем планирую там пойти военный, там, хирург, медик или, может быть, конструктор, типа такого. Первая цель – это обеспечить себя и свою семью. Потому что только я в России, это еще тяжело. Вторая цель – это, наверное, усвоиться в жизни. Ну, чтобы была работа, там, семья, все хорошо. А остальное – это уже второстепенные цели. Но вот пока упорно тружусь и учусь в корейской школе. Вот это самое главное. А дальше, как жизнь определит, так и будет.
детское кресло. Следственный комитет сообщил причину гибели двухлетнего ребенка в ДТП в Горном районе. В столице прошла бизнес-игра «Начинающий фермер». Ученики ведущих агрошкол представили свои проекты. Бурятский Новый год в Алекминске. Воспитанники детского сада познакомились с традициями праздника Белого месяца. Здравствуйте, в эфире «Якутия-24», в студии Василий Раченко и главным новостям этого часа. Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде 2018. Спортсмены Александр Большунов и Андрей Ларьков принесли в копилку сборной России 15-ю и 16-ю медали Олимпиады в Южной Корее в гонке на 50 километров. Большунов отстал всего на 18 секунд от лидера гонки финна Иво Нисканена и добыл серебряную олимпийскую медаль. Бронзовую медаль на этой дистанции принес в копилку Андрей Ларьков. Сейчас у России 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. В общем зачете 16 медалей. Следователи проводят проверку по ДТП в Горном районе, где погибли 3 человек, в том числе двухлетний ребенок. 3 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Напомню, что вчера на 143-м километре федеральной трассы Вилюй произошло столкновение автомашин Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace. Как сообщили в интервью нашему телеканалу, причиной гибели двухлетнего пассажира такси стало отсутствие детского кресла. Вчерашнее ДТП, таксист был полностью легальным перевозчиком. У него были путевой лист с отметками медика, механика. Но сопутствующие нарушения, минус там, не было автокресла. Как нам сообщили, в центральной районной больнице Горного Улуса один из пострадавших в ДТП впал в кому. К нему в районную больницу направлен нейрохирург из Якутска. Сейчас пациенту делают операцию. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате пожара в Якутске погибли мать и ее ребенок. Сегодня утром в СОТе 40 лет Победы сгорел частный двухэтажный дом. После тушения были обнаружены тела 7-летнего ребенка и его матери 1985 года рождения. Дом был уничтожен огнем полностью. Возгорание началось с 1-го этажа здания. Там располагался гараж, где предположительно произошли неполадки с электропроводкой. Сообщение о возгорании дома, расположенного на территории СОТ 40 лет Победы, поступило в следственные органы около 5 часов 30 минут 24 февраля текущего года. При тушении пожара на месте происшествия были обнаружены тела женщины и ее 7-летнего сына. В медучреждение также доставлен супруг погибшей женщины. На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр, опрошенные очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки функционирования электропроводки. В рамках проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. И еще один пожар произошел сегодня в столице республики. В частном доме по улице Лонгинова. В двухквартирном доме проживали 2 человека, и оба были эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания выясняются. И к другим темам. Для экспорта нерюнгринского угля будет построен новый порт в Хабаровском крае. Минвостокразвития сообщает, что в 2019-м угледобывающая компания «Колмар» завершит строительство специализированного терминала для перевала угля. По словам Сергея Цивилева, генерального директора компании, сегодня приходится использовать морские терминалы Приморского края. Но с конца 2019 года доставка будет идти исключительно через собственный терминал компании, который находится в порту Ванино в Хабаровском крае. В 2016-м «Колмар» возобновила поставки угля в Японию. Качество продукции, скорость и бесперебойность доставки, а также возможность обслуживать заказы от 10 тысяч тонн является ключевым преимущественным южно-якутским поставщиком угля, пояснил Цивилев. Завоза отработали положительно. Об этом сообщил директор управления материально-технического снабжения компании «Алроса». В условиях маловодья предприятие выполнило поставленные в 2017 году задачи. Они не только снабдили все подразделения компании необходимыми ресурсами, но и сэкономили средства на доставке грузов. Подробнее в сюжете Марии Урцевой. 2017 год для снабженцев не стал неожиданностью. Как и в предыдущие годы, свои капризы показала маловодная река. Именно по лени за лето доставляется большая часть грузов на площадке «Алроса». Тем не менее, на хозяйственном активе с работниками УМТС руководство отметило – было сложно, но с задачами справились.
Завоз материально-технических ресурсов навигации 2017 года, все вы знаете, это уже традиция, ну, в общем, не то чтобы традиция, но сложившийся факт, что с 2012 года проходит в достаточно сложных навигационных условиях, гидрологических сложных условиях. И, соответственно, навигация 2017 года исключением из правил не стала. Не сорвать план по завозу помогли заранее просчитанные схемы доставки. Вопросы на особом контроле находились у руководства алмазодобывающей компании. Были отработаны схемы поставки через станцию Томот Нижний Бестях. Это якутское направление. У нас грузы доставлялись по железной дороге до Нижнего Бестяха. Там происходила перевалка на автотранспорт. С транспорта перегрузка шла на суда. И таким образом было в этом году переработано и доставлено 22 тысячи тонн. Второе мероприятие, которое мы выполняли, это, естественно, организация перевалки груза с мелкосидящего флота на более глубоко сидящий флот в районе Мандринского плеса. Это ниже Киринска. Там работала бригада Ленского отделения УМТС. Отработали, я также считаю, достойно. Помогла выполнить план проделанная заранее работа. Перед началом навигации снабженцы подготовили 120 тысяч тонн груза в Усть-Куте. Поэтому флот не простаивал в ожидании поставок. Навигация у нас планово рассчитывалась с 10 мая, однако погодные условия позволили начать ее раньше на 10 дней, с 1 мая. И поэтому к моменту, плановому моменту у нас было обеспечено накопление 120 тысяч тонн груза в Усть-Куте. Это и сухогруз, и налив. Соответственно, вот это мероприятие позволило, во-первых, сэкономить на доставке груза, ну и, во-вторых, обеспечить завоз грузов для нужд акционерной компании. В наступившем году в управлении материально-технического снабжения готовится доставить для нужд компании «Алроса» 278 тысяч тонн груза. Работать будут по отработанным схемам. Поэтому снабженцы уверяют, отработаем стабильно. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Руководитель региона Егор Борисов встретился с доверенными лицами. Приняли участие 110 доверенных лиц из 30 районов и городов республики. В ходе обсуждения приоритетных направлений работы положительно оценили темпы жилищного строительства. С докладом выступил и первый заместитель председателя правительства республики Михаил Осипов. Он отметил, что большое внимание уделено вопросам качественного профессионального образования, охране здоровья, улучшению жилищных условий населения и развитию местного производства. Доверенные лица договорились и дальше совместно работать для социально-экономического развития республики. За эти 4 года мы уже 5-й раз здесь собираемся. За эти 4 года было сделано очень много. Не только я хочу сказать о своем районе Нерюнгринском, но и в целом по республике Саха. Наш район за эти 4,5 года стал территорией опережающего развития, и очень многое было сделано благодаря вот именно руководству нашей республики и правительству республики. Якутские школьники сыграли в интеллектуальную игру «Начинающий фермер». В столице прошел региональный этап всероссийских интеллектуальных соревнований. В них состязались ученики агрошкол. Всего 18 команд из разных районов республики. Молодые люди развивают навыки бизнес-планирования, вырабатывают управленческие решения. Каждая команда представила свои бизнес-идеи. Это создание свинофермы, разведение кроликов, производство козьего сыра, получение экологически чистого меда и другое. Победившая команда представит республику во всероссийском этапе конкурса. Кроме презентации бизнес-идей, прошли дуэли в области бизнес-планирования и менеджмента. Мы разработали бизнес-план о кролиководстве. В первый год собираемся купить 185 кроликов, 300 самок и 5 самцов и 145 молодняка. За 5 лет примерная сумма, которую мы должны в прибыли, 10 миллионов рублей. Якутяне выступили на пресс-конференции ежегодного международного кинофестиваля «Берлинале». 68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля в Германии. Жюри возглавляет немецкий режиссер Том Тыквер. Фильм «Ага» болгарского режиссера Милка Лазарова, где главные роли исполняют якутские артисты, закрыл программу международного фестиваля. Фильм был снят в феврале-апреле прошлого года в Якутии. По словам продюсера Сарданы Савиной, этот фильм был в списке самых ожидаемых
ожидаемых, но не попал в основную часть конкурса. Но в любом случае здесь, на таком крупном фестивале, неважно конкурировать или не конкурировать. Уже то, что этот фильм закрывает конкурсную программу, можно считать успехом, заявила Савинова. В Алекминске отметили праздник белого месяца «Бурятский Новый год». Выставка, яркие костюмы, знакомство с традициями и обычаями Бурятии. Воспитанников детского сада «Звездочка» посетили наши корреспонденты. Национальное бурятское блюдо – бузы. Кушается вот так. Берется вот с уголка, вкус делается и внутри сок. Сок выпивается и кушается. Все. Вот такие бузы. Национальное блюдо бурятской кухни, как и многие другие, широко представлены на празднике Белого месяца, организованного Алекминским землячеством бурятов, проживающих в Алекминском районе. Наш самый прекрасный, почитаемый среди бурят Сагал. Встреча Нового года. На празднике знакомили с культурой, обрядами и традициями народа. Надо отметить, что для большей части Алекминск давно стал настоящей родиной. Я как-то уезжала лет на 10 к себе на родину, там в Иркутской области пожила, в Устюрдынском округе. Мне захотелось обратно, я сказала, я хочу домой, поэтому я вернулась обратно сюда же на родину. Я считаю, что Алекма моя родина, там родина и тут родина. Я Алекму очень обожаю нашей природой, с нашим народом. В самом городе это порядка 15 семей. Кроме этого, проживают и по селам. По словам участников, часто собираются вместе. Это и в национальные праздники, и, конечно, по семейным поводам. На выставке можно было увидеть традиционные изделия из шерсти, которые являются очень важным материалом для бурятов. И если здесь это игрушки, то ранее именно из белого войлока делали свое жилье – юрту. В детском саду «Звездочка» открыт центр духовно-нравственного развития. Мы разные, но мы вместе. В рамках программы знакомства с культурой Бурятии прошло и там. Можно отметить, что сад как мини-модель всего района, в нем воспитываются дети многих национальностей. Здесь учат не толерантности, но уважению друг к другу. Даже наше дошкольное учреждение посещают дети 13-15 национальностей. И мы поставили такую вот цель, действительно, чтобы познакомить детей. Дети должны знать, с кем мы живем рядом, и воспитывать вот такие вот добрососедские взаимоотношения. Напомним, это не первое знакомство ребятишек с культурами народов, проживающих в районе, и, уверены, не последнее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Это были новости на Якутия-24. Спасибо вам за внимание и всего доброго.
Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Радио Тетим. Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программы «Якутск сегодня». Мы также в прямом эфире выходим на телеканале Саха-24. В студии режиссеры Мария Новгородова, Ольга Степанова, у микрофона Любовь Петрова. Представляю гостей студии. Это Алла Эдуардовна Павлова, руководитель экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Алла Эдуардовна. Добрый день. И Евдокия Гавриловна Наумова, врач по медико-социальной экспертизе. Здравствуйте. Здравствуйте. Евдокия Гавриловна. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте интересующие вас вопросы. Тема нашего разговора – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалидов. Как его разрабатывают, эту программу, и что для этого нужно. Вот в результате тяжелой болезни или травмы человеку предстоит оформить инвалидность. Вот с чего нужно начать? Отбором пациентов на медико-социальную экспертизу эта функция возложена на врачебной комиссии медицинских организаций. Поэтому пациент, наблюдающийся у врачей, проходя эту комиссию, получив данное решение, ему заполняется бланк. Бланк называется «Направление на медико-социальную экспертизу». Данный бланк также может быть заполнен не только в медицинской организации. Его могут заполнить и пенсионная служба, и органы социальной защиты населения. Получив данное направление с документом, удостоверяющим личность, гражданин обращается в нашу службу. У нас работает единая регистратура. И там подает заявление, оформляет его, есть специальный бланк. Это является основанием и датой начала предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы. В случае отказа одной из структур выдачи направления на медико-социальную экспертизу гражданин имеет право обратиться на МСЭ самостоятельно. При этом он берет справку об отказе и также паспорт или документы его замещающие и обращается в регистратуру и подает заявление для проведения экспертизы. А вот где вот вы находитесь? Наша служба находится по адресу улица Чернышевского, 8/2. Мы занимаем 2,5 этажа этого здания. Единая регистратура расположена на первом этаже. Работает она с 8:30 до 6 часов вечера, 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. И телефоны, пожалуйста, скажите. Телефон регистратуры 450508, телефон приемный 450181. Можете обращаться, конечно. Ну, в результате вот этой медико-социальной экспертизы для человека разрабатывают индивидуальную программу реабилитации же, да? В случае установления инвалидности 100% всем гражданам разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации. Она разрабатывается всем, независимо от группы инвалидности, либо от категории ребенок-инвалид. Но вы знаете, что детям до 18 лет группа инвалидности не устанавливается, устанавливается один статус – категория ребенок-инвалид. Данная программа реабилитации или абилитации содержит несколько разделов. Социальный раздел, медицинский раздел, раздел профессиональной реабилитации и абилитации, раздел технических средств реабилитации и физкультурно-оздоровительные мероприятия. И в зависимости от той патологии, которая имеется у гражданина, разрабатываются те или иные разделы, соответственно, в определенном объеме. А вот для чего нужна эта программа? Вы знаете, что основной функцией медико-социальной экспертизы является установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности, которых выделяют 7 основных категорий. Ограничение способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, общению, обучению, контроль за своим поведением и трудовая деятельность оценивается с 14 лет. И для того, чтобы в процессе проведения реабилитационных и реабилитационных мероприятий снизить или устранить эти ограничения жизнедеятельности, разрабатывается программа реабилитации или абилитации. Ну вот в прошлом году у нас тоже был эфир. Вот какие-то изменения произошли вот с тех пор в разработке индивидуальной программы реабилитации? Да, у нас в прошлом году вступил в силу
приказ Минтруда России номер 486, он вступил в силу в августе 2017 года. Данный приказ регламентирует порядок разработки программы реабилитации и реабилитации и порядок его реализации, да, до данного документа. Что у нас изменилось? Как и в предыдущем нормативном акте, исполнителем разделов программы реабилитации является орган исполнительной власти. Единственное, сейчас более широкий акцент дается на рекомендации психолога и медико-педагогической комиссии при разработке психолого-педагогического раздела программы реабилитации для детей-инвалидов. То есть при рекомендации данного вида реабилитационных мероприятий нам необходимо заключение специалистов в этой области. Также данный документ определил сроки, на которые разрабатывается программа реабилитации. Если ранее программа реабилитации разрабатывалась на 1-2 года, либо бессрочно, либо до 18 лет, то сейчас срок реализации программы реабилитации и реабилитации привязан к сроку инвалидности. То есть у нас срок инвалидности есть и на 5 лет. У детей-инвалидов возможно установление в случае наличия онкопатологии. Этот момент тоже отражен в данном документе. Также в данном приказе описан порядок межведомственного взаимодействия между органами исполнительной власти и нашей структурой, потому что если раньше мы документы в бумажном варианте относили в фонд социального страхования, это был наш основной реализатор по разделу ИПРА ранее, то сейчас выписки из программы реабилитации, ИПРА, вот кратко называются документы, направляются по каналам межведомственного взаимодействия, по защищенным каналам, при нажатии кнопки в режиме онлайн, то есть это упрощает и ускоряет процесс работы. Как наши службы, да, электронное взаимодействие, да, полностью у нас реализовано. Также по профессиональному разделу данной программы реабилитации и реабилитации у нас раздел профобразования. В настоящий момент перешел в Министерство науки и профобразования нашего региона. Это основные моменты, которые изменились в нормативной базе. Ну, вот по разделам, да, пройдемся индивидуальной программой реабилитации? Да, можно, конечно. В этом году у нас также произошли изменения. В федеральный перечень технических средств реабилитации и услуг включили дополнительные еще одно средство. Это средство для инвалидов с патологией зрения и слуха, брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа. Данного средства реабилитации ранее у нас не было. Конечно, процент граждан, страдающих такой сложной, серьезной патологией, очень мал, но тем не менее помощь им не нужна. Вообще брайлевские средства реабилитации у нас включаются в региональный перечень ТСР. То есть те технические средства, которым обеспечиваются граждане за счет средств нашего региона, Министерства труда Республики Саха-Якутия. Но федеральный перечень тоже также расширился и тоже оказывает помощь таким гражданам. По техническим средствам реабилитации у нас также есть раздел, который обеспечивает детей-инвалидов средствами реабилитации за счет средств материнского капитала. Так, ну это вступило с апреля 2016 года, да, постановление, да, то есть правила направления части средств, да, материнского капитала, да, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции, да, в общество детей-инвалидов путем компенсации затрат, да. И вот в январе этого года, да, в связи с изменением, да, в правилах признания гражданина инвалидом, да, утвержденное постановлением правительства, да, возможно, вносятся вот эти вот рекомендации о товарах и услугах, которые относятся к медицинским изделиям, да, то есть законный представитель, да, или уполномоченный представитель представляет в бюро выданную медицинскую организацию справку, содержащую информацию об основном диагнозе, да, осложнениях и сопутствующем диагнозе, да, и решение о нуждаемости в этом, в приобретении товаров и услуг, да, которые относятся к медицинским изделиям. Вот, например, что это может быть? Ну, это может быть, например, у нас перечень – это вспомогательные средства для перемещения, да, средства для позиционирования курсора выборного, ну, и выбора нужного пункта, да, на дисплее компьютера у детей, да. Вспомогательные средства обучения, да, повседневной персональной деятельности, да, они все утверждены, да, и
дисплеи компьютерные, клавиатуры. Есть еще такие средства, как кресла для ванны, но они, в принципе, входят уже в соцсписок, региональный список, да. Кресла функциональные есть, кровати, лестничные, подъемные устройства и вот другие. Нужно будет в соответствии с федеральным законом, да, об основе охраны здоровья граждан Российской Федерации. Там они все эти медицинские изделия нужно будет смотреть. Но одно дело вот это прописано, а в реальности как получается? Ну, вопросами реализации раздела технические средства и услуги занимается у нас в регионе несколько структур. По федеральному перечню у нас работает Фонд социального страхования, по региональному перечню работает Минтруд РСЯ, и по средства, выделяемым за счет материнского капитала, это Пенсионный фонд Российской Федерации, да, в нашем регионе, соответственно, да. Граждане, получившие программу реабилитации на руки, обращаются в эти органы исполнительной власти, подав заявление на обеспечение, потому что реализация ПРА, она носит, конечно, понятие такой заявительный характер. То есть не будет заявления, соответственно, обеспечением не занимаются структуры. Ну и согласно очередности обеспечиваются граждане. Ну а вот если это уже прописано, это все, но человек не получает? Ну, видимо, я так понимаю, что граждане должны обеспечиваться. Это уже вопрос, к сожалению, не в нашу структуру, потому что вопросами обеспечения мы не занимаемся. Мы определяем показания к потребности, да, с учетом медицинского состояния здоровья и ограничения деятельности. Ну, это просто я из практики знаю, поэтому такой вопрос у меня возник. Ну и дальше какие разделы по программе реабилитации? Ну, у нас основной раздел медицинский раздел, потому что, конечно, к инвалидности приводят это стойкие нарушения функций вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий различных, да. В медицинском разделе основной раздел – это медицинская реабилитация, туда входит восстановительное лечение, лечебная физкультура и так далее, да. И этим разделом занимаются, конечно, органы здравоохранения. Мы направляем свои выписки Минздрав Республики Саха-Якутия, который затем перенаправляет их непосредственно на места. И на местах уже гражданам разрабатывается перечень тех мероприятий, которые мы показаны. Есть определенные заболевания при санаторно-курортном лечении, которые ожидается какое-то восстановление, улучшение самочувствия. А есть такие заболевания, при которых не показано санаторно-курортное лечение. Также там есть раздел протезирования. А вот по санаторно-курортному лечению, вот санаторно-курортное лечение предусматривается вот только внутри республики или с выездом за пределы республики в Россию? Реализация раздела санаторно-курортного лечения у нас занимается Фонд социального страхования. Они занимаются обеспечением путевок. И за минуты мы вернемся и продолжим наш прямой эфир. Все мои награды, все мои медали – это часть меня. Каждая моя победа – это знак благодарности моим родителям, моему тренеру, моей родине, Якутии. Я люблю Якутию, и я голосую. Проголосовать за своего избирателя. Как гражданин Российской Федерации обязательно должен идти на выборы. Будущее свое, грубо говоря. Обязан идти, да. Гражданский долг. Ну, мы ходим каждый год на выборы. За мир, чтобы был у нас в стране. Гражданское самосознание. Надо. Будущее страны на 5 лет вперед. Гражданский долг. Дальнейшую лучшую жизнь выбирай. Хрупкие, но в то же время сильные и уверенные. Непостижимые в своих контрастах. Женщины. Они объединяют и ведут за собой. 18 марта выборы президента России. Приходите всей семьей.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня» в прямом эфире. Мы также в прямом эфире выходим и на телевидении на канале Саха-24. В студии режиссеры Мария Новгородова, Ольга Степанова, у микрофона Любовь Петрова. И сегодня тема нашего разговора – индивидуальная программа реабилитации инвалидов. И у нас в гостях специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. Это Алла Эдуардовна Павлова, руководитель экспертного состава, и Евдокия Гаврилевна Наумова, врач по медико-социальной экспертизе. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Дорогие, он инвалид по общему заболеванию, например, и еще присоединяется еще другая инвалидность, например, по опорно-двигательной. Ну, например, предположим, там у него проблемы с конечностями. Вот тут как быть? Ну, инвалидность у нас может быть у гражданина только одна, та или иная группа. При проведении медико-социальной экспертизы специалисты, выносящие экспертное решение, их как минимум 3 в комиссии, по нормативной базе с участием одного врача по медико-социальной экспертизе, определяют наличие стойких нарушений функций. Затем в процессе проведения экспертизы определяется степень этих стойких нарушений функций. Затем определяются те функции, которые в настоящий момент доминируют, максимально выраженные. После этого мы оцениваем, оказывают ли влияние другие нарушения функций на максимально выраженные. Затем уже приходим к выводу, что да, имеются такие-то нарушения функций, например, статодинамические, в выраженной степени. Нашим нормативным документом приказа Минтруда России номер 1024-Н от 17 декабря 2015 года регламентированы виды нарушения функций, которые мы оцениваем, и их выражение в процентном соотношении от 10 до 100. И в зависимости от того, какое нарушение функции у гражданина есть, определяется та или иная группа инвалидности. При нарушении процентов от 40 до 60 определяется 3-я группа инвалидности, от 70 до 80 – 2-я группа инвалидности, от 90 до 100 – 1-я группа инвалидности. Но обязательным условием должно быть не только стойкое нарушение функции той или иной степени, а также сочетание и одной из категорий ограничений жизнедеятельности, либо их сочетание, и потребность в мерах социальной защиты, включая реабилитацию или абилитацию, в зависимости от того, кто у нас является пациентом, ребенок или взрослый, какая у него патология. Поэтому, если у гражданина имеется одно заболевание и присоединилось другое, которое самостоятельно бы привело к инвалидности, мы оцениваем, что доминирует на сегодняшний момент. Если доминирует новое заболевание, соответственно, у него изменяется группа инвалидности, оно может быть повышено в сторону повышения. Если же та патология, что у него не имелась, и та, что у него вновь возникла, она соответствует одинаковой группе инвалидности, но та же группа инвалидности остается. Но он лечение будет получать и по тому, и по другому, да? Да, потому что есть... Имеет право тоже он на бесплатное лечение, или это уже не относится к инвалидности? Индивидуальная программа реабилитации и реабилитации, она, как я уже ранее говорила, направлена на устранение или уменьшение ограничений жизнедеятельности. Соответственно, она направлена для того, чтобы устранить стойкие нарушения функций. Если у пациента, например, возникло какое-то заболевание остро протекающее на сегодняшний момент, то он получает лечение как обычный пациент, у которого нет инвалидности. Тогда он, значит, сам лекарства тогда он уже сам покупает, да? Ну, соответственно, те лекарственные средства, которые ему показаны для лечения острого заболевания, он приобретает самостоятельно. А вот иногда бывают у вас такие моменты, что люди оспаривают инвалидность? Да, у нас при проведении медико-социальной экспертизы каждый специалист бюро ознакомливает гражданина с порядком проведения освидетельствования, в который включается и порядок обжалования решения бюро. Порядок обжалования у нас следующий. Решения бюро могут быть обжалованы в Главное бюро в месячный срок. Причем заявление гражданин может подать как в самом бюро, так и непосредственно в Главном бюро. Но у нас обычно это проходит в регистратуре. Решения Главного бюро могут быть обжалованы на нескольких уровнях. Гражданин может подать заявление на имя главного эксперта на рассмотрение другим составом специалистов. Специалист может обжаловать данное решение в Федеральное бюро МС, это город Москва, улица Ивана Сусанина, 3. Причем он может подать заявление как непосредственно в Федеральное бюро, так у нас также может подать через портал МС, есть несколько вариантов, да. И есть такой порядок обжалования, как судебный. То есть независимо от того, когда прошла экспертиза, он имеет право его обжаловать на любом уровне в судебном порядке. Оказывается, можно, да, оспаривать? Конечно. Мы граждан знакомим, они у нас на стенд данная информация размещена на нашем
сайте учреждения, она в широком доступе. А вот по поводу трудоспособности, да, вот человек, у него вторая или первая группа, ну, может быть, не трудоспособная группа инвалидности, но он, например, дома может работать дистанционно, например, сидя за компьютером. Вот, а в ВИПРА у него сказано, что он не нуждается в трудоустройстве. А человек хочет, может работать. Граждане, у которых инвалидность установлена бессрочно, либо с каким-то сроком, состояние здоровья изменилось его, у него произошло улучшение, он может обратиться к нам в службу с целью разработки ИПРА, в том числе и раздела профессиональной реабилитации или абилитации. Причем трудовые рекомендации или данный раздел, о котором я только что сказала, да, он разрабатывается независимо от группы инвалидности, а в зависимости от степени ограничения способности трудовой деятельности. То есть у нас гражданин может иметь первую группу инвалидности, но ограничение способности трудовой деятельности второй степени и работать в специально созданных условиях. Например, инвалиды по зрению у нас. Да? Способность трудовой деятельности делится у нас на 3 степени. То есть первая степень, чаще всего это инвалиды, ну не чаще всего, да, инвалиды третьей группы инвалидности, они могут работать в обычных производственных условиях, с уменьшением объема работы, снижением квалификации. Либо гражданин утратил свою основную профессию и может работать по другой, темперированию. Это работа с соблюдением санитарных норм выработки и так далее. Это различные варианты могут быть, да? Специальные рабочие места у нас создаются для инвалидов по зрению, инвалидов, которые передвигаются на креслах-колясках, для инвалидов по слуху. То есть все эти варианты мы при проведении МСЭ оцениваем и рекомендуем, соответственно. Вот абилитация. Вот программа называется «Индивидуальная программа реабилитации и абилитация». В чем разница между реабилитацией и абилитацией? Ну, термин «абилитация» в экспертизе стал применяться с вступлением в силу приказа 528-Н, приказ, который регламентировал порядок разработки ИПРА с 1 января 2016 года. Абилитация – это формирование отсутствующих неприобретенных еще функций у детей, которые родились с какой-то врожденной патологией, вот такими заболеваниями. А реабилитация – это восстановление. То есть у гражданина были какие-то функции, были какие-то возможности, но вследствие заболевания, травмы или увечья они были утрачены. В этом и разница. Ну, у нас еще есть время вот по детям-инвалидам. Вот что можете сказать? Ну, по статистике Пенсионного фонда Российской Федерации у нас в стране на 1 января 2018 года было 65 651 122 ребенка-инвалида. Из них получали образование в вузах на 1 января текущего года 1678 детей. У нас в республике ежегодно проходит МСЭ дети около 7 тысяч и признаются инвалидами. Мы принимаем документы на МСЭ детей, начиная от рождения, заканчивая 18-летним возрастом. Тот период как раз относится к категории детей. Вот, как я уже ранее говорила, ему устанавливается категория ребенок-инвалид. Она не делится на группы инвалидности, у них один социальный статус. Категория ребенок-инвалид может быть установлена на разный период, в зависимости от патологии. На год, на 2 года, на 5 лет, до достижения 18 лет, с учетом характера заболевания, реабилитационного прогноза, потенциала, таких моментов, да? Длительности, конечно, наблюдения, эффективности тех мероприятий, которые ему проводились. Детям также разрабатывается программа реабилитации или абилитации, как мы раньше говорили. У детей есть раздел психолого-педагогической реабилитации, который формируется на основании заключения психолога медико-педагогической комиссии. Поэтому наша служба стала очень тесно работать с Министерством образования. У нас еженедельно или раз в 2 недели заседает комиссия. Если к нам дети приезжают, например, с районов, да, и им сложно это данное заключение получить, потому что многие районы республики не имеют своей комиссии, то мы их приглашаем к себе и упрощаем этот механизм. По типу единого окна формируется, да, приходит на МСЭ, проходит по МПК, приходит на МСЭ, получает данное заключение, что необходимо им в дальнейшем при получении образования и нам для того, чтобы компетентно сформулировать данный раздел абилитации. Также есть такой момент, что дети у нас, дети, которым устанавливается категория ребенка до 18 лет, ну, бывают тяжелые заболевания, которые трудно поддаются лечению, они у нас растут. То есть мы, например, рекомендуем им подгузники определенного размера. Дети растут,
размеры меняются. Если раньше, до вступления в силу 528-го приказа, который регламентировал бра, они проходили повторную МС, то сейчас можно подойти родителям с заявлением для изменения. Ну, время наше подошло к концу. Я благодарю вас за информацию. Сегодня у нас в прямом эфире приняли участие специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. Это руководитель экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия Алла Эдуардовна Павлова и Евдокия Гаврилевна Наумова, врач по медико-социальной экспертизе. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Программу провели режиссер Ольга Степанова, Мария Новгородова. Радио Т-Тим на волне 107,1. ТВ-канал Саха-24. Кто, как не нерюнгринцы, любят зимние виды спорта? Оно и понятно. 9 месяцев в году снег. Сегодня мы совершим небольшое турне по местам активного зимнего отдыха. И начнем мы с горнолыжной базы. На базе есть прокат. Смотрим. Лыжи горные. 250 час. Всего демократично. Берем. Обеспечивает успех. С горными лыжами то же самое. На площадках нерюнгринской базы есть возможность кататься как профессионалам, так и любителям. Единогласным решением Нерюнгринского района. Несмотря на очень такую холодную зиму, сказал, малоснежную, посещаемость у нас растет. Естественно, у нас в этом году уже, как вы знаете, объявлен в Нерюнгринском районе год здорового образа жизни. Люди очень активно посещают, семьями посещают, даже начиная от бабушек, дедушек, прям целыми поколениями приезжают. Занимаются у нас дети, группа детей, это по беговым лыжам. Они вот сейчас как раз находятся на сборах в Центральной России. И также у нас есть секция, это готовится к спартакиаде дети, будущее, которое пройдет. Люби и саночки возить. Но это не про нас. Здесь поднятие в горку – сплошное удовольствие. Это была Нерюнгринская горнолыжная база «Горизонт». Ну а мы двигаемся дальше. Если же лыжи вас не интересуют, но вы заядлый автомобилист, то вас ждут здесь, на водохранилище Нерюнгринской ГРЭС, где уже ежегодно проходит ледовая битва, соревнования по автоспорту. На ледовой битве в этом году заявлено более 50 участников на различных автомобилях в разных категориях. У нас этап разбит на 2 дня. Получается, мы сегодня прогоняем всех до последнего, чтобы завтра у нас получился финал полного привода. И мы должны выставить обязательно класс Unlim. Это супершип.
Кольцевая протяженность 1400 метров, изобилует большим количеством поворотов и шпилей, которые профессионалы проходят в дрифте, то есть управляемом заносе. В условиях мороза и экстрима автогонки становятся вдвойне интересным развлечением для любителей этого вида спорта. На соревнования в Нерюнгри приезжают автолюбители из Якутска, Тынды, Алданского района, ну и, конечно, сами хозяева льда. К соревнованиям допускаются любые автомобили, предназначенные для движения по дорогам общего пользования, а также профессионалы. Наиболее подготовленные машины оснащены спортивным сиденьем, пятиточечными ремнями и каркасом безопасности. Участникам соревнований необходимо проходить все сложные элементы на трассе и не получать штрафных баллов. Специальные участки повышенной сложности интересны для мастеров автомобильных гонок. Ограничений по маркам автомобилей и мощности не было, приглашались все желающие. Поэтому и автоледи не упустили возможность принять участие в общем зачете соревнований. Но просто захотелось, наверное, адреналина, потому что в прошлом году мы были зрителями на ледовых гонках, а в этом году как-то решили сами попробовать тоже. Трасса сложная, тем более это лед, это совершенно другое, чем простая дорога. Конфигурацию трассы в этом году организаторы изменили. Она стала чуть-чуть интересней, поскоростнее стала трасса, и виражи стали очень крутые и очень раскатанные. Но лед интересный, можно ездить. Огромная площадка для просмотра трассы позволила зрителям получить массу ярких эмоций и увидеть зрелищное автошоу. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и призами. Мы получили массу ярких эмоций и увидели зрелищное шоу. Но если вам и этого мало, то мы отправляемся в лес покорять ледовую вершину. У-ху! Ледолазание прекрасно дополняет набор зимних развлечений. Это молодой вид спорта, выделившийся из альпинизма и сохранивший все основные черты своего прародителя. Мы сейчас еще популяризируем лазание на ледовых сосульках, это ледолазание. Сейчас у нас в институте организован турклуб, который занимается ледолазанием, спелеологией и скалолазанием одновременно. Вот. И у нас есть такие мечты подняться на высшую вершину Европы, Эльбрус, в этом году, где-то начало июня или конец июля. Высокий уровень адреналина, непредсказуемость и коварство рельефа, зависимость от погодных и климатических условий. Кроме того, ледолазание отличается от скалолазания своим более экстремальным, развлекательным характером. Это скорее игра, чем спорт. В отличие от скал, лед всегда преподносит гораздо больше неожиданностей и сюрпризов. Во время одного из походов выходного дня якутские альпинисты во главе с Игорем Ледовым заметили большой ледопад, спускающийся с высоты более 100 метров в верховье реки Чульма. Он образовался из небольшого ручейка, стекающего по скальному разлому с высоты чуть более 100 метров, который успел опуститься на 60 метров вниз, пока его
окончательно не сковали морозы. Дети не остаются в стороне. Одев страховочные системы, пробуют подняться по леднику. Добраться до начала ледяной стены – дело тоже непростое. Предстоит преодолеть 40-метровый подъем под углом 60 градусов по заснеженному склону, который очень быстро превращается в горку. Молодежь чувствует радость от похода и занятий в суровых условиях и ни разу не жалеет о том, что не остались дома в тепле у гаджетов. Далеко не все зимние виды спорта, которые любят нерюнгринцы и о которых мы успели вам рассказать. Увидимся в следующих выпусках. Якутия. Далекий и снежный край России. Она занимает бескрайние просторы в сотни тысяч квадратных километров в северо-восточной части страны. От границ Амурской области до берегов Ледовитого океана. Богатство ее недр и суровые природные условия, казалось бы, раз и навсегда создали образ серой и унылой окраины. Но почему она оставляет неизгладимый след в душе путешественника? Почему, затаив дыхание, с грустью в глазах он прощается с ней с единственным желанием вернуться сюда вновь? Что его манит к такой далекой и холодной, суровой и неопузданной? Высота и непроходимость гор или бескрайние просторы тундры, бросающие вызов отчаянным экстремалам зима или неусыпное солнечное око летнего дня, сакральность исконных верований или таинство древних ритуалов, скромный блеск серебра или ослепительное сияние бриллиантов, прекрасное звучание чарующего хомуса или вой ветра, прошлое и настоящее, сила и хрупкость, скорость и выдержка,
воля и победа. Это Якутия. Вы смотрите еженедельную итоговую программу «Якутия день за днем». В материалах наших корреспондентов расскажем о главных событиях в Якутии и за ее пределами. В студии Александр Лысак, и смотрите сегодня. Документы не спасли. В Горном районе произошла жуткая автомобильная авария. Зарегистрированное такси врезалось в большой груз. Есть жертвы. Правила жестче, зеленый змей ближе. В школах Якутии недовольны соседством с алкогольными магазинами. Какие есть меры и где в регионе полностью запретили продавать алкоголь? Небо в самолетах. Якутия готовится принять через 2 года ТВС-2 ДТС, новую отечественную авиаразработку. Что скрывается за сложным названием? Контроль будет жестким и беспристрастным. На выборах президента России появятся новые наблюдатели, на этот раз общественные. Олимпиада в Южной Корее подходит к концу. Подведем краткие итоги. Победы, скандалы, якутские болельщики. Чем запомнились 23-й Олимпийские игры? Жуткая авария произошла в Горном районе. На 143-м километре федеральной трассы Вилюй столкнулись Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace. 3 пассажира Hiace, в том числе 2-летний ребенок, погибли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что 23 февраля текущего года около 20 часов 30 минут в районе 143-го километра федеральной автомобильной дороги Вилюй произошло столкновение автомашин Mitsubishi Fuso, а также Toyota Hiace. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры микроавтобуса 2 мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также 2-летний мальчик, который находился в салоне автомобиля со своим отцом. Также в ДТП пострадали 4 человека. Их доставили в центральную районную больницу Горного. На данный момент состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. Вчера, 23 февраля, с места ДТП было доставлено в горную церковь 3 больных. 2 из них на данный момент находятся в средней степени тяжести. И 1 больной находится в отделении ПИТ. Его состояние ценится как тяжелое, стабильное. И как стало известно, один из пострадавших в ДТП впал в кому. В районную больницу Горного направлен нейрохирург из Якутска. Оказалось, что водитель «Тойоты» был легальным таксистом. Машина зарегистрирована, при себе был полный пакет документов, не оказалось лишь детского кресла. Снижается ли статистика по нелегальным такси? Кто должен следить за перевозчиками, кроме дорожных полицейских? Об этом мы поговорили с Георгием Васильевым, государственным инспектором технического надзора Управления ГИБДД Министерства внутренних дел региона. Георгий Дмитриевич, с октября прошлого года усилили контроль за работой нелегальных таксистов на территории республики. Статистика улучшилась или ухудшилась за это время? Конкретно по нелегальным перевозчикам руководство МВД нацелили работу, и днем и ночью наши сотрудники выявляют и конкретно работают в этом направлении, но статистика показывает в том, что не улучшилась. За неделю в любом случае 10 и 15 случаев нелегальных перевозчиков мы выявляем. Чтобы считаться легальным таксистом, что должно быть? Не просто же нужно открыть ИП. Если это легковое такси, они получают разрешение на перевозку пассажиров в управлении Гостехнадзора. Если заказным видом деятельности занимаются, они получают уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Северо-Восточном управлении Госавтодорнадзора. Обязательное соблюдение транспортного законодательства, то есть они должны проходить предрейсовые медицинские осмотры, предрейсовые технические осмотры, иметь путевой лист. Если категория D, транспорт должен оборудоваться тахографом.
И если есть, допустим, в нашем случае в республике очень много заказным видом деятельности занимаются, они переоборудуют транспортные средства, то есть ставят дополнительные багажники, лестницы. Есть случаи, даже наши перевозчики ставят дополнительные сиденья без разрешения госавтоинспекции, то есть это же конкретное нарушение. Они фактически транспортное средство перевозит только 8 пассажиров, да? Они ставят дополнительные сиденья, и в погоне за прибылью число пассажиров достигает до 15 человек. Если вспомнить Минагалавское ДТП прошлогоднее, в декабре месяце, там в одном ДТП погибли 9 человек. Это уже говорит о том, что вот эти перевозки, они очень опасны. Вот как раз вы вспомнили так называемую Татинскую трагедию, как раз вы говорите, 9 человек погибло. При этом таксист, он ведь не был по факту таксистом, он был просто индивидуальным предпринимателем. И сейчас авария, которая произошла накануне в Горном районе, там наоборот таксист имел все документы, путевые листы, весь набор документов, но при этом произошла также авария, также есть человеческие жертвы. Так где пробел в работе? Что у нас все равно опасно ездить и с нелегальными таксистами, и с легальными, получается? Никто не застрахован от этих случаев. То есть вчерашнее ДТП, таксист был полностью легальным перевозчиком. У него были путевой лист с отметками медика, механика. Но сопутствующие нарушения, минус там, не было автокресла. И вспомнить январский ДТП, где в Мирнинском районе тоже подобный случай, Хайс столкнулся с большегрузом, но в том случае ребенок сидел в удерживающем устройстве, сидел в кресле. То есть вот этот ряд соблюдений транспортного законодательства, безопасности дорожного движения, то есть это говорит о том, что надо соблюдать весь цикл вот этот безопасности дорожного движения, то есть скоростной режим, режим труда и отдыха. Ну, в общем, надо соблюдать транспортное законодательство. А как его соблюдать? Как заставить таксистов, чтобы они соблюдали это транспортное законодательство? Вы же не можете, ну, вот сотрудники госавтоинспекции, бегать по федеральным трассам с жезлом и всех останавливать, проверять? Ну да, в этом направлении надо вообще комплексное воздействие на этих наших перевозчиков, на таксистов, да. Допустим, по законодательству у нас есть 3 вида перевозок пассажиров именно автомобильным транспортом. Первое у нас легковое такси, второе у нас заказное такси, вот межгород у нас идет, и третье внутригородские перевозки. Если взять внутригородские перевозки, то в этом направлении работают управление Госавтодорнадзора, они непосредственно выдают лицензии, и по этим выданным лицензиям они проводят плановые и внеплановые проверочки. И со стороны госавтоинспекции тоже мы совместно выезжаем на эти, у нас есть совместные графики рейдовых мероприятий, мы с ними совместно работаем. Плюс еще работает мэрия в этом направлении и есть единый диспетчерский центр. То есть 4 структуры проверяют, контролируют вот это направление. То есть в этом направлении у нас более-менее порядок стоит. А вот по легковому такси и по заказным видам деятельности у нас стоит пробел. Одними силами госавтоинспекции вот в это направление невозможно, ну, не контролируется. Мы в этом направлении, допустим, работаем с Госавтодорнадзором тоже, с управлением Гостехнадзора работаем, но все равно принимаемые меры, они, как говорится, с нашей стороны работа ведется, но дорожно-транспортные происшествия не прекращаются. В этом направлении еще должны, на мой взгляд, работать на местах муниципалитеты со своими вот перевозчиками. Надо комплексно воздействовать на этих перевозчиков.
Георгий Дмитриевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пока решаем, как справиться с аварийностью среди межрайонных такси, появилась и другая проблема. Алкогольные магазины становятся все ближе к школам. Например, в Покровске Хангаласского района решили отменить регламент, который запрещал продажу горячительных напитков в радиусе 300 метров от социально значимых объектов. Вместо него введен новый норматив. Он сокращает прежнее расстояние до 130 метров. Вышел из школы и уперся в алкомаркет. Родители недовольны, и нашему корреспонденту Евгении Андросовой удалось узнать, что и в Якутске страдают от ненужного соседства. Саха-политехнический лицей города Якутска – одна из лучших школ республики. Выпускники поступают в лучшие вузы страны. Педколлектив проводит колоссальную воспитательную работу, поэтому проблемных детей в этой школе нет. Однако здание учебного заведения окружают целых 3 точки продажи алкоголя. С утра до вечера рядом ходят пьяные взрослые, что создает опасный момент. А учителям и родителям приходится постоянно беспокоиться за своих детей. Очень печально, что вокруг нашей школы находится очень много винных магазинов. Это, считаю, очень опасно. И дети сами, честно говоря, боятся. Поэтому хотелось бы, чтобы вблизи, рядом со школой, вообще не было винных магазинов. Дочка Кристины Теряновой учится во 2 классе. Она каждый день идет в школу по дороге, где стоит магазин, торгующий алкоголем. Недавно маме пришлось потратить целый день на поиски телефона ребенка. Потеряла телефон. Нашли, к сожалению, плохие люди. И тут же затолкали за водку, телефон. Бывает, мы вечером не выходим из дома из-за того, что у нас кучу алкашей. Как мы видим, все-таки законные 60-150 метров от школы – это считается шаговой доступностью. Кроме того, создает ряд сопутствующих проблем. И где продается алкоголь, там преступность, там угроза детей, родители беспокоятся, постоянно нам жалуются. Родители предлагают увеличить расстояние. Это вопросы к администрации города Якутска. Его можно увеличить 2 способами. Или расстояние увеличить, или способ измерения поменять. К слову, депутаты республиканского парламента приняли проекты законов о полном запрете продажи алкоголя в 8 населенных пунктах. Это Мандагай, Хаттылы, Алагар в Чурапчинском Алусе, Сосыльский наслег Тампонского Луса, Самарсун Амгинского Луса, Алазейский наслег Среднеколымского Луса, Баруласский наслег Верхоянского района и село Черкёх-Татинского Луса. К слову, в Октябрьском наслеге проживает более 1000 человек. Работают 24 организации. Население относится очень положительно к такому решению. И каких-то явных проблем не ощущается. В разных спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях активность населения и молодежи повысилась. Глава Октябрьского наслега Михаил Аржаков также отметил, что по статистике уровень преступности существенно снизился. Одним словом, население только радуется, и жить стало действительно лучше. Закрылись магазины, которые продавали алкогольные напитки. После этого у нас в селе идет здоровый образ жизни. Очень много молодых людей ходят в спортзал, занимаются активно. Активный образ жизни сейчас поддерживается очень. Как говорится, результат налицо. Ведь ограничение доступности алкоголя, а то и полного запрета – это один из самых действенных механизмов во всем мире. Будем надеяться, что в скором времени возле образовательных учреждений запретят продажу спиртного. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Татинский Улус. Перед тем, как уйти на рекламу, хочется напомнить о подвиге якутских солдат на озере Ильмень в Новгородской области. 75 лет назад, 23 февраля 1943 года, лыжные бригады Северо-Западного фронта погибли под артиллерийским огнем немецких захватчиков. Якутяне сражались до конца. Рассказывает Айсена Бурнашова. В годы Великой Отечественной войны солдаты Северо-Западного фронта обороняли стратегическую важную трассу Старая Русса-Шимск, ведущую прямо в Ленинград. Пройдя 30 километров вдоль Ильменя, бойцы-якуты должны были ее перерезать. Но марш-бросок закончился на озере. Немецкие войска обрушили артиллерийский огонь прямо на идущих по льду лыжников. В этой схватке выжили лишь немногие. На берегу Ильменя высится гранитный обелиск в виде якутской урасы, где на памятной плите высечены имена павших воинов Якут с Пермью и погиб на Ильменском сражении. Я, так долго искавшая его, дочь единственная, нашла своего отца. За это всем вам спасибо. Мать говорила, что приходил земляк
с нашего района, тоже служивший с ними, и говорил, что вот Константин шел со мной рядом, и во время бомбежки он как будто споткнулся и прямо под лед ушел. В составе 19-й и 3-й лыжных бригад было более 40% якутских солдат, и практически все они пали на поле боя. В этот день на митинге приняли участие жители Старорусского района, студенты, якутяне и представители власти республики. В память о 19-й и 3-й отдельно лыжной бригаде прошла минута молчания. Собравшиеся возложили венки и цветы к монументу. В целях увековечения памяти подвига воинов-якутян на новгородской земле и пропаганды здорового образа жизни с 2005 года в рамках поездки по местам боевой славы на берегу озера Ильмень проходит стрельба и лыжный десант. Две дистанции. Одна дистанция, по которой проходили сами воины, 10-14 километров. Это 10 человек, 3 девочки и 7 мальчиков. И была сделана дистанция 3,5 километров для массового забега. В забеге приняли участие более 70 человек. Это жители Новгородской области и якутяне. Сложно, конечно, представить, что чувствовали наши якутские стрелки. Тем более, что снега тогда не было, шли по голому льду. Но пробег удался. Я думаю, что именно память о том сражении, о героическом подвиге наших стрелков, она жива и по сей день. И примером этому является вот этот во многом молодежный пробег. После лыжного забега всем участникам торжественно-патриотических мероприятий на озере Ильмень предложили отведать полевую кухню с горячей ухой, гречкой и бутербродами. Чаю, пожалуйста, подходите. Первые места лыжного забега завоевали жители Старорусского района Новгородской области. Третье призовое место в пользу якутской сборной завоевал ученик 8 класса петербургской школы Даниил Котиков. Мне приятно. Новгородский фронт внес достойный вклад в достижение общей победы над врагом. Солдаты Северо-Западного фронта шли трудными дорогами жизни, не думая о славе. И наша обязанность – получить 200 отечественных самолетов. Кто продвинул идею самолетизации крупнейшего региона страны? Наблюдателей на выборах президента России прибавится. Кто будет следить за порядком, кроме представителей кандидатов в президенты? Лучшие боксеры со всей страны собрались в Якутске. Всероссийский турнир класса А стартовал в столице республики. Мы тебя в детской разместим. Нормально? На рыбалку пойдем. Ого, знаю я вашу рыбалку. А ты надолго, Витя? Когда домой? Да побуду немного у вас. Так ведь выборы. Я прямо тут у вас проголосую. Паспорт у меня с собой, а заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения я уже написал в МФЦ. Главное успеть подать его с 31 января по 12 марта. А так можно? Теперь можно. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Добро пожаловать на информационный портал «Наша Якутия». Виртуальная жалоба решит реальную проблему. Заявите на электронном портале, приложите фото или видеофайл, проследите за решением, контролируйте качество исполнения. Ваша заявка будет рассмотрена в государственных или муниципальных органах власти в течение 10 рабочих дней. Какие проблемы можно заявлять на портале «Наша Якутия»? Проблемы, связанные с ЖКХ, перебоями связи, получением электронных услуг. Также можно сообщать о нарушениях в сфере экологии, нарушениях правил торговли и предоставления услуг питания. Информационный портал «Наша Якутия» — это скорость. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Прозрачность. Отслеживайте весь процесс по интернету. Контроль. Контролируйте качество исполнения и прикрепляйте фото-видеодоказательства. Голосование. Поддержите заявки для обозначения важности той или иной проблемы. Оценка. Ставьте оценки решения проблем. Наша Якутия. Сделаем родную республику лучше.
Это Якутия день за днем. Продолжаем говорить о главных событиях этой недели. Якутия получит 200 самолетов. Только представьте эту цифру. Для сравнения, общий авиапарк двух крупнейших республиканских перевозчиков полярных авиалиний и Якутии не дотягивает и до 80 воздушных судов. Заполнит небо ТВС-2 ДТС, новый отечественный самолет, долгожданная замена кукурузника Ан-2, производство которого было прекращено почти полвека назад. Собирать его будут в Бурятии на базе Улан-Удэнского авиазавода. Первые продажи ожидаются уже в конце следующего года. Якутия станет первым регионом страны, который получит новые самолеты. Соглашение было подписано в ходе Сочинского инвестфорума между Министерством транспорта, Минпромторгом страны, холдингом «Вертолеты России», Бурятии и Якутии. По словам Алексея Цыденова, главы Республики Бурятия, наибольшую инициативу проявил руководитель Якутии Егор Борисов. Данное соглашение стало возможным по инициативе Республики Саха-Якутия. Якутия подписалась о потенциальном заказе на 200 самолетов. Понятно, что это не только для полетов в пределах Якутии. То есть это в целом такая межрегиональная авиакомпания, может быть, которая бы обслуживала регионы Сибири, Дальнего Востока, вот именно в перевозках на не сильно развитые, так скажем, аэродромы и взлетно-посадочные полосы. И решение вопросов по широкому спектру, то есть авиалесоохрана, сельхозавиация, санитарная авиация и, безусловно, транспортная, пассажирская. Ожидается, что Минтранс поможет в сертификации самолета, а Минпромторг окажет поддержку при постановке ТВС-2 ДТС на производство. Интерес к российской разработке уже проявляют авиакомпании Монголии. В Якутии же эксплуатантом станут полярные авиалинии. Легкомоторный ТВС-2 ДТС не только сменит Ан-2. Всепогодный самолет способен заменить и швейцарский Пилатус, и американский Сесна. Импортозамещение в чистом виде. Кстати, один Пилатус летает по Якутии. Несмотря на то, что серийной сборкой самолета займутся в Бурятии, родиной сменщика Ан-2 является Новосибирская область. Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации смогли создать ТВС-2 ДТС. Именно в Новосибирске прошли первые полеты нового воздушного судна. И на связи с нашей студией Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Объясните, что за непонятная для обывателей аббревиатура ТВС-2 ДТС? ТВС-2 ДТС – это турбовинтовой самолет, 2 члена экипажа. И ДТС – это демонстратор технологий серийный. А сколько лет ушло на создание нового самолета и почему решили заменить именно Ан-2? Работой нашего научно-исследовательского института основной являлось в меньшей степени проектирование этого самолета, а в большей степени исследование технологий, которые сегодня применяются в самолетостроении для малой авиации. И демонстрация как раз вот возможностей этих технологий. Начиная от аэродинамики, материалов и заканчивая возможностями современных систем отображения информации и индикации в кабине самолета. Поэтому в течение последних 3 или 4 лет вот мы равномерно двигались к созданию вот такого самолета-демонстратора. То есть основная задача – это демонстрация вот возможностей современных технологий. Почему был выбран самолет Ан-2? Ну, во-первых, потому что за 70 лет его так и не смогли заменить. Во-вторых, это самый массовый и самый рабочий самолет оказался для Российской Федерации, особенно за Уралом. А чем новый самолет лучше кукурузника Ан-2? Это цельнокомпозитный самолет. То есть вот результат работы данных технологий, да, что мы фактически сохранив бипланную схему, используя современные достижения аэродинамики и современные достижения в области материаловедения, создания материалов, фактически получили летательный аппарат, который по своим характеристикам в 3-5 раз превосходит старый самолет Ан-2. При этом он сохранил все основные преимущества, которые имелись у его предшественника. То есть он имеет дистанцию взлета и посадки, это самое основное, что было у самолета Ан-2, примерно такие же.
вот, может быть даже чуть поменьше при аналогичных взлетных весах. Он имеет минимальную скорость полета, это очень важный показатель, который нам очень нужен в случае аварийных посадок, в случае ограниченных площадок, взлетов с них и посадок на них. Да. То есть это единственный такой уникальный аппарат Ан-2 и вот сегодняшний его преемник. В 2 раза у него превышает характеристики грузоподъемности коммерческой загрузки. У старого Ан-2 1,5 тонны, у этого самолета 3 тонны коммерческая загрузка. Он летит фактически в 2-3 раза дальше с полной коммерческой загрузкой. Ан-2 у нас с загрузкой 1500 килограмм мог выполнять полет на дальность 700-600 километров. Наш самолет летит на дальность 1500-1800 километров. Перегоночная дальность у старого Ан-2 составляла 1200-1300 километров. У этого самолета порядка 5000 километров, чуть больше. То есть вот технологически вот этот скачок, который произошел с 1947 года, он фактически позволил, ну, по крейсерской скорости мы в 2 раза увеличили характеристики, по загрузке в 2 раза, по дальности полета практически в 5 раз. Это все позволит использовать самолет Ан-2 не только на перевозках между населенными пунктами на небольшом удалении 150-300 километров, но и позволит доставлять, например, груз весом 2-3 тонны на дальность 1500-3000 километров. Вот для условий, конечно, севера, да, вот востока, это, на мой взгляд, очень важное обстоятельство. При этом он может прилететь на фактически неподготовленную площадку, произвести посадку, выгрузить груз, собрать людей и какой-то курс и вернуться обратно. В одном из интервью, описывая новый самолет, вы сказали, что он все-таки больше подходит для грузоперевозок. Ну, это вот основное преимущество. Сейчас мы видим интенсивный выход из эксплуатации. Я думаю, через 3-4 года у нас не будет самолетов Ан-26, Ан-24. Вот, в принципе, теоретически для решения транспортных задач Як-40 то же самое, да, у нас фактически исчез. Вот грузоподъемность Як-40 была 3 тонны, грузоподъемность самолетов Ан-26 4,5-5 тонн. В принципе, самолет имеет сопоставимую с этими самолетами коммерческую загрузку. Понятно, что по объемам грузов, конечно, Ан-26 с Ан-2 не сравнить, но в части перевозки, например, продуктов, что наиболее, мой взгляд, должно быть востребовано. Вот. Этот самолет абсолютно, значит, может решать эти задачи. Вот. И, конечно, основная задача его все-таки будет не перелеты по коротким расстояниям. Основная задача – это как раз уйти на большое расстояние с грузом 1,5-2 тонны, особенно в условиях неразвитой наземной инфраструктуры, где нет у нас заправочных станций, да, где нет полос, где нет метеообеспечения. Вот как раз задача этого самолета уйти далеко, доставить необходимый груз, оказать какую-то срочную помощь, или медицинскую, или в части чрезвычайных ситуаций, да, и вернуться на базу для дозаправки, либо на ближайший оборудованный средствами навигации аэродром. А сколько ТВС-2 ДТ может за один раз перевезти пассажиров? Ну, вот смотрите, по УАП-23 это 9 человек, 9 пассажиров. Но всегда есть, в каждой стране есть свои внутренние правила. Ну, например, Cessna Grand Caravan 208, да, она вот в Европе сертифицирована под перевозку 14 пассажиров. То есть, если говорить по объему, по весу, то там можно разместить, ну, минимум там, пассажиров там, 20. Вот. Но реально, я думаю, что, значит, если грамотно отработать со своими внутренними правилами, порядка 14 пассажиров будет в самолете спокойно и просторно разместить. Кроме того, самолет, значит, вот минимальная скорость полета, которую сегодня он имеет, это порядка 45 км в час, она, соответственно, при выполнении посадки обеспечивает высокую степень надежности и безопасности. Да, и исполнение самолета из композитных материалов, именно конструктивно, мы его проектировали таким образом, чтобы в кабине и пассажиры, и пилоты были защищены в случае каких-то вот нештатных посадок. Соответственно, одно дело приземление на скорости 150-180 км в час, и совсем другая история – это посадки на
скорость 40-45 км в час. Вот Ан-2 он этим и отличался, например, очень высокая безопасность. Вот за всю историю самолетов Ан-2 нам известно о порядка там 300 катастроф. Это из 18 тысяч построенных самолетов. Если говорить самолеты, летающие сегодня у нас в России, вот двухдвигательные, вот это Twin Otter, это Л-410, Ан-28, их было построено порядка 2700. 2700. И несмотря на это, потеряно порядка 350-380 самолетов. То есть надежность самолета Ан-2, его безопасность, она на порядок выше, чем вот эта безопасность на выживаемость на двухдвигательных самолетах такого же класса. Поэтому вот это все вместе в комплексе, оно должно обеспечить очень высокую безопасность перевозки и пассажиров, и безопасность экипажа, выполняющих полеты. Первый полет на дальнее расстояние состоялся в прошлом году. Маршрут Новосибирск-Москва на Международный авиационный космический салон. Как самолет повел себя? Да, мы перелетели после проведения серии испытательных полетов в Новосибирске. Мы 15 июля мы выполнили первый перелет на МАКС-2017 в Москву. Это был беспосадочный полет. Времени полета у нас составило 1 часов 40 минут. Вылетали мы с остатком 3200 литров. При этом в Раменском после посадки у нас осталось еще порядка 800 литров заправки. Да, это где-то на 5-6 часов полета еще возможность. Самолет показался хорошо. Средняя скорость по маршруту у нас получилась порядка 280 км в час. Встречный ветерок был. Вот. Все системы работали нормально, хорошо. Все, что мы рассчитывали с точки зрения аэродинамики, мы все получили. Он показал очень высокие характеристики именно расхода топлива. Вот. Ну и, на мой взгляд, на сегодняшний день вот в этом классе вот этот самолет-демонстратор, мы не говорим про серийный самолет. Понимаешь, что в серии какие-то характеристики ухудшатся, какие-то улучшатся. Вот. Но, тем не менее, даже уже на сегодняшний день можно говорить про него как про вот этот опытный экземпляр, равных которому на сегодняшний день в мире нет. Особенность самолета ведь не только в экономичных материалах, его можно собирать на небольших предприятиях. Именно так вы сказали в одном из интервью. Завод, где должны производиться эти самолеты, он должен иметь оборудование где-то на 200 миллионов долларов. Это на 200 миллионов рублей, я извиняюсь. Это автоклавы, это печи, это раскроечные столы, это системы контроля, изготовления конструкций. Вот. Площадей порядка 6 тысяч квадратных метров. То есть стоимость строительных работ с оборудованием этого завода должна составлять 500-600 миллионов рублей. И при этом на этом заводе личный состав численностью от 70 до 100 человек должны иметь возможность выпускать порядка 25-30 самолетов в год. То есть вот самолет вот этот наш был проектирован фактически в течение 11 месяцев, спроектирован и изготовлен. В строительстве самолета принимало участие порядка 120 человек у нас, при этом 80 человек у нас фактически был женский состав. Да? То есть вот такая идеология. 70-100 человек, 25 самолетов в год при соответствующем оборудовании. Завод такой можно разместить, в принципе, где угодно. Да? Но мы рассчитывали, что это все должно быть где-то за Уралом, да? Как раз в тех местах, которые не имеют какой-то там трудовой занятости. Вот. Привозится в этот поселок припрыг, так называемый, это ткань, пропитанная связующим, да, и оттуда выкатывается самолет. Вот примерно идеология такая. Кукурузник Ан-2 зарекомендовал себя отличным самолетом. История во всем положительная. Будет ли у ТВС-2 ДТС такая же история? Как вы думаете? Ну, знаете, вот основной смысл и идея была, да, в том, чтобы сохранить полностью преемственность с точки зрения работы экипажа в кабине. Я за свою жизнь достаточно много налетал на самолетах Ан-2, вот, поэтому мне очень хорошо знакомы преимущества, недостатки этого самолета с точки зрения именно нагрузки на экипаж.
Поэтому, ну, например, на этом самолете я фактически без вывозных полетов готов допустить хорошего крепкого командира, который освоил самолет ТВС-2МС, это который Ан-2 с турбовинтовым двигателем. То есть фактически пилотируется, эксплуатируется он идентично. Поэтому вот эти все обстоятельства, я надеюсь, что они могут как раз позволить, ну, во-первых, занять, вернее, даже не занять нишу Ан-2, да, а, наверное, как бы занять новое направление, которое можно будет решать этим самолетом, и не как бы оставить те направления, которые занимал самолет Ан-2. Если это все произойдет, то, конечно, его судьба может быть не хуже, чем у нашего великого кукурузника. Владимир Евгеньевич, спасибо. На связи с нашей студией из Новосибирска был Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Говорили о новом отечественном самолете ТВС-2 ДТС. Общественная палата России планирует организовать тотальное наблюдение за выборами президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день уже более 70 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями на выборах от Общественной палаты России и региональных общественных палат. При этом Фадеев указал на принципиальное отличие общественных наблюдателей от наблюдателей, которых направят на участки партии и сами кандидаты в президенты. В стране 96 тысяч избирательных участков, и в принципе, конечно, задача ставится так, в принципе, повторяю, чтобы наблюдатели были на всех избирательных участках. Тотальное наблюдение – это очень непростая задача, потому что наблюдателей желательно, чтобы было 2 человека на каждом участке, и это под 200 тысяч наблюдателей. Чем отличаются эти наблюдатели от того, что уже есть, если это выборы, например, в Государственную Думу, наблюдатели от партии, если это выборы президента, наблюдатели от кандидатов в президенты. Эти наблюдатели общественные не политизированы, они никак не встроены в политическую борьбу. И это очень важно. Их задача обеспечить как предельно чистые и легитимные выборы. Сейчас короткая реклама, и смотрите через 2 минуты. Триумф российских фигуристок Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане. Флаг России над спортивными трибунами Южной Кореи. Как алданские болельщики поддержали сборную и рассказали всему миру о своем городе. Ринг, гонг, бокс. Всероссийский турнир среди боксеров-любителей проходит в Якутске. Что получат победители, кроме медалей и кубков? Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Меня зовут Никита Кузнецов. Я финалист всероссийского музыкального проекта «Новая фабрика звезд». Родился я в Нерюнгре. Здесь научился делать музыку, писать текста. Мое творчество пронизано местами, где я вырос. Я люблю Якутию. В южнокорейском Пхенчхане подходит к концу. Запомнится она не только спортивными баталиями и отстранением российской сборной, но и вспышкой норовируса.
Кишечную инфекцию во время игр подхватили 275 человек. Дошло до того, что из-за вспышки отстранили 1200 охранников, их заменили солдаты. Заразились и двое швейцарских лыжников, призывали туристов и спортсменов чаще мыть руки и избегать рукопожатий. Иностранные журналисты, спортивные чиновники, даже некоторые атлеты и без всякого норовируса пытались превратить россиян на играх в нерукопожатных. Не получилось. Напомню, что компанию им составили иностранцы. Обрубили сборную, из 500 человек МОК пустил в Южную Корею лишь 169, при этом многие просто верили и болели. Перед закрытием игр можно подвести предварительные итоги. Олимпийские атлеты из России на 15-м месте среди сборных. У нас 16 медалей, 9 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотая. О ней, кстати, поговорим отдельно, но чуть позже. Букмекеры прогнозируют, кто соберет медали в последний день и кто вообще станет лидером общекомандного зачета. Где все было ясно и без прогнозов и предсказаний, так это в женском фигурном катании. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева поделят 5,92 балла. Сделала! Во второй половине! Мама дорогая, вы посмотрите, что она делает! И на следующий день произвольная программа. Драматизм зашкаливал. Алина Загитова выходит на лед и зарабатывает 156,65 балла. Черед Евгении Медведевой. Судьи выставляют такой же счет. С отрывом в 1,5 балла победила Алина Загитова. Первое золото нам принесла 15-летняя девушка. Медведева завоевала серебро, но с золотым оттенком. Вот, смотрите, как они тепло поздравляют друг друга. У них прекрасные отношения. Как бы сложность ни было Евгении Медведевой, тем не менее она с достоинством принимает этот успех основной конкурентки. Браво, Алина, браво! Да. Ледовые баталии не закончились, лишь переместились из фигурного катания в хоккей. В олимпийском турнире российская команда стартовала неудачно. Проиграла Словакии со счетом 3-2, потом наверстала и вышла из группы. Добрались до полуфинала. Соперником стала сборная Чехии. Принципиальный оппонент, от которого камня на камне не оставили. Во втором периоде ворота чеха Павла Францеуза распечатал Никита Гусев. Через 30 секунд шайбу забросил Владислав Чехии со счетом 1-0. А время все расставило по местам. За золото Южнокорейской олимпиады российские хоккеисты будут бороться с Германией. Но, к сожалению, нельзя обойтись без ложки дегтя. Их даже две. Во-первых, российская бобслийская Надежда Сергеева подозревается в применении допинга. У нее положительная допинг-проба. Какое вещество обнаружено в организме, не сообщается. По некоторым данным, это триметазидин. Его применяют для профилактики приступов стенокардии. На Олимпиаде Сергеева заняла 12 место. Во-вторых, допинг-тест провалил керлингист Александр Крушельницкий. А в двух его пробах обнаружили давно всем известный мельдоний. Как препарат попал в организм, непонятно. Анализы показывают, мельдоний употребляли. Правда, восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно. Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт. Ведь я прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме. Особенно тяжело еще и потому, что я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. На кону наша с Настей будущая карьера и наша репутация. Буду до последнего бороться за правду. А правда в том, что мы чистые спортсмены. Просьба одна, просто по-человечески нас поддержать. Несмотря на скандалы, болеть за спортсменов не переставали. Тысячи российских болельщиков заполняли трибуны. Часто можно было увидеть якутян. В Пхенчхан поехала группа алданских фанатов. Они поехали поддержать российских атлетов, в частности, лыжную сборную России. Весь мир увидел название небольшого города в Якутии. Во время награждения российского лыжника Дениса Спицова нам удалось связаться с одним из алданских болельщиков. Конечно, все жители нашей республики видели этот якутский флаг, имеется в виду с большой надписью «Город Алдан». Это сделали мы, алданские болельщики. Наши лыжники, как говорится, рулят. Они показали, что даже не выступая основным составом, могут бороться за самые высокие места. Были в Пхенчхане и другие болельщики из Якутии, например, Афанасий Алексеев, местный предприниматель. В интервью нашему телеканалу он не только поделился впечатлениями, но и рассказал, в чем отличие нынешней Олимпиады от международных спортивных игр «Дети Азии». Чем лично для вас запомнится эта Олимпиада?
Эта Олимпиада для меня запомнится тем, что, конечно, печально, то, что мы не услышим гимна нашей страны, не увидим, как поднимается наш флаг. И каждый раз, когда я вот это вижу, я испытываю гордость за свою родину, за наших спортсменов. И, конечно, очень печально то, что нашу сборную и пели гимн нашей страны. Это, конечно, мне останется на долгую память. Вы стали одним из инициаторов флешмоба «Герб и флаг России». Кто принял участие в акции, кто поддержал и вообще в чем суть ее заключалась? Призывали во время игр Олимпиады носить герб и флаг России, тем самым поддержать наших спортсменов. И наш лозунг был «Герб и флаг России в наших сердцах». И после вот нашей акции, да, вот непосредственно перед Олимпийскими играми по России тоже пошла вот подобная акция, да, «Россия в моем сердце». Но этой акцией мы хотели поддержать наших спортсменов. Очень хорошо. А вот с якутянами, да, лично я не встретился, но вот постоянно идут эти с WhatsApp сообщения в Инстаграме. Видно, что наши ребята есть, наши ребята там присутствуют, поддерживают наших ребят. И очень даже активно, вот даже наш земляк с бубном, да, он прославился буквально на всю Россию, да, он активно очень поддерживал фигуристок там, да. Ну, это, конечно, очень хорошо, то, что наши ребята есть. Какие площадки Олимпиады вам удалось посетить и насколько доступны для болельщиков были самые зрелищные виды соревнований? Да, я вот расскажу, да, сама вот эта Пхенчхан, да, вот эта маленькая провинция. Я вот ожидал приехать и увидеть какой-то город красивый, разукрашенный, там, с флагами. А на самом деле это маленькая провинция, там даже города нету. Даже сложно назвать населенным пунктом, там раньше была, и раньше и есть эта горнолыжная база, где вот корейцы сами ходят, там тренируются, катаются. И вот они вот подготовили под Олимпиаду ее, и она находится в трех местностях, да, которые расположены друг от друга в 15 и в 40 километрах. И я вот за день вот все вот эти населенные пункты проехал и лично вот посмотрел, как вот это все происходит. Было немало неожиданных ситуаций, которые некоторые называют провокацией или заговором. Как вы, к примеру, относитесь к дисквалификации керлингиста Александра Кушельницкого и к перспективам возврата России в олимпийское движение, то есть снятию отстранения? Да, я вот за этой в керлинге, да, вот это, конечно, было очень отрадно, да, услышать то, что это была наша первая медаль на Олимпиаде, да, и вот за эту семейную пару мы тоже всей семьей очень болели, да, когда вот они выиграли вот эту бронзовую медаль, да, вот Александр, Анастасия, да, и вот то, что вот разразился после этого допинговый скандал, это, ну, тоже не очень понятно. Потому что вот Александр, да, вот на начало Олимпиады и во время Олимпиады всегда вот они сдавали тесты на допинг, и все эти тесты были отрицательные, а вот после того, как выиграли награду, уже вот разразился вот такой скандал, то, что он употреблял допинг. И, ну, как я болельщик, да, вот этот вид спорта, да, керлинг, да, он не подразумевает. Если вот была бы борьба, бег, там действительно нужен допинг, чтобы человеку дополнительная энергия. А керлинг, он не подразумевает там большую затрату энергии, там это больше такая тактическая игра. И вот употребление, я сомневаюсь, что такое есть вообще. А вот насчет перспектив возврата России в олимпийское движение, то есть снятия отстранения, что мы полноценно уже вернемся? Не, мы должны вернуться, конечно, так не должно продолжаться, чтобы постоянно вот вокруг нашей сборной вот шли вот такие вот допинговые скандалы. Но я надеюсь, что это зависит, конечно, и от руководства нашей страны, и от нашего Российского олимпийского комитета, чтобы они ставили задачи, чтобы побыстрее вернуть нашу сборную обратно в состав. Вы сказали, что особо интересовались инфраструктурой олимпийских объектов. Что вас поразило, что удивило? Мне вообще вот организация соревнований, вообще очень все так доступно, очень так легко, нету никаких пробок, нету. Мы ездили вот на машине наемной, да, и машину не допускали там рядом, прямо к объектам невозможно было подъехать, это мы останавливались далеко, и оттуда уже курсировали на автобусах. Организация действительно там на очень высшем уровне, все очень доступно, хорошо для обычного вот болельщика прийти, там где-то, чтобы в очередях таких больших стоять, такого нету. Везде волонтеры помогают, там показывают, подсказывают, ну вообще очень так на высшем уровне все было.
И вообще, это моя первая Олимпиада, которую я посетил в жизни, да. И я вот хочу сравнить с нашими играми «Дети Азии», да. И хочу сказать то, что вот наши дети игры Азии, да, они ничуть не хуже по организации, по накалу страстей, да. А до старта зимней Олимпиады уже начали говорить даже о летних играх. Они, напомню, состоятся через 2 года в Токио. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация может пересмотреть вопрос включения бокса в программу летней Олимпиады. Причина – проблемы в управлении и финансах в Международной ассоциации любительского бокса. Хотя эта дисциплина входит в программу игр больше века. Якутяне не на шутку разволновались, тем более, когда в октябре в Якутске состоится чемпионат страны. Не будет Олимпиады, годы потрачены на взращивание спортсменов, создание инфраструктуры коту под хвост. Кстати, в рамках подготовки к чемпионату страны в Якутске продолжается всероссийский турнир класса А. За поединками наблюдала Саргалана Захарова. Выкладываются по полной, не обходится и без травм. Спортсмен из Москвы Иван Блында заканчивает бой с рассеченной бровью, но с победой. Ну, победа далась нелегко, но я просто чуть не настроился, видимо, еще где-то заминался. В принципе, все шло нормально. Вот. Я просто парень хороший такой, тоже мастер спорта он. Вот, ну, поработали, на славу, все хорошо. Двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира и участника Олимпиады якутянина Василия Егорова зал встречает овациями. Соперник тоже не из робкого десятка. Мастер спорта России, победитель чемпионата Дальнего Востока прошлого года Евгений Осенцев из Хабаровска. Василий вышел на ринг впервые после 6 месяцев перерыва и перехода в другую весовую категорию. Но несмотря на это, он еще раз подтвердил свое лидерство. Переход в другую весовую категорию, он и психологически, и психологически очень больной вопрос. Вот этот переход, он как спортсмен должен перенести устойчиво. Другой самый ожидаемый поединок. Семен вышел на ринг впервые после 3-летнего перерыва. Раньше он выступал в весе 52 килограмма, однако после череды травм на руке выбыл из соревнований. Тренировался 1,5 месяца, но все равно не в той форме, которая была 3 года назад. В весовой категории в 56 килограммов чувствую себя хорошо, добавил спортсмен. Несмотря на долгий перерыв, он смог одолеть своего противника. В прошлом году турниру был присвоен статус класса А, значит, он открывает новые возможности перед участниками. Победители этого турнира получают не только честь и почет, но и, конечно же, медали, кубки, но и получают возможность выполнить нормативы мастера спорта. Также каждый регион для себя берет на карандаш своих сильнейших бойцов, которые смогут уже в скором будущем представлять свой регион на чемпионате России. Он пройдет в Якутске этой осенью. Для представителей регионов турнир – хороший шанс заранее ознакомиться с местом проведения ключевых схваток года. Привезли команду с Хабаровска, чтобы опробовать, посмотреть, почувствовать атмосферу города Якутска. А якутская сторона уже готова по итогам турнира начать формировать свою сборную для участия в чемпионате. Чемпионат России, как проводятся организации, мы проводим, выставляем одну команду. И плюс к этому, думаем, 5-6 боксеров, которые должны выиграть путевку чемпионата России. Ставки высоки, напряжение тоже. Боксеров приходят поддержать друзья и просто любители спорта. Пришел, в общем, посмотреть, как боксируют молодые спортсмены. Очень интересно. Тем более приехало немало боксеров из других регионов страны. Ребята молодцы, хорошо ведут бой. Примечательно еще и то, что возглавляет судейский состав турнира супервайзер Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бертник. Вы знаете, я так думаю, по количеству участников, по желающим боксерам, которые хотят выполнить мастера спорта на этом турнире, я думаю, то схватки будут довольно такие приличные и захватывающие поединки. Кто станет лучшим спортсменом по версии АИБа, станет известно уже в воскресенье. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги уходящей недели. Наши корреспонденты продолжают следить за главными событиями день за днем. Всего доброго и до встречи.
Интернат для престарелых и инвалидов поселка Ленинский самый маленький в Алданском районе. Он рассчитан всего на 55 мест. Кроме интерната общего вида, в районе действуют 2 специализированных учреждения. В отдаленном поселке Илмах проживают бывшие заключенные. В Тамоте открыт психоневрологический интернат. Все дома презрения имеют статус республиканских. Они принимают престарелых и инвалидов со всей Якутии. Однако большинство проживающих – уроженцы Алданского района. По состоянию на 1 января 2018 года в районе закрыты вопросы в связи с устройством, то есть как таковой очередности в дома общего вида у нас нет. Но буквально за истекший период 2018 года у нас уже поступили заявки, это порядка 4 человек. Может ли быть счастливой семья, образовавшаяся волей судьбы? Может, если сложились обязательные для всех законы сосуществования, говорят проживающие Алданского межрайонного дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. А что я ни с кем не ссорюсь? А что мне? Разговаривать нужно, пожалуйста. Песню даже поем. Да. Галина Кулешова – признанная в интернате певица. В доме престарелых проживает давно. Дочь умерла, у других родственников нет возможности обеспечить пожилой женщине должный уровень ухода. Законы комфортного сосуществования Галина Дмитриевна освоила быстро. Все они просты и строятся на едином принципе – уважение к окружающим. Интересов в новой жизни Галина Дмитриевна обнаружила много. Мечта остается единственной. Самое желательное желание, а чтоб дети приехали. У меня дети есть. Ну, не нужна никому. С примерами жестокости и равнодушия детей по отношению к престарелым родителям сотрудники интерната сталкиваются часто. Интернат образовался в 2010 году. Ранее это было отделение временного пребывания, в котором многие пациенты проживали постоянно. А получалось так, что договор родственники заключали на полгода, да, ну, чтобы там куда-то уезжали, кто-то в больницу, кто-то что-то, кто-то в отпуск. И получалось так, что люди у нас оставались до самого конца своей жизни. Даже некоторые перешли уже в межрелустный Алданский дом-интернат. Валентина Смирнова была переведена в интернат из отделения временного пребывания. Помощь и уход Валентине Александровне необходимы. Женщина ничего не видит. Об обидах не говорит, да и обид, по большому счету, ни на кого не держит. Почему оказалась в интернате, Валентина Александровна в подробности не вдается. Тоже здесь тоже из-за квартиры, и с печкой, и печка стала дымить у меня с печкой, квартира, и вот так вот. И после дочери я потом, в дочери маленькая квартира, сюда поступила вначале временная, там была больница, интерната временная, а потом уже управление сюда переделали на интернат, контора была. Ну вот сюда поступила потом, в 2010 году. Соседка Валентины по палате, Александра Коренева, сама попросилась в интернат 4 года назад. Не хотела быть близким в тягость. В доме престарелых бабушку регулярно навещают внук и правнуки. Честно, отношения хорошие. Что администрация, что обслуга. Нас никто не обижает, помогает всем. Как и Валентина, Александра ничего не видит. Плотная завеса закрыла свет не сразу, слепота прогрессировала постепенно. 7 лет назад свет полностью померк. Ну, кто знает. Я считаю, что последняя операция ошибка врачей, но я не знаю, в общем. Сколько было страху, до всего нервов пережито, ничего. Видимо, так угодно, что ли. Закону притяжения, что ли, не знаю. Перестав видеть, Александра Яковлевна открыла для себя аудиомир литературы. Поняла она и еще одну важную вещь. Необходимо уметь наслаждаться каждым мгновением, ведь жизнь продолжается. Разумеется, продолжается. Нормально. Он соседи у меня очень хороший, Валечка, тоже он не видит. Самое, тут вот новенькая, тоже Валя. У нас тут Валь полным-полно. Валентина Полицыкина в комнате новенькая. В интернат она приехала осенью. В ветхом неблагоустроенном доме стало невозможно жить. С детьми и внуками созванивается. Но пока к ней в гости близкие не приходили. Пока что мне звонят. Звонят, но это позволь. Все.
На родных Валентина Прокопьевна не обижается. Они заняты, у всех много дел. В доме для престарелых и инвалидов женщине, конечно, комфортнее, нежели было дома. Однако настроение подавленное и тревожное. Особенно сильно душа болит о кошках. Их у Валентины Прокопьевны 3. Можно жить. Нормально. Все. Только вот все равно душа болит. Что дома там у меня остались кошки еще. Все переживаю, жалко. Замерзнут или... Ой, тяжко, конечно, тяжко, не могу. Оставленные детьми матери и отцы продолжают беззаветно любить сыновей и дочерей. Эта любовь дарует моральные силы, чтобы пережить предательство. Ни одного худого слова о своих детях пожилые родители не говорят. Чаще они об этом молчат. То есть у нас здесь как бы люди обиженные, неудовлетворенные жизнью, иногда поступают и обозленные. Вот мы стараемся как бы найти к ним общий язык, но чаще о своих детях и о своей жизни они молчат. Утрата родственных связей бесспорно трагична, однако социальные работники не торопятся давать однозначные оценки. Порой одинокая старость есть не что иное, как закономерный итог. Если, допустим, человек в свое время там в молодости, допустим, по различным причинам, да, может быть, как-то не занимался семьей, да, либо там менялись семьи, да, то есть как бы, тоже такое бывает. Соответственно, и в старшем как бы возрасте уже и получается так, что как бы ним неким заниматься. В интернате общего вида проживают не только одинокие престарелые, но и люди довольно моложавого возраста, ставшие глубокими инвалидами. Многим требуется не только медицинская помощь и последующая реабилитация. Перед сотрудниками порой стоит проблема легализации человека. Сергей Пермяков поступил в хоспис несколько лет назад. Как гражданина Сергея Александровича словно и не существовало. На Украину изредка мужчину навещают брат и сестра. На восстановление документов у администрации ушел не 1 месяц. А наша администрация помогла мне сделать документы. Был без паспорта. Не могли мне прийти документы из Тюмени, где я работал. Если многоступенчатая процедура восстановления документов успехом увенчалась, то после длительного комплексного лечения здоровье вернулось лишь частично. Но, несмотря на инвалидность, Сергей по мере сил помогает рабочим интерната. Ведь человек счастлив, когда он кому-нибудь нужен. Проживающие у нас разные, каждый человек, он по-разному. Бывает, у него настроения нету, бывает, что-то там настроение у него поднимается. Он хочет и пообщаться, и поразговаривать, они все разные, одинаковых нету. Конечно, интернат не собственная квартира. Быт и распорядок здесь один на всех. Сотрудники, однако, внимательны к пожеланиям проживающих и стремятся делать все возможное, чтобы уклад общежития стал максимально похож на домашний. Стараешься, кто что попросит, стараешься сделать там или сварить, или ту же рыбу посолить. Безграничное сопереживание и огромное терпение. Сотрудникам интерната эти черты необходимы. Буфетчица Галина Михайлова работает в интернате 7 лет. Пенсионная жизнь стала для нее тяжелой. Слишком болезненным было одиночество. Так случилось по обстоятельствам, что я уже и внуки выросли, и половину семьи своей перехоронила, и дома не хочу сидеть. Вот пошла на работу. На работе Галина Ивановна обрела не только общение. Одиночества и пустоты больше нет и дома. Женщина оформила опеку над одним из проживающих. А он вообще человек нелюдимый, Тамакин Игорь Дмитриевич. Ему нравится дома, где-то в огороде копаться, несмотря на то, что он инвалид. Подопечному Галины Игорю в этом году исполняется 55 лет. Сейчас он находится в Якутске на перепротезировании. С Галиной созванивается каждый день и ждет не дождется, когда окажется дома.
Ну, у него, конечно, сейчас есть какие-то обязанности. Он считает, что надо где-то там дров подзаготовить, где-то баню он может протопить, сам помыться, сам себе обслужить. Ну, где-то, конечно, стирка и все это магазины на мне. Ну, мне кажется, он такой немножко стал почаще улыбаться. Создание приемных семей – это новая форма заботы об одиноких престарелых людях. Галина стала одной из первых в Алданском районе, кто отворил двери своего дома нуждающемуся человеку. Ну и также здесь есть и неплохая материальная составляющая, я считаю. Человек, устраивающий к себе в приемную семью пожилого человека, получает вознаграждение в размере 21 358 рублей ежемесячно, да, и плюс он может рассчитывать на 75% от дохода этого человека, то есть, ну, там, пенсии, там, различные выплаты. В Якутии механизм создания приемных семей для пожилых был запущен в прошлом году. В 2017-м в республике 180 семей приняли обездоленных стариков. В 2018-м их станет в 1,5 раза больше. 2018 год у нас такой амбициозный проект уже по республике. Это открытие 250 приемных семей. В том числе и Алданский район здесь не стоит в стороне, да, то есть у нас создано по состоянию на 1 января 3 приемные семьи. Одна в Алдане, в Ленинском и в селе Кутана. Еще одна форма работы с одинокими престарелыми и инвалидами предполагает открытие домов-интернатов на основе государственно-частного партнерства. Данный вид деятельности приемлем как для предпринимателей, так и для некоммерческих объединений. В принципе, любой частное лицо, там, некоммерческая организация, то есть могут открыть свой дом-интернат, где они будут оказывать тот же перечень услуг для гражданина. Ну, соответственно, данные дома-интернаты будут финансироваться частично возмещение в зависимости от набора услуг, да, которые будет получать человек. Они будут получать по линии Министерства труда и соцразвития, и в том числе так же, как и государственные дома-интернаты, претендовать на 75% от доходов, то есть пенсии и других выплат этого человека. Частных интернатов в Алдане пока нет. Одна из общественных организаций готова взять на себя социальное сопровождение и обслуживание на дому одиноких стариков. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве труда и социального развития республики. В Якутии проживают порядка 1500 одиноких и потерявших родство с близкими граждан. Проявить заботу, согреть теплотой скованную холодом душу и окружить нуждающегося любовью возможностей много. Как говорится, было бы желание. Я родился, учился, крестился в Якутске. Я очень люблю Якутск. Этот город, который дает мне силы. Этот город, который сделал меня тем, кем я являюсь. Я заслуженный артист Республики Саха-Якутия, и этим горжусь. Я люблю Якутию. Я россиянин. И я пойду голосовать за своего президента. Вы идете на выборы? Обязательно. И мой, и любого из нас. Очень важно. Конечно, сделать свой выбор обязательно. Сделать выбор самим. Ну, я считаю, что каждый человек должен ответственно к этому относиться. Ну, чтобы выбор народа был, как народ захочет, того и выберет. Вы идете на выборы? Обязательно. Как думаете, важен ли ваш голос? Каждый голос, по-моему, важен. Голосовать иду, выборы считаю, обязаны люди все голосовать. Какими бы ни были обстоятельства, каждый выбирает сам, быть пассивным или действовать. Травма не стала для меня препятствием, чтобы продолжить занятия спортом и представлять Россию на международной арене. Мне нравится самому решать, как жить, а не полагаться на судьбу. Совсем скоро нам предстоит сделать выбор, кто будет президентом России и какой будет наша страна в ближайшее время. У меня напряженный ритм жизни, но я не могу пропустить такое событие. Надеюсь, что и вы не останетесь в стране. Приходите на выборы 18 марта. Это наш выбор. Действуйте. 18 марта.
Выборы президента Российской Федерации. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Те же яйца, только круче. Якутская птицефабрика. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Привет, друзья! Сегодня у меня по плану путешествие в газовый центр Якутии, колыбель Хамуса, землю аномальных явлений и якутских пустынь. В общем, Вилюйский район ждет нас. Загадочный и туманный Вилюйск не так прост, как кажется на первый взгляд. Люди сюда едут за ягоды, рыбой и дичью, не подозревая, что это настоящий рай для туристов. Огромнейшие поля, волшебные озера и даже своя собственная пустыня. А может, здесь и находится знаменитая якутская долина смерти? Я решила проверить эту версию и устроила свою экспедицию в самые дебри тайги. Ведь Вилюйский район – это место для тех, кто смело идет к своей цели. Наш путь к долине смерти я начала с Вилюйска. Отмечу сразу, что Вилюйск – это город, не село или поселок городского типа, а город с историей, давно перевалившей за 300 лет. Как только ступаешь на эту землю, поражаешься огромным просторным улицам и все еще сохранившимся старым постройкам и памятникам. Здесь их огромное множество. Ведь Вилюйск называют городом-памятником. Архитектурные изваяния стоят чуть ли не на каждом углу. Вот один, второй, третий, четвертый. Думаю, вы поняли. Знакомьтесь, это священный Вилюй. Он символизирует великую реку Вилюй, на правом притоке которой и построен город. А основали его казаки в 1634 году. Правда, при правлении Екатерины II его называли Оленск. Ну, в то время была вообще большая чехарда с названиями. Но уже в 1783 году Вилюйск получил статус города. И после этого понеслось. В 19 веке сюда частенько ссылали неверных взглядом государства. Сам Чернышевский провел здесь 11 лет. Только представьте, 11 лет и 7 месяцев. Здесь родились первый якутский композитор Марк Жирков. Тот, кто боролся за автономность Якутии, Степан Ржаков. Сохранился памятник Ленину.
А еще здесь зафиксировано больше сотни матерей-героинь. Это уже без комментариев. Самой необычной страницей истории района является приезд в Вилюйск в XIX веке английской сестры милосердия Кэт Марсден. Она прибыла сюда специально, чтобы найти поселение прокаженных и помочь им. В XIX веке люди считали проказу не только заразным заболеванием, но и проклятием. Заболевшие навсегда изгонялись в лесную глушь, где влачили жалкое существование. Кэт решила найти якутских прокаженных и помочь им. На путь из Москвы до Вилюйска у нее ушло полгода. У меня в голове не укладывается, как вообще эта хрупкая женщина, говорящая только на французском языке, смогла добраться до этих земель и не просто помочь, а открыть в 1892 году колонию для прокаженных на месте нынешней деревни Сосновка. Здесь до сих пор стоит памятник смелой и решительной Кэт Марсден. А газовым сердцем Якутии называют поселок Кысыл-Сыр. Здесь установлен памятник этому важному для нашего региона полезному ископаемому. Вилюйский газ сегодня практически в каждом доме. Он обслуживает весь регион. Но и это не все. Вилюйский район называют колыбелью хомуса. Родина известных мастеров-хомусистов, село Хампа. Но я решила насладиться виртуозной игрой вилюйчан в самом городе. Местные не только сохранили старинные традиции игры на хомусе, но и разработали технологию изготовления этого музыкального инструмента холодной ковкой, а также возродили двухязычковый хомус. Если вы хотите узнать о районе еще больше, то обязательно забегите в Краеведческий музей. Здесь собрали все под одной крышей. Битый час гуляю по Вилюйску, и ни молодежи, ни мужчин. А знаете почему? Потому что сенокос. Я впервые на массовом сенокосе, и для меня это целое открытие. Кстати, сенокошение было известно местному населению задолго до прихода русских. По описанию Серошевского, косцы размахивали косой над головой, затем, нагибаясь, концом железа подрезали полукругом траву перед собой. Они ее просто срубали, а не косили. Сейчас все решает техника. И что? Нажимаете. Ой, у меня... Здесь? Фу, все. Я ничего не сломала, я никому не должна денег. Все живы, ноги целы. Значит, сенокос прошел удачно. Как мне объяснили, скошенную траву оставляют лежать на поляне, чтобы она подсохла в течение дня или даже больше. Дальше граблями ее собирают в небольшие копны. Так, я даже не представляю, как вообще целый день, а? Поднимай, опускай, кучки создавай. Важно правильно утрамбовать траву, чтобы она потом не рассыпалась, когда мы будем ее насаживать на виллу. Еще одна нелегкая задача. Молочка бы парного. Остатки сена собирает трактор. Главное оставить после себя чистейшее поле. Тогда работа выполнена. Это самая легкая работа на сенокосе. Едешь, никакой машкары. Поднимай, опускай. Наслаждайся жизнью. Осталось наше заготовленное сено отвезти на сушку, подальше от коров и лошадей. Можно и зимовать.
Я заглянула в люксовый гостевой домик семьи Пахомовых. Место знаменитое хотя бы потому, что здесь останавливались российские космонавты и личный глава Якутии. За 2 с лишним тысячи мне достался вип-номер с личным душем и огромной кроватью. Ни комаров, ни шума, ни дыма, еще и завтрак с ужином. Ну чем не рай? День, конечно, был интересный, насыщенный, но я устала. Не знаю вообще, смогу ли заснуть после этих рассказов. Попытаюсь. Ночью мне приснилось много-много рыбы, щеки, окунь, ельцы. Надо с ней познакомиться поближе. Где ловить рыбу, как не на одном из богатейших озер Вилюйска? Чтобы добраться до такого места, мне нужен настоящий железный конь. Вот этот малыш подходит. Вездеход на шинах сверхнизкого давления может не только ехать, но даже плыть. В запасе у моего трекала мощная электролебедка, автоматизированная система подкачки колес и даже подогрев сидений. Теперь мне и море по колено, и горы по плечу. А направляемся мы к непростому месту – озеру Сарданох, или по-русски Щучьему озеру. Оно славится своей волшебной водой, способной вылечить любые кожные заболевания. У меня был случай, когда вот это сын мой, уже больше года было, он не ходил, диабет большой был. Мы с женой так, как сказать, до 2-3 часов я смотрел, ухаживал за сыном, потом на работу же мне надо было, а потом после жена. Это дети там, сколько там таблеток, уколов там не помогало. Ну, вот это. Пришли сюда, набрали воду на тракторе туда, не такая дорога была, привезли воду где-то в бидончике, где-то в 30 копейки. Ага. И через неделю начал ходить, и пропало, и белым стал. Жители ближайших деревень не любят распространяться об озере туристам, чтобы не испортили место. Поэтому найти его очень сложно. Не каждому везет выехать к верной дороге. Повезет ли мне? Степан Романович, далеко ли? Котлова, нет, вот такой местности она была. Вот такой, как раз.
Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Еще один туманный морозный день в городе Якутске. Сегодня около минус 40-42 градусов. И сегодня у нас разговор пойдет о новинке российского автопрома, автомобиле Lada Vesta. Сегодня мы его испытаем прямо вот так вот в суровых климатических условиях, в условиях нашей якутской зимы. Я сейчас двигаюсь на своем таком к зиме подготовленном автомобиле. Здесь у меня стоит, конечно же, картонка, стоит автоодеяло. Здесь установлено второе лобовое стекло. Также на передних стеклах установлена пленка PET, двойная пленка, которая позволяет как бы сохранить максимально тепло в салоне автомобиля. Ну и, соответственно, забор воздуха идет изнутри салона. Ну, я не знаю, вот по крайней мере в такие температурные условия это для меня такой оптимальный вариант. Сегодня мы будем мерить температуру не просто по прогнозу погоды в телефоне, а мерить именно реальную температуру, которая сейчас вот именно в данный момент времени в окружающей среде. В этом нам поможет вот такой вот термометр. Сейчас на заднем сиденье лежит сам элемент. Такая фишка интересная. Открывается вручную, но если ставите на побежал. Вот так, друзья. Думаю, интересный знак. Так, ну что, впечатление об автомобиле. На скорости идет хорошо, достаточно комфортно управляется, даже на скоростях больше 100 км в час, даже как-то он становится более собранным, что ли. Ну, не сказать, что прям это гоночный автомобиль, да, это, во-первых, это универсал, можно сказать, семейная тачка. Вот, но машина очень даже ничего. Ну что, поедем дальше? Сегодня даже, видите, косулю увидели. Хотелось бы отметить, что тест-драйвов данного автомобиля уже очень много, но наша задача сейчас выяснить, насколько этот автомобиль подготовлен к зиме, да, то есть здесь, в отличие от моего личного автомобиля, нету второго лобового стекла, соответственно, нет вторых боковых стекол и так далее, то есть такой, ну, достаточно
серьезный момент для утепления автомобиля. Вот. Но, тем не менее, сейчас мы проехали около 40 километров по трассе, и, как видите, стекла как бы даже и не затянуло. Было вот здесь, с этой стороны, немножко, сейчас видно, еще осталось вот небольшая такая наледь, но это вот, тем не менее, на улице минус 40, и я еще даже не включал вот этот момент, обогрев переднего лобового стекла. Сейчас мы его включим, пусть он поработает, и посмотрим, уйдет это наледь или нет. Так, ну еще одно испытание салонное, да, салонное. В салоне у нас есть сегодня такой замечательный термометр. Вот его термодатчик. И показывает он сейчас комфортные 20 градусов. Ну, даже сейчас поднял руку, получается, температура растет. То есть, ну, понятно, что там, где выше, там теплее, ниже, прохладнее. Вот. И сейчас посмотрим, сколько на улице все-таки реальная температура. Такой у нас красивый лось. Так, температура пока падает. Что очень долго температуру меряет. Я уже замерзаю. Ну все, опытным путем мы определили, что сегодня минус 41 градус. Давайте же мы сейчас узнаем, сколько нам выдает печка. Поставим наш термометр внутрь и посмотрим. Ну что, 60 градусов выдает нам печка Лада Веста, когда на улице минус 41. Это же целых 100 градусов перепада. Вполне себе нормально. Вот, ну, вот как видите, комфортно я себя ощущаю в кепочке, в кофте, находясь в салоне автомобиля. Я как человек, не избалованный вот этими вещами типа круиз-контроля, обе машины у меня не имеют такой функции. Вот прям кайфую, еду, да, вот сейчас 61. Хочешь разогнаться, нажимаешь на кнопочку на руле, педаль отпущена. Давайте до 70 разгонимся. Вот 71. 70. Все. Машина идет. Нас обгоняет Toyota Voxy. Красота, красота. Слушайте, ну для самых дальних вот путешествий, да, я как бы увлекаюсь автопутешествиями, мне кажется, очень хорошая опция иметь такую опцию на отечественном автомобиле. Заслуживает всяческих похвал. Также хотелось бы отметить, что эта функция круиз-контроля, она в этом автомобиле также с функцией ограничения скорости. Вы можете поставить ограничение скорости, например, 60, 80, 90 км в час, и быстрее заданной скорости автомобиль у вас не поедет. Друзья, следующая интересная функция, с которой хотелось бы познакомить, это функция помощи старта при подъеме. Мы сейчас находимся на горке, на горе. Вот здесь такая расчищенная площадка на обочине. И сейчас я покажу, как это работает. У меня зажато сцепление, зажат тормоз. Я включаю первую скорость, первую передачу и затем отпускаю тормоз, чтобы нажать на газ, соответственно. В этот момент, если нет этой функции, ваша машина просто откатывается назад, и нужно обычно те, кто ездит на механике, еще там помогают ручником, да, в этот момент. Здесь с помощью функции помощи старта при подъеме этого делать не обязательно, ну, совсем и не нужно. Вот сейчас несколько секунд машина будет удерживаться в том положении, в котором она находится на горке. Давайте посмотрим.
словами можно закончить наш тест-драйв, друзья, но немножко с такой... жалко немного отдавать обратно этот автомобиль. Очень мне он понравился, особенно подогрев сиденья. Вот, ну, хотелось бы отметить, поставить большую пятерку, не знаю, от меня, вот нашему отечественному автопрому. Лада Веста прям порадовала. Знаете, уже как не сел вот в автомобиль нашего производства, да, и такой думаешь, где-то здесь подвох, да, в чем-то есть, наверное. Что-то где-то, наверное, не работает. Ну, проверил, все работает. Комфортный салон, удобно сидеть, просторный. Ну, а комплектация, которая представлена в этом тестовом автомобиле, прям, ну, такая очень-очень даже неплохо. Если так пробежаться, то есть что может быть в вашем автомобиле отечественного производства? Может быть круиз-контроль, мультимедийный руль, мультимедийная система с камерой заднего хода, функция помощи при старте на подъеме, подогрев сиденья, о котором я уже говорил, обогрев лобового стекла и многое-многое другое. Ну и, конечно же, не говорю о системах безопасности в виде подушек безопасности. Живя в городе, сложно представить масштабы республики. 5 лет назад я увлекся внедорожным спортом. Бескрайние просторы, неповторимые пейзажи, которые не встретишь нигде. Я люблю Якутию. В Намском районе прошел улусный форум-семинар «Инклюзивное образование Намского улуса. Вместе ради будущего. Вместе с детьми». Организаторами форума выступило Управление образования Намского улуса, благотворительный фонд «Лебедь», Намская начальная общеобразовательная школа и детский центр Тюэльбе. Основной целью форума-семинара организаторы выделяют создание условий для получения образования детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для максимальной адаптации и полной интеграции в общество. Нашей основной целью является проведение этого форума, то, что усилить внимание на инклюзивное образование, да, на состояние инклюзивного образования в Улусе, да, в каком она сейчас, как продвигается введение ФУГОС. Ага. И еще интеграция детей с особыми потребностями, со здоровыми детьми. Объединить и педагогов, и родителей, и общественность в одно целое, и работать по этой проблеме, принять какие-то вот дальнейшие шаги. Форум-семинар работал по 3 площадкам, на которых обсуждалось понятие инвалидности, проводились мастер-классы и презентация проектной деятельности «Понять, принять, любить», где участники имели возможность защитить свои проекты, выставленные на конкурс грантов Управления образования и благотворительного фонда «Лебедь». Ну, мне очень все понравилось, особенно интервью с Антоном и с Димой. Они очень интересные люди, очень многое знают, делятся своим опытом. С ними очень классно общаться. Ну, просматривала Инстаграм про Антона, как он делает добрые дела, и впечатлялась
И у меня такой шанс был увидеть его, и я очень рада. Узнала я, что есть фонд Харасхал. Дима Потапова тоже я впечатлена. Он такой, как все, не отстает во всем. И он успешен во всем, и у него очень много возможностей. Он может быть он хочет стать и певцом, режиссером, актером. Это очень многое значит для нас и для него. И у него есть очень много мечты, и он их обязательно исполнит. По окончанию форума все выступающие получили сертификаты, а на торжественном закрытии были оглашены имена победителей, выигравших конкурс грантов. Очень радует, что теме инклюзивного образования с каждым годом уделяют все больше внимания. Они говорят, ее принимают и воплощают в жизнь. Данный форум еще раз доказывает, что все дети равны и должны учиться вместе. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе. Как мы знаем, 2016 год был ознаменован в России годом кино. За прошедший период кинопроизводители по всей стране удивляли зрителей яркими и захватывающими кинокартинами, в том числе и в Якутске. И, как водится, в конце уходящего года принято подводить итоги. Так, окружная администрация совместно с кинотеатром «Центральный» огласили свои итоги кино. На торжественной церемонии были награждены юные мультипликаторы, активные участники Республиканского мультипликационного фестиваля «Чудеса кино», который ежегодно проводит благотворительный фонд Харасхал. Ребят и их руководителей поздравил лично директор кинотеатра «Центральный» Александр Данилов и главный специалист управления культуры окружной администрации города Якутска Василина Кривошапкина. Хочу сказать, что наши юные участники проявили действительно чудеса и волшебство своих рук, своих взглядов необыкновенных. Сегодня мы просто с огромной радостью отметили, что у нас дети очень талантливые. И невозможно даже вот вам передать, насколько эти работы удивительные, потому что делать анимационный фильм, или как дети наши называют мультфильмы, это невероятно сложно, и здесь надо проявить, конечно, волшебство действительно. Юные мультипликаторы были награждены дипломами за активное участие и получили сладкие призы, а самые-самые удостоились специальных призов. С каким мультфильмом ты сегодня выиграла вот номинацию? «Сам слепи свое счастье». В чем это мультик? Ну, про то, что Бог слепил человека из глины, а потом человек хотел себе счастье слепить, а Бог сказал, что сам слепи свое счастье. Что, ты планируешь еще с ним? Да, я планирую про дельфинов снять мультфильм, рисованный. У приглашенных была уникальная возможность посмотреть фильм «Цветок тундры». Первая художественная кинокартина, полностью снятая школьниками Якутска.
Ну а мы желаем нашим юным мультипликаторам не останавливаться на достигнутом, воплощать свои идеи в жизнь. Может, в скором времени мы увидим работы наших ребят на большом экране. У детей есть свои особенности. Находясь вместе в инклюзивном детском саду или школе, дети учатся принимать и развивать способности друг друга. И если учитель помогает им в этом, то особенности становятся преимуществами. Дети должны учиться вместе. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru. Благотворительный фонд Харысхал запустил новый проект в рамках школы родителей созидания «Очумелые субботники». Суть проекта – организовать полезные встречи для родителей и их детей, на которых они смогут делиться друг с другом своими творческими умениями. Так, на одной из последних встреч родители вместе со своими детишками познавали искусство оригами. Какую цель мы преследуем вот этими мероприятиями? То, что мы привлекаем родителей к выходу из домов, к тому, что родители с детьми вместе какое-то творчество делают. Это еще и реабилитация, но еще и самое главное – это социализация детей. Да? То, что мы создаем такие условия, чтобы родители выходили из домов, не сидели дома и показываем доступную среду. Вообще самое главное то, что мы делаем, для чего это делаем, да, для того, чтобы собираться, поговорить, обменяться опытом, научить тому, что мы сами умеем. И самое главное то, чтобы дети видели и учились тому, что мы можем вместе что-то сделать, творить красоту и при этом помогать и таким общественным местам, да, не просто пришли в гости, да, а еще мы приносим еще какую-то полезность. Вот. Вообще идея этих очумелых субботников то, что проводят сами родители. У каждого родителя есть что-то такое, которое он умеет лучше всего. И вот именно какое-то творчество, ручное творчество, то, что он умеет, он в виде мастер-класса проводит в рамках нашего фонда Харысхал в офисе. Или мы вот сейчас уже вышли за пределы уже офиса, да, и мы уже начинаем ходить по организациям. Мое увлечение – это оригами. Я люблю делать поделки всякие, с клеем и без клея. Я умею делать сердечко, пианино, цветок и журавля. Старались, все молодцы, все получилось. Ну, и журавлик получился красивый. Нам очень понравилось, да, научились делать журавликов. И очень позитивно все происходит. И ребенок, Лиза такая молодец, научила нас этого, то есть даже получилось. Так все доступно, и очень понравилось, очень на позитивной ноте, и как-то тепло и уютно. Мне нравятся субботники, как делать журавлики. Новые знакомства, да? С другими детьми познакомилась? Да, другими детьми. Очень нравится вообще вот общение между, мы здесь собрались в компании, у которых общие проблемы. Отвлечься от этого всего, прийти заняться чем-то, показать то, что мы умеем, посмотреть и научиться чему-то. Проводила я мастер-класс по бумажным цветам. Это было как раз перед 8 марта. Мы все хотели научиться делать букеты из конфет. Вообще очень интересно, конечно, чем-то заниматься. На самом деле, мало кто хочет что-то делать сейчас. И поэтому, когда приходишь и показываешь людям, которым это надо и которым это нравится, это самое интересно. Буквально за час семьи сделали несколько десятков разноцветных бумажных журавликов. В каждый из них вложено тепло и старание каждого участника. Кстати, вскоре вы сможете оценить плоды творчества. Журавлики украсят один из залов кафе «Вафли и кофе». Еще большей горечью произнес малыш, потому что весь
малыш дорогой. Коля, Коля, ты меня... Коля, ты меня слышишь? Повтори, что я сказала. Ничего не было. Коля, ничего страшного. Успокойся. Ты молодец. Те же яйца, только круче. Якутская птицефабрика. Не установлено детское кресло. Следственный комитет сообщил причину гибели двухлетнего ребенка в ДТП в Горном районе. В столице прошла бизнес-игра «Начинающий фермер». Ученики ведущих агрошкол представили свои проекты. Бурятский Новый год в Алекминске. Воспитанники детского сада познакомились с традициями праздника Белого месяца. Здравствуйте, в эфире «Якутия-24», в студии Василий Раченко и главным новостям этого часа.
Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде 2018. Спортсмены Александр Большунов и Андрей Ларьков принесли в копилку сборной России 15-ю и 16-ю медали Олимпиады в Южной Корее в гонке на 50 километров. Большунов отстал всего на 18 секунд от лидера гонки финна Иво Нисканена и добыл серебряную олимпийскую медаль. Бронзовую медаль на этой дистанции принес в копилку Андрей Ларьков. Сейчас у России 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. В общем зачете 16 медалей. Следователи проводят проверку по ДТП в Горном районе, где погибли 3 человек, в том числе 2-летний ребенок. 3 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Напомню, что вчера на 143-м километре федеральной трассы Вилюй произошло столкновение автомашин Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace. Как сообщили в интервью нашему телеканалу, причиной гибели 2-летнего пассажира такси стало отсутствие детского кресла. Вчерашнее ДТП, таксист был полностью легальным перевозчиком. У него были путевой лист с отметками медика, механика. Но сопутствующие нарушения, минус там, не было автокресла. Как нам сообщили, в Центральной районной больнице Горного Улуса один из пострадавших в ДТП впал в кому. К нему в районную больницу направлен нейрохирург из Якутска. Сейчас пациенту делают операцию. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате пожара в Якутске погибли мать и ее ребенок. Сегодня утром в СОТе 40 лет Победы сгорел частный двухэтажный дом. После тушения были обнаружены тела 7-летнего ребенка и его матери 1985 года рождения. Дом был уничтожен огнем полностью. Возгорание началось с 1-го этажа здания. Там располагался гараж, где предположительно произошли неполадки с электропроводкой. Сообщение о возгорании дома, расположенного на территории СОТ 40 лет Победы, поступило в следственные органы около 5 часов 30 минут 24 февраля текущего года. При тушении пожара на месте происшествия были обнаружены тела женщины и ее 7-летнего сына. В медучреждение также доставлен супруг погибшей женщины. На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр, опрошенные очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки функционирования электропроводки. В рамках проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. И еще один пожар произошел сегодня в столице республики, в частном доме по улице Лонгинова. В двухквартирном доме проживали 2 человека, и оба были эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания выясняются. И к другим темам. Для экспорта нерюнгринского угля будет построен новый порт в Хабаровском крае. Минвостокразвития сообщает, что в 2019-м угледобывающая компания «Колмар» завершит строительство специализированного терминала для перевала угля. По словам Сергея Цивилева, генерального директора компании, сегодня приходится использовать морские терминалы Приморского края. Но с конца 2019 года доставка будет идти исключительно через собственный терминал компании, который находится в порту Ванино в Хабаровском крае. В 2016-м «Колмар» возобновила поставки угля в Японию. Качество продукции, скорость и бесперебойность доставки, а также возможность обслуживать заказы от 10 тысяч тонн является ключевым преимущественным южно-якутским поставщиком угля, пояснил Цивилев. Тонного завоза отработали положительно. Об этом сообщил директор управления материально-технического снабжения компании «Алроса». В условиях маловодья предприятие выполнило поставленные в 2017 году задачи. Они не только снабдили все подразделения компании необходимыми ресурсами, но и сэкономили средства на доставки грузов. Подробнее в сюжете Марии Урцевой. 2017 год для снабженцев не стал неожиданностью. Как и в предыдущие годы, свои капризы показала маловодная река. Именно по лени за лето доставляется большая часть грузов на площадке «Алроса». Тем не менее, на хозяйственном активе с работниками УМТС руководство отметило – было сложно, но с задачами справились. Завоз материально-технических ресурсов навигации 2017 года, все вы знаете, это уже традиция, ну, в общем, не то чтобы традиция, но сложившийся факт, что с 2012 года проходит в достаточно сложных навигационных условиях, гидрологических сложных условиях. И, соответственно, навигация 2017 года исключением из правил не стала. Не сорвать план по завозу помогли заранее просчитанные схемы доставки. Вопросы на особом контроле находились у руководства алмазодобывающей компании. Были отработаны схемы поставки через станцию Томот Нижний Бестях. Это якутское направление. У нас грузы доставлялись по железной дороге до
Нижнего Бестяха. Там происходила перевалка на автотранспорт, транспортная перегрузка шла на суда. И таким образом было в этом году переработано и доставлено 22 тысячи тонн. Второе мероприятие, которое мы выполняли, это, естественно, организация перевалки груза с мелкосидящего флота на более глубоко сидящий флот в районе Мандринского плеса. Это ниже Киринска. Там работала бригада Ленского отделения УМТС. Отработали, я также считаю, достойно. Помогла выполнить планы проделанная заранее работа. Перед началом навигации снабженцы подготовили 120 тысяч тонн груза в Усть-Куте. Поэтому флот не простаивал в ожидании поставок. Навигация у нас планово рассчитывалась с 10 мая, однако погодные условия позволили начать ее раньше на 10 дней, с 1 мая. И поэтому к моменту, плановому моменту у нас было обеспечено накопление 120 тысяч тонн груза в Усть-Куте. Это и сухогруз, и налив. Соответственно, вот это мероприятие позволило, во-первых, сэкономить на доставке груза, ну и, во-вторых, обеспечить завоз грузов для нужд акционерной компании. В наступившем году в управлении материально-технического снабжения готовится доставить для нужд компании «Алроса» 278 тысяч тонн груза. Работать будут по отработанным схемам. Поэтому снабженцы уверяют, отработаем стабильно. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Руководитель региона Егор Борисов встретился с доверенными лицами. Приняли участие 110 доверенных лиц из 30 районов и городов республики. В ходе обсуждения приоритетных направлений работы положительно оценили темпы жилищного строительства. С докладом выступил и первый заместитель председателя правительства республики Михаил Осипов. Он отметил, что большое внимание уделено вопросам качественного профессионального образования, охране здоровья, улучшению жилищных условий населения и развитию местного производства. Доверенные лица договорились и дальше совместно работать для социально-экономического развития республики. За эти 4 года мы уже 5-й раз здесь собираемся. За эти 4 года было сделано очень много. Не только я хочу сказать о своем районе Нерюнгринском, но и в целом по республике Саха. Наш район за эти 4,5 года стал территорией опережающего развития, и очень многое было сделано благодаря вот именно руководству нашей республики и правительству республики. Якутские школьники сыграли в интеллектуальную игру «Начинающий фермер». В столице прошел региональный этап всероссийских интеллектуальных соревнований. В них состязались ученики агрошкол. Всего 18 команд из разных районов республики. Молодые люди развивают навыки бизнес-планирования, вырабатывают управленческие решения. Каждая команда представила свои бизнес-идеи. Это создание свинофермы, разведение кроликов, производство козьего сыра, получение экологически чистого меда и другое. Победившая команда представит республику во всероссийском этапе конкурса. Кроме презентации бизнес-идей, прошли дуэли в области бизнес-планирования и менеджмента. Мы разработали бизнес-план о кролиководстве. В первый год собираемся купить 185 кроликов, 300 самок и 5 самцов и 145 молодняка. За 5 лет примерная сумма, которую мы должны в прибыли, 10 миллионов рублей. Якутяне выступили на пресс-конференции ежегодного международного кинофестиваля «Берлинале». 68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля в Германии. Жюри возглавляет немецкий режиссер Том Тыквер. Фильм «Ага» болгарского режиссера Милка Лазарова, где главные роли исполняют якутские артисты, закрыл программу международного фестиваля. Фильм был снят в феврале-апреле прошлого года в Якутии. По словам продюсера Сарданы Савиной, этот фильм был в списке самых ожидаемых, но не попал в основную часть конкурса. Но в любом случае здесь, на таком крупном фестивале, неважно конкурировать или не конкурировать. Уже то, что этот фильм закрывает конкурсную программу, можно считать успехом, заявила Савинова. В Алекминске отметили праздник Белого месяца «Бурятский Новый год». Выставка, яркие костюмы, знакомство с традициями и обычаями Бурятии. Воспитанников детского сада «Звездочка» посетили наши корреспонденты. Национальное бурятское блюдо – бузы. Кушается вот так. Берется вот с уголка, вкус делается и внутри сок.
Сок выпивается и кушается. Все. Вот такие бузы. Национальное блюдо бурятской кухни, как и многие другие, широко представлены на празднике Белого месяца, организованного Алекминским землячеством бурятов, проживающих в Алекминском районе. Наш самый прекрасный, почитаемый среди бурят Сагалда. Встреча Нового года. На празднике знакомили с культурой, обрядами и традициями народа. Надо отметить, что для большей части Алекминск давно стал настоящей родиной. Я как-то уезжала лет на 10 к себе на родину, там в Иркутской области пожила, в Устюрдынском округе. Мне захотелось обратно, я сказала, я хочу домой, поэтому я вернулась обратно сюда же на родину. Я считаю, что Алекмин моя родина, там родина и тут родина. Я Алекмин очень обожаю нашей природой, с нашим народом. В самом городе это порядка 15 семей. Кроме этого, проживают и по селам. По словам участников, часто собираются вместе. Это и в национальные праздники, и, конечно, по семейным поводам. На выставке можно было увидеть традиционные изделия из шерсти, которые являются очень важным материалом для бурятов. И если здесь это игрушки, то ранее именно из белого войлока делали свое жилье – юрту. В детском саду «Звездочка» открыт центр духовно-нравственного развития. Мы разные, но мы вместе. В рамках программы знакомства с культурой Бурятии прошло и там. Можно отметить, что сад как мини-модель всего района, в нем воспитываются дети многих национальностей. Здесь учат не толерантности, но уважению друг к другу. Даже наше дошкольное учреждение посещают дети 13-15 национальностей. И мы поставили такую вот цель, действительно, чтобы познакомить детей. Дети должны знать, с кем мы живем рядом, и воспитывать вот такие вот добрососедские взаимоотношения. Напомним, это не первое знакомство ребятишек с культурами народов, проживающих в районе, и, уверены, не последнее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Это были новости на Якутия-24. Спасибо вам за внимание и всего доброго. Добрый вечер, дорогие телезрители. Четверг, 19:15. И несмотря на то, что сегодня предпраздничный день, в эфире республиканского телевидения программа «Народный контроль», которую веду я, Дмитрий Аргунов. Я не понаслышке знаю, что сейчас за каждую новостройку, за жильцов буквально, за их души идет такая нещадная борьба, война, можно сказать, временами переходящая в горячие такие столкновения. Не секрет, что рынок коммунальных услуг, он как магнит притягивает, возможно, тех, которые, ну, скажем так, не слишком чистоплотно и готовы ставить на кон интересы конечных потребителей, интересы населения во имя собственных, скажем так, финансовых, возможно, интересов. Как выбрать правильно управляющую компанию и не ошибиться? Об этом мы поговорим сегодня в выпуске программы «Народный контроль». Начинаем. Дорогие коллеги, давайте установка, которую
которая была озвучена, все во имя интересов конечного пользователя, все во имя интересов населения. Да? Как же тем людям, не секрет, что многие, допустим, те, которые получают в новостройках квартиры, они переезжают из сельской местности. Не секрет, что для многих это, возможно, первый опыт, скажем так, получения жилья в многоквартирных домах. И опыта, скажем так, каких-либо знаний определенных у них просто нет. Вот как этим людям, как вообще населению, даже если оно подковано, правильно выбрать управляющую компанию? Какие критерии? Кто начнет? Ну, наверное, начну я. Да. Во-первых, в 2015 году было введено лицензирование управляющих компаний. Для чего оно было введено? До этой даты, возможно, был хаос, да? Мы не могли разобрать, где управляющая организация, где обслуживающая организация, да, и не были определены критерии. И с появлением норм, которые ввели лицензирование, у нас действительно каждая управляющая компания, которая управляет домом, должна получить прежде всего лицензию. На сегодняшний день у нас 242 лицензии в республике выдано. Из них 85 управляющих компаний на сегодняшний день не имеют домов в управлении. Просто фигурируют? Да. Вот. И получается так, если по городу Якутску взять, то там у нас 104 лицензированных управляющих компаний, и, соответственно, к ним, в отношении них проводится только лицензионный контроль. Это определенный порядок и штрафные санкции в отношении, если они нарушат, да, то очень высокие, от 250 до 300 тысяч рублей. Ответственность высокая у управляющих компаний. Хорошо. А еще раз, критерии все-таки, ну вот, ладно, запросило общее собрание у той управляющей компании, которая явилась претендентом на название того, чтобы стать именно нашей управляющей. Вот запросила лицензию, лицензия вроде бы есть. Но есть же другие, скажем так, подводные камни, которые, возможно, уже в недалеком уже будущем, возможно, ну, негативно сыграют на тех же платежах. Вот какие могут быть подводные камни вот в таких моментах? Лицензировано вроде бы, все нормально, но что-то есть. Да. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Значит, мне бы что хотелось отметить. Ну, в первую очередь, как коллега правильно сказала, это, конечно, наличие лицензии. Но критерий, в первую очередь, мне кажется, не в первую, а вообще самое важное это должен быть, это насколько финансово устойчивая эта компания, управляющая. Очень неплохо было бы, допустим, сделать запросы в ресурсоснабжающие организации. Можно еще сделать проще, зайти на сайты ресурсоснабжающих организаций. Я не знаю, как у коллег, но думаю, точно так же. Мы, например, как водоканал, мы выставляем список недобросовестных управляющих компаний. Если жильцы выберут такую управляющую компанию, в конечном итоге можно будет с достоверностью сказать, что либо этот жилой фонд в конечном итоге будет брошен, либо будут негативные последствия для самих жильцов из-за того, что эта ресурсоснабжающая организация, скажем так, очень плохо выполняет свои обязательства перед РСУ и так далее. Вот этот критерий, мне кажется, он очень важный на самом деле. Прям финаудит проводить, да? То есть 7 пядей во лбу надо быть жильцам домов, или их инициативная группа должна быть настолько подкована в тонкостях, скажем так, коммунальных наук, да, что прямо это... От зубов должно отскакивать и все прочее. Вот все-таки, ладно, сайты и так далее. Да, вот сегодня буквально, спасибо за промо, кстати, Жилнадзору и Торгово-промышленной палате, что нашу программу скромную так широко разрекламировала. Видимо, вопрос все-таки назревший, наболевший да, и очень актуальный. Да? Еще, вот смотрите, что еще может, скажем так, грозить тем жильцам, которые, ну, выберут, скажем, не ту управляющую компанию? Ну, давайте я поясню с точки зрения экономики. Точка безубыточности, такое понятие в экономике означает, это такой объемный показатель, когда управляющая компания, в частности, да, о чем мы сейчас ведем речь, получает прибыль. И для управляющей компании это, как правило, квадратные метры жилья, которые они обслуживают. Ну, в наших условиях
севера это где-то 100-150 тысяч квадратных метров. То есть сейчас настолько серьезные требования к управляющим компаниям. Они должны размещать свою информацию в ГИС ЖКХ, это такая платформа есть. Это должен быть в штате обязательно программист. Должны иметь диспетчерскую службу круглосуточную. Должны иметь в наличии транспорт, технику, чтобы, вы же знаете, какие у нас суровые условия. Поэтому, конечно, на сайте Управления Госстройжилнадзора есть перечень домов, которые находятся под управлением каждой управляющей компании. В принципе, она в открытом доступе, эта информация, поэтому надо посмотреть. Если управляющая компания имеет до 10 домов, понятно, что ей ничего не остается, чтобы получить прибыль, перестать платить ресурсоснабжающим организациям. Каким-то образом, кушать как-то надо. Когда это количество домов примерно 15-20, ну, учитывая вот сейчас большие новостройки, около 15 домов, больших, крупных, ну, КПДшки это около 5000 квадратных метров, поэтому их должно быть больше. Ну и очень важно, это, конечно, в первую очередь количество домов управления. Чем крупнее, тем устойчивее, финансово в том числе. Второе – это наличие круглосуточной диспетчерской, это квалифицированные кадры. Ну вот основные такие 3 критерия, потому что какой основной источник доходов у управляющей компании? Это только платежи за жилищные услуги. Больше других поступлений нет. Как правило, жилищные услуги не субсидируются, поэтому все, что заработано, это вот тот доход. То есть ситуация примерно складывается такая. Стоит новостройка такая, замечательная, там 12, допустим, этажей. Есть общее собрание жильцов, которое... Согласитесь, что явление такое часто виртуальное, да? Виртуальное такое общее собрание жильцов. И тут появляется, вернее, дом стоит на обслуживании, допустим, управляющей компании А, которая там по 50 объектам разбросана, и вступает, скажем так, на поле зрения появляется другая управляющая компания, у которой там 15 домов, да, и которая говорит, а мы снизим ваши платежи по квартплате. Насколько разница вот эта ощутима для конечного пользователя? Вот чем они жертвуют, во имя скольки рублев они готовы стать на тропу риска? Ну, в принципе, у нас по городу сложилась такая ситуация, что все пользуются муниципальными тарифами. Примерно все управляющие компании более или менее находятся в одной ценовой группе. Что делают вот недобросовестные? Конечно, снижая либо за счет качества, либо за счет того, что воруют у ресурсоснабжающей организации. Другого нет. Либо не выполняешь те требования, которые прописаны в стандартах управления, либо пользуешься чужими деньгами, переставая их перечислять. Тем более, что уставной капитал практически у всех управляющих компаний это 10 тысяч рублей у таких недобросовестных, и имущества у них нет. Либо все в аренде, либо оно полностью отсутствует. Вы даете мне замечательную мысль. Люди приходят с ручкой и начинают зарабатывать деньги путем... У меня еще светлая голова. Ну, разрешите добавить, да, действительно, на сегодняшний день законодательно вот эти лицензионные требования очень минимальные. Очень минимальные. Наличие регистрации на территории Российской Федерации, наличие квалификации руководителя, отсутствие судимости и все. На самом деле сегодня вот такие требования. Поэтому действительно собственник для того, чтобы выбрать управляющую компанию, он должен посмотреть, как работает эта управляющая компания. Зайти действительно на сайты ресурсоснабжающих организаций, не должник ли он, да? Есть ли у него вообще какой-то техника в наличии, штат и так далее. Ну, конечно, нужно обращаться, как Люба Финакинина правильно сказала, к крупным. Отдавать предпочтение крупным управляющим компаниям. Опыт работы, конечно, сказывается в первую очередь. Смотреть нужно на то, как работают управляющие компании, спрашивая то же самое у других домов, соседей, друзья, родственники, никто этого не отменял. То есть сарафанное радио, которое работает в городе достаточно, так скажем, эффективно, и такие недобросовестные управляющие компании, товарищества собственников жилья, которые на слуху регулярно, да, и те, кто добросовестно выполняет свои обязательства, в том числе и перед поставщиками. Ну, на мой взгляд, опыт работы это тоже достаточно важно. Я просто не стал бы созывать вот этот вечер, да, не станя свидетелем такого. То есть буквально, я не знаю, может, нанимаются или нет. То есть есть WhatsApp-группы, да, собственников жилья, там, допустим, довольно с большим количеством
И там время от времени, а давайте сменим управляющую компанию. Вот механизм смены управляющей компании, насколько он, скажем так, реальный, насколько он возможный, еще раз говорю, в свете того, что общее собрание, это, ну, я серьезно говорю, это вещь такая виртуальная. Люди же, да, идут за каким-то лидером. Вот сейчас очень модно слово такое троллинг. То есть управляющая компания выбирает человека, который за деньги, ну, это стоимость общеизвестная, 100-150 тысяч, начинает, ищут собственника очень недовольного, начинает в тех же соцсетях предлагать, вот в группах сейчас же очень модно заводить на каждый дом WhatsApp-группу и начинает предлагать товарищи, вот нам предлагают низкие тарифы, нам предлагают такие преференции, энергосервисные. Они все, ну, максимум 300 тысяч при всех мероприятиях энергосбережения. И, естественно, люди ведутся. Сейчас сложное такое время, когда не у всех позволяют доходы ну, широко шагать, начинают на это ведутся, просто вот не слыша никаких разумных доводов. И эта технология уже отработана. То есть они сами пришли, сами согласились? Сами да, в массовом порядке начинают будоражить дом, а потом бегом, сейчас же, возможно, очно-заочное совещание провели, там 10 человек телефонный собрали. Звонок на линии первый за сегодняшний эфир. Говорите в эфире. Алло. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вопрос скорее к госпоже Чусовской. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вопрос скорее к госпоже Чусовской. Скажите, пожалуйста, у нас... Алло, меня слышно? Да, слышно. Слышно. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько законно заниматься обслуживанием многоквартирных домов людям, которые имеют судимость? Вот нас обслуживает компания «Сфера комфорта». Ее хозяин, ну, генеральный инспектор, пастор миссии евангельских христиан спасения. Это нормально вообще, да? Это вот как бы нормальная практика? Так можно? Вы же только что сказали, что... Наличие судимости является основанием для аннулирования квалификационного аттестата, да? Но при этом, значит, если судимость погашена, то уже считается человек несудимый. А там нет градации статей, там политическая, уголовная, экономическая и так далее? Ну, там экономические тяжелой степени, ну, градации есть. Градации есть. Но в любом случае, если погашена судимость, человек действительно был судим, но погашена, то это считается человек несудимый. Я, конечно, не специалист в такой... Но в любом случае, если у вас есть данный факт о том, что он действительно судимость не погашена, просим подать заявление в наш орган. Мы разберемся. А тот факт того, что вот человек-то говорит, что там еще какие-то религиозные такие дела, там... Но вы знаете, это не запрещено, не запрещено. Да, я с вами согласен. И еще раз... Коллеги, я бы хотел еще вернуться к признакам компаний, которые у нас попадают под критерии нехороших, скажем так, да. Как бы все игроки рынка ЖКХ, да, собственники и управляющие компании, они подчиняются жилищному кодексу. Тут как бы все расставлено на свои места. Есть минимальный перечень услуг, приказом утвержденным 290, который должен исполняться. Но, одно бы но, если мы вернемся к рейтингу, да, к рейтингу, который производит жилищный контроль, из года в год у нас первые топовые 3 строчки занимают что? Это начисление платежей за ЖГУ, это некачественная, плохая организация, неэффективное управление многоквартирными домами и неудовлетворительное состояние МКД. Чего хочет собственник? Собственник в этом плане хочет видеть, за что он тратит деньги. Вот этого сейчас видеть практически невозможно. Этого нигде нет. Многие компании вообще отчет не предоставляют о своей деятельности или предоставляют в таком формальном виде, где мы видим только общую сумму. И непонятно, что из чего она сложилась и за что было заплачено, за какой объем и за какие услуги. Так, например, в нашем городе были такие случаи, когда управляющие компании расходную статью делали как содержание газонов. 12 месяцев в году. Ну, конечно, можно пофантазировать, там, подогрев газона, может быть, был, конечно же. 12 месяцев они его делали, стригли, обслуживали. Но самое интересное, что газона-то вообще никакого не было. Понимаете? И тут вот рынок компаний сейчас, вот как мы говорили уже, он мне вообще напоминает наш китайский рынок. Их очень много, они все легально работают там, но стоимость услуг и товара очень низкая, соответственно, такое же качество. Поэтому здесь и потребителю, конечно же, надо подходить и смотреть не на стоимость низкую. Мы же понимаем, что дом 70-го года, да, и 2017-го есть же разница. И за муниципальный тариф не каждый сможет обслуживать 70-го года дом.
Это сможет позволить себе только или крупная компания, которая будет туда вкладываться. Но законодательство сейчас так повернуто, что компании многие, они как временщики. То есть они приходят с маленьким фондом, с маленьким уставным капиталом, просто взять деньги и уйти, обанкротиться. То есть это уже первый признак. Если компания копит деньги, то что-то здесь не так. Какой у нее путь вперед может быть? У нее путь может быть только на банкротство. Навряд ли она когда-то расплатится с долгами. А какой интерес, допустим, процветающей вроде бы управляющей компании связываться с проблемным фондом? Да, вот здесь, со старым. Да, здесь, конечно, проблема. Тут или альтруисты, можно сказать, да, или социально ответственные управляющие компании. Поэтому здесь вот стоит проблема, вообще я вижу, не только двора, дома, там, это проблема города, может быть, республики. То есть нужно формировать такую политику, чтобы были на рынке именно честные игроки. Нужно отсеивать котлеты от мух отдельно. И когда честные игроки войдут на рынок, и можно им будет доверить этот фонд, который они будут тянуть за собой. Но если управляющая компания берется за старый фонд, это автоматом означает, что она жулики или что? Ну, не всегда. Не всегда. Не всегда. Дело в том, что некоторые компании, как бы изначально, имея большую историю, они этот фонд не могут в одночасье. Во-первых, законодательно не позволяет бросить и уйти, да, потому что вот мы расхотели обслуживать. А во-вторых, все-таки социальная ответственность, если управляющая компания в бизнесе давно, и она хотела бы поддержать, ну, свой имидж, поэтому, конечно, приходится, и люди приходят в такие управляющие компании с просьбой взять на управление. Тут проблема в чем? Если бы муниципалитет дифференцировал нашу плату в зависимости от года постройки, было бы намного эффективнее работать на этих домах. Однозначно там цена вопроса должна быть больше, потому что все-таки все изношено, и вкладывать, конечно, надо больше. Но, к сожалению, наши собственники тоже имеют такую особенность. Они не очень понимают и не очень вдумываются в эту проблему. Им неинтересно платить больше. Может быть, стоило со стороны муниципалитета какие-то субсидии давать тем компаниям, которые берут вот такое жилье на обслуживание. Все-таки оно тоже заслуживает хорошего и качественного отношения со стороны управляющих организаций. Им, наверное, надо... Есть же у нас субсидирование ресурса, но почему не может быть субсидии в части жилищных отношений? Ну, это как вариант, да? Либо вот воспитывать собственников таким образом, чтобы они понимали, что дешево не бывает качественно. Представителям вот снабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций. Сегодня, ближе к вечеру, вот всплыл антирейтинг Якутскэнерго, да? Хорошо, к этому мы вернемся чуть попозже, да? А если, давайте, все-таки... Какова она пятерка управляющей компании города Якутска, которая заслуживает доверия? Вот к этой части. Потом к вам вернемся, хорошо? Пятерка управляющей компании, которая заслуживает доверия. Есть рейтинг, он размещен на сайте МинЖКХ. И ежегодно на основе данных, которые управление Госстройжилнадзора вот передает, этот рейтинг формируется. Но, насколько я помню, в лидерах это нерюнгринские компании, топ, значит, ну, по республике. По городу это управляющие компании «Солидарность», по-моему, впереди, да? Губинский, Прометей и какие-то две вот небольшие. Хорошо, вы назвали три. И вообще к рейтингу и прочим остальным градациям мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НВК. Самый интересный момент, как всегда, реклама. Вернемся. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Все мои награды, все мои медали – это часть меня. Каждая моя победа – это знак благодарности моим родителям, моему тренеру, моей родине, Якутии. Я люблю Якутию, и я голосую.
Каждый гражданин, наверное, я считаю, обязан сходить на выборы, проголосовать за своего избирателя. Как гражданин Российской Федерации обязательно должен идти на выборы. Будущее свое, грубо говоря. Обязан идти, да. Гражданский долг. Ну, мы ходим каждый год на выборы. За мир, чтобы был у нас в стране. Гражданское самосознание. Надо. Будущее страны на 5 лет вперед. Гражданский долг. Дальнейшую лучшую жизнь выбирай. Владислав Третьяк – легенда мирового хоккея, трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира. Вратарь, способный отразить любые угрозы, кумир миллионов болельщиков и пример для будущих чемпионов. Третьяк уверен, только игра слаженной команды во главе с уважаемым всеми капитаном приводит к победе. 17 марта приглашаем на выборы президента страны. Давайте выберем достойного капитана. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. И мы продолжаем нашу дискуссию о том, как правильно выбрать управляющую компанию, будь это новостройка или жилой фонд в возрасте, скажем так. И мы передаем слово ресурсоснабжающим организациям. И прежде всего хотелось бы выяснить один такой момент. Да? Вот мы говорим о том, что есть механизмы, допустим, ограничения недобросовестных управляющих компаний в плане поставки энергоресурсов. Да? Но страдает, опять же, конечный пользователь. Но Якутскэнерго в этом отношении, скажем, проводит довольно жесткую политику. Это, я так понимаю, с людьми, которые перешли на прямые договоры. Да? То есть про парней с пассатижами мы наслышаны. Про мальчиков и девочек с задвижками мы пока, с газовыми ключами, мы пока не слышали. Пока не слышали. Но поочередно то водоканал, то газовики, они регулярно грозятся, скажем так, вот этими вот мерами. Да? Хорошо, давайте вот, что означает прямые договора, да, и договор, скажем так, с управляющей компанией? Ну, вообще, как бы стоит отметить, да, то, что про парней с пассатижами, да, это, опять же, одна из действенных мер воздействия на должника. То есть она предусмотрена законодательством. Введение режима ограничения при условии неоплаты обязательств перед поставщиком по поставке ресурсов, в том числе электрической энергии, ведет за собой вот такую процедуру введения режима ограничения. В отношении управляющей компании? В отношении потребителя, который имеет заключенный договор с Якутскэнерго напрямую. Если мы говорим про квартиры, либо частные дома, да, есть по состоянию на 1 февраля 2018 года, да, задолженность вот в соответствии с нашим тоже антирейтингом, который у нас есть на нашем сайте компании, составляет порядка 729 миллионов рублей. То есть из них, конечно, львиную долю занимает это задолженность за тепловую энергию, это порядка 500 миллионов, и оставшиеся это у нас порядка 200 миллионов, это электрическая энергия и горячее водоснабжение. Давайте примем телефонный звонок и вернемся сразу, опять же. Говорите в эфире. Добрый вечер. Можно ли проверить управляющую компанию на предмет целевого использования денежных средств жильцов? Вот у нас сомнения, как бы, да, в нашем доме вот, директор управляющей компании «Сфера комфорта» является пастором церкви, и мы вот как бы боимся, что наши деньги уходят на содержание церкви и его прихода. Это жилец дом по улице Кузьмина, 21. И второй вопрос. У меня дочь проживает по улице Дзержинского, 70/3. Там, значит, является управляющая компания ЖКХ «Промышленная», которая вообще никак не реагирует на вызовы, на обращения. Как вот можно воздействовать? Жилнадзор. По второму вопросу коротко отвечу, что если управляющая компания бездействует, не реагирует на ваши заявки, обращения, вы, конечно, обращаетесь в управление Госстройжилнадзора, Амосова 8. Либо направляете электронное обращение, но только зарегистрированное через ЕСИА, да, то есть прошедшую через авторизацию. Вот. Мы отреагируем, проверку проведем, при выявлении нарушения предписания и
административное воздействие. Есть же модуль обращения еще на портале, правительственном портале. Народный контроль, да, в течение 10 дней. Но тут надо иметь в виду, что все-таки мы проводим проверки, да, юридические лица ИП у нас защищены 294-м федеральным законом. То есть у нас сначала предварительная проверка, да, потом уже, если действительно факты подтверждаются, тогда мы проверку проводим. Средств, во-первых, вы должны, то есть управляющая компания обязана в течение первого квартала провести общее собрание и подвести итоги за предыдущий период. Вот это обязанность. Если оно не выполняет, также это, получается, нарушает законодательство. Можете также обратиться к нам. Более того, значит, требования с 1 января этого года вступили в силу обязанность и ответственность за неразмещение в ГИС информации о своей деятельности. Если управляющая компания не размещает информацию, а это очень большая сведения, которые должна управлять, обо всем должна разместить. Да, если не делать, то, конечно, опять же обращаться к нам, и есть административные штрафы за невыполнение этих условий. Возвращаемся к Якутскэнерго. Вот звонили перед эфиром буквально герои вашего антирейтинга, да, и задают вполне резонный вопрос. Почему в этом рейтинге есть, допустим, мы, я не буду называть фамилию, да, но нет, допустим, того же Арсенала, Арсенал Плюс и так далее. Объяснение. Ну, в антирейтинге участвуют те управляющие компании, исполнители коммунальных услуг, у которого есть договорные отношения, то есть заключенные договоры на поставку ресурса, в рамках которого договора должен исполнитель коммунальных услуг исполнять свои обязательства. То есть кто-то исполняет должным образом, не имея задолженности, да, либо имея задолженность, там, не более 2-3 периодов. Там, бывает это от сезонности, опять же, в зимнее время бывает такое, то, что накапливаются долги, в летние периоды они более меньшим образом копятся, потом, за счет, опять же, той же самой тепловой энергии. А с Арсеналом вышла история такая, то, что ввиду отсутствия договорных отношений с Якутскэнерго, компания приняла решение по принятию потребителей, то есть конечных потребителей, на прямые договоры. То есть мы начали заключать договора непосредственно с каждым потребителем и поставлять ресурс каждому отдельно, то есть начислять в счет квитанциях. Пошли навстречу. Да, пошли навстречу. Но опять же проблема, которая осталась, это работа с внутридомовыми инженерными сетями. То есть у нас есть определенные зоны ответственности, да, то есть по стене дома мы поставку ресурса до туда ведем, а уже внутренние домовые инженерные сети все равно обслуживает та организация, которая взимает плату за, опять же, вот как сказали, за обслуживание внутренних сетей и так далее, на которые установлен тариф. Вернемся к пассатижам и газовым ключам. Да? У вас есть иные механизмы, судебные там, и так далее, и так далее. По истории вот этих судебных обращений, давайте, товарищи поставщики. У нас, значит, в отличие от коллег, если цифрам сказать, да, по энергетике, у нас, конечно, цифры скромные, тем не менее, из 124 управляющих компаний и ТСЖ, с которыми у нас имеются договорные отношения по поставке газа, у нас, значит, задолженность составляет 37 миллионов. Цифра, конечно, очень мизерная по сравнению с коллегами, но тем не менее. Мы, конечно, в основном используем, будем говорить, не ключи газовые, хотя мы тоже этот метод широко сейчас будем, наверное, внедрять в каждую квартиру, каждому потребителю. Да? Мы больше используем способ правовой, будем говорить, судебный. Мы очень системно проводим процедурную работу, по этапам: уведомительную вначале с определенными сроками оплаты, потом мы проводим претензионную работу, и после этого уже начинается у нас судебная работа. Кто у вас, у газовиков, рекордсмен по судебным вот этим тяжбам? У нас управляющая компания, это жилищный стандарт, конечно, самая такая проблемная компания. Это известный микрорайон Борисовка-1, где 60 корпусов сегодня отапливаются. Вот. И, кстати сказать, один из корпусов сейчас уже ведет работу выхода из этой управляющей компании. Они обратились к нам с заявлением, мы заявление их приняли, и они находятся на процедуре оформления протокола своего. Вот. Если это все в рамках нормативно-правового поля, поэтому если все эта процедура будет соблюдена в соответствии, мы с ними заключим отдельный договор, и они перейдут с нами на прямой договор
вот 8 квартир, которые в этом корпусе проживают. Это, выйдут с этой компании. Я думаю, такому, вот, чем грозит такому примеру последуют и следующие корпуса. Они же все живут в одном микрорайоне. Они проблемы действительно испытывают, потому что добросовестные плательщики, они оплачивают управляющие компании, а управляющая компания не всегда рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией в полной мере всей суммы. Хотя не скажу, что она совсем не рассчитывается. Компания рассчитывается, ведет работу, с нами на очень постоянном контроле. Мы постоянно с ними работаем. Они к нам обращаются, мы с ними работаем. Не скажу, что они уклоняются, нет. Есть вот старые долги, и вот в новом формате, особенно, они сейчас приняли несколько новых домов и по программе переселения жилья и так далее. Здесь работа намного лучше у этой компании, нежели вот микрорайон Борисовка-1. Ну вот мы в основном проводим такую работу процедурную, судебную. Практически со всеми управляющими компаниями, с которыми у нас имеется задолженность, у нас у всех имеется судебное решение. Но эти судебные решения ведь надо, полученные исполнительные листы же ввести в действие. Вот. Но есть способ, мы используем практически только два направления. Мы берем исполнительные листы сами, не предъявляем в службу судебных приставов, мы предъявляем их на расчетный счет. Но мы знаем только один расчетный счет, который указывается в договоре, в нашем договоре. А что делает управляющая компания? Получив исполнительный лист на расчетный счет, видя через некоторое время, что с них поступившие деньги все списываются по исполнительному листу, они тут же прекращают работать по этому расчетному счету, открывают в других банках, и, соответственно, наши листы остаются неисполненными. Найти другие банки, сегодня мы такой информацией не обладаем. Это может быть только служба судебных приставов, которая имеет на это все правовые основания. Приходится, значит, извлекать эти исполнительные листы из банков и предъявлять службу. Там процедура длительная, значительно дольше. Поэтому мы идем на договорные отношения. Да, мы работаем по рассрочке, идем на переговоры, работаем по рассрочке. И вот особенно в последние 2-3 года компании, управляющие, в принципе, на этот механизм идут уже, платежи более-менее, по крайней мере, они сдвинулись. И те большие долги, которые были, длительные долги, которые были в предыдущие годы, вот последние годы как-то вот они повернулись лицом к ресурсоснабжающей и начали, в принципе, оплачивать. Ну, к примеру, скажу, такая компания, как индивидуальный предприниматель, который управляет, он закрыл свою предыдущую, там была достаточно приличная сумма долгов. Создав новую ООО, управляющую компанию, он принял свои долги, когда он был предпринимателем, и погасил все полностью. А таких оборотней много, да? То есть сейчас у нас получается такая же ситуация со штрафами. То есть вот жительница звонила, сделается проверка, будет выставлен счет, штраф, и все зависнет. То есть такие компании, получается, могут копить эти штрафы и играть дальше на рынке? Я получаю, да, Эдуард. Да, я что хотел сказать. У нас аналогичная ситуация, конечно, по работе с должниками, как вот у коллег, естественно, да, по смежным отраслям. Но у нас очень серьезная есть проблема. Проблема в том, что вода, с точки зрения закона, у нас считается жизненно важным ресурсом. И мы ни в коем случае не вправе ее ограничить или тем более отключить для граждан. А что, электричество можно, что ли? Электричество можно, да. Это не жизненно важный ресурс. Отопление нельзя. Тепловая энергия, холодное водоснабжение – это нельзя. Поэтому у нас ситуация настолько затруднительна с этой точки зрения, потому что мы не можем использовать этот механизм, допустим, перекрыть ресурс. Это нереально, только в случае аварии. Все, четко регламентировано. Поэтому занимаемся, естественно, и судебными тяжбами, и аналогичная ситуация, как вот коллега из газовиков сказали, да? У нас на сегодняшний день долг управляющих компаний перед нами 340 миллионов. 340 миллионов. То есть это для нас очень серьезная сумма. 340 у вас? 37. 37, да? У вас? 730. 730. Миллиард с лишним. Да. Миллиард с лишним – это ресурсы, поставщикам ресурсов задолжали управляющие компании. И заметьте, антирейтинг, как вы его называете, он ведь у нас вот с Якутскэнерго, допустим, одинаковый по управляющим компаниям. Поэтому те же фигуранты, да? Те же фигуранты. Поэтому в самом начале передачи, когда мы говорили про рейтинг компаний, я и делал упор на то, что вот когда начинают копить долг перед ресурсоснабжающими организациями, управляющие компании, это уже очень тревожный маячок. На него надо обращать внимание сразу же. Скажем, у поставщиков сколько компаний в таком вот черном списке? Из тех 84, которые действуют в Якутске, да, сколько
ваших списках? 104. Ну, например, у нас из 104. 98 управляющих компаний, которые у нас должниками являются, да, ну, самый-самый злостный, это у нас где-то порядка 10. Порядка Самый 10. Да, самый злостный. Вот эти списки можно найти у вас на сайте, да? То же самое. То же самое. Где-то так же. Где-то так же. То есть в городе Якутске, скажем так, оперирует деньгами жильцов многоквартирных домов, можно сказать, примерно 10 недобросовестных, 10-12 недобросовестных компаний, которые, вход в зоны которых можно считать определенным риском для населения нашей столицы. Да? И есть еще риск возникновения новых, скажем так, компаний-однодневок, которые первичной своей целью ставят, вот как вы говорите, там маслица на хлеб намазать, да, а не рассчитаться там с поставщиками, и не тем более учесть интересы, получается, вот тех самых жильцов, которые им доверились. В завершение давайте вот подытаживающий такое еще раз совет. Вот люди, будьте бдительны в чем? Давайте вот каждый по одному и очень коротко. Так. Какие моменты могут вызвать подозрение? Ну, первое, конечно, это задолженность, да? Это наличие круглосуточной диспетчерской базы материальной, это большое количество домов, ну, во всяком случае, больше 20, ну, должно как-то вызвать доверие у людей. Сейчас хорошая платформа ГИС ЖКХ, где обязанность есть у управляющей компании выкладывать все показатели своей финансовой деятельности, выкладывать отчеты о том, что они выполняют. Хорошо было бы, чтобы собственники зарегистрировались на этом сайте через портал госуслуг. В личном кабинете там можно и оплатить. Есть там, должны быть квитанции выложены добросовестными управляющими компаниями. К сожалению, не все это делают, но обязанность такая уже есть. Уже с 1 января есть и ответственность за то, что информация либо не в полном объеме, либо вообще не выкладывается. То есть, в принципе, у собственника есть достаточно рычагов, где можно посмотреть вот сайт МинЖКХ, где есть рейтинг ежегодный, да, там много показателей. На сайте Управления Госстройжилнадзора и в системе ГИС ЖКХ также выкладывается информация, сколько штрафов у управляющей компании, сколько жалоб было. В принципе, через этот портал и жалобы можно подать в Управление Госстройжилнадзора. Ну, если человек умеет пользоваться компьютером, ну и ориентируется более-менее в законодательстве, то ему будет несложно эту информацию всю собрать. Сайты у всех открыты. Я вот сегодня специально проверяла, ресурсоснабжающие организации все выкладывают свой антирейтинг и положительный рейтинг. То есть это все время информация есть. Она в открытом доступе. Управление Госстройжилнадзора тоже эту информацию всю, перечень домов, лицензионные требования, там все есть. Сайт хороший, удобный, все можно посмотреть. Вот. Любовь Иннокентьевна за всех, да? Любовь Иннокентьевна все правильно сказала, но здесь же речь идет о том, что на что вот прямо жильцу обратить внимание. Договор, в первую очередь. Мы как ресурсники, я думаю, выражу мнение всех коллег, если управляющая компания настаивает на платежи с ресурсоснабжающими организациями через нее, это уже плохой знак, я считаю. Позвольте мне свои 5 копеек ставить. Буквально 10 секунд. Как представитель жителей, как инженер, в первую очередь, и житель, я бы обратил на техническое состояние дома. Зашел в дом, и там все сразу станет понятно и видно. Потому что основная статья расходов – это содержание дома. Это санитарно-гигиеническое и техническое состояние. Если под домом видно, в каком состоянии сваи, коридоры и все остальное, то тут сразу понятно, что управляющий компания ничего не делает. И хотелось бы в завершении буквально свои 5 секунд. Дорогие жильцы многоквартирных домов, будьте предельно бдительны при выборе управляющей компании. Ваши деньги могут быть направлены не туда, куда нужно. В первую очередь это, конечно же, рассчитаться с поставщиками услуг, которые все сегодня представлены. Спасибо представителям Госжилнадзора и ассоциации за участие в нашей сегодняшней программе. Увидимся ровно через неделю. Меня зовут Аркадий Гурьевич Едукин. Мне 52 года. Всю жизнь я проработал в медицине. Я рад тому, что моя деятельность направлена на благо земляков. Я люблю Якутию. Якутия.
далекий и снежный край России. Она занимает бескрайние просторы в сотни тысяч квадратных километров в северо-восточной части страны. От границ Амурской области до берегов Ледовитого океана. Богатство ее недр и суровые природные условия, казалось бы, раз и навсегда создали образ серой и унылой окраины. Но почему она оставляет неизгладимый след в душе путешественника? Почему, затаив дыхание, с грустью в глазах он прощается с ней с единственным желанием вернуться сюда вновь? Что его манит к ней, к такой далекой и холодной, суровой и неопузданной? Высота и непроходимость гор или бескрайние просторы тундры, бросающие вызов отчаянным экстремалам зима или неусыпное солнечное око летнего дня, сакральность исконных верований или таинство древних ритуалов, скромный блеск серебра или ослепительное сияние бриллиантов, прекрасное звучание чарующего хомуса или вой ветра, прошлое и настоящее, сила и хрупкость, скорость и выдержка, воля и победа. Это Якутия.
Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Охота и рыбалка в Якутии». И с вами я, автор и ведущий Александр Борисов. Наша съемочная группа находится в горах, на Верхоянских хребтах, и мы ведем охоту на снежного барана. В Якутии обитает два подвида снежных баранов. Один из них, который обитает в Алданском Нагорье, находится под запретом и занесен в Красную книгу. Естественно, на него охотиться нельзя. А на снежного барана, который обитает здесь, в Верхоянских хребтах, постоянно открывается охота. По последним данным, его численность даже растет из года в год. Эвено-Бутантайский улус – один из самых труднодоступных улусов нашей республики. На севере граничит с Булунским улусом, на востоке – с Верхоянским, на юге и западе – с Кобяйским и Жиганским улусами. Рельеф горный. Охота будет проходить примерно в 80 километрах к северо-западу от села Кустур. В здешних местах и горы, и низины – сплошь из черного камня, растительности практически нет. Конец октября в Верхояне – это уже зима. Температура в эти дни держится в пределах минус 20, минус 35 градусов. Приехали мы сюда по приглашению нашего друга Альберта Колесова, хозяина этих мест и оленьего стада несколько тысяч голов. Наше пристанище – одно из 20 стойбищ, то есть баз, по которым бригада оленеводов кочует в течение года. Где-то есть вот такие небольшие избушки, а где-то их и вовсе нет, и им приходится жить в палатках. Места стойбищ выбираются просто. Рядом должна быть вода и деревья для растопки. Вот в таких условиях эти немногословные и трудолюбивые люди ведут свое. Пока все отдыхают, я решил подняться на ближайшие горы и полюбоваться окрестностями. Ну что ж, уважаемые телезрители, сегодня первый день охоты. Мы ехали всю ночь, приехали где-то 6:30 утра, поспали пару часов, и охотничий азарт зовет нас в горы. Прекрасная погода, отличное настроение. Ну что ж, охота началась. Мы долго планировали провести охоту в этих местах. И, наконец, мы в Верхоянских хребтах. Именно здесь, в горах, ощущается величие и сила природы, и одновременно краткость нашего пребывания по сравнению с вечностью гор. Их холодная, даже надменная красота зачаровывает.
Несмотря на то, что в нашем распоряжении осталась половина светового дня, мы выехали для разведки местности. Едем по пологим местам, по каньонам, по долинам речек. И вот остановились и наблюдаем за горами. Как раз во время второй остановки мы обнаружили снежных баранов. Их, по-моему, штук 5. Снежные бараны, или как здесь мы их называем чубуку, стадные животные. За несколько недель до гона, который начинается в конце ноября, самцы отделяются от стада и образуют отдельные группы. Именно вот эти группы из взрослых самцов и будут представлять для нас интерес как объект охоты. Что-то они забеспокоили, сейчас посмотрим. Вот они, скорее всего, нас видят. Так, 3-4 больших. Пятеро явно видно. Так, ну, сейчас, наверное, подойдем поближе, чтобы определить пол зверей. Мы поднялись метров 300 на 400. Вот, сейчас будем вести разведку, посмотрим. Если что-то увидим, начнем подкрадываться. Вон видны бараньи тропы. Это не следы сегодняшние, а тропы, которые уже набили бараны за много-много лет. Прямо невооруженным глазом видно. Для охоты среди белых снегов с долгими поездками на снегоходах на холоде горнолыжные очки – просто первая необходимость. Конечно, желательно, чтобы они не создавали бликов, особенно при охоте на столь зорких животных, как чубуку. Надо сказать, что первый день принес нам надежды на хороший исход нашей затеи. Зверь в округе был. Первый охотничий день закончился. Мы на снегоходах разведали ближайшие окрестности, где-то в пределах 10 километров. Вот пока мы были на охоте, нам поставили палатку, хорошая палатка. Теперь у нас свой дом, обустраиваемся, уже поставили раскладушки и оленьи шкуры. Можно здесь уже спать. Топить надо беспрерывно, и ночью, и днем. На улице прохладно, минус 20, поэтому тепло уходит достаточно быстро. Всегда замечаю, что люди, живущие в таежных условиях, не любят антуража. У них все предельно просто и функционально. А эти люди живут в еще более экстремальных кочевых условиях. Им еще сложнее. На эту базу они перекочевали только вчера вечером. Но уже все на местах, все под рукой и все функционирует. Утро второго дня. Ночь провели хорошо.
Планы сегодняшние. Сейчас едем по вчерашним местам. Мы вчера видели 2 стада. Вот, одно стадо было очень далеко, поэтому определить пол, то есть самцы это или нет, нам не удалось. Сейчас мы поедем, будем смотреть. Все зависит от обстановки. Возможно, будем организовывать загон. Сегодня предстоит уже серьезная, настоящая охота с ивенским национальным колоритом. Надо заметить, цивилизация внесла свои коррективы и на этот старинный национальный способ охоты. Если раньше весь процесс проходил с использованием только оленьих упряжек, то сегодня стрелки расставляются с помощью снегоходов, а загоняют охотники на оленьих упряжках. Бытует стереотип, накрепко объединивший в нас понятия олень и тундра. Большинство из нас оленя представляет обязательно на фоне тундры. Но он настолько универсальное животное, что может жить и в тундре, и в горах, и в тайге. Человек на оленях упряжках может преодолевать и высокие горы, и водные преграды, глубокий снег и болото. Северные домашние олени. Верные друзья северянина. Впереди на склоне мы увидели первое на сегодня стадо баранов. Бегут. Оказывается, их 6. Тут не спеша прошла группа Чубуку. Где-то под утро. Ночью шел снег. Вот. Тут немного их следы прикрыл, но он поймет, он почти на поверхности лежит. Значит, они шли в ту сторону. Туда. В общем, охоту начали. Загонщики на 2 упряжках оленей ушли вот в ту сторону. Вот, мы расставили номера. Один уже остался. Вот, мы сейчас поднимемся на эту вершину и устроим там засаду. Мы ждем загонщиков, пока они не откликаются на вызовы по рации. Но мы сидим, ждем. Благо, охота в горах – это и адреналин, и красоты гор вместе взятые, чистый воздух и нагрузки экстремальные на организм. Все это для настоящих мужчин. По якутскому обычаю угощаем духа охоты Баяная, чтобы он благословил нас и ниспослал нам удачу.
А вот и первая группа. Нам по рации сказали, что это молодняк. Потому мы не проявили к ним охотничьего интереса. Хотя вот при приближении первый из них оказался рогачом. Но уже поздно, Чубуку уже вышли из зоны обстрела. А теперь слева от нас сразу 6 штук. И это самцы. Идут на нас. Побежали. Пока они в низине, надо максимально приблизиться. В отличие от других копытных зверей, Чубуку обладает исключительным зрением. Хотя расстояние больше километра, кажется, они увидели нас. Ну что, первый загон у нас неудачный. По рации мне сказали, что впереди бежит группа баранов молодых. 3 штуки, я их не стал стрелять, хотя они были на хорошем расстоянии, метров 250. Вот, бежали довольно медленно, можно было вести прицельный огонь. Мы их пропустили. Затем нам сказали, что группа из 6 самцов также направляется к нам. Вот. К сожалению, они вышли немного в стороне от нас, и загонщикам не удалось как-то их направить в нашу сторону. Я пытался стрелять, но на ходу, на бегу, далеко, поэтому выстрелы были неточными. Вот, мы сейчас поехали по другой стороне, объехали то место, где мы организовали засаду в первый раз. Потому что загонщики сказали, что группа ушла в обратную сторону от них, поэтому вот сейчас за мной вы видите такие тропки свежие. Это бараны вот ходили буквально сегодня. Вчера был снег, поэтому свежие следы. И тут следы, и тут следы. Поэтому сейчас будем подниматься наверх, штурмуем эту высоту. Там я организовываю засаду. Ну все, вперед. Подкрепляемся шоколадкой. Здешние охотники едят утром и только вечером, притом на базе. Ни чая тебе, ни какой закуски. Так что шоколад в горах первое дело, оказывается. Поднявшись на гору, мы увидели, что прямо на нас бежит рогач. Ух ты! Это серьезный экземпляр. Явно напуган. Видимо, наши загонщики согнали. Исчез. Он должен быть прямо под нашей горой. Надо его успеть перехватить.
Львиная. 2, 3, 4, 5. Самец лет 6. Итак, фото на память. В этой охоте работали 2 камеры. Давайте посмотрим, что же попало в объектив второго оператора. На протяжении последних лет охотники замечают, что численность снежных баранов растет. Охота на чубуку из-за удаленности места распространения этого зверя, экстремальных условий охоты на него и серьезных требований к физической подготовке охотника доступна не всем. Но каждый охотник мечтал бы хоть раз поохотиться на них и занести в список своих трофеев этого горного зверя. Для тех, кто считает, что лучшие свои охоты провел в горах, для тех, кто мечтает их провести, для вас эти кадры. Смотрите. Вот так интересно, насыщенно закончился день охоты в горах. Мы с вами, уважаемые телезрители, на этом прощаемся. Это была первая часть нашей охоты. Не пропустите следующую передачу про захватывающую охоту на снежного барана в Верхоянских горах. До свидания, до новых встреч! Отправляясь самолетом в путь на территории аэропорта, соблюдайте основные правила безопасности. Не оставляйте детей без присмотра. Всегда держите ребенка за руку. В поездках главная ваша защита – бдительность и собранность. При обнаружении бесхозных вещей не приближайтесь к ним, а сообщите сотрудникам транспортной полиции. Не принимайте никаких посылок от незнакомцев. Держите под рукой документы, кошелек, телефон. Не сдавайте в багаж ценные вещи и деньги. Эти простые правила сберегут ваш покой и время. Транспортная полиция Якутии. Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, снимите факт на видео и отправьте в модуль «Наша Якутия» по адресу nashayakutia.saha.gov.ru. При составлении уведомления, заявки укажите место нарушения, категорию нарушения, ваши контактные данные. Отправить заявку вы можете сразу после съемки или в удобное для вас время в течение 5 суток с момента фиксации нарушения. После отправки ваша заявка будет рассмотрена модератором и направлена в управление ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Вы сможете следить за ходом рассмотрения и узнать о принятом решении в отношении нарушителя. Важно! Не используйте телефон во время управления транспортным средством. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города.
день, уважаемые телезрители! В эфире передача «Охота и рыбалка в Якутии». Вы смотрите вторую часть фильма об охоте на горного барана в Верхоянских хребтах. Для тех, кто пропустил первую часть передачи, напомним, что охота ведется на территории Эвена-Бутантайского улуса примерно в 160 километрах от райцентра села Батагай-Алыта и в 80 километрах от села Кусту. Наша съемочная группа приехала сюда по приглашению Альберта Колесова, хозяина оленьего стада, кочующего в этих местах. Мы уже провели здесь 2 дня охоты, убедились, что зверя в окрестностях много, и даже добыли одного рогача. Самцов горных баранов или чубуку местные называют аныгы. Из базы до места проведения охоты мы добираемся на снегоходах, а загон устраивается охотниками на оленьих упряжках. Вот перед нами изобретение местных, поэтому каждый район, они делают все по-своему. Здесь, в Эвена-Бутантайском районе, делают вот так. Основные детали сделаны из трубы, я так понимаю, из поливиниловой. Вот труба, наверное, для пропуска какой-то жидкости под высоким давлением. Например, вода, там еще где-то. Вот такой толщины труба. Вот здесь полозья саней сделаны из кусков, которые пропилены вдоль этой трубы. Теперь вот здесь вот такую уже пропиленную вдоль трубу соединяют вот здесь вот. Делают из них поперечины и стягивают болтами. Вот впереди кусок железной трубы. Эту трубу через веревки стягивают или вот сюда, здесь тоже дырка есть, или вот стягивают к полозьям саней. Такие сани используют и летом, потому что здесь тундра, болото. Летом оленеводы сейчас ездят, переезжают с места на место на квадроциклах. И многочисленный скарб тащить на телеге им очень сложно. Поэтому, поскольку они очень во время быстрого движения и исключения заноса, вот делаются вот такие полозья, ну или коньки, как вам угодно будет. Они удерживают вот сани во время движения. Так, здесь они... Такой вот железный прут, он туда вдевается через отверстие и с этой стороны загибается вот таким вот образом. Для того, чтобы убедиться, какая приходится нагрузка на эти полозья, коньки, вот посмотрим здесь. Видишь, даже их просто-напросто срезало, оторвало. Такой толстый железный прут. Остались только вот концы этого прута. Итак, у нас завершающий день охоты.
третий день нашей охоты. Ночью было за минус 30. В палатке было примерно так же, но чуть повыше, наверное. Мы уже выдвинулись на те места, где будем проводить охоту. По планам мы сегодня будем преследовать тех баранов, которые ушли от нас при первом загоне. Будем охотиться примерно в тех горах, вот самые высокие горы. Вчера туда ушли бараны. Засада будет организована в том месте, где вот несколько гряд гор сливаются в одну. Там высока вероятность, что бараны появятся от загона в тех местах. Сегодня олени – члены нашей команды. Насколько они уверенно и слаженно будут преодолевать заснеженные вершины, зависит исход охоты. Красавцы! Видно, что они в руках хороших хозяев. Свежие, мощные, ладная упряжь, любо-дорого смотреть. Мы на полпути к тому месту, где мы должны организовать засаду. Вот. Одна упряжка оленей идет сейчас за нами, обойдет нас. Один человек на снегоходе тоже объедет с той стороны, и вторая упряжка тоже там. Они будут устраивать загон, ну, по крайней мере, пугнут баранов в нашу сторону. Вот, а мы здесь должны их подождать. Планируют на загон, ну, примерно часа 4, 3-4, может быть. Сейчас вы видели, что стадо баранов, самцы были, ушли в ту сторону, как раз туда, где мы сейчас поднимаемся. Ну что, вперед покорять вершины. Здесь только снежные бараны ходят. И такие, как мы. Это Лёшка Чубуку. Лежал здесь этой ночью. Наконец-то мы уже на хребте. Нам надо выбрать место для засады. Мы строили снежный бруствер, и вдруг появились Чубуку. Это молодняк. Да их много. Экземпляры не трофейные.
почти все одного возраста. Уже отдельно от взрослых баранов ходят. Они пробежали совсем рядом с нами и стали подниматься на гору. Итак, мы на сегодня обосновались, место засады выбрано, будем ждать. Пока у нас ничего не происходит, переместимся туда, где у нас работает вторая камера. Как мы видим, кажется, она попала в самую гущу событий. Стадо из 14 баранов. Видимо, надо было вторую засаду организовать прямо на хребте горы. А вот эти уже пошли к нашим. Эх, уходят. Красивые, сильные и выносливые звери. Сколько же нам понадобится времени, чтобы преодолеть такую высоту? Через объектив камеры мы не видим, как быстро чубуку поднимаются в гору, поскольку оператор постоянно приближает изображение. Вся реальная картина ощущается, когда мы видим все это безоружным глазом. Только другой горный зверь может составить конкуренцию скорости и выносливости при передвижении в горах нашему чубуку. Благодаря силе сноровки и мягким подушкам на подошвах копыт он может пробежать фактически по отвесным скалам. Теперь вернемся на место своей дислокации, так как и у нас появились чубуку. Пошли вниз, идут по склону. Но далеко не достать. Не будем стрелять, пусть поработает камера. Если у нас сегодня не будет добычи, то эти кадры сполна могут компенсировать реальный трофей. Только ради этого можно было приезжать сюда.
А вот еще. При более внимательном рассмотрении мы обнаружили еще несколько чубуку. Они явно уверены в своей безопасности. Четыре чубуку появились на хребте справа. Сколько же их, а? Как будто разворошили улей. Уходят. А вот и появился наш загонщик. Видимо, охота подходит к концу. Неужели мы сегодня остались без трофея? А вот и стадо самцов. Все рогачи. И, кажется, есть неплохие экземпляры. К сожалению, слишком далеко, и они уходят от нас. Смотрите. Старый самец потянул стадо вниз, в нашу сторону. Это воля Баяная. Давай, давай, еще ближе. Этот подранок, надо его добирать. Да, именно при такой ситуации у нас говорят «Баянай дал». Ведь шли-то они по вершине хребта, даже переваливали на ту сторону. И как будто кто-то их за веревочку дернул, резко повернули в нашу сторону. Ну что, надо собирать трофеи. Одного чубуку надо спустить. За ним пошел наш оператор. А вот этот баран может потянуть на золото. Рога примерно на метр. Хороший трофей. Ну что ж, уважаемые телезрители, наша охота завершена. Под завершение охоты с правой стороны, вот по этим хребтам, мы увидели 5 приближающихся самцов. Сидели долго, ждали, не шевелились.
И вот Байнай, удача сама привела к нам добычу. Было много выстрелов на добивание, потому что нельзя было допустить, чтобы зверь ушел и попал под съедение там другим хищным зверям или воронам. Добытых чубуку увезут на оленьих упряжках. Ну вот мы добрались до снегоходов. Вот из сумок вытащили лицензии. Сейчас будем заполнять. Снежный баран. Теперешние лицензии вот таким образом. Надо их отрывать. Так. Снежный баран. Так, самец. Куда? Ну все. Теперь уже охота точно завершена. На следующее утро мы на снегоходах выехали в сторону Батагай-Алыта. «160 километров трудной, но счастливой дороги по красивым ландшафтам Эвена-Батантайского улуса». Сушеное оленье мясо. Очень высокая калорийность. Говорят, что 100 грамм вот такого сушеного мяса по калорийности приравнивается к полкилограмму свежего оленьего мяса. Я родился, учился, крестился в Якутске. Я очень люблю Якутск. Этот город, который дает мне силу. Этот город, который сделал меня тем, кем я являюсь. Я заслуженный артист Республики Саха-Якутия, и этим горжусь. Я люблю Якутию. Я россиянин. И я пойду голосовать за своего президента. Каждый гражданин, наверное, я считаю, обязан сходить на выборы, проголосовать за своего избирателя. Как гражданин Российской Федерации обязательно должен идти на выборы. Будущее свое, грубо говоря. Обязан идти, да. Гражданский долг. Ну, мы ходим каждый год на выборы. За мир, чтобы был у нас в стране. Гражданское самосознание. Надо. Будущее страны на 5 лет вперед. Гражданский долг. Дальнейшую лучшую жизнь выбирай. Как принять участие в выборах президента России, если в день голосования вы будете за границей? Для российских избирателей, находящихся за рубежом, организовано более 300 избирательных участков. С адресами и контактами избирательных участков можно ознакомиться на сайте ЦИК России. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко.
Здравствуйте, меня зовут Лю Thi Khuyên. Я приехала учиться в Россию из Вьетнама. Я получила стипендию от Министерства образования и науки Российской Федерации. Позвонили мне и сказали, что вот ты будешь поехать учиться в Якутск. Я спросила, Якутск это где? Я вообще не знала. Но они сказали, это один город России. Но там вообще нету вьетнамских студентов, учились там никогда. Мои родители сказали мне, что ничего страшного, там люди живут, поэтому ты тоже сможешь. И я решила поехать в Якутск. Я приехала в конце января. Я помню, что когда я приехала и вышла из аэропорта, и первый раз в жизни я видела снег, и я трогала снег. Я была счастлива. Для меня это вообще как белый город, ничего не видно. И потом еще я очень помню, что я взяла с собой обувь из Вьетнама, и очень скользко, и я ходила на улицу, я постоянно упала, и люди на меня смотрели и смеялись. Потом мне купили унты, якутские, да, и я потом привыкла. И уже после этого вообще никогда не упала, уже опытная, да. Перед поступлением я там изучала русский язык 6 месяцев. На подготовительном факультете сдала экзамен и поступила на кафедру рекламы и пиар. И мои друзья, мои одногруппники, преподаватели, знакомые в Якутске меня тоже очень поддерживают, да, помогают мне. Я очень люблю борщ. Вообще обожаю, да. А Якутск я люблю строганину. Еще летом я жила почти как местные. Я съездила в Тамтор, да. Там тоже собирала ягоды, грибы. Конечно, живу далеко от семьи. Я очень скучаю, потому что это они мои родные. Они всегда меня поддерживают. Но ничего, мы с ним часто по скайпу тоже общаемся. Для меня Якутия – это моя вторая родина. 4 года можно считать, что не очень много, но незабываемое время в моей жизни. Конечно, буду скучать по Якутску, да, и по родному университету. Очень люблю своих друзей и преподавателей. Благодарю преподавателей, друзей за все. То, что они всегда рядом со мной и всегда помогают мне. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения. И вижу... А что там видит человек?
Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». И неспроста сегодня наш эфир мы начинаем с потрясающей песни в исполнении Марии Куницкой. Ведь тема нашего эфира сегодня, дорогие друзья, это близнецы и двойняшки. Мы сегодня поговорим о двойном счастье, которое посещают немногие, да, семьи, но это правда, двойное счастье. И сегодня наш эфир будет наполнен просто под позитивными эмоциями, потому что в нашей студии будут близняшки и одинаковыми людьми. Одинаковыми людьми, действительно. Ну что, Машенька, чем ты порадуешь нас сегодня? Ну, я тоже буду делать зеркальных близнецов, домашние уги-тапочки. Ну, а я, в свою очередь, сегодня научу вас, дорогие телезрители, что делать, если в путешествии вы не знаете слова, как вот выкрутиться из этой ситуации. Ну что, самое время начать наш эфир. Поехали! Итак, девочки, а вы знаете, сколько вообще близнецов по статистике в мире? Нет, конечно. Вообще Я знаю, без что понятия. знаменитости некоторых близнецов, а так нет. Ну, как говорит статистика, порядка 60 миллионов. И еще я знаю, что существует такое поверье, что у тебя есть 7 двойников. Где-то по миру. Да? То есть, девочки, это, не знаю, насколько это правдивая информация, но можно об этом задуматься. Я, например, в своем глубоком детстве все время думала, что вот захочу, и у меня будут близнецы. Вот прям мечтала. Я думала, что это происходит по воле твоего желания. А потом, повзрослев, я услышала вот про такое поверье, что есть где-то твой двойник, и я всегда думала, ну вырасту, объеду весь мир и найду. Надо было тебе желание Дед Морозу загадать. Написать «хочу близнецов». Действительно, но под елку положить. Как мы уже знаем, это все-таки генетика, как ни крути, да, и случайно в семье близнецы и двойняшки не появляются. Но об этом нам подробнее расскажут наши гости. Но перед тем, как мы встретим их в нашем городе женщин, мы передаем слово Марии Куницкой, лайфхаки от Маши. Добрый день, опять среда, и мы будем сегодня творить и сотворять тапочки домашние для себя любимые или для кого-либо то ни было, если вы не сочтете, что вам они нужны. Мы будем использовать искусственный мех, у меня вот были остаточки кожи, и шить мы будем домашние уги. Машенька, можно перебью? Кстати говоря, дорогие телезрители, это прям была моя мечта и идея. Я прям попросила Машу: Маша, научи делать вот такие тапочки. Но это просто, мне кажется, это такой тренд сейчас, да? Эти тапочки сейчас продаются практически, наверное, в каждом магазине, да? Но как их сделать своими руками, расскажет нам Машенька прямо сейчас. Ну, во-первых, нужно начать с выкройки. Вот, к сожалению, я не знаю, есть ли у вас такая бумага крафтовая, но они очень легко делать выкройки. Я вам покажу. Можно газету, конечно, использовать. В первую очередь нужно встать на пол и взять, измерить свою стопу. Ну, конечно, не надо обрисовывать каждый пальчик. Нужно так усреднить, пяточку тоже, то есть приблизительный свой размер взять. После этого нужно разделить стопу, вот так зрительно, посмотрите, на пятку, на пяточку и основную часть. Вот где-то 1/3 получается разделить стопу. Теперь вот до этой линии, которая у нас получилась на сгибе, измеряете сантиметром вот этот изгиб весь. Сейчас покажу, как это сделать. Мы измеряем вот от сгиба. И вот так вот сантиметром мы идем. Без пяточки. Без пятки. Измеряем. У нас получилось 36 сантиметров. Вот эта вот длина получилась 36 сантиметров. Я советую разделить ее пополам. Это будет 18. Значит, у нас вот эта одна сторона получается 18 сантиметров. Сразу скажу, это размер 36-37 где-то будет. Теперь нам нужно сделать свод тапочка. Для этого нам нужно будет вот такую деталь сделать. Как она делается? Вы должны измерить у себя. Ногу, что ли, задрать. Так, я сейчас на туфли покажу. Вот у нас туфель. Вы должны поставить, вот у вас нога. Вы должны вот так поставить ногу и измерить вот это расстояние. Вот этот взъем называется. Взъем, да, взъем. Ну, здесь он будет равен 21. Это расстояние у нас будет вот
это. То есть вот эта длина у нас полусферы будет равна 21. Ну, то есть это вот ширина ботиночка, правильно я да, понимаю? ширина, совершенно верно. Вот. Вот так Итого у нас получилось... Ага. Ты сколько сделал? Теперь подождите, помните, у нас была длина 18? Мы должны построить линию 21 сантиметр. Высоту мы отмеряем, длина вот этой вот линии, которую мы отметили. Она у нас равна 17 сантиметрам. Потом откладываем 18 и скругляем ее. Получается полукруг. К нему приделываем вот такую странную деталь. Это что? Это деталь, которая идет у нас вот отсюда уже. Вот так. Понятно. Здесь мы измеряем оставшееся вот это расстояние. Делим опять его пополам. У нас остается вот эта линия. Вертикаль проводим, квадратик. Да, простой квадрат строим. И вот здесь вот вырезаем уголок, опираясь вот на эту длину, которую мы сделали. Вот здесь. Мы откладываем эту длину, у нас получается 12 сантиметров. Отрезаем, делаем вот так надсечку и просто делаем полукруг, а здесь величина, которую вам удобно вертикально. Мне кажется, телезрителям придется несколько раз посмотреть Можно. запись нашей программы, чтобы понять все эти размеры, где что вырезать. Можно сделать на глаз и подгонять, как, собственно, делают очень многие швеи, которые не... Значит, дорогие телезрители, не забываем о том, что вы можете посмотреть повтор наших программ в различных социальных сетях. И обязательно, мне кажется, там вы, ну уж точно подберете вот размеры от Марии Куницкой для ботиночек. Ну что, Машенька, мы... Сейчас будем делать выкройку просто, а потом будем разговаривать уже. Ну что, Машу мы оставляем, итоги мы, как обычно, подведем в конце нашего эфира. Ну а мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Это у нас близнецы. И у нас в студии сейчас появится девушка с очень интересной историей. Давайте поприветствуем в городе женщин Ирину Строеву. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Добро пожаловать, Добро присаживайтесь. Так, ну что, девочки, открою вам небольшую тайну. Ирина, ну вроде бы пришла одна, да? История-то, как она может относиться к нашему эфиру? А все просто. Дело в том, что Ирина является одной из двойняшек. То есть у нее есть сестра, и у нас есть, кстати, фото, да? Ирочка, ну расскажите, как давно вот в вашей семье появилось такое двойное чудо? У меня родились дочки-близняшки. Это об этом чуть позже. А вас? Мы с сестрой родились в далеком 82-м году, 19 марта. Что рассказать? Мы совершенно разные. Мы двойняшки, мы абсолютно разные. Мы даже внешне не похожи. Она на папу, я на маму. Это было в 82-м году. Да. Вот расскажи, пожалуйста, наверное, тебе родители рассказывали, как тогда вообще вас... встретили, да, вот насколько... Ну, сейчас близнецы как-то это стало более и тройняшки, да, у нас уже стали появляться. А вот в то время насколько было вот сложно и вообще, как твоя мама рассказывает вам вот историю вашего рождения? Мама ходила тяжело, прямо у нее был огромный живот, говорит, заходила в магазин, все расступались, и вся очередь расходилась, потому что идет мама с животом. Сначала заходил живот, да? Да, реально, сначала заходил живот. Мы родились аж 3500, 3600 каждая. Ну это для двойняшек это огромные. Весь роддом, говорит, мама, сбежался, чтобы посмотреть, какие там огромные родились двойняшки. Ну вот, значит, все-таки роды прошли успешно, вы родились здоровенькими. Разница 10 минут у нас. Мама сама рожала. То есть это, получается, для мамы оказалось сюрпризом. Она не знала, что она беременна двойней? Нет, она знала, что будет двойня, да. По такому огромному животу там вообще нет. Отлично. Нет, ну обычно же как-то прослушивают, да, наверное, у нее прослушивали. Да. УЗИ тогда было? Сердце. УЗИ, по-моему, тогда по-моему, не было. В нашем детстве нет. Вот мы сейчас, дорогие телезрители, видим фотографии из детства Ирины и ее сестренки. Замечательные фотографии, но вот ты рассказываешь нам о том, что вы совершенно разные, да? Вот здесь возникает вопрос, двойняшки. Все-таки акцентировать внимание нужно на этом, что вы двойняшки. Характеры. Какие у вас характеры? Разные. Разные. Вообще разные. Она такая у нас боевая, лидер, получает по сути своей, а я уступчивая. Всю жизнь уступала, моет голову ей, она кричит, не мойте мне голову, в глаза попадает. Я говорю, помойте мне за нее всегда. Кто родился первый? Я. И вы уступчивая? Да. Она, видимо, обиделась, что вторая родилась. Отлично. А что касаемо вот вкусовых предпочтений, у вас все-таки есть что-то общее или опять тоже разные?
Тоже все разное, Тоже вообще всё разное. Спрашиваем друг друга мнение, ты что, это же классно. Да ты что вообще, что ли, это вообще не То есть то. вы все-таки раз. Хорошо. И вот вы, значит, выросли. А вот как ваша жизнь сложилась? У вас все-таки общие интересы, там у вас есть, допустим, в выборе ваших супругов, у вас есть какие-то одинаковые схожести или нет? Тоже все разное. По жизни вместе, везде в школу, на кружок, на шахматы, сестра на шахматы, я за ней, сестра на рисование, я за ней. Вместе там и в баскетбол в школе играли, и на лыжи ходили, как бы все вместе. И сейчас по жизни тоже вместе. В детстве вас, наверное, тоже одинаково одевали, да? Как? Да, конечно. А у вас нет такого, у вас кошки живут, у нее собаки. Нет. Вообще животных нет. И тут вот у меня возникает такой вопрос. Вот в чем же тогда заключается, наверное, кто-то не знает, разница между близнецами и двойняшками? Вот чем они тогда отличаются? Ну, близнецы, они однояйцевые идут. Они как вот в одном яйце два желточка. А мы, получается, как два яичка. Два желтка. Два яичка в одном животе вы родились в один день. Вот, то есть две сестры в одном комплекте в один день, да, родились? Было два яйца, в общем. Да, отлично. Ну и, дорогие телезрители, самое интересное в том, что Ирина двойняшка, ну это понятно, это уже никого не удивишь, но в семье Ирины недавно, ну относительно недавно, появилось двойное счастье в виде девочек-близняшек. Их мы приглашаем в нашу студию. Знакомимся, это Полиночка и Саша. Вот они, два чуда. Боже, какие Здравствуйте, девочки. Так они близнецы у вас? Да, Они близнецы. Вы посмотрите, они даже идут в одну ногу. Они идут в ногу. Да. Здравствуйте, девочки. Уже они совершенно одинаковые. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто из вас у нас Полина, а кто Саша? Ты запомнишь, что ли? Где Саша? Ты Саша, а там? Полина. Полина. Девочки, вы близняшки? Или двойняшки? Близняшки. Близняшки, да? Там точно третий не зайдет. Третьего нет. Отлично. Дорогие телезрители, сейчас необходимо уйти на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, ведь тема нашего эфира сегодня очень милая и добрая. Это двойняшки и близняшки. Сборная России всегда занимала почетные места на всевозможных турнирах. И я могу сказать только одно. Трамплином в большой спорт является развитие детского хоккея. В последние годы детский хоккей получил новый виток развития. Состоялось открытие республиканской специализированной школы по хоккею. Я люблю Якутию. Мы продолжаем эфир «Города женщин», и сегодня тема нашего эфира – это близнецы и двойняшки. И до ухода на рекламу мы познакомились с Ириной Строевой. Ирина у нас является одной из двойняшек, но в ее жизни произошло чудо, ведь она стала мамой двух потрясающих близняшек девочек – это Полина и Саша. Девочки у нас появились в студии, прям зашли с одной ноги, то есть они у нас такие прям, ну видно, парочка, да? Ну и расскажите, пожалуйста, Ирина, ну вот все-таки есть такое, ну не поверье, да, медицинское даже, да, наверное, показание к тому, что близнецы появляются через поколение, если даже не через два поколения. Вот как ты узнала о том, что у тебя будут близняшки?
Вообще неожиданно пошла делать УЗИ, вообще узнать, беременна ли вообще. Ну, там совсем маленький срок был. Пришла Крутикова Маргарита Львовна. Да, есть. И не один. Как? Такая в шоке была. Вот как яичко, как в яичке 2 желточка, говорит, у вас близняшки. Я говорю, да вы что? Ну, близнецы, не сказали же еще там пол. Ну, говорит, еще не точно, срок маленький, 4 недели, только через 2-3 недели придете, повторим УЗИ, и там уже точно будет. Ну и вот какого твое первое впечатление, да? Все-таки ты прожила уже жизнь вот это, да, когда ты рождаешься с одним человеком, да, у тебя жизнь делится как бы на 2 части, да, и тут ты, вот совсем скоро у тебя появятся вот такие близнецы. Конечно, я очень была рада, очень была счастлива, и прям очень хотела, чтобы были девочки именно. А что касаемо вот родов, да, вот у тебя есть, я знаю, что у тебя есть старший ребенок, вот как протекала эта беременность? Насколько сложно? Или все-таки слишком... Мне кажется, я бы еще ни одного родила. Вообще не сложно было все в беременности. Просто вот меня почему-то в медцентр положили, там, думала, недельку полежу, уйду. Нет, не отпустили, 1,5 месяца там лежала. И вот как бы... Их на месяц раньше родила, чем срок получается. А не было так, как у мамы, сначала живот, а потом вы в магазин заходите? Ну, чуть-чуть у меня было поменьше. Отлично. Ну и вот сейчас девочки растут, радуют, наверное, всю вашу семью каждый день. Вот расскажи, все-таки ты говоришь, что с сестрой вы двойняшки, и вы совершенно разные в характерах, вкусовых. А вот как девочки, они все-таки похожи друг на друга или нет? Ну да, у них одинаково все. Они даже вплоть в туалетную комнату вдвоем идут, чуть ли не за ручку. А в плане характеров они одинаковые или все-таки разные? Ну, характер, конечно, все равно разный. Саша такая боевая, а Полина такая уступчивая, все, Саша тоже уступает. Ну, от имени тоже это зависит. Полина вообще редко бывает. Да, Александра это... Хорошо. И девочки, наверное, у вас такие прям творческие, активные, и, наверное, звезды и в садике сейчас, да? Да. И вот мы знаем, что они нам подготовили, да, какой-то небольшой подарочек. Девочки, Полина и Саша, мы просим вас выйти в центр. Стих рассказать, да? Так, девочки, пошли. За ручки, пошли. Такая прелесть. Боже. Так, встаньте вот туда. Наверное, надо дать микрофон, да? У них есть? Нет, у них есть. Так. Ага. Все. Громко. Итак, выступают у нас Полина и Саша Строевы. Мама в шоке, папа тоже. Мы с тобой так похожи, как тарелки, пирожки, как на улице снежки, как ромашки на поляне, как конфеты 2 кармане, как ладошки, как косички, как 2 сестрички, как 2 близняшки. Отлично, браво, девочки. Хорошо, у меня вопрос такой, Ириночка, совсем немного времени. Подскажи, планируешь ли ты еще? Близнецов нет, только внуков теперь. Только внуков. Ну что, мы желаем девочкам удачи, успехов, растите умницами, красавицами и всего вам самого наилучшего. Ну а сейчас самое время перейти к нашей постоянной рубрике Love Story. Сегодня мы расскажем вам о потрясающей красивой семье, где глава семьи считает, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Внимание на экран. Многие девушки боятся того, что их молодого человека заберут в армию. А стоит ли, узнаем прямо сейчас. Как же начиналась ваша история любви? Мы познакомились вообще в школе в 2011 году. Я лежала в больнице, и получилось так, что у меня сестра с другом пришли меня навестить, и получилось так, что Альфред с ними тоже пришел. Я как бы не ожидал, что девушка будет после операции. Но сразу как-то на позитиве начали общаться. Как-то весело стало. Ну, первый год мы вообще просто общались через социальные сети. После вот как-то переросло все, и мы стали лучшими друзьями, которые делились всем. То есть вроде вот сколько лет уже общались, да, вместе дружили, были, ну, прям не разлей вода, всегда друг друга поддерживали, понимали. А потом вот пришел, и как будто в первый раз так неловко так было, делить за ручку, так, ну не знаю. Вот, встретились и даже не знали, что делать. Посмотрели друг на друга и поулыбались. Как вы восприняли новость о том, что вашего мужа забирают в армию? Я была на учебе, и я плакала. Я честно заплакала. Меня даже одногруппники, то есть, утешали, чтобы я не плакала. Ну, мы, на самом деле, еще с момента рождения сына, после того, как я окончил школу, уже как-то были морально
ну, готовили друг друга. Не хотели, конечно, этого, но как-то готовили. Потому что, ну, как бы армия, служба в армии – это неотъемлемая часть жизни молодого человека. И я знал, что я пойду в армию. Но просто мне не хотелось сразу же после школы идти в армию, так как, ну, маленький сын, как бы первый год жизни, как бы первые шаги, все это хотелось встретить вместе, поэтому, ну, поступил в высшее учебное заведение, получил отсрочку, и уже когда вот сыну уже было 1,5 года, уже, ну, я знал, что все будет хорошо. А каково было находиться на расстоянии? Тяжело было, потом привыкаешь, и вот в этой суматохе будних дней, то есть как-то, ну, легче. Если ты занят чем-то, то тогда легче проходить. Но не выдержала душа поэта. Мы поехали с сыном спонтанно к нему, то есть на 5 дней его отпустили, и мы, то есть, провели вместе время там уже. С одной стороны, конечно, было тяжело уезжать, оставлять семью, жену, сына, как бы. Но с другой стороны, это долг родине, как бы, и это должно быть. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру и узнаем, насколько хорошо вы знаете друг друга. Готовы? Первый вопрос. Назовите любимый цветок вашей супруги. 1, 2, 3. Роза, молодцы, есть попадание, отлично. Идем дальше. Назовите любимое блюдо вашего мужа. Ой, я не помню, честно. Давай не будем никому говорить. Я отгадала. Куда бы вы хотели отправиться отдыхать всей семьей? Всей семьей, если? 1, 2, 3. Что написали? Кругосветное путешествие. Не расстраивайтесь, у вас зато есть целых 2 попадания. Спасибо огромное вашей семье за такое замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе в этой же рубрике. Добрый день, дорогие телезрители! Вы продолжаете смотреть «Город женщин». И с вами я, Анастасия Кондакова, и рубрика «Английский язык». Итак, бывает такая ситуация, что в путешествии, допустим, или в разговорном английском языке, когда вы разговариваете с иностранцем, что не знаете слова, да? Актуальная проблема? Актуальная. Очень актуальная проблема, и люди... И начинаешь делать так... Да, или начинаешь руками показывать, да, но что делать, если то, что нам нужно, не показать руками, да? В этом случае я вам предлагаю воспользоваться 2 вариантами выхода из этой ситуации. Значит, первый вариант, это я предлагаю подобрать синонимичное слово, да, то есть приучить наше мышление, наше говорение, да, к тому, что мы можем подобрать синонимичное слово, то есть синоним, да? Ага. Так, второе, что можно сделать? Второй вариант, это мы можем с вами воспользоваться такой фразой, как I don't know how it will be in English, but. Да, немножко сложновато, конечно, но эту фразу можно быстро выучить. Я не знаю, как это будет по-английски, но, да, и после этой фразы мы начинаем описывать то слово, которое вам нужно. Чаще говорят in English, in English. Но мы учимся говорить правильно и рассуждать правильно, грамотно по-английски, поэтому Маша лучше говорить не а вот I don't know. I don't know. То есть, Маша, ты очень хорошо, правильно заметила, если эта фраза для вас кажется очень длинной, вы можете сказать in English, да, it will be.
in English и начинаете описывать, да. Ну, я считаю, что первый вариант подойдет для тех, кто только начинает учить английский язык, для тех, кто только начинает разговаривать по-английски. А второй вариант это уже для людей, которые, ну, с таким продвинутым уровнем языка. Настя, да? мы готовы попробовать. Да, давайте. Ну, я хочу предложить сначала начать попрактиковать по-русски. Да, обычно у меня на уроках так проходит. Допустим, давайте попробуем описать слово. Ну, для Даша, я знаю, у нас уже продвинутый, да, у тебя уровень. У Маши начинающий. Даша, попробуй, пожалуйста, описать слово манекен по-русски. Манекен? Кукла... Что это? Образец. Нет, надо не синонимичные слова, а вот именно, что такое манекен? Манекен? Кукла. Да. Существительными или прям с прилагательными? Да, вот прям вот таким предложением. Это копия человека. Это вещь, на что одевают одежду, допустим, да? Это не живой, это вещь, которая стоит в магазине. Имитирующая внешность, оболочку человека. Да, и вот представь, тебе нужно сказать манекен. Да, слово. Так, хорошо. Маша, попробуй, пожалуйста, подобрать синоним к слову заболел, допустим. Тебе надо сказать, я заболела. По-русски, да? Или по-английски? По-русски, сначала по-русски. Как можно вот? Мне плохо. Хорошо, мне плохо. Я неважно себя чувствую. Да, я неважно себя чувствую. Я не домогаю. Я не домогаю. Замечательно. То есть, девочки, случай... вот синоним, он подойдет, как вы заметили, для людей, которые хотят описать прилагательное, да? Ищут синоним к прилагательному. А второй вариант, он подойдет к существительным. Существительным. Так, девочки, ну давайте начнем. Попробуй, Маша, пожалуйста, перевести вот эту же фразу, только на английский язык. Я не знаю, как это сказать по-английски, но это вещь, которая стоит в магазине, и на нее одевают одежду. Ну, ты сказала. По-английски? Да, попробуй. I don't know how it will be in English, but I think it's a doll. Так, телезрители, мы узнаем с вами, как надо это говорить дальше, после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Туймада нефть. Уверенность на северных дорогах. Меня зовут Аркадий Егорович Едукин. Мне 52 года. Всю жизнь я проработал в медицине. Я рад тому, что моя деятельность направлена на благо земляков. Я люблю Якутию. С вами «Город женщин», и мы продолжаем говорить по-английски. Итак, во время небольшого перерыва мы поговорили с Дашей на эту тему. Ну-ка, Даша, are you ready to speak in English? Yes. Okay, please describe the word that we see here. I don't know how it will be in English, but I know that we use it in a shop to
demonstrate dresses. Dresses. Very good. Very, very good. Thank you. Окей, Маша, please. Маша, пожалуйста, скажи. Значит, напоминаем, у Маши было предложение, я чувствую себя плохо. Да, я чувствую... I feel bad. Нет, я устала у нас было. Ну-ка, давай попробуй сказать. I'm down, по-моему, устала. Ага. Как мы скажем, представь, ты пришла в больницу, и ты не знаешь, как надо сказать. Так, там как у нас было? I don't know will be in English. But... Машенька, это для продвинутых. А нам надо синоним подобрать. Да, синоним. Я же пень, я забыла. Так. Синоним чего? Опять синоним чего? Ну, I don't. Нет, вот смотри, ты знаешь, как сказать, я чувствую себя плохо. I feel bad. Хорошо, а я заболел? I'm sick. А я устал? I'm tired. Потому что я Маше подсказала это. Ну, то есть, в любом ладно, случае. Наша задача, короче, ладно, представь, Маша, ты не знаешь, да, что тебе нужно сказать, ну, что ты не знаешь слова «я устала». Как бы ты с помощью синонима выкрутилась из этой ситуации и сообщила человеку, что ты устала? Синоним слова «устала». Я чувствую себя плохо. Ну, I feel bad, я же сказала. Ага, молодец. Вот, I feel bad. I feel bad. А потом должна объяснить, по каким причинам I feel bad. Ага. Это уже другая история. Ну что, это уже совершенно другая история. Хорошо, если я не пойду к женскому врачу объяснять. Спасибо большое. Спасибо большое, Настя. Мы, как всегда, благодарны Анастасии Кондаковой за прекрасные уроки английского языка. И я думаю, что совсем скоро мы будем владеть английским в совершенстве. Ну и самое время перейти к одной из наших самых любимых рубрик. Это Beauty Time. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! С вами визажист-стилист Яна Мария Назарова. Я использую косметику от Inglot. Начните свой ежедневный макияж с красивой кожи. Используя дневную сыворотку, она эффективно увлажняет и питает кожу, идеально подходит как база под макияж. С праймером для век не нужно переживать, он обеспечивает чрезвычайно длительный макияж глаз. Рисуем форму бровей тенями. Теперь фиксируем тушью для бровей. Тушь прокрашивает каждый волосок, зрительно увеличивая объем. Бежевый мягкий карандаш визуально увеличивает глаза. Черный карандаш Каял мягко очерчивает контур глаз, создавая бархатистый эффект. Карандаш послужит базой под тень. Излишки жирного блеска, к тому же очень стойкий. Компактная пудра для лица замечательно сочетается с тональным кремом, не сушит и не перегружает макияж. Очень удобная система. Вы можете в одну палитру поставить хайлайтер, пудру, румяна и контур. С праймером для губ я уверена в идеальных губах до 6 часов. Мой идеальный макияж готов. Любите себя и будьте любимы. До новых встреч! Желаю вам удачного дня!
Спасибо большое, Яна Мария, за то, что продолжаешь обучать нас и наших любимых телезрителей, как нужно правильно наносить мейкап и всегда быть прекрасным, да, прекрасно, чтобы в нашем образе, прекрасном образе, все действительно. Ну что, а мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим о теме очень интересной и такой прям милой, да, или, как говорят тинейджеры, мимимишной, да. Это у нас близнецы и двойняшки. И, как говорится, девочки, вы знали о том, что вообще у близнецов разные отпечатки пальцев? Ну, это известный факт. Да, я не знала. Да. Я реально не знала. То есть математику друг за друга сделать можно, а преступление совершить нельзя. Так, разные отпечатки пальца. Но, девочки, доказанный факт, что у них одинаковая энцефалограмма. А это значит, что у них мозг работает одинаково. Мозг работает одинаково. Вот такой интересный факт. И мы сегодня пригласили в студию мальчиков, близнецов, у которых практически все, и мышление, и состояние здоровья, и вкусы одинаковые. И давайте знакомиться, это Спиридон и Леонид Анисимовы. Добро пожаловать в город женщин. Ну, красавцы, они даже идут в одну ногу. Ну, и прям сегодня это